Макс Вальтер. Браконьер. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Старенький Мерс 124 серии мерно тарахтел дизельным двигателем. Я сидел за баранкой, держа на ней обе руки. Сейчас главное не дергаться и спокойно миновать КПП. Потому как в моем багажнике покоится расчлененное тело, бережно упакованное в несколько мусорных мешков. «Кто такой?» Посветив мне фонариком в лицо, поинтересовался привратник. Двое других стояли за его спиной, направив оружие в мою сторону. Позы расслабленные, но я-то знал. Стоит только дернуться, как из меня сделают решето. «Человек», — буркнул в ответ я. «Так что же ты, человек, в такое время по улицам колесишь?» — усмехнулся охранник. «Думал, до заката успею», — пожал плечами я. «Не успел», — хмыкнул мужик в камуфляже за его спиной. «К нам... «С какой целью?» — поинтересовался привратник. «С торговой». «Купец, стало быть», — растянул губы в улыбке он. «А где же тогда товар прячешь?» «На разведку приехал», — продолжил я выдавать заученную заранее легенду. «Слыхал, вы здесь мукомольный запустили?» «Есть такое дело», — самодовольно кивнул он. «А звать-то тебя как?» «Брак», — ответил я. «Странное погоняло», — опять прицепился он. «Хорошее дело браком не назовут». «Слушай, командир», — поморщился я, — «ты меня что, из-за нелепой погремухи мурыжить будешь? Я весь день за баранкой, колесо еще это, черти его задери. Устал, как собака, ей-богу, не до разборок». «Ладно, не гунди», — усмехнулся он. «На вот, подержи, молюсь». Привратник сунул мне в ладонь серебряную плюху. Я без проблем принял ее и даже пальцы сжимать не стал, показывая, что этот благородный металл не причиняет мне никакого вреда. Привратник, убедившись, что я и в самом деле человек, как-то сразу расслабился. Мужики за его спиной даже стволы опустили. «Я думал, в крепы сейчас всех без разбора пускают», — произнес я, возвращая плюху обратно. «Это для проформы», — отмахнулся он. «Всех измененных теперь под строгий учет брать принято, будь они неладны». «И много у вас таких?» «Да штук с 20 будет». «Не боитесь с людоедами под одной крышей жить?» «Ой, молчи», — вздохнул он. «Вот такие нынче времена. Ладно, ты езжай, токма в юго-западный район не суйся. Мы их там селим, чтоб подальше от людей». «Это правильно», — ухмыльнулся я, и, врубив первую передачу, тронул машину с места. Проехав чуть дальше по улице, свернул вправо, к стене. Где-то здесь должна располагаться котельная. Туда-то мне и нужно. Местный кочегар оказывал понятные услуги, избавлял таких, как я, от проблем по типу тех, что сейчас находились в моем багажнике. Дело не дешевое, но лучше опустошить кошель от серебра, чем становиться к стенке за браконьерство. Уже в который раз жизнь сделала крутое пике, и если раньше моя профессия вызывала уважение, то теперь внезапно попала под строжайший запрет. И никто не объяснил, почему. Никто не спросил, хотим ли мы такого соседства. Однако нам четко и ясно дали понять, что за убийство измененного нас ожидает смертная казнь. Но жить как-то надо. А с тех пор, как мы заключили мир с людоедами, черное сердце подпрыгнуло в цене так, что за него платили 3 полных веса серебром. И с каждым днем цены только росли, потому как спрос никуда не делся. А вот с предложением дела обстояли довольно туго. «Есть кто живой?» — спросил я, сунувшись в душное помещение кочегарки. «Смотря кто спрашивает», — раздался голос слева от двери. Я заглянул за створку и невольно усмехнулся, уставившись в темные провалы стволов обреза. Кочегар оказался не так-то прост. Он установил кресло таким образом, что его прятало дверное полотно.
То есть любой вошедший тут же оказывался на линии огня, но при этом самого стрелка еще даже не видели. «Я от Макара», — обозначил свою позицию я. «Ясно», — кивнул мужик, но обрез опускать не спешил. «И как он?» «Все так же», — усмехнулся я. «Ноет всем и каждому, как сильно его беспокоит картечь в заднице». Похоже, проверку я все-таки прошел, потому как кочегар отпустил взведенные курки и поставил обрез к стене рядом с креслом, в котором сидел. «Что там у тебя?» «Мясо», — ответил я. «Так заноси, нечего там светиться». Я кивнул и выскочил на улицу. Машину я загнал во двор подальше от посторонних глаз, но все равно, прежде чем распахнуть багажник, осмотрелся, заострив особое внимание на стене, с которой открывался чудный обзор на внутренний дворик котельной. И только убедившись, что рядом нет посторонних глаз, быстро выудил 6 плотных мусорных мешков, которые чуть ли не бегом перетаскал в кочегарку. Мужик уже стоял у котла с распахнутой настежь топкой. «Ну, чего встал?» — недовольно пробурчал кочегар. «Я, что ли, их туда закидывать буду?» «Да я думал...» «Ты поменьше думай, побольше делай, швыряй, говорю». «Все сразу, что ли?» «Нет, ёпт, по одному сопли жевать будем. Да не тормози ты!» «Так вонять же будет». «Оно хоть так, хоть эдак, а без вони не обойтись». Пожав плечами, я перекидал мешки в топку. Мужик тут же взялся за лопату и щедро присыпал куски тела углем из ванны, который за каким-то хреном лежал там залитый водой. Затем он закрыл топку и на несколько секунд прибавил обдув, после чего бросился к вентилям, где несколько раз повернул колесо задвижки. Замерев у манометра, он удовлетворительно крякнул и вернулся обратно в кресло. Я же остался возле котла, наблюдая в небольшой глазок за тем, как огонь пожирает тело измененного. «Да не боись, через час там даже костей не останется», — заверил кочегар. «Чайку?» «Не откажусь», — кивнул я и уселся напротив на скамью у крохотного журнального столика. «Полтинник с тебя», — бесцеремонно заявил кочегар, наливая мне бледный, но очень душистый чай в кружку. «Угу». Кивнул я и выудил из кармана перехваченную резинкой связку из 5 серебряных прутиков. «Надолго к нам?» «Проездом». «Ясно. Значит, мимо». «Не понял». Приподнял брови я. «Не бери в голову». «Я могу и задержаться, если надобность есть». «Может, и есть». Неопределенно пожал плечами мужик. «Так ты говори, чего надо?» «Тебя как звать-то?» «Брак». Уже второй раз за сегодня представился я. «А я Митрич». Он протянул сухую, пропитанную угольной пылью ладонь. «Ты чай-то пей, он полезный. Я сам травы собирал». «Ага». Буркнул я в кружку, как раз делая глоток. «А почему брак-то?» «Из-за фамилии. Барков я. А брак как-то само прилипло. Со школы еще». «Ясно. Ну так тебе подходит», — хмыкнул Митрич. «Ты ж нынче браконьер?» «Выходит, что так», — ответил я. «Не боишься?» «Кого? Морза, что ли? Или ублюдка его? Щенка этого?» «О, как!» — скорчил рожу кочегар. «Он вообще-то герой». «Герой на жопе, геморрой», — передразнил Митрича я. «В очко пусть меня поцелует, герой хренов. По-твоему, это нормально, что мы людоедов в крепости пускать стали?» «Сидел бы ты сейчас здесь, если бы я так думал», — резонно заметил он. «Так что за работа?» «Заехал к нам тут один, на прошлой неделе. Инженер бывший, а может и нынешний. Мукомольный запустить хотят. Только с его появлением здесь люди пропадать стали. А 9-й отдел даже не чешется. Всем насрать!» В сердцах отмахнулся Митрич. «Он, видите ли, шишка важная. Тьфу! В общем, доказать ничего не можем, а за самоуправство сам знаешь, что нынче бывает. Ну так что, возьмешься?» «Я же не киллер какой», — усмехнулся я. «Чего?» — прищурился Митрич. «Я говорю...» «Да я слышал, не глухой!» Он изменился в лице. «Вали давай отсюда!» «В смысле?» — опешил я от столь резкой смены настроения. «Вали, говорю, пока я в тебе дыр не наделал!» Кочегар потянулся к обрезу. «Еще раз тебя здесь увижу, дружине сдам!» «Придурок!» — выдохнул я и поднялся со скамьи. «От придурка слышу!» — огрызнулся он и для убедительности взвел курки. «Да ухожу я, ухожу!» — примирительно подняв руки, ответил я. Выйдя на улицу, я лишь усмехнулся и, вставив в зубы самокрутку, чиркнул бензиновой зажигалкой. Горький дым ворвался в легкие, вызвав приступ кашля. Слишком уж крепкий табачок попался, никак не привыкну.
Я выглянул из дворика и, осмотрев пустынные улицы, забрался в салон машины. Немного поерзал, устраиваясь поудобнее, и снова усмехнулся. Такое со мной произошло впервые. Как правило, я стараюсь не мозолить глаза и работаю сам по себе. Отыскал одиночку, взял все, что нужно, избавился от тела и скинул товар Макару. Получив свое, так же тихо продолжил искать следующего. Но на этот раз система дала сбой, начиная со сделки с Макаром. Во-первых, он взял товар не торгуясь, что само по себе выглядело подозрительно. Во-вторых, ни с того ни с сего принялся допытываться, куда я тела деваю, а затем вдруг порекомендовал эту крепость, рассказав про кочегара. Не, тема-то хорошая, но, похоже, здесь было что-то еще. И теперь-то я понимаю, что именно. Макар тот еще хлюст. Не удивлюсь, если он решил совместить приятное с полезным. Наверняка и денег вперед взял за посредничество. За ним не заржавеет. Вот только рискованно это. Чем черт не шутит? Выдохнул я и, выбравшись из салона, направился обратно в кочегарку. Митрич, не пальни там с дуру!» «Я тебе русским языком сказал!» «Да погоди ты, не ори как собака!» Я вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. «Ты уверен, что это инженер?» «Да пес их знает, чертей этих!» — пожал плечами Митрич. «Может, кто из людей его? Факт остается фактом. Как только они в нашу крепость приехали, у нас уже 2 сгинуло». «А дружина что говорит?» «А ничего», — развел руками кочегар. «Может, сами куда ушли, а может, и за стенами случилось чего. Они, знаешь ли, только за безопасность в периметре отвечают. В общем, нет тела, нет дела. Вот прям как у тебя». «Они сейчас на заводе?» «Тип того. Все налаживают что-то». «Ясно», — кивнул я. «Ну ты, если что, печку-то не гаси». «А ты не за меня волнуйся, а за дело свое. А уж мы в долгу не останемся». «Мы это кто?» «Не твоего ума дело», — огрызнулся Митрич. «Все, вали давай, нечего от работы отвлекать». «А у тебя когда следующая смена?» «В следующей жизни у меня смена», — усмехнулся кочегар. «Я живу здесь». «Замечательно», — улыбнулся я. «Ну, бывай, даст Бог, скоро свидимся». «Балабол», — отмахнулся Митрич и уткнулся в книгу, намекая, что разговор окончен. Я вернулся обратно за руль и снова вставил в рот самокрутку. Тихонько выругался, вспоминая, что и минуты не прошло, как я выбросил окурок и убрал сигарету обратно в портсигар. Некоторое время я так и сидел, в задумчивости барабаня пальцами по рулю. «Ладно», — выдохнул я. «Если что не так, у меня есть где схорониться». Двигатель послушно затарахтел, и я повел машину к ближайшей гостинице. Завтра днем осмотрюсь, с людьми пообщаюсь, а там видно будет. Браться за это дело или лучше не рисковать. Очень уж сильно от него подставой пованивает. Ну и руки чешутся, это ведь как-то несправедливо выходит. За каждого измененного 9-й отдел носом землю роет, а как дело до людей, так их оно не касается. Нехорошо. Слишком быстро они забыли, сколько дерьма приключилось с тех пор, как объявились эти твари. А вот я помню, порой даже слишком хорошо. Глава 1. Пир. «И в кого ты только такой жадный?» — выкрикнул из прихожей Колян. «И еще брат называется. Мазут ты и есть». «А по сапатке?» — выглянул из кухни я. «Ну займи, косарь, у тебя же есть, я знаю!» — снова законючил он. «А ты не пробовал на работу устроиться?» «Вообще-то я работаю!» «Нет, Колян, из нас двоих работаю я, а ты анонизмом занимаешься». «У меня стартап», — парировал брат. «Просто ты тупой и ничего не понимаешь. Вот придет мое время, и ты сам у меня будешь взаймы просить». «Когда уж оно только соизволит», — усмехнулся я. «Ты дашь, косарь, или нет?» «Нет». «Мазут, ответ!» — крикнул брат и поспешил выскочить на площадку, чтобы избежать подзатыльника. «Вот же придурок!» — пробормотал я, глядя на закрытую дверь. «Фрилансер хренов. Лучше бы хоть сторожем каким приткнулся. И наградил же Бог братцем, врагу не пожелаешь». Нет, на самом деле я его любил. Но вот эти его закидоны... А все мать виновата. Земля ей пухом. Слишком уж сильно его опекала, всегда ставя брата мне в пример. И это несмотря на то, что он младший.
Я-то что? Учился средний, если не сказать и того хуже. Перебивался с 2 на 3, пока, наконец, страданиями матери и учителей не выпустился. Затем ПТУ, притом лишь бы как бы армия, контракт с дуру еще подписал в надежде на лучшую судьбу. А когда вернулся домой, получил приглашение на работу в органы. И отказался, о чем сейчас иногда даже жалею. Но время такое было, ментом работать западло. Сейчас, в общем-то, тоже не фонтан. Но там хотя бы платят хорошо, а работа не бей лежачего. С другой стороны, наверняка я этого не знаю. Везде хорошо, где нас нет. А вот Колян у нас надежда и опора. Не пьет, не курит, как в дневник не заглянешь, сплошные 5. Даже в вуз своим умом поступил. Да, на бюджетной основе. И профессию-то модную выбрал. Программист чего-то там. Ну и кому оно нахрен надо в нашем Зажопинске? Сидит вон 2 год за монитором, хоть бы копейку в дом принес. Нет, может, я действительно чего не понимаю. Ну, черт возьми, не так-то просто на зарплату автомеханика 2 тянуть. И как объяснить, что я ему добра желаю? А у него только гулянки и бабы на уме. Хотя от последних я бы не отказался. Женской руки в нашем доме сильно не хватает. Вот только некогда мне. Да и не горят они желанием прыгать в объятия чумазого автослесаря, хоть и не самого бедного. Всем сразу бизнесмена подавай, а еще лучше олигарха. Так и живем. В армию ему надо. Там-то он быстро жизнь прохавает. Вот только вуз он закончил с военной кафедрой. Ездил пару раз на сборы, наверняка таких же придурков, как и он сам, и вся недолго. Короче, куда ни кинь, всюду клин. На столе затрезвонил телефон, вырывая меня из размышлений о жизни. У аппарата, двинув ползунок на экране, отозвался я. «Ты где, мать твою, ходишь?» Минуя приветствие, раздался возмущенный вопрос. «Здрасте», — с сарказмом произнес я. «У меня выходной вообще-то». «Какой нахрен выходной? Я тебя уже минут 40 у гаража жду. Ген, ядрёна вошь, мы же договорились». «Ёпт, точняк. Извини, братан, совсем из башки вылетело». «Дать бы тебе по башке этой». Впрочем, уже беззлобно отозвался приятель. «Бегом сюда, пока тебе ворота матерными словами не разукрасил». «Ща буду», — бросил в трубку я и отключил вызов. Быстро переодевшись, я схватил ключи от машины и выскочил в коридор. Машинально похлопал себя по карманам, убедился, что ничего не забыл, и только затем захлопнул дверь. Галопом, перепрыгивая через 3 ступеньки сразу, я спустился до 3-го этажа, где замер в недоумении. Столько людей в форме я видел разве что у отделения полиции. «Стоять!» Тут же придержал меня ладонью в грудь наш участковый. «Фамилия?» «Заварзин. Ты чего, в глаза долбишься?» — усмехнулся я. «Или у тебя деменция в самом разгаре? Одноклассников уже не помним?» «Тьфу, брак, ёпрост. Ты, что ли?» «А чего случилось-то?» Я с любопытством заглянул ему через плечо. «Да черт его знает!» — пожал плечами он. «Вроде как убийство». «Иди ты!» Я выпучил глаза от удивления. «А почему вроде?» «Заварзин!» — раздался гневный возглас из квартиры. «Тебе чё делать велено?» «Да я как раз свидетеля опрашиваю!» — крикнул он и, сделав очень серьезное лицо, уставился на меня. Нет, Олежа». Я выставил руки перед собой. «Давай только без этого дерьма. Меня вообще-то люди ждут». «Ничего, подождут 5 минут», — поморщился он. «Мы быстро, в 2 словах, что видел, что слышал». «Знаю я ваше быстро. Ща». Я выудил из кармана телефон и вызвал приятеля, который уже 2-ю неделю никак не мог попасть ко мне на ремонт. «Алло!» — раздался раздраженный голос из динамика. «Только не говори, что ты не сможешь. Я тебе точно все двери собачьим дерьмом измажу». «Вань, ты скинь ключи соседу. Я как все сделаю, тебя наберу. Не поверишь, меня менты приняли». «Брехло!» — усмехнулся Заварзин. «Помощь нужна?» — поинтересовался Иван. «Да нет, тут ерунда. Как свидетеля подтянули. Все сделаю сегодня, не переживай». «Лады, а то я завтра в Престольную собирался». «Все, до связи». Бросил я и, отключив вызов, уставился на участкового. «Ну давай, доставай там свои протокольчики». «Кстати, там братан твой в понятые попался», — хмыкнул Олег, вжикнув молнией на папке. «Во, заодно прикройте его на пару суток, чтоб мозги на место встали». «Все, хорош зубы сушить. Давай по делу». Дальше понеслись стандартные вопросы.
Где был со стальки до стальки? Кто может подтвердить, слышал ли чего-нибудь подозрительное? Знаю ли пострадавших и так далее и тому подобное. В общем, как я и предполагал, опрос затянулся минут на 40 вместо положенных 5. Все это под запись и, естественно, подпись. К слову, я действительно ничего не слышал, потому что спал как убитый. Вчера в гараже до 2 часов ночи ковырялся, чтобы с чистой совестью на выходной отвалить. Ну и как назло забыл, что договаривался с утра Ваньке задние суппорта поменять. Дел там немного, если, конечно, шланг легко открутится. А потому сразу наказал взять новые, в случае чего обратно в магазин сдать недолго. Но это ладно, разберемся. А вот у соседей действительно произошло что-то странное. Жили здесь Никитины, молодая семья с матерью. Пацана я знал давно, он ровесник моему брату. В детстве они вроде даже дружили. А затем между ними какая-то собака пробежала, даже здороваться перестали. Я не лез, потому как дело это не мое. Но по слухам знал, что поцапались они из-за девчонки. По факту это ей бы в рыло дать нужно. Сама с обоими пацанами замутила. Но получилось так, как получилось. Возможно, это был странный выбор. Но Никитин в итоге на этой подруге женился. Притом давненько, как бы не соврать, уже 1.5 года прошло. Парень, он неплохой, работает в магазине бытовой техники. Зарплата там, конечно, с гулькин нос, так что о своем жилье можно забыть. А вот супруга ему досталась... Впрочем, исходя из ее поступка, и так ясно, что там за мадам. Частенько домой возвращается за полночь. То в кабаке ее с подругами увидит, то в клубе местном на танцульках. И вроде все у них там чинно и благородно, то есть в изменах замечено не была. Однако из-за этих гулянок в молодой семье периодически возникают скандалы. Что конкретно произошло вчера ночью, сказать не может даже мать, которая и вызвала полицию. Работает она в котельной оператором, сутки через 3, хотя вроде как сейчас им графики поменяли, и теперь там сам черт голову сломит, как у них смены распределяются. Однако ночные никуда не делись, и вчерашнюю ночь она провела на работе. А когда вернулась домой, обнаружила огромную кровавую лужу под кухонным столом, после чего и позвонила в полицию. Как сказал Заварзин, такая кровопотеря несовместима с жизнью, вот только тела нигде не было. Подключив логику и дедукцию, он также сделал вывод, что это молодой муж в приступе ревности завалил супругу, после чего скрылся с места преступления, забрав с собой тело пострадавшей с целью от него избавиться. Ну, ей-богу, детективов пересмотрел. В его версии я сильно сомневался, так как знал соседа и был на 200% уверен, что тот на такое не способен. На это Олег посмеялся и сказал, что я хреново разбираюсь в людях. А затем мы распрощались, и я отправился в гараж, который уже давно стал автомастерской. Работы хватало, да так, что продохнуть некогда. По первому времени я еще на заводе работал, тоже слесарил. Но когда у ворот гаража скопился целый автопарк, состоящий в основном из мертвецов, решение заниматься только машинами родилось само по себе. И я не прогадал. Отбоя от желающих попасть на прием именно ко мне хватало с запасом. Впору совсем из ямы не вылезать. Я даже ценник несколько раз прибавлял, надеясь отбрить хотя бы часть посетителей. Да где там? Вздыхают, бормочут, но все равно едут. Мой гараж находится недалеко от бывшего завода, где когда-то производились маленькие станочки для школы и ПТУ. Естественно, в 90-е он, как и многие другие, не выдержал перестройки и вскоре сдулся. Какой-то ушлый бизнесмен его выкупил и превратил бывшие цеха в склады. На один из них я и направился. «Здорово, иммигранты!» — поприветствовал я хозяев овощного склада. «О, Геннадий!» — широко улыбнулся Шавкат, по национальности узбек, хотя на русском изъяснялся четко, без акцента. «Зачем так говоришь? Какой я тебе иммигрант? Все мы из одной страны вышли». «Да я шучу», — на всякий случай обозначил я. «Мне тут ключи должны были оставить». «Да, заходил человек», — кивнул Шавкат и, заглянув в будку, которая исполняла роль кассы, подхватил со стола небольшую связку. «А еще он тебя редиской обозвал. Что бы это ни значило. Тебе яблок дать?» «Ну их», — отмахнулся я. «Потом, если только. Хочу побыстрее с делами разобраться и на речку свалить. Жарище сегодня. С утра уже на голову давит. Возьму пивка холодного». «Эй, хватит, а!» — возмутился Шавкат. «Зачем душу травишь? Иди уже, редиска!» «Ха-ха-ха-ха!» — грохнул от смеха я и, позвякивая ключами, перебежал через дорогу. Пораньше закончить не получилось. Как специально шланги не желали откручиваться ни с одной стороны.
И если на суппортах я их нещадно обрезал, то со стороны трубок такой номер не прокатит. Пришлось греть, брызгать ВДшкой и снова греть. Левая сторона с горем пополам пошла, а вот правая так и не захотела. И чтобы окончательно все не разворочить, пришлось идти на хитрость. Я отпилил трубку у самой гайки, затем в тисках все аккуратно раскрутил и, вернув гайку на место, снова развальцевал трубку. Операцию можно было смело назвать гинекологической, так как подлезть нормально не получалось. А разбирать подвеску было лень. Впрочем, она-то меня изгубила. Ведь проще было освободить место, чем выделываться не пойми как. В общем, когда я закончил, время уже перевалило за 5 часов. На речку ехать расхотелось, а вот побаловать себя холодненьким пивком — нет. На этот случай у меня в углу как раз здесь стоит холодильник. Я выгнал из гаража Ванькину машину и закатил свою. Только после этого открыл банку темного и расслабленно развалился в кресле. Со стороны центра города уже доносилась музыка. Я даже на мгновение задумался, а с чего вдруг? Пока не вспомнил, что сегодня день молодежи. Ну вот и славненько. Вместо речки прогуляюсь на праздник. Нужно только Ваньке позвонить, чтобы он свой тарантас забрал. Заодно и меня до дома подбросит. Выудив телефон, я крепко выругался. Тот-то у меня сегодня день выдался спокойный. Ни разу никто не позвонил. Оказывается, он у меня тупо сел. Пришлось отрывать задницу от кресла, чтобы воткнуть в мобильник провод зарядки. Выждав несколько минут, чтобы в батарейку набежало хоть немного энергии, я нажал клавишу включения. Дождался, когда отыграет тупая стартовая мелодия, а затем с кривой ухмылкой принялся наблюдать за летящими СМС-сообщениями о пропущенных звонках. Естественно, читать я их не стал. И уж тем более каждому перезванивать. Кому надо, те найдут. Меня интересовал только Ванька. Однако не успел я его вызвать, как на экране высветилась надпись входящего звонка. Номер у меня записан не был, но трубку я все равно снял, мало ли. Вдруг кому по знакомству контакт скинули. А лишних клиентов не бывает. «У аппарата...» — бросил привычную фразу я. «Заварзин», — сухо представился участковый. «Ты чего вне зоны весь день?» «Трубка села», — спокойно ответил я. «А что? Теперь уже ничего. Завтра как сможешь в отделение подъехать?» Шумом выдохнул я. «Вот как знал, что добром твое свидетельство не закончится». «Ой, да хорош ныть. Тут дел на пару минут». «Ага, как с опросом. А без меня никак?» «Ген, ты дурак, что ли?» «Не, как хочешь, конечно. Я могу и повесткой вызвать». «Да что там такое случилось-то? Я ж тебе все рассказал». «То мне, а то следователю. Короче, завтра к 10 в отдел, понял?» «Утра?» «Нет, ёпт, ночи! Брак, хорош тупить!» «Ты на праздник идешь?» «Ага. Бегу, аж волосы назад», — с усмешкой произнес Олег. «Мне теперь с бумажками до ночи ковыряться». «Кстати, завтра же воскресенье», — вспомнил я. «И чё?» «Ну так выходной же!» «Все, давай голову не трахай, завтра в 10 в отделе». «Вот же...» — пробормотал я и отключил вызов. «Попал так попал. Ой, да и пофиг, буду завтра на вас перегаром дышать». «Алло, Вань, забирай свой тарантас, готово!» «Ты сам-то на каком говне ездишь?» Тут же вернулся возмущенный ответ. «Только тут такое дело, я уже выжрал немного. Может, ты сам машину к дому подгонишь?» «А ты там не охренел часом?» Пришла моя очередь возмущаться. «Нашел, блин, трезвого водителя. Я уже тоже под пивом». «Принял. Жди. Ща что-нибудь придумаю», — ответил он и отключил звонок. «Ага, в Москву он завтра собрался», — пробормотал я и, сделав большой глоток холодного пива, зажмурился от удовольствия. Плюхнувшись обратно в кресло, я с наслаждением выкурил сигарету. За работой даже не заметил, как провел весь день без табачного дыма. Такое тоже бывает. Хотя в основном только и успеваешь новые пачки вскрывать. Со стороны городского центра уже доносился визгливый голос ведущей, а значит, праздник в самом разгаре. А Ванек что-то не спешит перезванивать. Не удивлюсь, если вообще забыл. Хотя вряд ли. Он не первый день меня знает. Я ведь запру гараж и свалю с ключами. Специально, чтобы заставить его побегать. Зато в следующий раз будет умнее. Допив пива, я так и не дождался звонка. Смял банку, лихо забросил ее в ведро на манер баскетбольного мяча, даже подпрыгнул немного. Настроение было хорошее. Не смущал даже опаздывающий клиент. Но я уже принял решение его проучить, а потому без зазрения совести закрыл ворота и вставил в проушенный навесной замок. «Черт! Труба!» Выругался я и снова распахнул створку. Не успел я снять телефон с зарядки, как он затрезвонил прямо в руке.
«У аппарата?» — отозвался я. «Ты еще там?» — прозвучал суетливый голос Ивана. «Ближайшие 2 минуты», — ответил я. «Блин, побудь еще, ща мы примчим». «Мы?» «Ну а кто?» — раздраженно бросил он и положил трубку. «Ой, не больно-то и хотелось с тобой общаться», — поморщился я, сунув телефон в карман. Чтобы время не шло даром, я выудил из холодильника еще одну банку пива, а затем с кривой ухмылкой все-таки закрыл гараж. Неспешной походкой я направился к дому. Пока дойду, пока отмоюсь, переоденусь, как раз успею к салюту. А больше там на площади делать особо и нечего. Ну, может, знакомых кого встречу. Постоим, языками почешем. Мимо пролетела старенькая девятка и почти тут же засвистела тормозами. «Ёпт, Гена!» — раздался крик за спиной. «Ну какого хрена, а? Я же сказал, что лечу!» Я молча остановился и продемонстрировал ключи от машины на вытянутой руке. Даже позвякал ими, для порядка. Ванек подбежал, но в тот момент, когда собирался их схватить, я резко убрал руку. «Очень смешно!» — поморщился он. «С тебя пятак!» — совершенно серьезно заявил я. «А, точняк!» Он прихлопнул себя ладонью по лбу. «А можно переводом?» «Лучше наличкой», — покачал головой я. «Хочу на праздник сходить, а по банкоматам скакать лень». «Могу подбросить», — предложил приятель. «А давай». Не стал отказываться я. Выбравшись из душа, я насухо вытерся и осмотрел себя в зеркало. Колян дома даже не появлялся. По крайней мере, в его комнате ничего не изменилось. Но это ничего. Поймаю его на площади. Может, даже немного нервы помотаю, чтоб жизнь медом не казалась. Напялив джинсы, я недовольно поморщился от того, как сильно они стесняли движение. Отвык я от нормальной одежды. А выходить в люди в спортивках, ну, как-то даже неприлично. В качестве верха, как порядочный человек, натянул белую футболку. Сунул ноги в кроссовки, подхватил джинсовку и выскочил в подъезд. Проходя мимо двери, где сегодня толпились полицейские, я на секунду остановился. Вере Николаевне сейчас точно не до веселья. Бедная женщина. И все же, что у них там стряслось? С чего вдруг молодожены поножовщину устроили? Ладно, завтра с утра у Заварзина поинтересуюсь. Выскочив на улицу, я свернул к центру, оттуда уже доносилась громкая музыка. Судя по неровному пению, там сейчас кто-то выступал, скорее всего, местечковые группы. А может, и из области кого-нибудь привезли. Я бросил взгляд на часы и ускорил шаг. Стрелки перевалили за 10 вечера. На улице уже начинало смеркаться, а значит, салют запустят с минуты на минуту. Внимание привлекла молодежь, которая терлась в тени подворотни. Как-то странно они себя вели, неестественно. Впрочем, я не стал заострять на них внимание, решив, что они просто под кайфом. Так вскользь убедился, что среди них нет Коляна, и тут же выбросил их из головы. Но вскоре на глаза попалась еще одна компашка, как 2 капли воды, похожие на предыдущую. Рваные дерганые движения, будто они готовы вот-вот ринуться в атаку. Интересно, чего они такого нажрались, что их так жестко штырит? Еще и смотрят так, словно я им денег должен. На всякий случай я зажал в руке зажигалку, чтобы удар вышел потяжелее, если того потребует ситуация. Кто их, наркоманов, знает, что там в их обсаженных мозгах происходит? Может, эта самая Дашка, жена Никитина-младшего, как раз в подобном состоянии вчера и вернулась, а там слово за слово кулаком по столу за нож и схватилась. Под наркотой люди и не такое дерьмо творят. Правда, не совсем понятно, куда тело пропало. Санек хоть и щуплый, но все же мужик, и вряд ли она одна смогла бы его вынести. Еще и по лестнице спустить. Не исключено, что помог кто-то. И эта версия произошедшего нравилась мне больше той, что выдвигал Заварзин. Впрочем, не мое это дело, пусть менты разбираются. Вот же странно. Вроде уже полиция, а мы их все равно ментами зовем. Мысли прервал громкий хлопок, который заставил меня недовольно поморщиться. Все-таки опоздал на салют. Нефиг было в душ лезть, мог бы просто умыться. Ведь не на свидание пошел. Ну, теперь уже поздно переживать. Задрав голову, я смотрел на то, как красиво раскрывается разноцветная шапка салюта. Недалеко от меня замерла парочка, которая шла со стороны площади. Видимо, уже устали от громкой музыки. А что до салюта, так его и здесь видно не хуже. Зато никто перегаром в затылок не дышит и не толкается. Хлоп! И в небо устремился второй росчерк, который вскоре рассыпался искрящимся дождем. На площади зазвучала помпезная музыка, а я похлопал себя по карманам в поисках сигарет. И в этот момент краем глаза заметил какое-то нездоровое движение. Сфокусировав на нем взгляд, я даже пачку из рук выронил. Подростки, что прятались в тени, выбрались наружу.
Двое крепких парней сейчас подкрадывались к парочке влюбленных, которые, задрав головы, наблюдали за тем, как раскрывается третий залп. На всякий случай я обернулся и тут же резко отскочил, потому как обнаружил еще двоих у себя за спиной. «Осторожно!» — крикнул влюбленным я и, больше не говоря ни слова, атаковал ближайшего ко мне ушлепка. А принимали они, похоже, какой-то озверин, потому как мой удар, прилетевший точно в челюсть подростку, не причинил ему никакого вреда. Получив по щам, он бросился на меня и моментально свалил с ног. Я едва успел подставить руку ему под шею, и только это меня спасло. Зубы клацнули у самого моего носа, и если бы можно было отпрянуть, я бы обязательно это сделал. Но, увы, позади находился асфальт, о который я знатно приложился затылком. Собственно, по этой причине слегка поплыл. И подпустил упоротого подростка так близко. Но шоковое состояние быстро развеял адреналин, и я, высвободив левую руку, впечатал кулак в оскаленную рожу кретина. На этот раз все прошло как нельзя лучше. Придурка смело с меня, будто я его ломом приложил. Он зашипел, будто разъяренная кошка, и схватился за скулу, на которой я успел заметить ярко-красный след, словно от ожога. Однако парень не спешил оставлять меня в покое. Он слегка присел, будто хищник, и снова оскалил зубы. «Ну давай, щегол!» — поманил его я. «Иди, я тебе еще разок всеку!» Почувствовав движение за спиной, я каким-то чудом увернулся от захвата и быстро метнулся к зданию, чтобы больше никого не пускать в тыл. А на меня перли уже трое, и это был серьезный перевес. Но самое страшное творилось неподалеку. Парочку, любовавшуюся салютом, мое предупреждение не спасло. Они лежали на тротуаре в неестественной позе, а над ними склонились те двое, что секунду назад подкрадывались к ним сзади. И не просто склонились, они вгрызались им в глотки. Все вокруг было залито кровью, а мой взгляд почему-то завис на ноге пацана, которая синхронно дергалась с чавканьем подростка, грызущего его гортань. Нужно ли говорить, что я оцепенел от этой картины? Сердце бешено билось, отдаваясь громким стуком в висках, а затем из глаз брызнули искры от пропущенного удара в ухо. Глава 2. Братан. Как бы ни было стыдно, но от спятивших подростков я попросту убежал. Во-первых, их было слишком много, а во-вторых, мои попадания словно не причиняли им вреда. Разве что с левой. И этот момент я невольно про себя отметил. Может, сказывалось действие препаратов, на которых они сидели, не знаю. В обычной ситуации я бы ушатал этих ублюдков, даже не напрягаясь. Ну сколько им? Лет по 16 максимум. Да еще как следует мускулатурой не обросли. Но когда я подловил одного из нападавших и нанес ему сокрушительный удар ногой в грудную клетку, а после этого он соскочил, как ни в чем не бывало, я понял, пора сваливать. Эти щеглы мне не по зубам. Адреналин придавал мне прыти, и буквально за пару перекрестков я оторвался от преследования, хотя мне показалось, будто их отвлекло что-то другое. И вначале я даже не придал этому значения, пока не успокоил бешеный ритм сердца. Адреналиновый выброс сошел на нет, и мозг начал более-менее соображать. Первое, что привлекло внимание — крики со стороны городской площади. Во время драки я на этом не заострился, так как толпа ревела от восторга, едва в небо устремился первый залп салюта. Но сейчас, когда я уже успокоился, стало понятно, так кричат совсем не от веселья. Там творилось что-то ужасное, и моя схватка с малолетними наркоманами — это цветочки. «Колян!» Поморщившись, выдохнул я и принялся судорожно соображать. А выбор у меня не особо большой. Либо лезть напролом и снова ввязываться в драку, либо попытаться как-то обойти основные улицы и опасные участки, чтобы пробраться на площадь незамеченным. Странно, но даже не зная всей ситуации, я почему-то считал, что передвигаться по городу сейчас очень опасно. Ну а что еще я мог решить после увиденного? На моих глазах обсаженные чем-то щеглы натурально загрызли двух людей. Мало того, отовсюду наносятся крики, да такие, что кровь в жилах стынет. Внезапно меня поглотил такой лютый ужас, что моментально похолодели пальцы на руках, а голова вновь закружилась от избытка адреналина. И боялся я вовсе не за себя. Перед глазами застыл кадр со зверски убитой парочкой, вот только на их месте я сейчас видел брата. От этих мыслей внутри все сжалось, захотелось плюнуть на осторожность и рвануть на площадь. Вряд ли я смогу описать то, что в этот момент происходило у меня в душе. Однако разум победил. Свой городок я знаю идеально.
Еще будучи пацанами, мы излазали его вдоль и поперек. А так как в моем детстве, кроме как лупить палкой крапиву и гонять на велосипеде, других развлечений не было, то все свободное время мы проводили на улице. И, естественно, нам было жизненно необходимо отыскать эдакое тайное место, чтобы баловаться табачком втайне от родителей. А как его найти, если сидеть на месте? Правильно, никак. Вот мы и сваливали, куда глаза глядят, и постепенно изучали тайные тропы, а также всевозможные лазейки. Время шло, мы взрослели, но эти знания не раз и не два выручали нас в лихие 90-е. Нет, я не был бандитом и никогда не состоял в каких-либо криминальных компаниях. Возможно, в силу возраста, однако в то время безумие охватило всех. Не миновало оно и нас, подрастающее поколение. И когда тебе нравится девочка из соседнего района, будь добр получить тумаков за несанкционированный проход по чужой территории, без должного на то разрешения. Ну а если нет желания подставлять другу щеку, нужно научиться быстро бегать или незаметно передвигаться. И тогда-то мы поняли, какое это благо, когда ты знаешь короткий путь через гаражи или территорию заброшенной фабрики. Кажется, настало время освежить знания прошлого. Так, я возле оврага, в районе, который в народе прозвали Аулы. И, надо признать, не просто так. Застройка здесь старинная, в основном частый сектор. И делалось это в те времена, когда о межевании и планировании никто даже не слышал. Почему в основном частый сектор? Да потому, что каким-то неведомым образом сюда затесались 2 трехэтажки. К ним как раз лучше не соваться, так как мимо проходит дорога до перекрестка с главной городской улицей, и просматривается она до самого последнего дома. Петляя, словно заяц, прячась за заборами у каждого открытого участка, я быстро продвигался к городскому центру, при этом не забывая об осторожности. Страх за жизнь брата гнал меня вперед получше всяких малолетних ушлепков. Местами я даже на бег срывался, но вовремя себя одергивал. В глубине души я понимал, что все равно ничего не смогу поделать. Даже не видя воочию то, что творится на площади, я осознавал, одному мне не справиться. Но я должен был убедиться, что Колян жив, даже если не в порядке. Рано или поздно бардак закончится. Тот наркотик, которым упоролись подростки, отпустит, и тогда я смогу ему помочь. Когда где-то вдалеке прогремел выстрел, я ощутил такой укол отчаяния, что внутри все оборвалось. «Да что же это такое происходит?» — в сердцах прошипел я. Крик нарастал с каждым пройденным метром. Сколько времени прошло с того момента, как я столкнулся с подростками? Минут 30? А бойня, похоже, в самом разгаре. Черт, черт, черт! Я катастрофически не успеваю. Такими темпами от моего брата только косточки останутся. Что это? Восстание мертвецов, как в голливудском кино? Может, какое-то бешенство? Или все-таки виновата наркота? В наше время не стоит удивляться и такому. На улицах какой только дряни нет. Это в наше время из доступного кайфа была только травка да паленая водяра. А сейчас на любой вкус и цвет только платить успевай. И самое страшное, что бороться с этим бесполезно. На место одного продавца, которого каким-то чудом закрыли, приходят сразу 3 других, более злых и голодных. Еще и закладки какие-то придумали черти. Собрать бы всех этих уродов в одном месте и под стволы. Да, негуманно. Да, в цивилизованном обществе так нельзя. А так можно, чтобы подростки людям глотки зубами рвали? Наконец я добрался до оврага. Раньше здесь извивалась змейкой тоненькая тропка, по которой редкие люди спускались к реке. Сейчас она вся заросла за ненадобностью. Человек ведь настолько ленивая скотина, что обязательно пойдет по пути наименьшего сопротивления. Раньше здесь можно было срезать приличный крюк, но в наш мир пришел прогресс. Так зачем топать ногами, когда есть автомобиль? Вот и забыли люди про эту тропку, а мне она только на руку. Тем более, что в одном месте от нее отходит небольшое ответвление, по которому можно пробраться на зады. Так мы называли тыльную сторону застройки, что окружала центральную городскую площадь. Прежде чем туда сунуться, я на какое-то время замер, чтобы прислушаться к окружающим звукам. Даже сквозь крики и стоны, что словно густой кисель висели над площадью, я уловил какую-то возню у хозяйственных построек. Здесь ровными рядами располагались сараи, в которых люди хранили всякий ненужный хлам. А особо одаренные даже умудрялись ставить машины. Но чтобы отсюда выбраться на 4 колесах, это нужно еще постараться. В
Впрочем, не моего ума это дело. Однако именно сараи меня сейчас интересовали больше всего, потому что по их крышам можно добраться до жилой двухэтажки. Ржавая пожарная лестница до сих пор держится на одной из стен, к которой примыкает хозяйственная часть. Отличное место, чтобы поплевать с высоты на прохожих и покурить вдали от любопытных взоров взрослых. Где-то на краю сознания вспыхнула мысль, а выдержит ли она мой вес сейчас? Но все прошло идеально. А когда я, наконец, занял высоту и осмотрелся, как раз увидел тех, кто пытался спрятаться за сараями. По-хорошему, мне бы их позвать, вот только я не желал выдавать свое местоположение. Да и плевать я на них хотел. Я искал брата. То, что я увидел, когда выбрался на конек и бросил взгляд на площадь, окончательно убило во мне всякую надежду. Это была натуральная бойня. Дети, старики, взрослые и даже беременные мамаши. Ублюдки не пощадили никого. Тела людей превратились в кровавую мешанину, в которой было не понять, где заканчивается один человек и начинается второй. Но самым большим удивлением было другое. На подходах к площади на меня напали сопливые малолетки. Но здесь орудовали взрослые. Сейчас они, перепачканные кровью с головы до ног, эдаким победным взглядом осматривали то, что натворили. Да и то, как четко оцепили городскую площадь, говорило о том, что все они пребывают в здравом уме. Хотя разве можно сотворить подобное, если твоя крыша на месте? Помогите!» — раздался пронзительный крик от сараев. Я с большим трудом оторвал взгляд от жуткой картины и посмотрел в сторону шума. Судя по всему, бешеные занялись обыском прилежащей территории и наткнулись на небольшую группу людей, что прятались в хозяйственных строениях. Им бы через крышу перебраться и как раз оврагами свалить от опасного места. Ну да где там? Для этого нужно знать про тайные закоулки. Я вернулся обратно и снова принялся внимательно осматривать площадь, изучая одежду и тела мертвецов. Коляна среди них не было. Но это не значило, что его там нет. Отчаяние владело мной. Хотелось выть, скулить, устроить истерику и что-нибудь сломать, лишь бы избавиться от этого тянущего за душу чувства. И все-таки странно устроен наш мозг. Увидь я подобную картину в какой-то другой ситуации, уже бы блевал дальше, чем видел. Но мысли о брате каким-то образом отвлекали от того ужаса, что стоял перед глазами. Мне вообще все казалось каким-то нереальным. Будто я нахожусь в компьютерной игре, и, несмотря на прямое участие в событиях, они меня не касаются. «Давай, шевели копытами, мразь!» — прозвучал гневный голос. Я снова вернулся к тому, что происходило у хозчасти. И увиденное вдруг всколыхнуло во мне надежду. Твари, которые еще совсем недавно убивали всех без разбора, почему-то не тронули тех, кого обнаружили в тупике у сараев. Они вывели их на площадь, где одна из девчонок тут же потеряла сознание от представшей ей взору картины. Цацкаться с ней не стали. Мужик, что сопровождал пленных без зазрения совести, с каким-то ужасающим хладнокровием попросту растоптал ей глотку. Вот так, со всего размаха, даже немного подпрыгнув, несколько раз ударил ей пяткой в горло. Тело девушки затряслось, словно в эпилептическом припадке. Глаза распахнулись, но было уже слишком поздно приходить в себя. Вскоре под ней образовалась лужа мочи, а ее тело застыло навсегда, так и не убрав руки от раздавленной шеи. Глядя на это, несколько мужиков, что в тот момент находились рядом, грохнули от хохота, а у меня в очередной раз произошла смена эмоций. Руки сами сжались в кулаки, захотелось спуститься и вырвать кадыки этим тварям. Но и этот приступ гнева я тоже поборол, продолжая рыскать взглядом по трупам. И с каждым новым квадратным метром в душе разгорался крохотный уголек надежды. Брата не было. Может, они с пацанами ушли раньше? Может, успели сбежать, когда замес только начинался? Может, они вообще сюда не пошли и решили отметить праздник в другом месте? «Дай бог, чтобы так и было», — тихо взмолился я. Но не повезло. Или бог меня не услышал. Брата я увидел, заострив внимание на новой порции криков и брани. Он избежал бойни, но спастись не успел. Их компания пыталась спрятаться в парке Дома культуры, что располагался напротив моей позиции. Да там даже не парк. Небольшой скверик, обнесенный высоким забором. Пацаны сами загнали себя в ловушку. Им бы уйти с другой стороны, обогнуть библиотеку и через двор магазина по пожарной лестнице на крышу. А там по верхам без проблем можно добраться до центральной улицы.
Затаив дыхание, я наблюдал за дальнейшим развитием событий и судорожно прокручивал в голове всевозможные варианты. Увы, в данный момент мое положение было проигрышным с любой стороны. Спустись я и подними переполох, брата все равно не спасу. Уверен на 90%, что сбежать он не догадается. Да и я лишь подставлю себя под удар, а значит, не смогу ничего сделать в будущем. Тех людей, что вывели из лабиринта сараев, да и других найденышей зачем-то собирали в одном месте, на небольшом пятачке у Дома культуры. Никто их не трогал, а потому я решил, что они нужны тварям живыми. Зачем? Будем разбираться после. Я даже обдумывал вариант пробраться к ним и незаметно прибиться к толпе выживших, но эту мысль я тоже отмел. Неясно, что с ними станет в дальнейшем, и загонять себя в ловушку затея не очень. Однако мне необходимо вытащить брата из этого дерьма. Но как? Я шарил взглядом по площади в поисках ответа и вдруг даже дыхание затаил. Среди этих выродков я вдруг увидел соседа. Того самого парня, Саню Никитина. Рядом с ним стояла его жена и... Они оба натурально глумились над женщиной. Повалив ее на асфальт, пинали ее в живот. И я бы еще понял, если бы удары сыпались каскадом с целью сломить сопротивление. Нет, они били с оттяжкой, получая удовольствие от экзекуции. А до меня начало постепенно доходить, что все гораздо сложнее и серьезнее, чем какой-то новый наркотик с побочкой в виде неконтролируемой ярости. Никитиных я знал всю жизнь. Саня получил хорошее воспитание. Я никогда в жизни не слышал, чтобы он вот так, с садистским наслаждением кого-то избивал. Да, как и любой нормальный пацан, он участвовал в потасовках, но чтобы вот так беззащитную женщину... Черт возьми. Да она, похоже, беременная. Что должно было произойти с людьми? Почему они себя так ведут? Вирус? Да, пожалуй, он мог их изменить, но... Я видел кучу фильмов про апокалипсис, вызванные нашествием вируса. И люди в них, как правило, напрочь теряли разум. Эти же действуют осознанно, целенаправленно. Одно то, что их атака была спланирована, и не просто так, а в тот день, когда практически весь город собрался в одном месте, нет, это точно не тянет на сумасшествие, так не бывает. Вскоре на площади началось новое действие. Выродки принялись растаскивать тела, выкладывая их ровными рядами. И я в очередной раз был немало удивлен. Нет, не их поведению и странному желанию построить точную геометрическую фигуру из трупов, а тому, с какой легкостью тощие подростки тащили по асфальту по 2 трупа за раз. Даже я, будучи довольно крепким человеком, не смог бы такое повторить. Как-то в жизни мне выпал шанс нести на себе мертвецки пьяного приятеля. И эта задачка не из легких, даже учитывая, что весил он каких-то 65 килограммов. В тот момент мне казалось, будто его тело налито свинцом. Хотя в трезвом состоянии я без особого труда отрывал его от земли. А здесь сразу двоих. Волоком. Они что, внезапно стали терминаторами? Со стороны главной улицы раздался треск моторов, и это снова привлекло мое внимание. Один за другим на площадь въехали 4 автобуса. Выродки вновь зашевелились, но теперь их внимание было приковано к выжившим. Пинками и затрещинами они принялись загонять людей в салон, и я наконец-то увидел шанс. Нужно лишь понять, в какую сторону их увезут, а там уже можно проследить и попытаться освободить Коляна на конечной точке. Вот только есть один маленький нюанс. Сейчас спускаться нельзя, заметят. Придется ждать окончания представления и только затем действовать. Но то, что начало твориться дальше, напрочь убило во мне всякую надежду на спасение. Такого я не мог представить в самом жутком кошмаре. Вся куча мертвецов буквально в один момент затряслась. Тела бились будто в эпилептическом припадке, а затем они друг за другом начали подниматься на ноги. Выродки, которые принимали непосредственное участие в их убийстве, приветственно хлопали ожившие трупы по плечам и спине. Некоторые даже обнимались, будто члены семьи, которые увиделись после долгой разлуки. У меня не то что слова застряли в глотке. Я боялся дышать. В один миг площадь наводнилась людьми и заполнилась шумом. Нет, этого не может происходить на самом деле. Все это какой-то дурацкий сон. Наверняка я просто вырубился в кресле после долгого тяжелого дня. Точно, это все пиво. Я тупо расслабился и отключился, а все это дерьмо мне снится. Я ущипнул себя и очень болезненно, но этого оказалось недостаточно, чтобы проснуться.
Да и ощущения были более чем реальными, а значит, я не сплю, и все это происходит в реальности. Но кто они, черт возьми? Что это за твари такие? Или я не совсем верно поставил вопрос. Что сделало их такими? Вот так будет вернее. Тело затекло от неподвижного лежания на крыше. К тому же поза была не самой удобной, но я боялся пошевелиться, чтобы, не дай бог, не выдать себя. Одно неверное движение, железо подо мной прогнется. Что-нибудь обязательно грохнет, и тогда мне конец. Да и не только мне. Коляну уже никто не поможет, а сам он не справится. Нет, я не хочу сказать, что он полный тюфяк, за себя постоять он сумеет, но не с этими тварями и не с таким численным перевесом. Здесь нужно действовать иначе. Тихо, незаметно. И сейчас для этого явно неподходящий момент. Твари разделились на группы и постепенно начали расползаться с площади. Я понятия не имел, куда и зачем. Возможно, теперь они отправятся добивать тех, кто решил не ходить на праздник. А может, еще по каким-то другим не менее важным делам. Плевать. Я неотрывно следил за автобусом, в который затолкали Коляна. И как только он покинул площадь, закрыл глаза, чтобы обострить слух. Было важно понять, по какой дороге они уезжают, а выходило так, что они совсем покидают город. Настроение снова поползло вниз. К такому повороту я не был готов. Если в городе я мог бы без проблем отыскать всех и каждого, то за его пределами ситуация менялась кардинально. Нет, близлежащие поселки я тоже знал, как свои 5 пальцев. Просто людей могли увезти куда угодно. Может, попробовать поймать одного из бешеных и как следует надавать ему по яйцам? Зажать их в тиски и давить до тех пор, пока он мне все расскажет? Нет, жалости я к этим тварям не испытывал. После того, что я увидел, мозг как-то самостоятельно вычеркнул их из списка людей. Я пока не решил, кто они, но жизни эти мрази не заслуживали. А на площади вновь произошли изменения. Тела исчезли, и только кровь, залившая мостовую площадь, будто огромное зеркало отражало бледный свет луны. А та висела себе в небе, продолжая насмехаться над нами и нашим никчемным копошением. И лишь солнце было способно стереть эту кривую ухмылку с ее бледного лица. Оно как раз обозначило свой восход тонкой серой полоской на горизонте. Твари, что еще продолжали копошиться внизу, повторно обыскивая прилежащие к площади закутки, периодически с опаской посматривали в сторону восхода. И этот факт от меня не ускользнул. Возможно, я бы и не обратил на это внимания, но видя, что бешеные, каждый раз, выбираясь на улицу в обязательном порядке, посматривают на светлеющий горизонт, поневоле задумаешься, а что именно их так беспокоит? Ответ не заставил себя долго ждать. Конец июня выдался сухим и солнечным. А в это время года ночи максимально короткие. Еще не было и 3 часов, когда на востоке появилась алая полоса рассвета. Тьма окрасилась в серые цвета, и твари уже не косились на восходящее солнце. Они от него прятались. «Так вот где ваша слабость», — пробормотал я и почесал подбородок. Руки плохо слушались, потому как сильно затекли из-за неподвижной позы, в которой я провел без малого 3 часа. Но оно того стоило. Хотя бы потому, что я получил самый главный ответ. Ублюдкам не нравится солнце. А еще мой не самый быстрый мозг постепенно догоняла еще одна здравая мысль. И виной тому была серебряная печатка, плотно обхватившая средний палец на левой руке. Похоже, именно она была причиной сокрушительных ударов слева. Если с солнцем мне уже точно все было ясно, то последнюю теорию стоило проверить на практике. Однако внутреннее чутье подсказывало: я на верном пути. Глава 3. Логика и здравый смысл. Когда все улеглось и твари окончательно рассосались по норам, я спустился с крыши. Часы показывали 4 утра, но, несмотря на бессонную ночь, усталости я не чувствовал. Напротив, ощущал подъем и кучу энергии, которая требовала немедленного выхода. Город накрыла тишина, какой я никогда в жизни не слышал. Даже когда мы выезжали на природу с ночевкой, вокруг всегда витали звуки цивилизации. Отдаленные, приглушенные, но они были. А сейчас нет. Словно кто-то невидимый там, на небесах, взял и выкрутил уровень громкости на самый ноль, заглушив даже звуки природы. В этой гробовой тишине мои шаги раздавались особенно громко. Иногда мне даже казалось, будто за мной кто-то идет. Но это было иллюзией, обычным отражением,
что эхом летало по пустынным улицам. Ощущение, конечно, так себе. Уже в который раз я подумал, что все это лишь дурной сон, который никак не хочет заканчиваться. Я пытался сосредоточиться хоть на чем-то, кроме этой гребаной, давящей на мозг тишины. А затем я побежал. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось поскорее убраться с улиц, закрыться где-нибудь в понятном, привычном месте и желательно защищенном. Ничего другого, кроме как отправиться в гараж, в голову не приходило. Впрочем, туда-то я изначально и направлялся. Ведь пока светит солнце, я могу не бояться за свою жизнь и приступить к поиску брата. Солнце. Ответ кроется именно в нем. Нет, речь не о природе возникновения тварей, хотя косвенно это все-таки их касается. С момента, когда автобусы покинули площадь, и до того, как бешеные начали скрываться от солнечного света, прошло чуть больше часа. Шум моторов в ночной тишине раздавался долго, и если в городе звук постоянно гулял, отражаясь от стен, то как только они его покинули, я точно знал, где начинать поиски. Так как выбраться из города в том направлении можно лишь по одной дороге, все остальные так или иначе все равно примыкают к ней. В их распоряжении всего час, а значит, вариантов, куда могли отвезти людей, не так уж много. Что там у нас дальше по трассе? За это время они могли добраться лишь в 3 поселка. Поворот на один из них находится прямо перед заправкой. Следующая деревня располагается по обе стороны дороги, и третья сразу налево за ней. Дальше все. Нет, я не к тому, что вокруг больше нет ни единого населенного пункта, просто добраться до них за столь короткое время не выйдет. А ведь нужно не только доехать, но и людей из автобусов выгрузить. Иначе какой во всем этом смысл? Допустим, рассвет застал их в дороге. И пока точно не ясно, какой эффект оказывает на них солнечный свет. Может, им просто больно, а может и смертельно опасно. В любом случае, они постараются его избегать. Так что же получается? Бросить людей вместе с автобусом и попытаться скрыться в какой-нибудь землянке? Ну, бред же! Чего ради столько усилий? Но если где-то за пределами города у них уже имеется организованное местечко, тогда все сходится. Тогда в их поступке и поведении есть смысл. Черт! Твою мать! Долбаный осел! Придурок! Я крыл себя последними словами, стоя у запертых ворот гаража. Ну как можно быть таким тупым? На самом деле оправданий у меня было много, начиная от бессонной ночи и заканчивая горой трупов, которые внезапно ожили. В подобной ситуации даже гений встанет на ручник, а может и того хуже. А я-то всего-навсего забыл дома ключи. Даже не так. Я оставил их там намеренно, перед тем, как отправиться гулять. Вполне себе здравое решение. «Так, ладно», — забормотал я, осматриваясь. «Нужно просто вскрыть замок. Что в этом сложного?» О том, чтобы вернуться домой за ключами, я даже не помышлял. Нет, подобная идея, конечно, промелькнула, но была тут же отправлена в отдаленные уголки сознания за ее полную несостоятельность. Время сейчас слишком дорого, чтобы распаляться им на такую чушь, как сохранность замка. «Ага, вот», — оскалился я, подхватив ржавую ось с остатками шруса на конце. Вставив свободную часть в проушину, я немного покрутил универсальной отмычкой в поисках приличного упора, а когда тот обнаружился, как следует надавил на железку. Крохотный фиксирующий язычок не выдержал столь варварского к себе отношения и с хрустом выпустил дужку замка. Но это было лишь началом. Самое веселое ожидало меня впереди. Внутренний замок. Собственно, из-за него я и не таскал с собой ключи от мастерской, слишком уж огромного размера был тот, что вытягивал мощный двойной ригель. Ничего особенного в нем не было, типичная елочка, которая заставляла крутиться шестеренки. Те, в свою очередь, приводили в движение сам запирающий механизм, эдакое усовершенствование обычного реечного замка, спасающее больше от замерзания, чем от взлома. А так как вся система была собрана на коленках, подобрать похожий рисунок зубцов было крайне затруднительно. К тому же мощная пружина защищала всю эту конструкцию от проникновения с помощью отвертки. Но я лично изготовил этот замок и знал все его слабые стороны. Мне потребовался кусок стальной проволоки и пара минут, чтобы избавиться от пружины. А дальше дело пошло как по маслу, тем более, что весь механизм был действительно хорошо смазан и разработан. Вскоре я уже выкатил свой «Мерседес» на улицу и замер, всматриваясь в одинокую фигуру, спешившую ко мне. Ночные приключения не самым лучшим образом повлияли на мою нервную систему. Несмотря на то, что я сразу узнал Шавкада, рука на автомате скользнула под сиденье, где пряталась телескопическая дубинка с остальным шариком на конце.
Грозное оружие ближнего боя, которое досталось мне в качестве чаевых от одного быдловатого клиента. Как-то, подвыпив с друзьями, мы проверяли ее мощь, и она оказалась выше всяческих похвал. Убить такой штукой человека — плевое дело, особенно если бить в голову. Сам не знаю, зачем вожу ее с собой, но вот, кажется, пригодилось. «Стоять!» — рявкнул я, выпрыгивая из машины. «Эй, ты чего?» — ошарашенно уставился на меня хозяин овощного склада. «А ты чего?» — задал я встречный тупой вопрос. «Да просто спросить хотел». «Спрашивай», — разрешил я, но когда узбек попытался приблизиться, отскочил и резким движением руки разложил дубинку. «Только не подходи, окей?» «Ты вчера на празднике был?» — задал вполне безобидный вопрос он. «А чё?» — снова напрягся я. «Домой обултус, так домой и не вернулся?» — почесал макушку Шавкат. «Вот хотел узнать, ты его там не видел?» «А ты сам там был?» — поинтересовался я. «Где?» «На площади!» — не выдержал и закричал я. «Был или нет? Отвечай!» «Ген, у тебя все нормально. Ты какой-то нервный», — озвучил очевидный узбек. «Случилось чего?» «Ты на площадь ходил?» — повторил вопрос я. «А чего я там забыл?» — развел руками он. «Время 6 час. Все уже наверняка по домам разошлись». «Ты ночью ничего не слышал?» — накинул я следующий вопрос. Я просто не мог поверить, что Шавкат вот так совершенно спокойно стоит передо мной и делает вид, будто ничего не знает. «Да что случилось-то?» Теперь уже он сорвался на крик. «Ты можешь толком объяснить?» Выдохнул я и трясущейся рукой провел по лицу. «Ты сейчас серьезно?» «Ой, да иди ты в жопу!» — натурально взревел он. «Я к нему, как к человеку!» Шавкат махнул рукой и развернулся, собираясь уходить. А до меня наконец-то дошло, что он действительно не в курсе случившегося. «Постой!» — крикнул я ему в спину, но вместо адекватной реакции увидел средний палец. «Да ёпт! Шавкат! Ну извини!» Узбек остановился прямо посреди дороги и обернулся ко мне. Некоторое время он о чем-то думал, а может, ожидал, что я к нему подойду. Но в какой-то момент, видимо, осознал, что стоять вот так на проезжей части не самая лучшая идея, и снова двинулся ко мне. «Так ты его видел?» Теперь уже Шавкат повторил свой главный вопрос. «Нет, но...» Собака!» — выругался узбек. «Придет, все уши оборву, засранец!» В конце он что-то еще добавил на своем языке. «Да постой ты!» Я придержал приятеля, который снова собрался уходить. «Там... в общем... короче, плохо все». «Чё?» — нахмурился Шавкат. «Ген, ты чего такое говоришь опять? Что плохо? Почему плохо?» «Да я понятия не имею, как тебе это объяснить!» — закричал я. «Ты не понимаешь, не поверишь. Там все мертвы, все! Им глотки порвали! Детям, старикам, всем без разбора!» Узбек смотрел на меня широко раскрытыми глазами и тихонько пятился. «Стой! Да куда ты?» «Ген, ты это...» Он выставил руки перед собой. «Ты давай поспи, ладно? Я потом зайду». «Тьфу!» В сердцах плюнул я и, махнув рукой, запрыгнул в машину. В зеркале заднего вида еще какое-то время отражалась его одинокая фигура, стоящая на обочине. Светофор трижды мигнул желтым сигналом, переключаясь на красный свет, и я инстинктивно вдавил педаль тормоза, замерев аккуратно у стоп-линии. Улицы все еще оставались пустынными. Не понять, сколько людей остались живы и сколько из них такие, как Шавкат, то есть не имеют и малейшего представления о том, что творилось ночью на площади. Если мне не изменяет память, то в прошлом году на аналогичное мероприятие явилось аж 5000 жителей, жаждущих веселья. Учитывая плотность населения в 20 с небольшим, это примерно каждый четвертый. И если часть из них явилась домой на рассвете и вгрызлась в глотки своим семьям, то количество обращенных можно смело удваивать, если не больше. И это как раз объясняет опустевшие улицы. Но Шавкат не в курсе случившегося. Его сын домой не вернулся, а значит, вероятнее всего, находится среди тех, кого затолкали в автобусы. Я попытался воскресить в памяти лица тех, кого лишь мельком видел на площади, но это было бесполезно. Перед глазами всплывали совсем другие картины, в основном из человеческого фарша или того момента, где мертвецы вдруг начали оживать. «Черт, черт, черт!» — выругался я, не забыв гневно постучать по баранке. Светофор вновь подмигнул мне желтым, переключаясь на запрещающий сигнал.
За размышлениями я напрочь пропустил зеленый, однако всюду, куда доставал взгляд, было пусто. И я плюнул на правила и штрафы. Вот только поехал я вовсе не домой. И не на осмотр ближайших поселков. Как собирался. Я развернул машину и погнал обратно. Одному мне явно не справиться, а у Шавкада имеется отличный мотив, чтобы стать моим напарником. Влетев на территорию бывшего завода, я резко затормозил возле овощного склада и, не глуша двигатель, выскочил из машины. Соседа я застал за разборкой товара. Узбек не спеша тягал ящики, периодически сверяясь с накладной. Для него жизнь продолжалась, несмотря на переживания о сыне. Нет, я его прекрасно понимаю. Жизнь в наши дни стала максимально безопасной. И если подросток вдруг не явился домой, то, скорее всего, загулял. Тем более вчера для этого был самый что ни на есть повод. Но это если не знать о случившемся. «Шавкат!» — окликнул соседа я. «Поехали. Мне нужно тебе кое-что показать». «А это не может подождать?» — совершенно спокойно ответил узбек. «У меня на сегодня 5 магазинов на заказе. Плюс товар нужно перебрать и разложить. Скоро рынок, народ пойдет». «В жопу твой народ пойдет!» — раздраженно бросил я. «Поехали!» «Ген, мне не нравится твое поведение». Шавкат замер и уставился на меня немигающим взглядом. «Ты кричишь с утра и несешь какую-то чушь. Ты что-то принял?» «Так...» Я выдохнул и попытался успокоиться, хотя ничего из этого не вышло. «Просто давай прокатимся до центра, и ты сам все поймешь. А если нет, то я отвезу тебя обратно. Это займет максимум полчаса. Прошу, Шавкат». «Ладно». Все еще ничего не понимая, пожал плечами узбек и нехотя отложил накладную. Я рванул с места, едва сосед успел захлопнуть дверь. Шавкат в очередной раз недобро на меня покосился и осуждающе покачал головой. Но комментировать мое поведение не стал. Видимо, все-таки решил списать мою нервозность на какие-то препараты. Впрочем, вчера, в самом начале кровавого веселья, мои мысли мало чем отличались от его. «Эй, ты на красные проехал!» — пожурил меня Шавкат. «Ментов нет», — отмахнулся я, сворачивая на центральную городскую улицу. «Куда ты так гонишь?» Покосившись на стрелку спидометра, поморщился он. «Давай потише». «Ага», — кивнул я, но снижать скорость даже не подумал. Притормозил лишь перед поворотом на площадь, куда подкатил, уже едва касаясь педали газа. Обстановка здесь не изменилась, и все вокруг просто кричало о том, что вчера в этом месте произошло нечто ужасное. Машины с открытыми дверями, перепачканные кровью, окровавленный мусор, состоящий из фантиков и обрывков одежды. Но последней каплей оказалась залитая кровью площадь. Не просто в бурых пятнах, а натурально покрытая вязкой жижей, словно ее поливали из пожарного бранспойта. Как только Шавкат все это увидел, то сразу заткнулся с бледным лицом, осматривая детали побоища. «Что это?» Он удивленно уставился на меня. «Что здесь случилось?» «В 2 словах не опишешь», — ответил я. «Но времени у нас до заката». «В смысле? Что значит до заката? Ты видел Рашида? Да объясни ты толком, что здесь произошло?» Сосед был на грани паники, но теперь он хотя бы готов меня выслушать, и я вкратце выложил ему все, что видел вчерашней ночью. Он становился мрачнее с каждой секундой, пока я не добрался до части с автобусами. В этот момент в его глазах промелькнула надежда. Узбек долгое время молчал, переваривая полученную информацию, а затем вдруг нахмурился, как-то резко успокоился и сухо бросил. «Поехали!» «Куда?» — уточнил я. «К тебе, потом ко мне», — решительно произнес он. «Нужно кое-что взять». «Угу», — буркнул я, выруливая с площади. Короткий путь до дома лежал через районную ОВД. Впрочем, поехал я через него не только поэтому. В мозгах вспыхнула не самая хорошая, но вполне здравая идея поискать оружие. Понятно, что просто так оно в открытом доступе не валяется и, скорее всего, убрано подальше, под замок покрепче. Но чем черт не шутит? Вдруг удастся обзавестись каким-нибудь завалящим ПМ. Авось кто-то обронил в суматохе. Единственное, во что я не верил, так это в неведение силовых структур. При том бардаке, что я вчера наблюдал с крыши, хоть один человек, но должен был дозвониться в полицию. Да, на площади я их не видел, но на это могли быть причины. Например, их тоже атаковали, чтобы извлечь максимум из плана. Да я уверен на 100%, что на полицию твари напали в первую очередь. Моя теория подтвердилась,
как только здание участка появилось в поле зрения. Окна разбиты, левая часть имеет следы возгорания, но, похоже, пожар успели вовремя потушить, и он не распространился на все здание. Возможно, сработала автоматика, потому как снаружи не было ни единой лужи, а значит, пламя гасили изнутри. Двери вырваны и валяются посреди дороги, а к ним привязан мощный трос. «Не останавливайся», — попросил Шавкат, видимо, догадываясь о моем плане. «Оружие мы там все равно взять не сможем». «Почему?» «Подумай сам. Судя по виду здания, менты проиграли схватку», — вполне логично рассудил он. «А значит, те, кто приходил, уже забрали все трофеи. А даже если нет, то оружейку мы не вскроем при всем желании, и даже при наличии инструмента, которого у нас нет». «Ну, кое-что в багажнике все же лежит», — заметил я. «Набор головок?» — скептически хмыкнул Шавкат. «И как ты ими? Сейф вскроешь?» «Ладно», — согласился я и прокатил мимо. Руки все же чесались, но время поджимало. Нет, день, конечно, только начался, однако нам еще по деревням кататься, а обыск четырехэтажного здания за 5 минут не провернешь, а сейчас на счету, каждая. К тому же мы понятия не имеем, как организована оборона пленных. Это только в кино герой врывается в здание противника без предварительной разведки и валит всех на лопатки одной левой. По факту такого идиота за секунду в решето превратят и фамилию не спросят. «Серебро», — вдруг произнес я. «Что серебро?» — не понял Шавкат. «Они его боятся», — задумчиво добавил я и вместо того, чтобы свернуть к спальному району, снова направил Мерс к центру. «Ты куда?» «В ювелирный, пока его не обнесли», — ответил я. «Есть у меня одна мыслишка». Шавкат промолчал, видимо, доверившись моему мнению. А может, решил, что меня бесполезно отговаривать, раз уж я что-то задумал. Остановившись у нужной лавки, я обошел машину и выудил из багажника здоровенный гвоздодер. Зачем я катал его с собой? Да хрен его знает. 1.5 года назад одолжил его приятелю, который вернул инструмент через пару дней. С тех пор я каждый раз забывал его выложить. Как оказалось, не зря. Без зазрения совести я нанес сокрушительный удар по окну. Стекло с характерным звоном разлетелось на мелкие осколки, но это было лишь первым препятствием. Внутри меня ожидала кованая решетка и пронзительный визг сигнализации. В другое время мне бы завернули ласты в течение минуты, но сейчас никакого воя сирены не предвиделось. Я специально замер и прислушался. А где-то внутри шевельнулась надежда, что экипаж Росгвардии вот-вот выскочит из-за поворота и положит меня рожей в асфальт. И я бы действительно искренне обрадовался такому развитию событий. Просто потому, что оно бы означало, что все это дерьмо мне тупо привиделось, а реальная жизнь идет своим чередом. И хрен с ними, пусть везут меня на дурдом или сажают в каталажку. Зато я буду точно уверен, что это не мир спрыгнул с ума, а только я. И с моим братом, и с Рашидом, сыном Шавкада, все в порядке. Но ничего этого не случилось. Даже когда я с лютым скрежетом и последующим грохотом вырвал машиной решетку. Никто не явился по мою душу, когда я колотил стекла витрин и в наглую сгребал с них серебряные украшения, горстями пихая их в пакеты супермаркета. Я точно так же не спеша выбрался наружу, сел в машину и без преследования добрался до дома. Часы добрались до отметки в 7 утра, но на улицах по-прежнему никого не было видно. Лишь один ошалевший прохожий с опухшим с похмелья лицом спешил куда-то в сторону центра. Я хотел остановиться и подобрать его, но Шавкат запретил. Не то чтобы он сильно настаивал, но его флегматичное «не стоит» я оспаривать не стал. Двигатель я не глушил даже возле своего подъезда. Во-первых, я ненадолго. А во-вторых, у меня дизель. Я к тому, что на холостых этот двигатель практически не расходует топливо, в отличие от бензинового собрата. И снова в дело пошел обычный пакет из супермаркета. В него полетели документы и деньги, понятия не имею, зачем они мне сейчас, но пусть лучше будут. Выбросить никогда не поздно. Следом пошла куртка и рыбацкий костюм. На этом объем сумки закончился, и я схватил следующую. В нее я забросил носки, трусы и одежду Коляна. К слову, в его гардеробе пришлось знатно покопаться, чтобы отыскать хоть что-нибудь удобное, а не модное. Покончив со сбором, я осмотрел дом и с тяжелым сердцем захлопнул дверь. В голове почему-то возникла мысль, что сюда я больше не вернусь, и от этого стало так погано, что захотелось выйти. Вскоре мы уже мчались к дому Шавкада.
Проживал он в частном секторе, практически на отшибе города. Район образовался там относительно недавно, в пресловутые 90-е. В те дни у некоторых людей денег было больше, чем совести, и дачные участки быстро превратились в элитный коттеджный поселок. Как удалось Шавкаду заполучить здесь жилье, я не знал, а в душу не лез. В конце концов, он бизнесмен и вполне мог просто на него заработать. «Не глуши!» — зачем-то попросил он и выскочил из машины. «Асмира!» — закричал он. «Асмира!» «Что?» — выскочила на крыльцо перепуганная жена. «Собирай вещи, бери самое необходимое». «Что случилось-то?» — еще сильнее заволновалась она. «Молчи, женщина!» — внезапно взревел Шавкат. Я впервые в жизни видел его в таком состоянии. «Делай, что говорят, быстро!» Асмиру словно ветром сдуло. Хозяин дома, не говоря больше ни слова, скрылся в гараже, откуда появился спустя пару минут с объемной сумкой в руках. И, судя по тому, как он ее нес, довольно тяжелый. Я выскочил из машины и бросился ему помогать. Когда я схватился за вторую ручку, которую Шавкат без лишних вопросов мне уступил, внутри что-то сыто звякнуло. Естественно, я сразу понял, что там, и удивленно уставился на узбека. «Что?» — сухо спросил он. «Ничего». Покачал головой я, уже начиная догадываться и о прошлом скромного и мирного соседа, и о том, откуда у него деньги на дом в этом районе. «Вот и хорошо!» — кивнул он, закидывая сумку в багажник. «Асмира!» «Да иду я!» — донеслось из дома. А буквально через минуту появилась и хозяйка, которая волокла на плечах 2 рюкзака и тащила пухлый чемодан. «Я же велел брать самое необходимое!» — нахмурился Шавкат. «Здесь вещи и лекарства», — указала она на чемодан. «Здесь еда и запас воды». Скинув рюкзак, добавила она и кивнула на третий. «А в этом деньги, документы и кое-что по мелочи». «Садись». Узбек распахнул перед супругой заднюю дверь. «Теперь мне кто-нибудь объяснит, что случилось?» Также на чистом русском языке спросила Асмира, глядя на меня через салонное зеркало заднего вида. «Все очень плохо», — бросил Шавкат, даже не думая хоть как-то смягчить информацию. А я откровенно позавидовал им. Нет ни выдержки, ни способности здраво мыслить в критической ситуации, и даже не тому, как они с полуслова понимали друг друга. Я вдруг понял, насколько у них крепкая семья. И то, что они сейчас делали, для них явно не в первый раз, а значит, они уже пережили плохие времена и при этом все равно остались вместе, и это стоит дороже всех денег мира. Шавкат быстро поведал супруге мою историю, опустив лишь некоторые моменты. Да, и начал с того, что их сын, скорее всего, жив и нуждается в помощи. Однако по окончании рассказа добавил, что не уверен в благополучии Рашида и нужно быть готовым ко всему. Женщина расплакалась, но Шавкат даже не подумал ее успокаивать. Напротив, он замолчал и сосредоточенно уставился на дорогу. «Куда мы?» — спросил он, уже понимая, что возвращаемся к складам. «В гараж заедем». «Зачем?» «У меня там тигель есть. Хочу серебро переплавить», — ответил я. «У нас нет на это времени». «Поверь, нам пригодится то, что я из него отолью», — усмехнулся я. «Ладно», — не сводя с меня глаз, произнес он. Похоже, эта идея ему не нравилась, но он все же доверился мне, и я не собирался обманывать его ожиданий. Тем более, что задумка действительно была хороша. Глава 4. Подготовка к мероприятию. Эту печь я собрал сам. Ничего особенного, просто кучка огнеупорных кирпичей, проложенных изнутри каменной ватой. Температуру нагоняет обычная газовая горелка. Вообще, я хотел обустроить себе эдакую мини-кузню, чтобы в свободное от работы время заниматься всякой ерундой. Вначале хотел ковать ножи, затем узоры для оградок. Но жизнь распорядилась иначе, хотя печь все-таки пригодилась. Во время ремонта машин остается много всякого дерьма, в том числе и из меди. А так как вывозить все это на приемку не всегда получается, да и объемы бывают недостаточными, нужно их как-то складировать. И если железо я загружаю в прицеп, который вывожу по мере заполнения, то медь предпочитаю накапливать, чтобы сдавать сразу на приличную сумму. А трубки и провода представляют собой не очень удобную форму для хранения в небольшом гараже. Вот я и приспособил печь для переплавки. Иногда даже баловался и отливал из меди какую-нибудь причудливую хреновину. Получалось не очень, но я и не переживал, тем более, что баловался литьем нечасто ввиду отсутствия свободного времени. Зато имел для этого все необходимое, в том числе и литейный песок, ну и, естественно, керамический тигель.
Вспоминать молодые годы долго не пришлось, и спустя 5 минут я придирчиво рассматривал форму кастета, который собирался отлить из серебра. Если уж крохотная печатка на пальце вызывала такую бурную реакцию у мутанта, то эта штука запросто сможет вырубить одного из них. Нет, понятно, что для этого придется вступить в схватку, подобраться вплотную на расстояние удара, но как знать, вдруг дойдет и до этого. «Умно», — похвалил меня за находчивость Шавкат, который штудировал содержимое своей сумки. А там был натуральный клондайк. 6 пистолетов, из которых я узнал лишь ПМ и ТТ. Ну, автомат Калашникова угадает даже ребенок, и таких там находилось 2. Плюс обрез и несколько гранат россыпью с отдельно лежащими запалами. Все это дополняло более 20 коробок с различными патронами и ножи, включая мачете. «Фига себе!» — выпучил глаза я. «Откуда дровишки?» «Сейчас это не важно», — ответил Шавкат. «Пользоваться умеешь?» «Да я почти 5 лет. Армии отдал», — усмехнулся я. «Ты сам-то как думаешь?» Для того, чтобы он убедился в моих навыках, я буквально за пару минут разобрал АКСУ и проверил его на чистоту и смазку. Автомат оказался в идеальном состоянии, будто хозяин постоянно за этим следил. Я даже с недоверием на него покосился. «Что?» — поймав на себе мой взгляд, спросил Шавкат. «Чистый и смазанный», — хмыкнул я. «На всякий случай», — неопределенно ответил он, покрутив пальцами в воздухе. «Ты что, бандитом был?» «Давай не будем о прошлом», — поморщился узбек. «Собери оружие и заряди магазины. Можно немного серебра позаимствую». «Да, пожалуйста», — пожал плечами я, вставляя пружину на место. «На тебя кастет отлить?» «Сделай 4, на всякий случай», — попросил он. «Да там максимум на 3 будет», — ответил я. «К тому же ты еще себе материал взять собираешься». «Мне нужнее. А где у тебя кусачки?» «Во втором ящике, слева». «Асмира!» — окликнул супругу он. «Что?» — отозвалась она. «Вскрывай вот эти патроны с дробью». Шавкат протянул ей 2 коробки. «Только верхний пыш, второй не трогай». Женщина молча кивнула и тут же принялась за дело. До этого она копалась в телефоне, который со вчерашнего дня превратился в обычную болванку без связи и интернета. Затем она щелкала каналы на телевизоре в попытке поймать хоть какие-то новости, да хоть что-нибудь полезное. Но, увы, на экране горела только таблица настройки или вообще белый шум. Узбек уселся в кресле и принялся кусачками потрошить серебро на мелкие части. Ну как мелкие? Достаточные для того, чтобы нанести вред человеку. Я лишь криво ухмыльнулся, наблюдая за их действиями. Идея была даже лучше моей. Жаль, оружие под эти патроны только одно, и дальнобойным его не назовешь. С обреза разве что метров с 5 в цель попадешь. Плюс-минус, конечно. Идеальный вариант для боя в замкнутом пространстве, например, в квартире или подъезде. Накроет, будь здоров, благодаря хорошему разбросу. На подготовку ушло чуть больше 2 часов, при этом всего 40 минут на отливку кастетов. Я даже успел слегка обработать гравером внутреннюю часть, избавляясь от неровностей литья. А вот внешнюю трогать не стал. Намеренно. Чем больше на ней неровностей, тем больше повреждений он будет наносить. А рваные раны заживают очень неохотно. «Жди нас здесь!» Настрого приказал Шавкат своей жене, когда мы начали грузиться в машину. «Хорошо», — покорно кивнула она. «Осторожнее там. И привези Рашида». «Привезу», — уверенно кивнул он. «И вам тоже удачи. Надеюсь, ваш брат жив, и вы сможете его выручить». Прижав кулачки к груди, произнесла Асмира. «Спасибо». Мрачно кивнул я. «Закройтесь на засов, он у меня надежный. Когда вернемся, постучим вот так». Я изобразил условный стук. «Хорошо», — снова кивнула она. «Шавкат». «Что?» «Возвращайтесь, пожалуйста». «Все, иди внутрь и никому не открывай. Как бы тебя ни просили, поняла?» «Да». Хлопнули двери, двигатель сыто заурчал, и, похрустывая гравием, машина покатилась прочь из гаражного кооператива. Цифры на часах смартфона перевалили за 9:30. В нашем распоряжении оставалось каких-то 12 часов до того, как твари вновь вылезут на улицы. И я был на 200% уверен, что сегодняшняя ночь унесет оставшиеся жизни. При всем своем прогрессе мы оказались не готовы к встрече с ними. Да и возможно ли это? Кто в здравом уме поверит, что его сын, дочь или супруга однажды ночью вцепится тебе в глотку? И даже когда случится нечто подобное, то убить близкого человека... Нет, такое очень сложно себе представить. А вот для этих монстров, похоже, не существует моральных границ. И чтобы их победить,
Да хотя бы просто остановить, мы должны стать такими же. Вот только это легко на словах, а на деле убить даже незнакомого человека очень непросто. Я гонял в голове все эти мысли, пока Шавкат игрался с магнитолой, включив поиск сигнала на радио. Пара каналов все еще работала, но кроме музыки там больше ничего не было. Да и те больше походили на зацикленные программы на компьютере. В остальном всюду шипение или полная тишина. «Электричество все еще есть», — задумчиво пробормотал узбек, глядя на работающий светофор. «Ага», — буркнул я. «А вот со связью беда», — добавил он, бросая взгляд на экран телефона. «Ух ты ж!» — грязно выругался я, глядя на то, как несколько человек громят магазин бытовой техники. «Быстро они», — усмехнулся Шавкат. «Нам бы, кстати, не помешало едой запастись». «Сейчас?» — поморщился я. «Боюсь, завтра будет уже слишком поздно». «Ладно», — пожал плечами я. «Сейчас по пути супермаркет будет. Могу тормознуть». «Нет», — сухо отрезал узбек. «Никаких супермаркетов. Только небольшие районные магазинчики. Нам проблемы не нужны. Давай вот здесь. Вправо возьми». «Понял», — кивнул я и свернул в спальный район. Здесь как раз находился продуктовый с небольшим выбором товара. Хлеб, немного сыра, колбаска и кое-что из сыпучки. Как раз то, что нужно, чтобы докупить разные мелочи, о которой забыл в супермаркете, а возвращаться в него лень. Я остановился у главного входа, который, естественно, был закрыт на все замки. Но в данной ситуации нас это не смущало. Мы обошли магазинчик с задней стороны и выбили небольшое окно, которое расположилось метрах в 2 от земли. Это была скорее форточка, чтобы проветрить складское помещение, и забраться через нее внутрь оказалось не так-то просто. Возможно, поэтому хозяин и не стал перекрывать лазейку решеткой, а нам она оказалась только на руку. Шавкат подсадил меня, помогая добраться до окна и ухватиться за край ниши. На некоторое время я завис, стоя на плечах узбека, чтобы очистить проем от осколков, а затем подтянулся и нырнул в узкий лаз. Спускаться было очень стрёмно, тем более головой вниз, но я справился, обошлось даже без травм. Задняя дверь запиралась изнутри на обычный шпингалет из арматуры. А так как снаружи на самодельной металлической створке не имелось даже ручки, вскрыть ее было довольно проблематично. В общем, такой системы безопасности хватало за глаза. И снова меня кольнуло чувство нереальности. Я все никак не мог поверить, что жизнь изменилась столь кардинально. Да чтобы я вот так, без зазрения совести, полез грабить магазин? Даже не смешно. Проще заработать и купить, чем сидеть из-за пары бутылок водки до пачки макарон. Меня всегда удивляли такие горе-грабители, которые вскрывали терминалы банкоматов или устраивали разбойный налет на кассу супермаркета. Ну да, в моменте заработанные деньги с налета кажутся серьезной суммой, но если поделить их на количество лет, проведенных в тюрьме, выходит, что, потрудившись рядовым дворником, получилось бы поднять в разы больше. А теперь вот я сам оказался на их месте. Хотя в нашем случае это другое. «Ты чего там возишься?» — донесся голос из-за двери. И я вдруг понял, что все это время стоял на месте и тупо пялился на закрытую дверь. Как ни крутя, я получил нормальное воспитание, и моральные тормоза не позволяли мне решиться даже на мародерство. А ведь вскоре нам предстоит гораздо более тяжкое преступление. Да, основная цель — спасти брата и сына Шавкада, но... Что-то я сильно сомневаюсь, что нам отдадут их за «здорово живешь». Зато уверен в другом, дело обязательно дойдет до драки, в которой, возможно, придется кого-то убить. И от одной этой мысли у меня внутри все похолодело, а руки заходили ходуном, будто с дикого похмелья. Однако дверь я все же открыл. Шавкат окинул меня оценивающим взглядом и как-то странно хмыкнул. «Что?» — не удержался и спросил я. «Ничего», — отмахнулся он. «Берем только те продукты, которые долго хранятся. Макароны, крупу, соль, консервы. Воду забираем всю, что найдем, даже минеральную. Газировку не трогай. От нее только хуже жажда мучает». «Да я понимаю», — буркнул я. «Это хорошо», — кивнул Шавкат. «Тогда не стой столбом, время поджимает». Мы быстро осмотрели коробки на складе, но в них в основном находилось пиво и водка. Нас это не интересовало, и мы переместились в торговый зал. Здесь-то и обнаружилось все, что нужно. Макароны и крупа полетели в пакеты, которые мы постепенно стягивали на склад. Следом смели все имеющиеся консервы, и не только тушенку и рыбу, но и овощными, не брезговали.
Спустя всего полчаса полки магазина зияли пустотой, а Шавкат продолжал набивать пакет средствами личной гигиены. «У меня багажник не резиновый», — намекнул я на то, что нам уже достаточно. «В салон закинем», — бросил узбек, продолжая осматриваться. «Ладно, на первое время достаточно. Уходим». Буквально за 5 минут мы перетаскали продукты в машину, а когда вошли в магазин за последней партией, в распределительном щитке что-то щелкнуло, и помещение погрузилось в тишину. «Все», — резюмировал Шавкат. «Свет тоже вырубили». «Да не стой ты столбом!» «Ага», — очнулся я и, подхватив сразу 4 пакета, посеменил к машине. Нас никто не окликнул, хотя в одном из окон дома напротив я заметил движение. Кто-то видел, как мы обчистили магазин, но при этом не решился нас остановить. Мир вокруг менялся прямо на глазах. А когда мы снова вернулись на центральную улицу, я окончательно в этом убедился. Люди постепенно слетали с катушек. Отовсюду доносился звон стекла, какие-то крики, будто вот-вот вспыхнет драка. Впрочем, у супермаркета, что расположился на выезде возле городского рынка, мы стали свидетелями таковой. 3 мужчин метелили ногами какого-то бедолагу. Не знаю, что они там не поделили, но вмешиваться в разборки мы не стали. «Капец», — прокомментировал увиденное я. «Дальше будет только хуже», — заверил Шавкат. «Кстати, я тебя так и не поблагодарил». «За что?» «За то, что вернулся и показал мне все это. Сейчас было бы уже поздно». «Да брось, мы вроде как не чужие». «Ха!» — усмехнулся он. «Через пару дней ты будешь удивлен тому, на что способны люди. Ладно, с чего начнем?» «Через пару километров будет деревня. Думаю, нужно проверить там». «Хорошо. В поселок не заезжай, машину бросим, как только появятся первые дома. Она на сигнализации?» «Само собой». «Отлично. Значит, услышим, если что не так. Двигайся следом за мной, вперед не лезь. Если говорю заткнуться, меня отсвечивать». «Да я понял», — перебил наставление я, за что удостоился осуждающего взгляда. «Ладно». Шавкат не стал настаивать и замолчал, внимательно глядя на дорогу впереди. Какое-то время ехали молча, пока я не получил команду остановиться. Я захотел оставить машину на обочине, но Шавкат заставил съехать на проселок, в лес. Навесив на себя автомат, он взял в руки обрез. Мне достался второй плюс пистолет Макарова. Чувствовал я себя максимально странно. Оружие придавало уверенность и одновременно вызывало страх. За такой ствол штрафом не отделаешься, это натуральный срок, притом приличный. В голове тут же заворочились нехорошие мысли. А вдруг я ошибся? И с миром ничего не происходит. Не дай бог попасть на стражи порядка, это же будет полный абзац. Нас ведь сразу закроют, а там еще и магазин. «Эй!» — Шавкат беспардонно пнул меня под зад. «Соберись уже! Я тебя где сказал идти?» «Ой!» Я замешкался, пропуская узбека вперед. Вскоре мы замерли у кромки леса, откуда принялись осматривать деревню в бинокль. Точнее, это Шавкат осматривал, а я все никак не мог унять дрожь в руках. Адреналин влетал в кровь огромными порциями, и успокоиться не получалось. «Вряд ли они здесь», — заключил узбек. «4 автобуса просто так не спрятать, да и людей здесь тоже разместить негде. Вся деревня как на ладони». «Хорошо», — как-то сразу успокоился я и развернулся обратно к машине. «Ты чё делаешь?» — удивленно уставился на меня Шавкат. «К машине иду». «Фух», — шумом выдохнул он. «Ладно, давай. Жди меня там». «А ты куда?» «Осмотрюсь получше», — пожав плечами, ответил он и выбрался на дорогу. Я немного постоял, провожая его взглядом, а затем побрел обратно. Может быть, на меня так повлияли события на площади, может, поведение приятеля, но из леса я выбираться не стал. Так и брел по краю дороги, чтобы в случае чего шмыгнуть в чащу и потеряться. Но ничего страшного не случилось. Распахнув водительскую дверь, я уселся за руль и закурил. Руки все еще предательски потряхивало, а ведь ничего особенного не произошло. Похоже, это не меня нужно благодарить. Даже не представляю, что бы со мной было, отправься я на поиски брата один. Черт возьми, как же справиться с этим дерьмом? Как заставить себя перестать дергаться от каждого шороха? Не помогали даже годы, проведенные в армии. Да и что я там делал? Ну да, научился правильно держать автомат, чистить его и заряжать патроны в магазин, но на этом все. В боях я не участвовал и даже близко не представляю, каково это — направить ствол на человека и потянуть спуск. «Черт, да что за мысли-то такие?» — выругался я.
Где-то вдалеке раздался треск. Я, не задумываясь, выскочил из машины и примкнул оружие к плечу, осматривая мир через прицельную планку. И хрен его знает, что вдруг переключилось в мозгах, но ствол автомата даже не шелохнулся. Рука стала твердой, а палец уверенно перевел предохранитель в режим очереди. «Это я!» — обозначился Шавкат, прежде чем выйти из кустов. «Фух, я чуть штаны не испачкал», — выдохнул я. «Ты бы хоть посвистел для приличия». «Нормально ты держишься», — приободрил меня узбек и хлопнул по плечу. «Видали и хуже». «Где?» — тут же полюбопытствовал я. Разговоры отвлекали от суровой действительности, и я каждый раз старался найти для них повод. «На войне», — сухо ответил он и забрался в машину. Я тоже полез за руль. «А автомат хоть сними, не дай бог запутаешься». «В Чечне?» — спросил я, освободившись от оружия. «Ага», — буркнул узбек. «Расскажи». «Нечего там рассказывать». Он отвернулся к окну. «Смерть, грязь и вонь от гниющего мяса». «А в деревне что?» «Пусто», — покачал головой он. «Будто умерли все». «Может, так и есть», — вздохнул я, выезжая обратно на дорогу. Вскоре мы снова неслись по трассе. Впереди нас ожидали еще 2 поселка, и на них я как раз делал основную ставку. Во-первых, они были приличного размера, а во-вторых, в одном из них располагалось управление колхозом. И не просто богом забытая конторка, за которой формально числилась земля, а из рабочих был только сторож. Они работали во всю мощь, и здесь даже очень хорошо платили. Так хорошо, что попасть к ним на работу можно было только в случае смерти кого-то из сотрудников. По собственной воле отсюда никто не уходил. Мужики даже пить бросали, лишь бы удержаться на месте. По обе стороны трассы раскинулись огромные картофельные поля, и открывался прекрасный вид на само село. Автобусы мы увидели сразу, не пришлось даже рыскать по закоулкам. Похоже, эти твари совсем ничего не боялись, и данный факт откровенно пугал. Слишком нагло, слишком уверенно, будто они уже решили, что этот мир принадлежит им. «Мимо проезжай», — скомандовал Шавкат. «Остановимся сразу за пилорамой. Там съезд будет удобный. Не пропусти». «Понял», — кивнул я и пролетел мимо территории, принадлежащей колхозу. Глаза сразу зацепились за 4 огромных ангара, где можно было спрятать не то что горстку людей, которых вывезли с праздника, а чуть ли не половину города. Автобусы как раз стояли возле них. Осталось лишь понять, в каком конкретно находятся пленные, а именно мой брат и сын Шавкада. Странно, но когда вопрос коснулся реального дела, я подобрался. Сомнения отпали сами собой, ушла дрожь из рук, а мысли сделались четкими и ясными. Съезд у пилорамы я заметил сразу и даже машину загнал так, что ее невозможно было увидеть с дороги. На этот раз мы сразу никуда не пошли. Шавкат вскарабкался на навес, под которым скрывался ленточный станок, и принялся осматривать ангары в бинокль. Проторчал он там минут 5, затем спустился и направился в обход, чтобы осмотреть колхозную территорию с противоположной стороны. Поселок казался вымершим, хотя в обычное время в этот час здесь всегда кипела жизнь. Стоянка у кафе на трассе вечно утыкана фурами, машины без остановки снуют туда-сюда. А сейчас даже бродячих собак не видно, словно их всех перебили. И тишина такая, что даже на уши давит. «Генератор работает», — шепотом произнес Шавкат. «Территория камерами просматривается. Нужно их убрать». Он протянул мне бинокль и продолжил. 2 на столбе прямо у забора. На каждом ангаре по 4 штуки. Видишь?» «Ага», — ответил я. «Начнем их убирать, люди внутри сразу насторожатся». «Они не люди», — перебил я. «Без разницы», — отмахнулся Шавкат. «Незамеченными нам не подойти. Слепых зон практически нет. Ну и хрен с ними. На свет они все равно не выйдут». «Может и нет. А вот заложников валить начнут. Может, до наших дела и не дойдет, а может, их как раз убьют первыми. Готов рискнуть?» «Нет, конечно», — покачал головой я. «Что предлагаешь?» «Пока прикидываю», — пожал плечами узбек. «Действовать придется максимально быстро и точно, а мы понятия не имеем, где они держат людей, так?» «Ну?» «Если затихаримся, ночью нас не найдут. Да я и сомневаюсь, что искать станут». «Хочешь дождаться темноты?» Я удивленно уставился на узбека. «Да ты даже не представляешь, что это за твари! На моих глазах хрупкая девчонка 2 здоровых мужиков волоком тащила, и, судя по виду, даже не напрягалась. Да они порвут нас быстрее, чем мы успеем сказать «а». «А кто говорит, что мы на них ночью нападать будем?» С ухмылкой посмотрел на меня Шавкат.
Нам нужно понять, где держат наших. Вскрывать коробочку будем на рассвете. Ночью просто разведаем позиции и понаблюдаем за тем, что они делают. А если они их убьют? Хотели бы убить, давно бы убили. А они устроили возню. Собрали выживших, нашли автобусы, даже место для них подготовили. Нет, эти люди им зачем-то нужны. А если на закате они их снова перевозить вздумают? Такой вариант возможен, согласился узбек и задумался, снова припав к окулярам. Некоторое время он молчал и водил биноклем по округе, а затем уставился в одну точку, будто нашел то, что искал. «Трактор», — произнес он. «Ну, трактор и что?» — нервно спросил я. «На нем прорываться будем», — ответил Шавкат. «Забор он проломит и не заметит. С ангаром будет посложнее, но ковш, думаю, железо порвет». «Ну так погнали». «Нет», — осадил меня он. «Я же сказал, ждем рассвета. А если их увезут?» «Значит, поедем следом», — пожал плечами он. «Но рисковать Рашидом я не хочу. Все, уходим. Нужно сделать вид, что мы уехали. Тачку бросим дальше по трассе и вернемся пешком». «Зачем? Мы ведь уже здесь!» «На случай, если нас заметили. Ты даешь гарантию, что мы не попали на камеры? Лично я нет. Все, кончай базар. Уходим». Глава 5. Спасение. Ночью начался какой-то сюр. Едва солнце скрылось за горизонт, ворота 2 ангаров распахнулись и пленных выгнали на улицу. Часть из них выстроили в очередь, непонятно зачем. По крайней мере, я не видел, что там происходит. Мне показалось, что у них берут кровь, потому как пленные покидали ее, согнув руку в локте. Другая часть занималась возведением укреплений. Несколько человек насыпали землю в мешки. Еще одна бригада перетаскивала их к воротам и выкладывала из них стену. Остальных заняли освобождением оставшихся 2 ангаров. И все это под строгим надзором вооруженных надзирателей, роль которых исполняли измененные. Среди них я узнал своего соседа с супругой. Да и другие лица показались мне знакомыми. Все-таки городок у нас небольшой, и так или иначе все друг друга знают. От бригады работяг, занимающихся землей, отделился какой-то тип и уверенной походкой направился к одному из конвоиров. Сам диалог я не слышал, но, скорее всего, он пытался качать права. Люди, прожившие в рамках законопослушного общества, не привыкли к подобному бесправному обращению. Так что рано или поздно это должно было случиться. Однако парламентера никто и слушать не стал. Не прошло и минуты, как ночную тишину разорвал громкий хлопок, и переговорщик мешком повалился на землю. Толпа дрогнула. Особо трусливые попытались бежать, но не успели преодолеть и пары метров, когда им в спины отработали очередями из автоматов. Более благоразумные попадали на землю, прикрывая головы руками. Поднялся шум, гомон, кто-то кричал, моля о пощаде. Но вместо этого людей принялись избивать. Их пинали ногами, прикладами и какими-то палками. Бардак продлился недолго. Всего каких-то 5, может 10 минут. А затем нелюди, подгоняя пленных пинками, снова заставили их работать. Трупы стянули в кучу за ангарами, да так и оставили лежать, даже не помышляя о том, чтобы похоронить. Не обязательно по-человечески, хотя бы в братскую могилу зарыли. Видимо, о том, что на дневной жаре они начнут вонять еще до обеда, они не догадывались. А может, им было просто плевать. Когда кто-то падал без сил, тут же получал заряд бодрости, в виде ударов ногами в живот или черенком по спине. Если человек не хотел подчиняться, его попросту убивали. И делали это максимально жестоко, порой просто перерезая глотку на глазах у других. Я смотрел на все это и не мог понять. За что? Почему они такие? Откуда столько жестокости в тех, кто еще вчера жил обычной жизнью, будто кто-то невидимый взял их под контроль и управляет, словно марионетками? Шавкат несколько раз предлагал мне бинокль, но я отказывался. Мне хватало того, что я видел издали, потому и не горел желанием рассматривать это дерьмо в деталях. Узбек словно ничего этого не замечал. Он наблюдал за происходящим со спокойным лицом, а иногда делал какие-то пометки на клочке бумаги. Что это означало, я не понимал, а вникать не хотелось. Единственное, чего я желал, чтобы поскорее взошло солнце. Но оно будто специально, совсем не спешило показываться и разгонять весь этот зверинец. Стресс и усталость незаметно взяли надо мной верх, и я не заметил, как уснул. Вот еще секунду назад я наблюдал за тем, как измененные пинают ногами подростка, а в следующий момент меня уже тормошит Шавкат. «Подъем!» —
Тихо шепнул на ухо он. «Нам повезло, ребят держат в одном ангаре». «А?» — спросонья не понял я. «Вставай, говорю, пора действовать». И тут меня накрыло осознанием происходящего. Желание покурить и сделать глоток бодрящего кофе тут же испарились, а адреналин, влетевший в кровь, разогнал остатки сна. Мы спустились с навеса все той же пилорамы, на которой вернулись, когда бросили машину. Трактор стоял тут же, скрываясь от прямой видимости за высокой пачкой теса. Узбек внимательно его осмотрел, проверил бак на наличие топлива и вскарабкался в высокую кабину. Ключи мы нашли еще днем, они висели на гвозде в сторожке, которая по совместительству выполняла роль раздевалки и обеденной комнаты для работяг. «Ну, с Богом!» — пробормотал он и включил зажигание. Техника завелась, как говорится, с полоборота. Видимо, за ней прилежно ухаживали и, несмотря на уставший вид, содержали в рабочем состоянии. Я понятия не имел, где Шавкат научился управлять трактором, но он сознанием дела поднял клыки, которые были прицеплены спереди вместо ножа. Также уверенно он врубил первую передачу и лихо вырулил с пилорамы. Двигатель грохотал на всю округу, так что о незаметном приближении к территории колхоза не могло быть и речи. С другой стороны, нам никто и не мешал. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем мы добрались до забора, и все это время я постоянно прислушивался, ожидая, что вот-вот начнется стрельба. Я боялся, что огонь откроют по нам, и точно так же переживал за жизнь брата. Ночного представления хватило, чтобы окончательно убедиться в полном отсутствии жалости у измененных. Начать убивать пленных в данной ситуации было бы вполне логичным ходом с их стороны. «Пригнись!» — рявкнул Шавкат, задрав клыки на уровень лобового стекла. Только сейчас до меня дошло, что за частый грохот раздается снаружи. Огонь по нам все-таки открыли. Шавкат тоже нырнул вниз, но педаль газа не отпустил. Напротив, он утопил ее в пол. Двигатель взревел, хотя на скорости это особо не отразилось. Пули щелкали по кабине, пробивая ее насквозь. Некоторые пролетали в опасной близости, но госпожа Удача была на нашей стороне. Хотя не стоит исключать, что стреляли по нам вслепую. Ведь если солнце вредит тварям, то и смотреть на него они тоже вряд ли способны. «Держись!» — закричал Шавкат и улегся на полу, упираясь ногами в педаль. А я еще сильнее сжался, лежа на полу в позе эмбриона. Удар оказался жестким, несмотря на малую скорость. Все-таки масса у трактора серьезная, а резкая остановка методом торможения препятствия даже на 40 км в час не предвещает ничего хорошего. Меня протащило по полу и приложило лбом о стойку сиденья. Ребрами я зацепился за рычаг и взвыл от боли. В отличие от меня, Шавкат лишь слегка согнул ноги в коленях. Мир вокруг превратился в хаос. Скрежет металла, который продолжал рвать медленно ползущий вперед трактор. Крики людей, попавших нам под колеса. Кто-то продолжает стрелять. А узбеку хоть трава не расти. Он действовал так, словно ничего такого не происходит. Рванул ручку, распахнул дверь и без лишних слов выпустил длинную очередь поверх мечущейся в страхе толпы. Я еще в армии знал, что АКСУ — грозная машина, сеющая смерть. А еще я знал, что выстрел из этого оружия в замкнутом пространстве вызывает очень болезненные ощущения. И самое страшное в нем не грохот от сгораемого пороха, а то, с какой скоростью вылетает пуля из ствола. В этот момент она преодолевает звуковой барьер, и вот от этих хлопков можно легко заработать контузию. Поэтому, когда узбек поднял оружие, я прикрыл уши руками и открыл рот, чтобы избежать сотрясения. В ушах все равно зазвенело, а если добавить к этому удар по башке и по ребрам, то получится такой набор ощущений, с которыми не то что воевать, даже понимать происходящее не захочется. Но я пытался. Не просто понять, а сделать хоть что-то. Пока выкручивался из-под сиденья, снова ударился обо что-то затылком. Но на этот раз боль была острой и прочистила сознание. Открыв дверь, я вывалился наружу и всем пластом грохнулся на бетонный пол. Хрен знает почему, но боли я уже не почувствовал. Тут же подорвался и на четвереньках заполз под прикрытие большого колеса. Трактор все-таки завяз и заглох, образуя хоть какое-то прикрытие. И в этот момент сверху меня накрыли брызги стекла. Кто-то из тварей уверенно лупил по кабине на весь магазин. Вокруг стоял такой визг, что я не слышал собственных мыслей. «Колян!» — взревел я, пытаясь перекричать толпу. «Колян, падла! Где ты, мать твою?» Люди уже вовсю вываливались на улицу через брешь, которую прорвал трактор. Именно вываливались, словно фарш из мясорубки. Они бежали по упавшим, спотыкались и падали сами. Какая-то женщина угодила лицом на разорванный лист металла, подняться ей уже не дали.
Ее вбивали в него ногами до тех пор, пока она не затихла. Под ней образовалась огромная лужа крови, вот только никто, кроме меня, этого не замечал. Я сидел, прижавшись спиной к колесу в обнимку с автоматом, и не мог даже пошевелиться. Все, чему меня учили в армии, в один миг вылетело из головы, а в этот момент твари перевели огонь на убегающих пленников. Мне не хватило сил даже для того, чтобы просто закрыть глаза и не видеть все это. Тело будто отказывалось повиноваться, а адреналин превратил жуткую картину происходящего в кадры замедленной съемки. Я видел, как пули пробивали тела людей и впивались в следующих, как они падали и оставались висеть на рваном железе, словно грязная ветошь. Парнишка лет 10, не добежав до бреши, рухнул прямо у моих ног, глядя на меня безжизненным глазом. На месте второго осталась рваная дыра величиной с яблоко, внутри которой застыла черная, словно нефть, кровь. «Колян!» — вмиг севшим голосом прохрипел я. «Где ты, братишка?» Глаза щипало от пота и слез, которые почему-то текли независимо от моего желания. Мне уже не было страшно. Кажется, я вообще перестал что-либо ощущать. Захотелось просто лечь, устроиться поудобнее и уснуть прямо на бетонном полу, залитым кровью. Как вдруг меня кто-то схватил. Урод пролез под трактором и вцепился в лодыжку мертвой хваткой. От боли у меня даже в глазах потемнело. Зато я вновь почувствовал себя живым. Вернулся страх, но теперь он был самым обычным, человеческим, и он придал мне сил. «Ах ты, падла!» — закричал я и принялся отбиваться от него прикладом. Примерно после третьего удара что-то хрустнуло. Я освободился и смог отползти. Худощавый парнишка с перекошенным от ярости лицом дернулся следом, но солнечные лучи быстро загнали его обратно под трактор. Я все еще пребывал в какой-то прострации, не особо осознавая реальность, но своего соседа в измененном все же узнал. «Саня, ты?» — зачем-то спросил я. «Убей его!» — прозвучал за спиной чей-то спокойный голос. Я обернулся и увидел Шавкада, позади которого прятался его сын Рашид и... «Колян!» Я растянул губы в придурковатой улыбке. «Живой, братишка!» «Пристрели его!» — более настойчиво повторил Шавкад. «Кого?» — переспросил я. «Его!» — указал на измененного он. «Убей его!» «Зачем?» — все еще продолжал противиться я. «Затем, что ты должен...» В голосе узбека проскочили ледяные нотки. «Ну? Давай же, давай, мать твою! Надави на спуск, щенок! Стреляй!» «Да пошел ты в жопу, козел!» — заорал я ему прямо в лицо. «Слабак!» — криво усмехнулся узбек и, подняв обрез, выпустил заряд серебряной картечи прямо в лицо парнишки. На этот раз я успел зажмуриться. А когда распахнул глаза, Шавкада с ребятами уже не было. Ангар опустел, и хаос прекратился. Лишь где-то в глубине из полумрака доносились тяжелые стоны раненых. Я не стал их проверять. Да и, говоря откровенно, мне было на них плевать. Я снова потерял брата. «Колян!» — крикнул я, выскочив на улицу. «Ян!» — донеслось издалека. «Мы здесь!» Я рванул на голос и увидел, как Шавкат с сыном скрывается за поворотом, а вот братишка остался. Он стоял с растерянным видом, провожая взглядом спину убегающего спасителя и периодически посматривая на меня. Видимо, следил за узбеком. Я добежал до брата. Но ни Шавкада, ни Рашида уже видно не было. «Где они?» — выдохнул я. «Не знаю». Так же тяжело дыша, ответил он. «Убежали?» «Черт, ладно». Отмахнулся я, уперся руками в колени, чтобы перевести дыхание. «Встретим их у машины». «Ага», — кивнул брат. Я посмотрел на него снизу вверх и, резко распрямившись, обнял. Некоторое время он не отвечал, а затем его руки обхватили мою спину, а тело затряслось. Мне не нужно было смотреть на него, чтобы понять. Он плачет, и не было в его поведении ничего зазорного. У любого нормального человека, пережившего подобное, обязано сорвать крышку. Так что слезы — это вообще ничто. «Ну ладно, ладно», — я похлопал его по спине. «Все закончилось». «Ты дебил!» Он резко отстранился от меня. «Ты не видел, что происходит? Ничего не закончилось, это только начало. Тебя там не было. Ты не знаешь, что они творили на площади». «Я все видел». «В смысле?» «В прямом. Я лежал на крыше угловой двухэтажки и все видел». «И почему ты мне не помог?» «А что я сейчас, по-твоему, делал?» «Я не знаю», — развел руками он.
Прятался за трактором?» «Коля!» «Руки от меня убрал!» — закричал он, явно срываясь в истерику. «Щелк!» — прозвучала звонкая пощечина. Брат сразу притих и уставился на меня со злобным прищуром. «Урод!» — прошипел он. «Ненавижу тебя, козел! Лучше бы ты сдох там, возле этого трактора!» Он нервно развернулся и зашагал по направлению к городу. «Стой!» — крикнул ему в спину я. «Да чтоб тебя, Колян! Тачка в другой стороне!» Не говоря ни слова, брат развернулся из каменной рожи и прошагал мимо меня. Я посмотрел ему вслед, покрутил у виска и тяжело вздохнул. Чует мое сердце, намучаюсь я с этим придурком. Ведь не бросить, брат все-таки. Немного пробежав, я пристроился позади. Догонять не стал, все равно из этого ничего хорошего не выйдет. Извиняться я перед ним точно не стану, так что нужно лишь подождать, пока сам отойдет. А вообще, по-хорошему, ему бы надо еще разок всыпать, чтобы за базаром следил. Вот же странно. И родители у нас одни, и воспитывали примерно одинаково. Но мы настолько разные, что иногда кажется, что он приемный. Неужели разница в возрасте проложила между нами такую пропасть? Нам практически ничего не нравится из интересов друг друга. Ни музыка, ни фильмы. Нет, наверное, он все-таки избалован. Поздний ребенок, желанный, в отличие от меня. Он родился, когда мне уже стукнуло 15. Ну и, естественно, мама периодически припахивала меня сидеть с мелким засранцем. Наверное, с тех пор я его и не взлюбил. Ведь мне хотелось гулять, и желательно с девчонками, а не быть нянькой тупому братцу. Нет, конечно, он умнее меня. По крайней мере, в школе учился гораздо лучше. Но вот если совсем по чесноку, ну кому в этом возрасте нравятся дети? Само собой, что на тот момент он казался мне самым тупым существом на планете. Ползает, что-то лялякает, постоянно хватает все, что хватать не положено. Время шло, а общий язык мы так и не нашли. И даже после смерти матери, которую мы похоронили, когда Колян учился на последнем курсе в институте, между нами не вспыхнуло братской любви. Однако в обиду я его не давал. Всегда заступался на правах старшего брата. Вот и сейчас не бросил, полез в самое пекло. А этот идиот... Пух! Шумом выдохнул я, пытаясь взять себя в руки. «Долго еще?» — все-таки снизошел до диалога Колян. «Нет», — ответил я. «Вон до того леса доскоблим, там съезд на проселок. Договорить я не успел, потому как мимо нас промчался мой «Мерседес», за рулем которого сидел Шавкат. Он даже взглядом меня не удостоил. «Стой!» — заорал я, махая руками. В ответ раздался сигнал клаксона. Машина, зацепив обочину, объехала меня и помчалась в город. «Стой, козлина!» — продолжал орать я, глядя на стоп-сигналы. «Урод!» — в сердцах пнул обочину брат. «Чурка сраный!» «Впервые в жизни я с тобой согласен», — буркнул я. «Ладно, не парься, придумаем что-нибудь». «Например?» «Да хорош уже паниковать, сказал, разберемся». «Да не ори ты, я не глухой», — поморщился брат и вдруг начал выдавать правильные вещи. «Так, в город возвращаться нельзя, там их слишком много. Можем в лесу заночевать, но еды и воды найти нужно. Я почти 2 суток не жрамши и пить хочу, как медведь бороться». «Там дальше по трассе деревня будет», — махнул рукой я. «Не знаю, есть там живые, нет». Но как вариант можно сунуться и проверить. Если все чисто, может, хоть выспимся на нормальных кроватях. А уж пожрать там наверняка что-нибудь найдем». «Это дерьмо давно назревало», — продолжил поддерживать беседу Колян, что между нами большая редкость. «В смысле?» «В коромысле, блин!» — раздраженно бросил он. «Ты реально такой тупой или притворяешься?» «А в репу?» «Только ты не знаешь», — вздохнул он, — «про этих людоедов». «А ты откуда знаешь?» «В сети полно роликов ходило. Последние 5 дней прям реальный наплыв был. Никто не верил, думали новый тренд такой, фейк типа, чтобы людям нервы потрепать». «Тренд, фейк, что за словечки вообще?» «Типа ты не понимаешь», — хмыкнул Колян. «Или в вашей молодости словечек похожих не было. Ты вон как по фене шпрехаешь, будто не один срок отмотал». «Старею, видимо», — усмехнулся я. «Все новое кажется чудным и странным». «У тебя рожа в крови», — Колян расстегнул наплечную сумку и протянул мне пачку влажных салфеток. «У вас что, даже вещи не отобрали?» — удивился я. «А что там отбирать? Оружие с собой никто не носит. А от этих тряпок толка никакого. Дай пистолет посмотреть». «Пользоваться-то умеешь?» «Ну, на сборах показывали, что к чему». «Держи».
Я протянул ему Макара. «Только не пали почем зря. И смотри, в себя не направляй». «Я не такой дебил, как ты думаешь». «Сейчас это уже не важно». «Почему ты его не убил?» «Кого?» «Саню Никитина». «Это не так просто, как кажется». «А по-моему, все как раз очень просто. Направил ствол, нажал на курок». «На голову себе нажми», — поморщился я. «Курок бьет по бойку, на него не нажимают». «Ну, в кино так говорят». «В кино тебе и не такое скажут». «Что же теперь, верить всему, что на экране показывают?» «Не цепляйся, ты ведь прекрасно понял, что я имел в виду». «Коль, давай закроем тему. Лучше про видео это расскажи, про тренды эти ваши». «Чего?» — покосился на меня он. «А, ты об этом. Ну, в общем, вначале эти видео чистил кто-то. Появится где-нибудь, и бац, через час уже нету. Ни новостей, ни информации. Просто кто-то в частном порядке выкладывает. Наши пацаны даже в Даркнете их видели». «Это еще что за зверь?» «Сайты, которые так просто не найти». «И зачем они?» «По-разному», — пожал плечами Колян. «В основном там всякая дичь происходит. Наркотой торгуют, оружием, шлюхами. Но я на такие не ходил». «Говори теперь». «Ой, да что ты вообще понимаешь, мазута?» «Ну ладно, дальше-то что?» «Да ничего. Последние 5 дней эти ролики начали отовсюду сыпаться. Люди снимали и выкладывали. Удалить такой массив данных уже нереально, но можно захейтить». «Чего?» «Ну, поднять шум, засмеять, выставить как неправду, начать глумиться над тем, кто это выложил. А люди, они ведь такие, им только повод дай. На унижение сбегаются, как мухи». «Ну, а ты что?» «Да ничего», — пожал плечами Колян. «Тоже не поверил. Ну а если бы в наше время столько убийств было, неужели бы полиция молчала? По-любому какие-нибудь новости были, статьи там и все такое. А это словно специально все игнорили». «Походу, да игнорили», — вздохнул я. «Да уж, я такого лютого страха никогда в жизни не испытывал. Думал, умру там, прямо на месте. Столько кровищи». Брат замолчал, мерно шагая вдоль дороги. Я тоже не знал, что сказать, хотя очень хотел. Впервые в жизни мы общались нормально, и мне это нравилось. А вот от Шавкада я такого не ожидал. С другой стороны, я все равно ему благодарен. Вряд ли без него я бы смог вытащить брата, скорее сам бы сдох. У меня ведь, как оказалось, ни навыков, ни оружия, вообще ничего. А когда там заварушка началась, так и вообще. Я снова тяжело вздохнул. «Чего пыхтишь?» — покосился на меня Колян. Да прав был Шавкат. Неожиданно для себя признал собственную слабость я. Надо было валить ублюдка. «Ну а я тебе что говорю?» Колян самоуверенно вскинул подбородок. «Я бы на тебя посмотрел в той ситуации». «У меня просто ствола не было». «Сейчас есть». «Вот когда встретим урода, тогда и воспользуюсь». «Посмотрим». «Посмотрим», — передразнил меня он. «Может, пронесет?» «Нет, брат, уже не пронесет», — покачал головой Колян. «С каждым днем их количество будет только расти. Их даже пули не берут». «Гонишь?» — неподдельно удивился я. «Ага», — подтвердил брат. «Шавкат по одному целую очередь выпустил, а ему хоть бы что, только двигаться чуть медленнее стал. Ну, картечь в голову его, конечно, успокоила. Это, кстати, я подсказал». «Там серебро». «В смысле?» «Он патроны от обреза серебром набил. Эти твари его боятся, как и солнечного света». «А ты откуда знаешь?» «На меня напал один во время салюта. Я даже до площади еще не дошел, они всю центральную улицу перекрыли. Ну вот я ему в челюсть слева и сунул. Он отлетел от меня, как ошпаренный, а с правой вообще ударов не боялся». «Ясно», — мрачно буркнул Колян. «Так почему ты меня тогда не спас?» «Спас». Также насупившись, ответил я. «Там на площади я бы тебе не помог, да и сам бы сгинул. На вот, пригодится». Я сунул брату серебряный кастет. «А тебе?» Тут же проявил солидарность он. «У меня еще один есть». Я продемонстрировал ему второй. «Еще один у Шавкада остался». «Чурка сраный!» «Не надо так», — осадил брата я. «Если бы не он, мы бы сейчас не разговаривали». «Мог бы и остановиться. Тем более, что он твою машину угнал». «Бог ему судья», — буркнул я. «Хотя поступил он, конечно...» «Мы для него балласт», — резонно заметил брат. «Возможно, ты прав». «Да 100 пудов!» «Ладно, клюв закрой, вон уже дома показались. Иди за мной и не высовывайся, понял?» «Ага». «Осматриваем все дома, двигаемся вместе. Не вздумай куда-нибудь один сунуться». «Да завались ты уже, учитель хренов! Понял я.
Не дурак?» «Все, тихо!» — шикнул я и, пригнувшись, перебежал к первому дому. Глава 6. Пропитание. Губу мы раскатывали рановато. Деревня оказалась вполне себе жилой. В первом же доме, в который мы сунулись, нам едва задницы дробью не нашпиговали. В полной уверенности, что здесь уже все мертвы или обратились, нагло распахнул калитку и шагнул во двор. Ну, как нагло? Всем своим видом изображая тактический заход на территорию противника. Однако даже до крыльца добраться не успел, как дверь в доме распахнулась, и на пороге появился заросший недельной щетиной мужик с двустволкой в руках. «Эй, вы чё здесь третесь?» — выкрикнул он. «Я ща, падлы, завалю!» «Ёпт!» — только и смог выдохнуть я, тут же задирая руки. «Вам чё здесь надо?» — продолжил выкрикивать мужик. «Да мы... это...» — растерялся я, не зная, как объяснить свое поведение. «Ты там молишься, что ли?» Видимо, не разобрав ни слова, спросил он. «Правильно, молись!» «Не стреляйте, пожалуйста!» — выглянул из-за моей спины Колян. «А ну, пшли отсюда!» — рявкнул мужик и для пущей убедительности взвел курки. «Все, мы уходим!» — попятился я, но уперся задом в брата. «Мы хотели у вас еды купить!» — произнес Колян, который, похоже, соображал получше меня. «А еще нам сказали, что у вас самогон есть!» «Кто сказал?» — оживился мужик, опуская оружие. «Да там!» — неопределенно махнул рукой брат. «Соседи ваши?» «Нюрка, что ли?» — с таким прищуром уточнил мужик. «Наверное», — пожал плечами Колян. «Я же у нее имя не спрашивал». «От овца!» — в сердцах сплюнул хозяин дома. 200 за 0,5. «Литр возьмем». Брат вытянул 1000-рублевую купюру. «И пожрать чего-нибудь». «А чего пожрать-то?» Мужик задумчиво почесал щетину. «Сало, картошки, овощей каких-нибудь». Наконец-то вступил в разговор я. «А вы откуда такие нарядные?» — спросил мужик и кивнул на автомат. «Это у тебя настоящие, что ли?» «Да какой там?» — отмахнулся я. «Страйкбольный. Мы тут по лесу бегали, в войнушку играли. Решили вот на ночь лагерем встать». Продолжил ездить по ушам Колян. «Нас пацаны за самогоном отправили». «То-то я смотрю, чумазые оба. Думал, цыгане лезут», — хмыкнул мужик. «Кто же в лес в белой майке-то ходит?» «Ну вот», — развел руками я. «Москвичи, что ли?» — зачем-то спросил хозяин дома. «Типа того», — кивнул Колян. «Так что там с едой-то?» «Ща!» — отозвался мужик и поставил ружье в угол прямо на крыльце, а сам скрылся в доме. «Да уж, выглядим мы как два дебила», — заключил Колян, критически меня осмотрев. «Нам бы шмотками нормальными разжиться. Ты-то хоть нормально одет, а я...» «Я тебе сменку взял», — ответил я. «Но она вместе с Шавкадом уехала. С утра придумаем тебе чего-нибудь». «Угу», — отстраненно кивнул брат, глядя в небо. Я тоже задрал голову, пытаясь рассмотреть самолет, который выглядел крохотной точкой. Судя по тому, с какой скоростью он летел, это был явно не гражданский рейс. Да и размеры неподходящие. «На область пошел», — задумчиво пробормотал Колян. «Капец ублюдкам». «Не факт», — поморщился я. «Днем их с воздуха бить бесполезно». «Почему?» «Потому что они прячутся от света, скорее всего, в подвалах. Если ударят, то там скорее гражданские пострадают». «Посмотрим». «На что?» «В область нужно идти», — проигнорировал вопрос он. «Не ты ли только что говорил, что лучше в деревне окопаться? А ты говорил, что армии больше нет. А она, вон она», — брат указал пальцем в небо. «К ним нужно идти. Военные наверняка всех эвакуировать начнут. Там медицина, еда, хоть какой-то лагерь с крышей над головой». «Не думаю, что это хорошая идея», — поморщился я. «Большое скопление людей — риск. В этом ты прав». «Ну, хоть в чем-то ты со мной согласен», — усмехнулся Колян. «Вот только отдельных предложений от тебя пока не поступало. Или ты хочешь в лесу прятаться?» «А чем плохо?» «Да всем», — не дал договорить он. «Хочешь в землянке жить — твое дело, а я к военным пойду». «До области нам неделю скоблить», — поморщился я. «Утром в город вернемся, тачку намутим». «Ты так говоришь, будто это просто. Где ты ее намутить собираешься?» «Ген, ты в натуре тупой?» — фыркнул брат. «Да там сейчас заходи, кто хочешь, бери, что хочешь». «Ну, судя по этой деревне, все не так уж и плохо». «Ага, поэтому военную авиацию задействовали». Наш разговор прервал хозяин дома, который появился на крыльце, с пакетом в одной руке и пластиковой бутылкой в другой. «Вот», — радостно произнес он, —
Сала нет, так что извиняйте. Я вам тушника куриного банку кинул. Пойдет?» «Более чем». Вежливо улыбнулся Колян и вложил мужику синюю бумажку в ладонь. Тот зачем-то посмотрел на нее на просвет, проверяя ее на подлинность, и, довольно крякнув, нещадно скомкал купюру и сунул в карман. «Ну, бывайте!» Махнул он и, подхватив ружье, сунулся было обратно в дом. Но Колян придержал его очередным вопросом. «А воды у вас нет?» «Это с хрена ли?» Не совсем верно понял вопрос тот. «С утра еще была». «А можно попить?» «Да говно вопрос!» Хмыкнул мужик и вскоре вынес нам целый ковшик ледяной воды. Мы по очереди присасывались к ковшу, будто с дикого похмелья. Мужик наблюдал за нами с ухмылкой, видимо, решив, что так оно и есть. Однако все было не так. Возможно, при ближайшем рассмотрении он о чем-то догадался, потому как его взгляд был прикован к автомату. Можно сколько угодно говорить о схожести страйкбольных образцов с оригиналом, но настоящее оружие отличается от игрушки, и те, кто хоть раз держал его в руках, заметят эти различия сразу. Один только дульный срез уже расскажет о многом. «Мужики!» Перейдя на заговорщический шепот, начал хозяин дома. «А что вообще происходит-то?» «В смысле?» — продолжил играть дурака Колян. «Вот только не надо мне про лес и войнушку заливать», — поморщился мужик. «У вас ствол настоящий, и в магазине такой ни за какие ковришки не купишь. Да и выглядите вы так, словно в жопе у негра побывали. У него он кивнул на меня, все патлы в кровище. А недавно оттуда звуки стрельбы доносились. А как работает калаш, я с закрытыми глазами отличу. Телевизор вторые сутки не пашет, вчера еще и свет с газом отрубили. Плюс рядом трасса проходит, по которой машины даже ночью туда-сюда шныряют. Так вот, там тоже тишина». «Нифига ты!» — ухмыльнулся Колян. «А то ж!» — ощерился мужик. «Ну так в чем дело-то?» «Боюсь, ты нам не поверишь», — поморщился я. «Я в своей жизни всякого дерьма повидал», — приосанился хозяин дома. «Ты начинай, уж верить нет, я сам решу». Мы с Коляном переглянулись, а затем наперебой начали выкладывать ему все, что успели увидеть и понять. Странно, но мужик слушал нас, не перебивая, и с каждой минуты его взгляд становился все серьезнее. «А ну в дом зайдите», — сухо приказал он. «Зачем?» — засомневался я. «Затем, что нехрен на улице светится», — буркнул он и с опаской обвел взглядом деревню. «У нас со вчерашней ночи в 3 домах окна плотно зашторены. А я такого здесь даже вечером не видел». «Я думал, вы нам не поверите», — усмехнулся Колян. «Я бы и не поверил», — поморщился он. «Но тут уже пару дней нездоровая канитель происходит. Ты что думаешь, я просто так ружье расчехлил?» «А чего сразу тогда?» Начал я, но не нашелся, как сформулировать вопрос, и задумался. «Да потому что вы на московских дебилов похожи», — догадался о сути вопроса мужик. «А как базары ваши послушал, так сразу и понял». «Ясно», — кивнул Колян. «Да чё тебе все ясно-то?» — огрызнулся мужик. «В дом, говорю, пройдите». «Может, мы лучше пойдем?» — неуверенно спросил я. «Куда? В область?» — ухмыльнулся он. «Ну давайте, чё. Вас там быстро скорчат. Даже фамилию не спросят. А в лесу вы долго не просидите, максимум до первого дождя. И то, если комары вас раньше не сожрут». «Чё предлагаешь?» Я посмотрел мужику прямо в глаза. «Пока ничего», — пожал плечами он. «Ночь пересидим, а там видно будет. Втроем, да еще с такой цацей», — кивнул на автомат он. «Все проще от уродов отбиваться». «Так-то да», — согласился я и первым шагнул в дом. Колян немного помялся на пороге, но в итоге решил не корчить из себя гордого и независимого подростка. Хотя какой он к чертовой матери подросток, 25 лет уже лосью. В плане самостоятельности его можно скорее назвать отсталым. И ведь башковитый пацан, а в жизни все никак не устроится. Черт, да какая у него теперь жизнь? Если это дерьмо не прекратится, я почему-то уверен, что мы завязли в нем надолго, никакого будущего у него не будет. Разве что вот так скитаться и прятаться. Выходит, правильно он все сделал. Жил на полную катушку, дышал полной грудью, девок по углам тискал. Толку-то от моей работы. Ну да, деньги вроде водятся, на жизнь хватает. Вот только самой жизни нет, один мазут перед глазами с раннего утра и до позднего вечера. «Жрать поди хотите?» — спросил очевидный мужик. «Меня Генкой звать, а этот дрыщ, Колян, решил познакомиться я». «Сам ты дрыщ!» — огрызнулся брат. «А я Серега», — протянул руку хозяин дома. «Так чё насчет пожрать?» «И выжрать!» — потряс пластиковой литрушкой из-под фанты Колян. «Это можно!» — ощерился Сергей.
но только по Дехе. Нам еще всю ночь окон пасти». «Я бы тогда поспал немного», — смущенно произнес я. «Скоро третьи сутки пойдут, как я на ногах. Рубит, сил нет». «А если пожрешь, так вообще в раз скосит», — согласился Серега. «Так что да, пока солнце высоко, лучше подрыхните, пацаны. А я там картохи с мясом натушил. Жрите, не стесняйтесь, она еще теплая должна быть». «А ты чего?» — поинтересовался Колян. «Да я недавно только. Пойду посру покамест». «Да вы налетайте, будьте как дома». Сергей прошлепал в калошах через весь дом и хлопнул задней дверью. Мы с братом снова переглянулись, потому как вел он себя странновато. Однако картошка с мясом и самогоном пересилили подозрительность. А едва я закинул в топку последнюю ложку, глаза начали слепаться. Берлога Сергея выглядела, как и положено деревенскому холостяку. Всюду различный хозяйственный хлам, незаправленная кровать, засаленные дорожки на полу. Судя по всему, разувался он лишь когда ложился спать. Да и то не факт. Но в целом дом выглядел крепким, ни одна половица не скрипнула, пока я осматривался. Вскоре вернулся довольный хозяин, который застал меня в сенях. «Спать?» — заметил он. «Ага», — буркнул я, с облегчением, кстати. «Спасибо», — оскалился Сергей. «Да ты падай, где понравилось. Это бабкина койка, она здесь любила летом харю плющить. Я и сам порой, когда лишка выжру. Ствол можешь к стенке поставить, здесь никто не возьмет». «Спасибо», — поблагодарил гостеприимного хозяина я и, скинув автомат, рухнул на мягкую кровать с пружинным основанием. Серега вышел и прикрыл за собой дверь. Но прилегала она неплотно. Я еще долго слушал неразборчивое бормотание его и брата, которое доносилось из столовой. Мозг настолько устал, что напрочь отказывался отключаться, пребывая в какой-то полудреме. Звуки казались растянутыми, будто раздавались в бесконечном тоннеле. Но в конце концов я все же отключился. Вот бывает так, что человек даже сквозь сон чувствует, как на него кто-то пристально смотрит. Ровно с таким ощущением я и проснулся. Вокруг кромешная темнота, в которой едва проступали еще более темные силуэты предметов. Но человека, стоящего рядом с моей кроватью, я видел отчетливо. Не в том смысле, что мог различить черты лица. Речь о темной фигуре, принадлежащей женщине. Она стояла неподвижно, и, несмотря на то, что глаз было не видно, я буквально физически ощущал на себе ее взгляд. Не знаю почему, но я посчитал его голодным. Все это промелькнуло в голове за секунду, и еще 2 ушло на принятие решения. А так как мозги были еще заспаны, соображал я очень туго, и вместо того, чтобы сунуть руку в карман за кастетом, потянулся за оружием. Естественно, его там не оказалось. Зато своим шорохом я выдал тот факт, что уже не сплю и, видимо, чем-то побеспокоил женщину. Она бросилась на меня мгновенно, без предупреждения, даже малейшего намека на подготовку к атаке. Еще секунду назад она молча стояла и пялилась на меня, будто удав на кролика. Как вдруг навалилась на меня всем своим телом и, капая слюнями на лицо, потянулась зубами к горлу. Все, что я успел сделать, так это подставить ей под шею предплечье, пытаясь сдержать совсем не женский напор. Плотная, но ее веса все равно не хватало, чтобы побороть крепкого мужика. Однако силы ей было не занимать. И когда я внезапно получил очень жесткий тычок по ребрам, до меня наконец дошло. Если ничего не предпринять, мне конец. Я попытался сбросить ее с себя, но женщина вцепилась в меня мертвой хваткой. Одежда затрещала, но пальцы она так и не разжала. Ее пасть приближалась с каждым мгновением. Я уже чувствовал на лице ее горячее дыхание. Мышцы уже начали сдавать от постоянного напряжения в одной позе. А ей хоть бы что. И в один момент я сдался. Резко расслабился, но при этом сумел сместиться в сторону. Тварь уткнулась носом в подушку и тут же снова рванулась к моему горлу. Однако теперь я находился в более выгодном положении. Используя стену в качестве упора, поджал под себя ноги и с силой вытолкнул бабу с кровати. Она отлетела 2 метра, с грохотом сметая какой-то хлам на полу. Любой человек на ее месте тут же скорчился бы от боли, но она подскочила с такой скоростью, будто ничего не произошло. Впрочем, я и не ожидал, что победа достанется мне так легко. Цель заключалась в другом — выиграть хоть одну драгоценную секунду и перегруппироваться. Почти получилось. Измененная даже подготовиться не попыталась. Прыгнула сразу с того самого места, где находилась, притом снова не как человек. Она не поднималась во весь рост, не разрывала действия на 2 или 3. Вот так, прямо с пола, змеиным движением подскочила и сразу метнулась вперед, преодолевая по воздуху сразу всю комнату, словно кошка какая. За это мгновение я лишь успел сунуть руку в карман. Когда в тебя летит 70 килограммов живого веса, его инерцию сдержать невозможно. И неважно, какое там телосложение, даже если не вылезать из спортзала и сжать от груди по 150.
Тварь врезалась в меня, подобно пушечному заряду, и я вместе с ней снова рухнул на кровать, при этом довольно ощутимо, словив затылком стену. Перед глазами все поплыло, хотя видимости без того было никакой. Но самое страшное, что моя рука, которая нырнула в карман за кастетом, оказалась заблокирована ее телом. Да и положение вышло раз в 100 хуже предыдущего. Хорошо, что людоедка не стала сразу вгрызаться мне в лицо. Хотя тоже, как посмотреть? Удар лбом в переносицу окончательно сломил мою волю к сопротивлению. В глазах потемнело, а ведь мне казалось, что дальше уже некуда. В общем, будь мы сейчас на ринге, рефери, не задумываясь, засчитал бы мне нокдаун. Вроде еще не в отключке, но поплыл капитально. Спасла меня только излишняя самоуверенность упырихи. Прежде чем вгрызться мне в глотку, она радостно ощерилась и отстранилась, готовясь вонзить в меня свои зубы с размаха. И в этот момент я наконец-то высвободил руку, в которой зажал серебряный кастет. Первый удар вышел смазанным из-за того, что я все еще пребывал в прострации. Но даже его хватило, чтобы баба, шипя, словно дикая кошка, слетела с меня и грохнулась на пол. На этот раз моментально бросаться в атаку она не решилась. Передвигаясь по полу на 4 опорах, будто одержимая демоном из голливудского фильма, она натурально зарычала. От этой картины мне стало совсем уж не по себе. Страх ледяной волной прокатился по телу, но это придало сил, а заодно и скорости. Ее рывок выглядел все так же неестественно, прямо из положения жим лежа. Мне показалось, что она бросила тело вперед, используя руки, а ведь для нормального человека это выходит за грань возможного. Впрочем, на размышления времени не было. Я слегка сместился в сторону, уходя с траектории полета, а когда ее тело пролетало мимо, что было сил, впечатал ей кастетом по затылку. Шлепок вышел знатный, будто я по куску мяса приложился. Женщина с грохотом влетела носом в пол и затихла. Вот только я уже вошел в раж, перевернул ее на спину и принялся вбивать кастет в ее рожу удар за ударом, пока кровь не начала стекать по моему лицу. Лишь тогда я остановился и... Такого удара по психике я не ожидал. Осознание того, что я только что убил человека, обрушилось на меня подобно водопаду. Адреналин ворвался в кровь, и его порция явно превышала все допустимые нормы. Звуки вдруг слились в какой-то писк, изображение в глазах слилось в единую точку, а сердце застучало так, словно собиралось покинуть тело. Я чувствовал себя так, будто в один присест вылокал сразу 2 литра вонючего Серегиного самогона. Тошнота подкатила к горлу, и я склонился над трупом женщины, заливая его блевотиной. Стало легче. Голова слегка прояснилась, и тут же снова пошла кругом, потому как в ней зароились мысли о брате. Грохот, который мы здесь устроили, разбудил бы даже мертвецки пьяного человека. Вот только никто на него не явился, а это означало, что Серега с Коляном или мертвы, или находятся в смертельной опасности. Я подскочил и рванул к двери, по пути сбивая пустое ведро. Да уж, диверсант из меня еще тот. Но об осторожности я вообще не думал. Выскочив в коридор, я натурально потерялся в пространстве. Здесь не было окон, отчего темнота стояла непроницаемая. Сунув руку в карман, я выудил зажигалку. Она выдала сноп искр. Пламя не занялось, однако этого мгновения хватило, чтобы сориентироваться. Я встал на курс и снова крутанул колесо, высекая искры. Вспыхнул слабый газовый огонек, выхватывая из темноты дверь, ведущую в дом. Она открылась с отвратительным скрипом, оповещая всех о моем появлении. Хотя, кого всех? От легкого дуновения пламя погасло, и я снова оказался в темноте. Снова захотелось чиркнуть зажигалкой, но этот порыв я сдержал. Вскоре глаза привыкли к мраку, и я снова начал различать очертания предметов. Не весь как хорошо, но все же лучше, чем выхватить по щам, подсвечивая себе зажигалкой. Она бы непременно погасла, а я бы остался 1 на 1 с врагом, при этом ни хрена не видя. «Колян!» Тихонько позвал я брата. В ответ тишина. Лишь какая-то слабая возня в комнате слева. Осторожно ступая, я двинулся вперед и первым делом проверил противоположную комнату, чтобы убедиться в отсутствии противника за спиной. Я даже зажигалкой чиркнул, но так, освещая комнату мимолетной вспышкой. Мозгу этого достаточно, чтобы зафиксировать картинку. Там было пусто. Зато в соседнем помещении кто-то замычал. «Колян!» — уже не таясь, выкрикнул я и рванул на звук. «Тихо, здоровяк, не дергайся!» — прозвучал вкрадчивый голос. «Или твоему братику конец». На фоне окна я отчетливо видел всю ситуацию. Серега удерживал брата за шею, приставив к его горлу кухонный нож.
Судя по тому, что Колян мычал, его рот был заткнут. Руки наверняка связаны за спиной, иначе бы он держал их у локтевого изгиба Сергея. Чисто рефлекторно, без шансов на освобождение. А вот ноги ему не связали, и это хорошо. Сергей не показался мне хозяйственным человеком. Хоть на первый взгляд, хоть на последний. Дома бардак, всюду мусор, а значит, нож вряд ли имеет приличную заточку. Нет, кусок хлеба или колбасы им отхватишь, но чтобы перерезать горло живому человеку, требуется совсем другое. Этим разве что кожу прорежет. Ну, может, слегка мясо зацепит, но за одно движение артерию не вскроет. Я уверенно шагнул вперед. Серега нервно вдавил лезвие в горло Коляна и при этом слегка попятился. Вот только размеры комнаты не позволяли ему отступить. Позади оказалась тумбочка с телевизором, который предательски покачнулся. И надо отдать должное выдержке хозяина, он даже бровью на это не повел. Такое чувство, что он уже бывал в передрягах и прекрасно понимал. Ценность жизни гораздо выше любого телевизора. В то время как обычный человек обязательно бы на него отвлекся. Ибо все мы в большей или меньшей степени заложники вещей. «Отпусти его», — попросил я и снова слегка приблизился. «Стой, где стоишь! Или я ему вторую улыбку сделаю!» — пригрозил Сергей. «Выходит, ты все знал, так? Специально нас в дом позвал, чтобы этим ублюдкам скормить? Отпусти его. Мы просто уйдем, обещаю. Можешь даже стволы себе оставить». «Тебя забыл спросить, хлебало закрой? Там у батареи наручники. Давай-ка пристегни себя. Может, я братца твоего и пожалею». «Му-му!» — замычал Колян. «Да не дергайся ты, если не хочешь кровью захлебнуться!» Сергей чуть сильнее придушил его. «Ну чего замер? Давай, маршируй к батарее!» «Да иду я, иду!» Я приподнял руки и сместился к окну, судорожно соображая, как поступить. Если я сорвусь в драку сейчас, ничего хорошего не выйдет. Но и приковывать себя к батарее тоже не выход. Так мы оба подохнем, 100%. Этот урод нас ни за что не отпустит. «Она тебе кто? Жена? Сестра?» Я кивнул в сторону синей. «Нюрка, что ли?» «Ха-ха-ха!» — расхохотался хозяин дома. «Так максимум присунуть разок в голодное время. Ну, мне долго ждать? Или, может, ему кровь пустить, чтобы ты соображал быстрее?» «Вспышка справа!» — рявкнул я в надежде, что Колян меня поймет. Ох, как же он обижался на идиотские армейские шутки. А я не понимал, постоянно этим его донимаю, особенно по первому времени, когда только вернулся на гражданку. Казарменная жизнь въелась в меня до самого костного мозга. Ведь все то, что в приличном обществе считается абьюзом, там воспринималось как рядовая шутка. Однако некоторые рефлексы у Коляна я все-таки воспитал. И сейчас они пришлись как нельзя кстати. Братишка у меня не робкого десятка. Каким бы тюфяком ни казался на первый взгляд, да, порой мне от него даже сдача прилетала. В итоге, конечно, я на правах старшего брата одерживал победу. Да и физически я буду покрепче. Но сам важен факт. Драки он не боялся. Чуть поерзав, он нащупал нужную точку соприкосновения и нанес Сереге удар затылком в переносицу. Хватка слегка ослабла, и Колян попытался вывернуться. Но его положение оставляло желать лучшего, да и связанные за спиной руки не прибавляли маневренности. Впрочем, этого мне оказалось достаточно, тем более, что противник находился от меня в одном шаге. И как только началась возня, я его сделал, взяв приличный замах. Несмотря на то, что Сергей был обычным человеком, удар серебряным кастетом по зубам сработал даже лучше, чем на измененном. Нож скользнул по горлу Коляна, оставляя косую рану, а хозяин дома с грохотом повалился на пол. Само собой, первым делом я бросился к брату, хватая на ходу полотенце, а уже придавив его к горлу Коляна, вернулся к экзекуции над Серегой. Пара приличных пинков по роже хватило, чтобы погасить его сознание, а дальше... Да он сам минуту назад подсказал мне прекрасное место для безопасного размещения пленного. Наручники обхватили его запястье, и я снова вернулся к брату. «Ты как?» «Отвали!» — отбрыкнулся он. «Дай посмотрю». «Да отвали ты! Больно! Жжется все!» «Ща в лоб дам!» «Да на, придурок!» Колян на мгновение убрал полотенце, оголив косой и довольно глубокий порез. «Жить будешь?» — сделав выводы я. «Но ее бы зашить». «Из-за тебя все, придурок!» — прошипел брат. «Спишь там, как сурок!» «Извини!» — буркнул я. «Тебе бы 3 суток не спамши. Сам-то, небось, дрых без задних ног». «Капец, блин!» — выдохнул он. «А ты точно зашить сможешь?» «Попробую», — пожал плечами я. «Пусть вначале кровь остановится». «Да она хлещет, как из свиньи, блин!» «Ты бы уже давно сдох, если бы так было». «А ты бы и радовался!» «Ой, дебил!» — закатив глаза, протянул я. «И в кого ты только такой уродился?» «В того же, в кого и ты!»
«Тихо!» — шикнул на брата я, услышав, как скрипнула калитка. А высунувшись в окно, едва не застонал от отчаяния. К нам явились гости. И не какая-то хрупкая барышня-соседка, а два рослых мужика, и что-то мне подсказывало. Они шли к нам не для того, чтобы справиться о нашем здоровье. «Куда он стволы дел?» — прошипел я в лицо Коляна. «Да мне-то почем знать?» «Твою мать! Да чтоб тебя черти дрючили! Присмотри за ним! Я ща!» Глава 7. Голод. Что такое везение? Я думаю, это череда событий, которая точно совпадает с определенной потребностью в конкретный отрезок времени. Иногда мы этого не замечаем, и нам кажется, что все идет своим чередом. Но бывают моменты, когда вот такие совпадения похожи на вмешательство высших сил. Именно это с нами и произошло. Когда я ломанулся к двери, сжимая в руке серебряный кастет, мной руководила лишь одна цель — дать брату время уйти. На победу я не рассчитывал, потому как реально оценивал свои шансы. Даже в схватке против женщины, которая претерпела изменения, мои шансы были близки к нулю. Спасся я лишь благодаря ее излишней самоуверенности, ну и небольшой разнице в весе и физиологии. Женщина, какой бы сильной и опытной она ни была, никогда не одолеет мужика в борьбе. Да, можно использовать приемы, повалить мужчину, перекинуть его через себя, но в тот момент, когда они оба перейдут в партер, слабый пол потерпит поражение. Так задумана природа, и с этим ничего не поделать. Сейчас против меня вышли два амбала. Даже при условии, если они оба обычные люди, меня могло спасти только оружие. Но его нет, и куда его спрятал Серега, неизвестно. Время на его поиск тоже отсутствует, а учитывая их силу и скорость, максимум, что я смогу, это выиграть несколько секунд. Но судьба или Всевышний, не знаю, кажется, имели на наш счет другие планы. Снаружи раздался шум двигателя, а затем кто-то окликнул амбалов. Я наблюдал за ними через окно, стараясь не высовываться. Они замерли, словно решались, а не послать бы этого командира куда подальше, но в итоге все же развернулись и направились к подъехавшей Ниве. Это был шанс, и я незамедлительно им воспользовался. Нет, я не стал бросаться им на спины, как герой американских боевиков. Ворвавшись обратно в комнату, где точно так же украдкой брат подсматривал за происходящим в окно, я выдохнул. «Уходим!» Колян не стал спорить и сорвался с места с низкого старта. Будто спринтер какой. Стараясь не шуметь, мы выбрались на задний двор и побежали к забору. Я помог брату перемахнуть через него, вскарабкался следом, а дальше полями к лесу. Каждую секунду я ожидал оклика в спину. Страх гнал нас вперед, получше любого стимула. Ночной бег по пересеченке — это отдельный вид мазохизма. Пока мы неслись через поле, упали каждый по несколько раз. А когда ворвались в лес, ситуация сделалась только хуже. Когда я полетел носом в землю, запнувшись о выступающий корень, стало понятно — скорость нужно снижать. Вначале мы продирались быстрым шагом, а осознав, что погони нет, сбавили темп вдвое. И все равно не останавливались, пока не решили, что углубились в чащу на достаточное расстояние. Пару километров мы точно отмотали, а может и того больше. «Кажется, ушли», — пробормотал Колян, прижимаясь спиной к сосне. «Ага», — выдохнул я и сплюнул густую слюну. «Повезло». «Это точно. Что там произошло?» «Жопа полная», — ухмыльнулся брат. «Этот ублюдок оказался в сговоре с мутантами». «Предсказуемо». «Серьезно? Что же ты тогда дрых, как собака?» «Устал. Я думаю, он нам что-то в хавчик подсыпал. Меня тоже срубило. Я проснулся, когда этот козел меня уже пеленал. Я крикнуть успел. Думал, ты проснешься, но хрен там плавал. А потом он мне тряпку в рот затолкал и к батарее приковал. Когда-то шуметь начал, он меня в заложники взял. Ну, вроде выкрутились. Черт, кровь не останавливается. Бег и адреналин давление повысили. Сейчас эффект спадет, и все будет нормально. Пить охота. Потерпи. Утром какой-нибудь родник найдем. А жрать мы что будем? Да ты задрал уже с своими претензиями. А я так толсто намекаю, что сдохнем мы здесь. Нужно в область, к военным идти. Я подумаю. Чё тут думать? Типа у нас такая куча вариантов, что мы прям теряемся в выборе. Откуда-то издалека донеслись звуки стрельбы. Вначале одиночная, а затем вспыхнула канонада очередей. Мы притихли, вслушиваясь в происходящее. Это могло дать какое-то понимание. Пальба продлилась недолго, буквально минуту, а затем все резко стихло. «Как думаешь, кто победил?» — спросил Колян. «Даже думать об этом не хочу», — поморщился я. «Наверное, наши», —
Продолжил рассуждать брат. «Ага. Поэтому мы сейчас в лесу шкеримся», — усмехнулся я. «Эх, работу жалко», — вздохнул он. «Чего?» — покосился на него я. «Какую еще работу?» «Ой, молчи уже, олень мазутный», — отмахнулся брат. «Мне вот даже объяснять тебе не хочется, потому что ты все равно ничего не поймешь. У нас уже все на мази было». «Рассказывай уже. Я же чувствую, что тебе похвалиться охота». Мы с пацанами программу одну замутили для автоматизации производства. Там такая тема, что с помощью ноутбука можно целые линии управлять. И по факту тебе нужны только грузчики, чтобы засыпать сырье и принимать готовую продукцию. После праздников уже встреча с покупателем была назначена. «А разве такого еще не было?» «Было, конечно, но там в основном импортные, да и заточенные под конкретные цели. Нашу можно адаптировать под любую конвейерную линию. Но мы выбрали за основу пищевую промышленность». «И ты во всем этом шаришь?» «Ну, я только программное обеспечение создавал. Виталий у нас за автоматику отвечал. Релюшки там, датчики, сканеры. А Ванек покупателя нашел». «И сколько вы бы подняли?» Все еще оставаясь скептически настроенным, спросил я. «Там все намного сложнее», — отмахнулся брат. «Нам не столько продажа была важна, сколько деньги на развитие». Ясно». «Дурак ты!» — впрочем, беззлобно отозвался Колян. «Человек, с которым мы должны были встретиться, был готов вложить в наш проект 50 миллионов». Я аж обернулся, услышав эту цифру. «Это шутка такая?» «Нет, все более чем серьезно. В России мы были бы одними из первых в данном направлении. Это тебе не приложение клепать». «Ладно», — не стал спорить я. «Может, я и действительно чего-то не понимаю». «Да теперь все это уже не важно», — угрюмо произнес Колян. «Светает вроде». Бросив взгляд на небо, сказал я. «Пора выбираться». «Куда?» «Для начала в город. Попробуем припасы собрать, тачкой обзавестись. А там уже решим». «Я предлагаю...» «Да понял я уже про твою область. Не уверен я, понимаешь? Узнать бы наверняка, что там происходит. А соваться на авось, как бы только хуже не стало». «Например?» «Например, мобилизуют и бросят на передовую. Как думаешь, много у тебя шансов выжить в открытом бою?» «И зачем им это?» «За мясом», — огрызнулся я. «Все, поднимай кардан. Валим». Предрассветные сумерки уже вовсю завладели миром. Природа медленно просыпалась, наполняя лес щебетанием птиц. А вместе с ними пробудились и проклятые комары. У меня уже зудело все, что только могло, а непрерывное жужжание над духом бесило так, что я не мог сосредоточиться. Но основная сложность заключалась в том, что мы заблудились. Ворвавшись ночью в лесной массив, мы перли в чащу, не разбирая дороги, а теперь просто не могли понять, в каком направлении нужно двигаться. Да, существует мох на деревьях, который растет только с северной стороны, но нам, людям, никак не связанным с лесом, это только мешало. Ну вот что делать? Идти точно на север? А куда нас это приведет? Вдруг этот самый север уходит так далеко в чащу, что нас там ни с одним вертолетом не найдут. А в какой стороне света? Город. Все деревья похожи друг на друга, как братья-близнецы. Поляны тоже мало чем отличаются, а впереди даже близко просвета не видно. И если раньше можно было сориентироваться по шуму машин, то сейчас, кроме комариного писка, вообще ничего не слышно. Спустя 2 часа блужданий я опустился на землю и принялся соображать. Колян молчал и, судя по его виду, чувствовал себя очень хреново. Лицо бледное, при любом движении шея морщится так, будто ему туда горсть битого стекла закинули. Полотенце, которое он завязал на манер шарфа, промокло от пота, и ничего хорошего это не сулило. «Дай посмотреть». Я потянул руки к повязке. «Отвали!» — отстранился он. «Да что ты за человек-то такой?» — возмутился я. «Дай гляну, вдруг там воспаление началось». «И что ты сделаешь? У тебя таблетки есть или что?» «Знать буду, что их нужно искать». «Да я тебе и так скажу, что они пригодятся». «Да в чем сложность-то?» «Не хочу опять кровь останавливать. Доберемся до города, посмотришь. Пусть пока так, не нужно беспокоить». «Как хочешь», — отмахнулся я. «Нам туда надо», — махнул рукой брат. «Почему?» «Потому что там северо-восток». «Ну и?» «Вот смотри». Колян опустился рядом, расчертил землю от прелой листвы и, взяв палочку, принялся рисовать. «Мы ехали вот по этой трассе, так?» «Ну, она ведет на юг. Потом мы свернули сюда и вошли в крайний правый дом. Значит, в лес мы забежали с этой стороны». «Хочешь сказать, мы все это время шли в другую сторону?» «Не совсем. Ты только недавно косить начал». «А че ты раньше-то молчал?» «Я думал, ты знаешь, что делаешь. Правильно же шли». «Чудило на букву «М», —
— выругался я. «Ну давай веди, Сусанин». Нет, я не был против того, чтобы Колян стал мозгом в нашем выживании. Похоже, у него это неплохо получается. Я без труда возьму на себя роль силы, тем более, что такое разделение у нас было всегда. В конце концов, никто не заставляет меня всегда и во всем с ним соглашаться. Спустя час блужданий по лесу мои мысли уже текли в другом направлении. Постоянно казалось, что мы идем не туда, и хотелось вкрутить свое мнение по поводу, но я сдержался. Его планы, схемы, нарисованные на земле, выглядели логично. Принять это мешало то, что лес с каждым метром становился все менее проходимым. А вскоре мы влезли в такой бурелом, что некуда было ногу поставить, без риска ее не сломать. Я уже готовился разразиться матерной тирадой и высказать юному гению все, что о нем думаю, когда мы, наконец, выбрались к оврагу. И да, я его сразу узнал. Здесь я размотал в щепки не одни лыжи и санки. Сейчас я как раз смотрел на отлогий затяжной спуск с двойным поворотом, который расположился напротив. «Нужно немного вправо взять. Там нормально перебраться сможем», — произнес я. «Откуда знаешь?» — покосился на меня брат. «Ну да, точно. Ты же у нас домосед», — хмыкнул я. «Это наша горка. Мы здесь каждую зиму так чертили, что когда меня мама из штанов вынимала, они стоять оставались. Вон об то дерево Назарыч ногу сломал, не справился с управлением. А если по ручью вниз пройти, 500 метров, там родник будет». «Ну и чего стоим тогда?» — оживился брат. «Пить хочется, аж переночевать негде». Через полчаса мы оба стояли на четвереньках и локали ледяную воду прямо из ключа. Сложно даже описать счастье, которое мы при этом испытывали. Нам было плевать на монстров в человеческом обличии, на все раны и невзгоды, да даже на то, что весь мир вокруг катился к чертям. Оказывается, для радости достаточно вот такого простого действия, как утоление жажды. «Кайф!» — утерев рот рукавом, выдохнул Колян. «Думал, уже сдохну от обезвоживания. Я прям чувствую, как у меня вода в пузе плещется». «Ладно, 5 минут перекура и идем в город. Вперед не лезь, далеко от меня не отходи. Как понял?» «Есть, сэр!» — с глуповатой ухмылкой козырнул брат. «Клоун!» — отмахнулся я. «Я с тобой серьезно сейчас». «Да понял я. Все будет нормально. Не ссы». Я внимательно на него посмотрел и убедился, что он не шутит, а затем продолжил. «В центр не лезем. Там, скорее всего, ловить уже нечего. Проверим район новостройки, там пара ларьков есть. Если повезет, получится жрачкой разжиться. Заодно тачку посмотрим». «Все? А тебе что, мало? Нам в аптеку нужно. Там на районе их штук 20. Разберемся. Ствол бы какой намутить». «Можно к Валентинычу сунуться. Он же у нас охотник». «Как вариант», — согласился я. «А еще бы с серебром разжиться. Не помешало». «Ювелирный только в центре. На обратном пути проверим. Может, повезет». Не повезло. Притом не только с ювелирными. Полки магазинов оказались вычищены до последней жвачки. Даже туалетную бумагу вынесли. С аптеками ситуация обстояла не лучше, из всех вариантов оставался только один — начать обыскивать квартиры. А чтобы совместить полезное с приятным, мы отправились ближе к дому, где собирались посетить соседа по подъезду. Но, видимо, свой лимит удачи мы исчерпали, когда уходили от выродков из дома Сергея. Дверь в квартиру Валентиныча оказалась выломана, а внутри словно ураган прошел. Кажется, мы были не одни такие умные, и кто-то из соседей уже вынес отсюда все, что можно. Хотя не исключаю, что быстрый сбор произвел сам хозяин. Его машины во дворе тоже не было видно, а именно на нее я и рассчитывал. Обычная Нива, трехдверка, но содержал он ее с таким трепетом, что на нее даже подростки оборачивались. Ну а я, как механик, идеально знал все ее слабые места, так как она стабильно раз в 2 недели заезжала ко мне на яму. И не потому, что она так часто ломалась, просто ее хозяин моментально устранял любой посторонний скрип. С оружием мы облизнулись, но нам удалось разжиться едой. Не весь что, но животы набить сможем. Пройдя по стояку, смогли собрать целый пакет картошки, немного лука и моркови. Во втором покоились 2 банки соленых огурцов и целый ворох различных приправ. Соль, сахар, чай и половина банки растворимого кофе. Заодно мы разжились чистой одеждой и, самое главное, лекарствами. Аптечки имелись в каждой квартире, а выбор всевозможных колес мог бы без проблем конкурировать с центральной аптекой. Но мы взяли самое необходимое — обезбол, антибиотики, бинты и зеленку. Я еще прихватил шкатулку с комплектом для шитья. Разбираться особо времени не было, поэтому схватил все, тем более, что много места она не занимала. «Ну чё, куда?» —
спросил Колян, когда мы выбрались из подъезда навьюченные, будто верблюды в караване. «В гараж», — уверенно заявил я. «И что мы там забыли?» «У меня там баллон с газом», — ответил я. «Пожрать сварим, выспимся как следует, а утром решим, что делать дальше. Может, тачку найдем?» «Я как раз подумал о том же», — усмехнулся я, направляясь к стареньким «Жигулям» 6-й модели. «Серьезно?» — поморщился брат. «Из всего многообразия ты решил выбрать это ведро с болтами? А ты сможешь без ключа Бэху завести? Это ты у нас спец по машинам». «Вот именно. А потому заткнись и радуйся малому». Эту машину я тоже знал. Хоть руку к ее ремонту не прикладывал, но видел и слышал, как она работает. Ею владел ровесник Коляна, из пятиэтажки напротив. Следил он за ней сам и постольку-поскольку. Но она была на ходу, а большего нам и не требовалось. До гаража довезет, а там я уже подшаманю, что нужно. Используя кусок проволоки, я без труда вскрыл замок и, просунув руку в салон, разблокировал пассажирскую дверь. Пакеты с барахлом полетели на заднее сиденье, а я нырнул под панель. Отыскал провода, идущие к замку зажигания, скрутил нужные, чтобы подать питание на приборы, и замкнул на них стартер. Двигатель несколько раз прокрутился и затарахтел на весь двор. Вытянув тросик подсоса, я подождал, пока выровняются обороты, заодно обыскал салон. Каково же было мое счастье, когда я обнаружил в бардачке 2 нераспечатанные пачки сигарет. Слюда тут же полетела на землю, а я с наслаждением втянул запах свежего табака. Первая затяжка ударила по мозгам, и память услужливо подкинула схожее ощущение, которое я испытал прошлой ночью. Перед глазами всплыло изуродованное женское лицо, и лоб тут же покрылся холодной испариной. «Ты чего?» — покосился на меня Колян, заметив, как я изменился в лице. «Я там женщину убил», — признался я, но, вопреки общепринятому мнению, о смягчении чувства вины легче мне не стало. «Ну, она вообще-то тебя тоже убить собиралась». «Это я и без тебя понимаю», — вздохнул я. «Дверь закрой». Я дождался, когда Колян выполнит распоряжение, и врубил заднюю передачу. Выкатил со стоянки и свернул к центральной дороге. То, как выглядел город, ввергло нас в молчаливое отчаяние. Всюду мусор, какие-то обрывки от коробок, витрины магазинов разбиты. По тротуарам летают брошенные за ненадобностью вещи. Картина удручающая. И настроения она нам не прибавила. Со Дня молодежи прошло каких-то 4 дня, а все вокруг выглядело хуже, чем спустя несколько лет от объявленной перестройки. «Жесть!» — только и смог выдохнуть брат. «И что теперь, так будет постоянно?» «Нет, скоро все станет куда как хуже», — пробормотал я. Когда мы проезжали мимо центрального супермаркета, настроение упало ниже подвального плинтуса. Прямо у входа в магазин лежало несколько трупов. Их не то что похоронить, даже убрать не удосужились. Над одним из тел склонился бродячий пес и обгладывал ногу. Колян моментально заработал рукояткой, опуская окно, и как только щель оказалась достаточной, чтобы прошла голова, он высунулся наружу и вывернул желудок. «Твою мать!» Он вернулся в салон, вытирая рот рукавом. «Это же полный абзац!» «Все еще хочешь в область?» — с ухмылкой спросил я. «Че ты доколебался?» — огрызнулся брат. «Я же тебе не предлагаю в город лезть. Доберемся до военных, а там видно будет». «Ничего мы там не увидим», — вздохнул я и добавил. «Кроме смерти». «Да из чего ты это взял?» «С того», — кивнул назад я. «Они сейчас всех подряд вооружить готовы, лишь бы эту заразу побороть. Ракетами здесь воевать не получится. Это не зомби, которые толпятся на улицах. Наш враг умеет прятаться, а ночью его не победить. Ты сам говорил, что их обычные пули не берут». «Думаешь, военные еще не догадались, что выродки серебра боятся?» «Может, и догадались. Но где ты сразу столько патронов возьмешь, чтобы весь фронт перевооружить? А если это дерьмо по всей стране? Или того хуже, во всем мире? Вот ты вроде где-то умный, а сейчас полнейшую чушь несешь». «Это называется надежда». «Говно это все», — отмахнулся я. «Мы теперь сами по себе, понял? Остались только ты и я, больше никому нельзя верить». «Ха-ха-ха!» Размахивая руками, на дорогу выбежал человек и натурально бросился под колеса. Я едва успел ударить по тормозам, но полностью остановиться не успел и толкнул его капотом. Мужик отлетел на пару метров и растянулся на асфальте, но остался жив. Я так и сидел, вцепившись в руль и глядя на то, как он пытается подняться. «Ты что делаешь, придурок?» Отойдя от первичного шока, заорал я. «Совсем, что ли, без головы?» «Генка, ты что ли?» Ошалело уставился на меня он. Я как-то сразу немного успокоился и попытался понять, кто передо мной.
Его лицо было настолько грязным, что нашего участкового я узнал с огромным трудом. «Олег?» — неуверенно спросил я. «Ага», — тупо кивнул он. «Ты как? В смысле...» «Тьфу!» — сплюнул я. «Залезай давай! Чего разлегся?» «Ага!» — снова тупой кивок. Хромая на правую ногу, он доковылял до машины и плюхнулся на заднее сиденье. А следующий вопрос заставил меня засомневаться в его здравомыслии. «Ты почему на допрос не пришел?» — выдал он, и я даже к нему обернулся. «Заварзин, ты вообще как, с головой не посрался?» — спросил я. «Да ладно, шучу я», — ухмыльнулся он. «Есть что пожрать?» «Там начал было Колян, но участковый уже вовсю шарился по нашим вещам. «Ай, ладно, сам разберешься». Оказывается, мы с Коляном были сытыми, потому как Заварзин выудил из пакета сырую картофелину, потер ее о грязную рубаху и тут же вгрызся в нее. Картошка исчезла в его утробе меньше, чем за минуту, а следом пошла немытая морковь. «У тебя днище не выбьет?» «Да пофигу», — отмахнулся он. «Я чуть не сдох вообще. К магазину сунулся, думал, там убьют нахрен. Таких люлей мне ввалили. Хорошо табельный при себе был. Люди вообще зверели, никаких авторитетов не признают». «Так это ты их?» «Чего?» — не понял Олег. «Ну там, возле центрального, трупы лежат». «А, не», — помотал головой он. «Этих не я, там кто-то другой был. Наверное, Леша из инкассаторов. Там очередь работала». «А тебя где прижали?» «На круглосуточном», — ответил он и снова захрумкал морковкой. «Ясно», — пробормотал я. «А вы куда вообще?» «Я слышал, возле области войска встали. Думал, к ним податься. По радио сообщения в круг транслируют, что они добровольцев набирают. Жратву дают, постели, медицину». «Нет, мы в гараж». «А чё там?» «Ничего. Просто пересидеть», — честно признался я. «Ха!» — хмыкнул участковый. «Чего пересиживать-то? Все, пацаны, капец. Нет больше жизни. Теперь либо мы их, либо они нас. Они город в 20 тысяч населения за 2 суток досуха вычистили. Я чудом спасся. В канализации прятался. Пули их не берут, силище столько, что обосраться можно. Пересидеть. Ёпт. Ха-ха-ха. Предлагаешь на передовой сдохнуть? Да не знаю я, поморщился он. Ёпт. Тормозни, ща блевану. Я остановился, и Заварзин, распахнув дверь, оставил на асфальте все то, что минуту назад затолкал в желудок. «Капец!» — выругался Колян. «Только добро на говно перевел». «Чё ты там вякнул, щенок?» — вернулся в салон тот. «Эй, ты давай полегче на поворотах!» Я покосился на бывшего одноклассника. «Он так-то брат мой». «Пусть за базаром следит», — огрызнулся Олег. «А то что?» — с нескрываемой угрозой спросил я. «Ладно, малой. Извини, не со злая». Заварзин быстро сообразил, что перегнул палку. «Можно с вами на ночь зашкериться?» «Можно», — кивнул я, сворачивая к гаражу. И от меня не ускользнул напряженный взгляд брата. Похоже, ему эта идея пришлась не по вкусу. Ну а мне что делать? Сказать нельзя? Совесть не позволит. Может, Олежа и козлина, мент, к тому же, но все-таки живой человек. А ценность жизни сейчас переоценить очень сложно. Глава 8. Безопасность. Я не без удивления обнаружил, что на воротах в мой гараж висит замок. На проверку он оказался еще и запертым. За каким-то хреном я несколько раз его потеребил, будто ожидал, что он после этого откроется. Естественно, ничего подобного не произошло. «Ну ты чего там залип?» — нетерпеливо спросил Заварзин. «Закрыто», — тупо ответил я. «Только не говори, что у тебя нет ключа». «У меня его и быть не может. Это не мой замок», — снизошел до объяснений я и направился к прицепу с металлоломом. Универсальная отмычка в виде полуоси снова пошла в дело. Поймав упор, я взял замок на рычаг, и дужка послушно выскочила из зажима. Внутренний запор остался не замкнут, а потому дверь я распахнул без дополнительных сложностей. И в этот момент на мое лицо наползла кривая ухмылка. На яме стоял Мерс. «Ну, спасибо тебе, Шавкат», — пробормотал я. «При чем здесь этот гастарбайтер?» Пихнув меня плечом, участковый вошел в гараж первым. «Олежа, а ты не приборзел часом?» — огрызнулся я. «А чё?» — обернулся ко мне он. «Придурок!» — буркнул Колян, протискиваясь внутрь с 2 пакетами в руках. Я вздохнул, но продолжать бесполезную перепалку не стал. В полумраке добрался до аккумулятора, к которому была подключена резервная лампочка, и накинул на него провод. Вспыхнул свет, выхватывая из темноты очертания мастерской.
и только после этого я прикрыл калитку и зафиксировал ее на мощный засов. Заварзин уже развалился в кресле, наблюдая за моими действиями. Колян распахнул дверь «Мерседеса» и рухнул на задний диван. А я продолжил обустраивать наш быт и полез на верхнюю полку стеллажа, где у меня хранилось различное дерьмо, которое редко требуется в повседневной работе. Там как раз лежали вещи для отдыха на лоне природы. Это дело я очень любил. Вот только в последний раз выбирался, даже и не вспомню, когда. «Вот ты где!» Улыбнулся я и протер рукавом старую керосиновую лампу. Само топливо хранилось на средней полке, так как часто использовалось для очистки особо ржавых болтов. Керосин отлично проникает в поры и размачивает ржавчину. Гораздо лучше, чем хваленая ВДшка. Заполнив емкость, я подождал, пока напитается фитиль, и, чиркнув зажигалкой, поджег его. А когда установил поверх стеклянную колбу, в гараже сразу стало намного уютнее. Отключив лампу от аккумулятора, я полез в холодильник. Электричество отсутствовало уже вторые сутки, но в морозилке все еще оставалось довольно прохладно. Хотя положенного минуса, конечно, уже не было. И если с водкой вряд ли что-нибудь случится, то вот пельмени наверняка уже слиплись в один сплошной комок. Впрочем, меня интересовал брикет сала, который расположился рядом с вмиг запотевшей бутылкой. «Пивко кто будет?» — спросил я и распахнул нижнюю дверцу. «Какие-то ты вопросы задаешь?» — хмыкнул Олег. «Ясен пень, все будут». «Я не буду», — донесся приглушенный голос из салона машины. «Ну и дурак», — констатировал Заварзин. Я кинул ему банку пенного, ставшего уже теплым, и, подхватив еще одну, сунулся в машину, но на свое законное место. Уже там с характерным пшиком открыл пиво и тут же влил в себя едва не половину. «На, глотни», — протянул я жестянку брату. «Полегчает?» «Ага», — буркнул он. «Бухать сейчас точно самое подходящее время». «Душнило», — отмахнулся я и допил остатки. В этот момент со стороны кресла прозвучала мощная отрыжка. «Кайф!» — добавил Заварзин и швырнул пустую банку прямо на пол. «Олежа, я тебе сейчас челюсть сверну», — предупредил я участкового. «Ты чё себя ведешь, как свинота?» «А он и есть», — едва слышно добавил Колян. «Понял, не дурак, виноват, исправлюсь», — отозвался участковый и, поднявшись с кресла, подхватил пустую тару и выбросил ее в ведро. «Так? Типа того», — кивнул я. «Ладно, надо пожрать сообразить, пока на улице светло». «Самая правильная мысль за сегодня», — воздев палец, произнес Заварзин. Я выбрался из салона, влил в рот последние капли пива и мастерски прямо с места забросил банку в мусорное ведро. Затем, вооружившись ключом, обошел машину и вставил его в личинку багажника. А когда распахнул, снова ухмыльнулся, глядя на 2 пакета с крупой и консервами, плюс 2 упаковки воды, что пришлись как нельзя кстати. «Живем!» — прокомментировал Заварзин, который заглядывал мне через плечо. «Слюни подбери», — намекнул я на то, что это ему не принадлежит. В одном из пакетов обнаружилась записка. «Надеюсь, ты выжил и нашел свою долю. Извини, думаю, ты понимаешь, почему мы уехали. В бардачке пистолет и патроны. Спасибо за все». «Что пишут?» — поинтересовался Олег. «Не твоего ума дело», — огрызнулся я. «И положи на место свинину. Тебе жалко, что ли?» «Жалко. Это не для того, чтобы жрать». «Серьезно?» «Более чем. Сядь куда-нибудь и успокойся, пока я тебя в лоб не закатал». «Грубый ты, Генка. И не женственный». «Я ему постоянно об этом говорю», — добавил Колян и наконец-то выбрался из машины. «Помочь?» «Да. Картошку почисть». Протянув ему складной нож, я указал на пакет. «Постарайся воду тратить по минимуму». «Разберусь», — ответил брат, и, подтянув пакет с корнеплодами к наковальне, уселся на нее с ножом в руке. Заварзин же открыл вторую банку пива. «Ты не ублюешься, родной?» — поинтересовался я. «Не должен», — с ухмылкой ответил он. «Это из-за крахмала было». «Или от жадности», — добавил Колян. «Ой, много ты понимаешь», — поморщился участковый. «Мало еще, чтобы меня жизни учить». «Ну-ну». Брат все же оставил последнее слово за собой. Я старался не заострять внимание на их перепалке. Пусть себе тешатся, пока это не переросло в откровенную агрессию или того хуже драку. Иногда такие пустые взаимные упреки помогают отвлекаться от реальности. Переместив стремянку, я в очередной раз забрался на верхнюю полку и выудил оттуда чугунный казан, крышку которого можно было использовать как сковородку. Собственно, ради нее все и затевалось. Еще у меня была сделана специальная тренога, в которой я из куска трубы сообразил специальный держатель для газовой горелки.
Да, изредка за отсутствием возможности выбраться на природу я развлекался готовкой нехитрых блюд прямо возле гаража. Кто бы мог подумать, что все это добро пригодится в нашей ситуации, которая ну никак не тянет на пикник. Нарезав сало мелкими кусочками, я бросил его на сковородку и присыпал щепоткой соли, чтобы оно побыстрее отдало жирок. Как только оно подзолотилось, я выудил его при помощи шумовки и принялся нарезать лук. Заварзин наблюдал за моими действиями, периодически шмыгая слюнями. «Шкварочку мог бы и оставить», — не удержался и посоветовал он. «А лучок вообще в серединку, между слоями картошки надо резать, чтобы он не подгорел». Я промолчал и принялся нарезать поверх лука картошку эдакими дольками, и участковый снова не смог с собой совладать. «А я вот больше соломкой люблю». «На!» — я протянул ему нож и картофелину. «Да что ты сразу начинаешь-то?» «Режь, говорю», — с напором добавил я. «Хочешь соломкой, хочешь кубиками». «Ну и пожалуйста», — пробормотал он и принял у меня из рук инструмент. Я взял еще один нож и уселся рядом, продолжая нарезать картофель так, как мне было удобно. Заварзин повозился со своей соломкой, пока до него не дошло, что на весу такой метод не самый удобный. И уже на втором корнеплоде он прибег к моему методу. «Чё?» — заметив мою ухмылку, спросил он. «Неудобно просто». «Не хрен было с самого начала умничать», — ответил я. Волшебный аромат жареной картошки на сале распространился по гаражу. И наверняка его без проблем можно было учуять на улице. Все-таки герметичностью данное строение не обладало. Да и зачем? Однако с этим нужно было что-то делать, и идеи на этот счет у меня имелись. Я просто отложил их на потом, решив для начала набить живот. Когда картошка была уже практически готова, я вернул в нее шкварки и, перемешав, накрыл крышкой от эмалированного бачка. Снаружи она была покрыта толстым слоем пыли, но внутренняя часть оставалась чистой. Впрочем, сейчас нам совсем не до брезгливости, и тратить воду на подобную чушь жалко. «Ну, чё там? Скоро уже жрать-то?» Нетерпеливо пританцовывая у сковороды, спросил Заварзин. «Давай уже, горячее сырым быть не может». «Впервые в жизни я с ним согласен», — судорожно сглотнув, добавил Колян. «У меня уже желудок сам себя жрать начал». «Тогда налетай», — разрешил я, протягивая им алюминиевые вилки. «А ложки нет?» — снова закапризничал участковый. «Вот ты нудный!» — огрызнулся я и поднялся с табурета, чтобы выдать приятелю другой инструмент. А когда вернулся, на меня смотрели две хитрые рожи. Картошку в сковороде поделили на 3 части, 2 из которых были примерно равны. А та, что расположилась напротив моего места, совсем крохотная. При этом оба юмориста уже набили рты. «Ну, сейчас прям животик надорву», — усмехнулся я и уселся возле блюда. А картошечка и впрямь удалась. Пропитанная салом, она буквально таяла во рту, а хрустящие шкварки были особым удовольствием. Жаровня опустела в считанные минуты, Колян даже свою порцию не доел, пожертвовав ее участковому, за что не получил даже спасибо. Впрочем, я его тоже не удостоился. Утолив голод, Заварзин вернулся в кресло и развалился в нем, вытянув ноги. «Все», — выдохнул он, — «не кантовать, при пожаре выносить первым». «Тюлень!» — Колян тут же наградил его почетным званием. «Ой!» — вяло отмахнулся Олег. «Ты меня хоть хреном назови, только облизывай почаще». «Пожрал?» Уперев руки в бока, я навис над бывшим одноклассником. «Да что опять не так-то?» — недовольно покосился на меня он. «Жопу поднимай, пойдем следы заметать». «В смысле?» «В прямом. Мы здесь жратвой на весь район навоняли. Или ты хочешь, чтобы после заката к нам гости явились?» «А че я-то сразу? Вон Колян пусть идет, он помоложе». «Олежа, не надо меня нервировать, ладно? Я и без того на взводе». «Пфуф!» — шумом выдохнул он. «Да ты дохлого достанешь. Че делать-то?» «Хватай вон ту канистру и вдоль рядов, разбрызгивай содержимое. Ты пойдешь влево, а я вправо». «А чего там?» «Солярка. Много не лей, просто на ворота и стены побрызгай. Она должна все посторонние запахи отбить». «Да понял я, не дурак». Мы выбрались наружу. И Олег первым делом плеснул на стену прямо из канистры, вылив не меньше пол-литра. «Ты это специально, что ли?» Тут же завелся я. «Я же тебе специально кисточку дал». «Да я-то откуда знаю, за каким хреном ты мне ее всучил?» — попытался оправдаться он. «Сам же сказал. На стены побрызгать». «Ну не так же. Кисточку смочи, ей брызгай». «Молитву до кучи прочитать?» — сострил он. «Голову для начала включи», — отмахнулся я и взялся за дело. Может, оно и не так плохо, что Заварзин залил соляркой всю стену прямо у нашей берлоги. Вонище теперь стоит знатное. Даже намека на запах еды не осталось.
Управились мы минут за 10, и теперь весь ряд гаражей благоухал дизельным топливом, как ему и положено. Надеюсь, это поможет отвести от нас тварей. Как ни крути, а рисковали мы сильно, оставаясь в черте города даже под защитой железных ворот. В случае необходимости эти ублюдки смогут без труда проникнуть к нам через крышу, да и сами ворота можно выдернуть, используя машину или трактор. «А чё не бензином?» — спросил Заварзин, когда мы закончили и вернулись обратно, воняя как комбайнеры. «От него вонище вообще будь здоров. Бензин быстро выветрится. Соляра в этом плане фонит дольше». «Голова!» — похвалил меня за находчивость он. «Слушай, я чего спросить хотел?» Наконец-то завел я интересующий меня разговор. Мне, конечно, никто не мешал начать его раньше, но сытый человек становится добрее и отзывчивее. «А где у вас в ментовке оружие хранится?» «В оружейке, ясен пень», — неопределенно ответил Олег. «А оружейка это где?» «Тебе зачем?» — с подозрением покосился на меня участковый. «Блин, догадайся с 80 попыток!» — не выдержал Колян, который опять развалился в салоне на заднем диване. Нет, пацаны, там так просто не получится. Во-первых, оружейка находится за железной дверью, под замком и круглосуточным наблюдением дежурного. Мимо него вам ни за что не пройти». «Олег, ты нормальный? Нет?» Я в очередной раз засомневался в его умственных способностях. «Какой еще нахрен дежурный?» «Ну да», — смутился Заварзин. «В любом случае там все под замком. Но это еще не все. Оружие внутри не лежит на полках, как в кино. Там все поделено на ячейки, как в банковском хранилище. Оружие выдает под роспись дежурный. У него все ключи. А запасных нет?» «Да!» — чуть не подскочил он. «У всех подряд дубликаты имеются. Иногда мы их даже прохожим раздаем. Брак, ну что за тупые вопросы?» «Ну, может, их вскрыть как-то получится». «Может, и получится», — пожал плечами Олег. «Если у тебя найдется генератор и болгарка». «С этим проблем нет». Я кивнул на волшебный стеллаж. «Есть большая, а маленьких даже 2. Генератор тоже имеется». «Вот ты заряженный!» — хмыкнул Заварзин. «Шумно ведь будет». «И чё?» — резонно заметил я. «Да так-то пофигу». Он задумчиво почесал подбородок. «Просто у меня есть идея получше. Жги». «Я же участковый, и в мои обязанности много чего входит. Например, проверять охотников на предмет правильного хранения инвентаря с последующим выписыванием штрафов в случае нарушения». «Или хапанье взяток», — добавил Колян. «А ты варежку захлопни», — вернул ему Олег. «Много ты в жизни понимаешь». «Да уж побольше некоторых». «Слышь, ты чё такой дерзкий-то, а? А ты меня арестуй». «Заткнулись оба!» — рявкнул я. «А ты давай ближе к делу». «Да я вроде и так все сказал. Я же все адреса наизусть знаю. Часто с проверками хожу». «За взятками», — поправил его Колян. «Коль, завались уже. Сам ведь провоцируешь». «Ой, да идите вы оба», — буркнул брат и зашуршал, переворачиваясь на живот. «Я спать». «Я бы тоже покемарил», — с надеждой посмотрел на меня участковый. «Так, вас обоих касается», — я пнул по ногам брата. «Ты слышишь там, нет?» «Ну чего тебе еще?» — он выглянул из машины. «Ссать и срать вот в это ведро». Я продемонстрировал оцинкованный инвентарь. «Поставлю вот здесь, в дальнем углу. Здесь оставлю фонарик, чтобы вы ночью башку себе не разбили. Лампу ночью не зажигать. Как поняли?» «Так точно, товарищ генерал», — козырнул Заварзин. Колян обошелся молчаливым кивком. «Ты таблетки выпил?» — спросил его я. «Угу», — ответил брат. «Чувствуешь себя как?» «Пока бейсбол работает терпимо». «Вылезай. Тебя нужно нормально перевязать и все обработать». Колян послушно выбрался из машины и уселся на табурет. Я снял с его шеи грязное полотенце. Оно присохло к ране, и та сразу закровоточила, когда я ее побеспокоил. Оторвав кусок чистой старой простыни, которые лежали в коробке в качестве ветоши, я смочил лоскут водой и принялся смывать засохшую кровь и грязь с раны. «Ни хрена себе!» — прокомментировал Заварзин. «Ты теперь из нас самый красивый!» «Иди в жопу!» — огрызнулся брат и продемонстрировал участковому средний палец. «Да я подбодрить хотел!» — оскорбился Олег и снова развалился в кресле. «Шрам и вправду останется знатный, а они мужчину красят». «Могу тебе такой же сделать, если хочешь». «Да чё вы цепляетесь друг к другу, как дети малые?» — буркнул я. «Чтобы на тебя не срываться», — с ухмылкой ответил брат. «У тебя здесь зеркало есть?» «А ты слепой!» Я покосился на верстак, на котором стояло круглое зеркало, притом с эффектом увеличения на одной из сторон. «Дай посмотреть». «Ща». Я поднялся и передал его брату. Тот долго рассматривал уродливый кривой порез на шее, а затем поморщился и тяжело вздохнул. «Можно зашить», — предложил я.
Или суперклеем залепить. Так шрам тоньше будет». «Не, пусть останется», — покачал головой он. «Как напоминание, что никому нельзя доверять». Закончив фразу, Колян выпучил глаза в сторону Заварзина, однозначно намекая, кого он имеет в виду. Я на это лишь поморщился и покрутил пальцами в воздухе, мол, может и нельзя, но хрен с ним. Аккуратно вскрыв пузырек зеленкой, я принялся обрабатывать рану. Колян зашипел. «Подуть?» — спросил я. Заварзин ехидно хмыкнул, лежа в кресле с закрытыми глазами. «Не надо», — тут же отказался брат. «Потерплю». «Мужик», — добавил Олег. Но на сей раз брат предпочел промолчать, хотя и видел, что его так и подрывало отпустить какую-нибудь колкость в ответ. Значит, и впрямь взрослеет. Сложив из бинта плотный тампон, я прижал его к ране и замотал остатком. Край закрепил пластырем, чтобы не вязать узлов, которые вряд ли удержат повязку и скорее будут только мешать. «Все, иди спать». «А ты?» — спросил Колян. «А я устроюсь лучше вас обоих», — хмыкнул я и снова полез на верхнюю полку, откуда выудил старинную раскладушку. «Мажор», — прокомментировал Заварзин, подсматривая за мной одним глазом. «А ты не завидуй. У тебя, кстати, кресло раскладывается». «Серьезно?» — тут же подорвался он. «А че ты молчал-то? Видишь же, что я страдаю». «Тебе полезно», — усмехнулся я и разложил спальное место. «Гараж у меня большой. Специально такой купил, чтобы было где развернуться. Ремонт машин — дело такое, иной раз приличный размах кувалды требуется. А сейчас вот опять пришлось как нельзя кстати. В качестве подушки я бросил под голову старую куртку, вывернув ее наизнанку, чтобы лежать на чистом. И не успел даже как следует угнездиться, как моментально заснул. На этот раз пробуждение было безопасным, хоть и приятным его не назовешь. Кто-то настойчиво молотил в нашу дверь и умолял пустить его внутрь. Судя по голосу, это была девчонка. Заварзин боролся с Коляном у двери, и было неясно, кто из них зачинщик драки, а главное, почему. Я, конечно, догадывался, что кто-то из них собирался открыть дверь, а другой не позволял. Пришлось срочно вмешиваться. Хотя их возня и не производила сильного шума, но все же могла привлечь ненужное внимание. А стук в ворота, сопровождаемый мольбами о помощи, даже не думал прекращаться. Мне даже стало любопытно, почему она выбрала именно мой гараж, из чего вдруг уверена, что внутри кто-то есть. Накинув борцам по увесистому подзатыльнику, я приник к скважине, чтобы рассмотреть гостью. На вид это была обыкновенная девушка, скорее всего, легкого поведения. Такие часто терлись у складов в надежде поймать клиента-дальнобойщика с тугим кошельком. И да, кажется, я ее здесь уже видел. Видок у нее сейчас еще тот, но в целом очень даже миленькая. Если не брать в расчет прошлые заслуги, я бы с такой даже повстречался. «Ты что делаешь?» — зашипел Колян, глядя на то, как я потянулся к задвижке. «Да она сейчас сюда весь район приведет», — ответил я. «К тому же на улице еще светло, а значит, она нормальная». «Как она нас нашла вообще?» — озвучил мой вопрос Заварзин. «Вот заодно и выясним», — ответил я, открывая калитку. Девушка влетела внутрь, едва не сбив меня с ног, и тут же шмыгнула в дальний угол, где уселась, сжавшись в комок. Заперевшись, я снова зажег керосиновую лампу и уставился на гостью. «Ты кто?» — спросил я. «Катя», — представилась она. «Откуда ты узнала, что здесь кто-то есть?» «Я не знала», — выдала она странный ответ, а затем поправилась. «В смысле? Точно не знала, надеялась. А вы кто?» «Я Гена. Это Олег. И Колян». «Ясно. А почему здесь вы?» «Что-то я тебя не понимаю», — усмехнулся Олег. «Ты нам не рада, что ли? Тогда зачем стучалась?» «Да нет», — помотала головой она. «Я не это имела в виду. А где тот? Другой?» «Кто-нибудь вызовите пояснительную бригаду», — в тон участковому произнес Колян. «Да подождите вы», — осадил обоих я и уставился на гостью. «Ты здесь уже была?» «Ага. Здесь до вас другой мужик прятался, узбек или таджик, я в них не разбираюсь. Он склад овощной через дорогу держит. С ним молодой парень был и женщина. Они позволили мне здесь заночевать, а утром выгнали. Я не знаю, куда мне идти, они повсюду». Девушка вдруг разревелась, заставляя 3 здоровых мужиков поплыть. Есть в женских слезах какая-то сила, которая напрочь разоружает даже самого закоренелого мужлана. При этом еще и заставляет чувствовать себя растерянным, будто это я виноват в том, что она сейчас плачет. Колян сдался первым и выдал совсем уж нелепую фразу. «Ты это...» — буркнул он. «Вообще-то возле нашего туалета сидишь». «Ха!» — не выдержал и усмехнулся Заварзин. «Ты прям герой-спаситель». «Кстати, а кто из вас собирался дверь открыть?» — покосился на них я. «Ну, я», — тут же признался участковый. «И чё?» «Щелк!» —
Раздался удар, и бывший одноклассник осыпался на пол. А я склонился над ним, схватил на отворот и еще дважды добавил ему кулаком в рожу. «За что?» — возмутился он, пытаясь отползти, но машина позади не позволила. «Ты чё, совсем псих?» Я вроде ясно дал понять, что без моего участия в моем гараже ничего не происходит. Я угрожающе занес руку для очередного удара, и Заварзин весь сжался, прикрывая лицо руками. «Да хорош уже! Я все понял!» — взвизгнул он. Странно, но наше поведение успокаивающе подействовало на нашу новую соседку. Катя все еще хлюпала носом, но плакать уже прекратила, с любопытством посматривая на меня. Кажется, я ей понравился, а может, в ее тупой и симпатичной головке созрел другой план — охмурить меня, как вожака стаи, и таким образом проникнуть в нашу компанию. «Так, слушай меня внимательно», — строгим голосом произнес я. «Касается всех. Сидим тихо, как мыши. Если еще раз кто-нибудь попытается без моего ведома что-то отчебучить, пеняйте на себя. Ты меня услышал?» Я наклонился к Заварзину. «Ты мне теперь что, до конца дня это будешь припоминать?» — пробормотал он. «Не уловил ответа», — добавил я, в том числе и пинка. «Да понял, я понял, хорош уже!» — крикнул он. «И теперь базар убили? И чтоб до утра не отсвечивать», — добавил я и вернулся на раскладушку. Сон уже не шел. Девушка снова начала всхлипывать, а Заварзин скрипеть креслом в попытке найти удобную позу. «Потише можно?» — добавил я в темноту. «А ты кончай реветь. Если нас здесь обнаружат, подохнем все». Гараж погрузился в тишину, от которой даже в ушах загудело. Мир вокруг вообще сделался очень тихим. По крайней мере, днем. Ночью все изменилось до неузнаваемости. Мимо нас постоянно проезжали машины, а где-то вдалеке короткими очередями работал автомат. Вскоре к нему присоединилось и другое оружие, громкие хлопки которого разносились по округе. А затем грохнуло так, что с крыши на рожу пыль полетела, и грохот оружия слился в единую канонаду, будто совсем рядом проходила линия фронта. Бой был нешуточный. Продлился он около часа, и все это время периодически что-то взрывалось, заставляя нас вжимать головы в плечи. Слава богу, у Кати хватило мозгов не вскрикивать каждый раз, когда это случалось. Она свернулась калачиком на старом матрасе, который я бросил для нее на единственно свободном пятачке у оцинкованного ведра, предназначенного для туалета. Девушку трясло от страха, но она стоически терпела и даже больше не плакала. Глава 9. Мародеры. Проснулся я раньше всех. Сквозь небольшие щели в темное нутро гаража проникали тонкие лучики света. Без каких-либо мыслей я лежал, рассматривая причудливое движение пыли. Подниматься не хотелось. Но еще больше не хотелось подыхать, а именно это нам светит, если не возьмемся за ум. Покинув раскладушку, я направился к воротам. Распахнул калитку и выскочил на улицу. Отойдя подальше, чтобы не разводить сортир у нашей берлоги, опорожнил мочевой пузырь и осмотрелся. Вокруг было тихо, словно вчерашней ночью никто не стрелял и не летал мимо нас на машинах. А я вдруг задумался. Почему сейчас? Какой смысл нападать на человечество в пик активности дневного времени суток? Ну сколько сейчас длится ночь? Часов 6 максимум. Не самое умное решение, но они почему-то поступили именно так. Или я чего-то не понимаю, и в этом шаге есть логика и здравый смысл. За спиной раздался какой-то шорох. Я обернулся, и прежде чем успел что-либо сказать, Олег оттянул штаны и зажурчал прямо на наши ворота. И к делу подошел очень тщательно, распределяя мочу на максимально возможную площадь. Даже пару раз на носочки встал, чтобы подкинуть струю повыше. «Олень!» — буркнул я, проходя мимо. «Чего?» — протянул он, не понимая, за что ему снова досталось. «Ну, у тебя ум. Есть? Нет?» — продолжил я, когда он вернулся в гараж. «Ты еще кучу навали прямо у калитки. Ну или сразу на воротах напиши, что мы здесь». «Ой!» — смутился Заварзин. «Это я как-то не подумал». «Потому что ты дебил!» — добавил Колян из машины. Слышь, хорош уже! В натуре достал кукарекать!» Брат выбрался из салона и, молча пройдя мимо с кривой ухмылкой, вышел на улицу. Катя тоже проснулась, но на утренний туалет не спешила. Уселась на матрасе, поджав колени к подбородку, и наблюдала за нашими действиями. Я залил воду в походный чайник объемом всего 1,5 литра и запустил газовую горелку. Вода вскипела быстро. Пошарив по гаражу, я собрал в одну кучу все кружки и поставил рядом с ними банку кофе и упаковку пакетированного чая. Ухаживать за всеми у меня в планах не было.
а потому я навел себе кофе и снова выбрался на улицу, сунув в рот сигарету. Курить хотелось просто невыносимо, но я всячески себя сдерживал, чтобы не вонять табаком. Сейчас бояться нечего, да и некого, а потому можно насладиться утренней дозой никотина. «Дай сигарету», — выбрался следом Заварзин. «Далеко адреса находятся?» — спросил я, протягивая ему пачку. «Какие?» — не понял вопроса он. «Ну, охотников этих, которых ты проверял». «А, ты об этом. Да я тебе на бумажке запишу». «Олег...» Я внимательно посмотрел на участкового. «Ты вообще как? Нормальный, нет?» «Да чё ты меня кошмаришь-то постоянно? Не тупи, какие бумажки, ёпт! Я что, один здесь все делать должен?» «Да я-то откуда знаю, что у тебя в голове?» Нашел оправдание он. «Может, ты меня брать с собой не хочешь?» «Не в этот раз. Нам нужно стволами разжиться. И серебром». «А серебром-то нахрена?» «Оно их убивает». «Серьезно?» «Ну ты сам как думаешь?» «Мальчики, а можно мне пописать?» — прервала нашу беседу Катя, которая скромно выглянула из гаража. «Да ссы, не ссы!» — выдал Заварзин и заржал, будто это шутка года, не меньше. «Вон туда пройди, там норка будет между гаражами и кустарником». Махнул рукой я. «Только под ноги. Внимательно смотри». «Угу», — кивнула девушка и побрела в указанном направлении. «А с ней что делать будем?» — спросил Олег, когда Катя удалилась. «В смысле?» Теперь не понял вопроса я. «Да она же балласт», — пояснил Заварзин. «Чуть какой кипиш начнется, она же нас всех спалит». «А ты у нас прям самый полезный член общины», — донеслось из гаража. «Слышь, он че меня провоцирует постоянно?» — уставился на меня Олег. «Я ведь ему рано или поздно в торец дам». «Внимания не обращай, он сам от тебя отстанет», — отмахнулся я. «Так что по серебру скажешь?» «Я тебе че, ювелир?» — пожал плечами Олег. «Ну, может, знаешь кого. Ломбард какой-нибудь, где ворованные принимают. Или частника, может». «Ты сериалов ментовских обсмотрелся?» — хмыкнул участковый. «У нас все ломбарды легальные на базе магазинов. Если их еще не обнесли, можно пошарить. Да даже если обнесли, люди в первую очередь золото выносить кинутся. Так что шансы есть». «Как вариант». Я задумчиво почесал подбородок. «На обратном пути проверим, что там к чему». «Колян!» «Чё?» — прозвучал ответ у самого уха. Оказывается, брат уже давно стоял в проеме, слушая наш разговор. «Останешься на хозяйстве». «Я с вами пойду», — отрезал он. «А за ней кто присмотрит?» Кивнул я на Катю, которая появилась из-за поворота. «Если за ней пригляд нужен, значит, Олег прав». «Устами младенца!» Заварзин тут же ухватился за поддержку. «Валить ее надо». «Вы это мне делать предлагаете?» Я поочередно посмотрел на обоих. «Ну, я могу и сам решить», — проявил инициативу Олег. «Просто ты вчера сам орал, чтобы без тебя ничего не делали». «Нет», — покачал головой я. «Так нельзя». Проходя мимо нас, Катя вся сжалась, будто поняла, что мы обсуждали ценность ее жизни. Она вернулась на место и снова уселась на матрасе, сжавшись в комок. «Кэт!» — позвал девушку я, отчего она вздрогнула, но покорно поднялась и подошла, глядя при этом в пол. «Нам отъехать нужно. Останешься на хозяйстве». «Хорошо», — тихо ответила она. «Пожрать приготовить сможешь?» «Да». «Вот и хорошо. Наведи здесь порядок, чтобы под ногами ничего не валялось. И займись обедом. Калитку закроешь на засов, никому не открывай. Как бы тебя об этом ни просили. Когда вернемся, постучим вот так». Я показал ей условный сигнал. «Как поняла?» «Я все сделаю». Она с надеждой посмотрела на меня. «Только не выгоняйте меня, пожалуйста». «Да мы и не собирались», — хмыкнул я. «Все, 10 минут на сборы». Закончив раздавать команды, я вернулся в гараж, подхватил рулон туалетной бумаги и двинулся к кустам, в который недавно отправил Катю. Кофе и сигареты действуют на кишечник магическим образом, а когда вернулся, Колян с Олегом даже позы не изменили. «Вы чё замерзли-то?» — возмутился я. «Собирайтесь!» «Да мы вроде собраны», — с ухмылкой ответил Олег. «Господи, да что вы такие тупорылые! Канистры взяли, пожрать положили, лекарства, жгуты, бинты». «А-а-а!» — протянул Заварзин. «Ты об этом?» «Да, об этом!» — рявкнул я и ответил ему пинка. «Шевели копытами! И ты!» Схватив Коляна за плечи, я затолкал его в гараж и тоже добавил коленом под зад для скорости. Два дебила, ёпт! Без дела я тоже не сидел. «Мерседес» трогать не стал, пусть пока стоит. А вот «шестерка» отлично подойдет под наши планы. Она здесь всю ночь простояла, и никто на нее даже внимания не обратил, как раз то, что нам сейчас нужно. Осмотрев тачку, я распахнул багажник и начал выбрасывать из нее все барахло. Не пожалел и новенький сабвуфер, который оказался даже не подключен.
Видимо, хозяин еще не успел заняться его установкой. А может, и не собирался, теперь уже не узнать. Олег с Коляном подтянули ко мне канистры, снова заставляя меня нервничать. Но что-то им объяснять не было силы желания. Я просто перелил солярку из 2 полупустых емкостей в одну и велел оттащить ее обратно. Заодно заставил их собрать все опустевшие пластиковые бутылки из-под воды, которые тоже закинул в багажник. Вот теперь мы были готовы к поездке, хотя меня не покидало чувство, будто я что-то упустил. Дошло до меня в тот момент, когда я сел за руль и сунулся в бардачок, чтобы бросить в него сигареты. «Я ща!» — буркнул я и метнулся в гараж. Пришлось уже стучаться, но на мой грохот ногой в створку никто не реагировал. Катя оказалась умной девочкой, и пока я не подал условный сигнал, калитка так и оставалась запертой. «Молодец!» — похвалил девушку я и нырнул в салон «Мерседеса». В бардачке обнаружился ТТ с 2 полными магазинами. Не бог весть что, но на ближней дистанции пригодится. Да и патроны у него убойные, уж точно лучше, чем у Макара. Метров с 15 я с него без вопросов весь магазин в голову уложу. Дальше уже будут сложности. Эх, к нему бы боеприпас с серебряными пулями. Да где же его взять? «Откуда дровишки?» Увидев оружие, поинтересовался участковый. «Ого, да здесь еще и номера спилены». «Это не мой». «А закону пофигу». «Все, хавальник, прикрой. Закон. Хренов. Куда ехать?» «Смотри», — приподнялся на заднем сиденье Олег. «Я предлагаю с новостройки начать. Там самая дальняя точка. А от нее уже будем постепенно сюда двигаться». «Ну вот», — похвалил я. «Можешь ведь, когда захочешь». Выудив провода из-под панели, я снова скрутил их, запуская питание, и замкнул на стартер. Пару минут посидел, дожидаясь, когда выровняются обороты, и, убрав подсос, включил первую передачу. До новостроек долетели за считанные минуты. Дороги свободные, ни пешеходов, ни других машин, да и ментов бояться не надо. Мы подкатили прямо к подъезду и отправились грабить опустевшие квартиры. И начали прямо с 1-го этажа. Двери попроще вскрывали при помощи гвоздодера и молотка. Я попросту вбивал первый в щель притвора и выламывал замки. Но такой номер срабатывал только с хилыми китайскими дверями, сделанными практически из фольги. А вот серьезные полотна таким образом взять не получалось. Ну и, само собой, нужная квартира как раз была забрана именно такой, чуть ли не сейфовой дверью. «Ну, отлично, ёпт!» Заварзин прямым ударом ноги припечатал в створку. «А здесь как раз натуральный клондайк, даже нарезной ствол с оптикой есть». «Толку-то от него», — поморщился я. «Нам сейчас чего попроще надо, чтоб с серебром патроны начинить». «Тогда на пески погнали. Оттуда в аулы сразу проедем». «Поехали», — согласился я и позвал брата. «Колян, ты где там пропал?» «Идите сюда, быстрее!» — донеслось откуда-то сверху. «Твою мать!» — выдохнул я. «Сказал же, не расходимся!» Галопом перепрыгивая сразу через 2 ступеньки, я влетел на 4-й этаж и ворвался в квартиру, дверь которой оказалась открытой. Колян обнаружился в прихожей. Напротив, в охотничьей позе стояла девочка лет 6. Зубы оскалены, глаза налиты кровью. Вот только сделать она ничего не могла. Ей мешал солнечный свет, падающий из кухонного окна. Он очерчивал четкую границу, которая мелкая тварь не решалась перешагнуть. Да и толку бы от этого не было, потому как дальше темнота заканчивалась. Но будь в подъезде полумрак, она бы непременно набросилась на Коляна. «Уходим». Я дернул брата за рукав. «А с ней что?» «Понятия не имею», — ответил я. «Это не наша проблема». «Думаешь, она хотела стать такой?» «Да какая разница? И что, мы ее вот так оставим? Предлагаешь ее убить? У тебя же есть кастет, как и у тебя». «Я не смогу». «Коль, иди в жопу, я не стану убивать ребенка». «Что тут «Эх, ты ж ешки-матрешки!» — заорал Олег, вытянув табельный, без лишних вопросов, закатал мелкой пулю прямо в лоб. Девочка рухнула на пол, словно ее резко отключили от питания. Кровавое месиво, которое вылетело из ее затылка медленно, словно клубничное варенье, стекало по двери за ее спиной. Колян побледнел, но рвотный позыв все-таки удержал, а участковый сунул ствол в кобуру. При этом на его лице не отобразилось никаких эмоций, в то время как мы не могли отвести взгляда от страшной картины. «Уходим», — толкнул брата я и первым начал спускаться по лестнице. На душе скреблись кошки, притом не для того, чтобы вырваться наружу, а с целью закопать поглубже дерьмо. Голова кружилась от адреналина, во рту пересохло, а руки потряхивало. Я всячески боролся с желанием завалить Заварзина, несмотря на то, что поступил он все-таки верно. А когда мы уже добрались до выхода, подъезд вдруг наполнился душераздирающим визгом, полным гнева и злобы. От этого крика по спине пробежали огромные мурашки, а руки затряслись еще сильнее. Мы забрались в машину и некоторое время молча сидели, глядя в никуда.
В голове просто не укладывалось увиденное и услышанное. Это казалось чем-то нереальным, словно мы находимся в кошмарном сне. Однако я нашел в себе силы и взял себя в руки. Время шло, а мы все еще были ни с чем. Немного еды и воды не в счет. Этот район в народе называли Пески, потому что нормального грунта здесь отродясь не было. Владельцы огородов что только не предпринимали, чтобы заполучить хоть какой-то плодородный слой. Но привозная земля растворялась без следа через пару лет, словно это место проклято. По этой причине дома здесь продавались значительно дешевле, что и стало приманкой для жителей столицы со средним кошельком. На огород им было наплевать, так как за ним все равно некогда присматривать. А вот поставить баню, беседку и мангал для наслаждения природой под шашлычок — милое дело. Именно у такого двухэтажного особняка и попросил остановиться Заварзин. Его даже толком достроить не успели. Возле забора две кучи, одна из которых песок, заросший травой за ненадобностью. Внутренний двор заложен тротуарной плиткой. Ну и в целом все выглядит достойно и чистенько. Дверь, ведущая в дом, под стать той, что не пустила нас в квартиру охотника. Вот только здесь мы над ней голову не чесали. И проделали себе запасной вход с помощью кирпича, остатки которого обнаружились на поддоне возле гаража. Пара досок легла в основу трапа, по которому мы без проблем забрались внутрь. В доме пахло свежим ремонтом. У входа были сложены мешки со шпатлевкой, грязные ведра и инструмент. Я даже засмотрелся на перфоратор, о покупке которого задумывался уже вторую неделю, так как мой окончательно сдох. Но, здраво рассудив, оставил эту затею. Сейчас он мне нужен, как собаке пятая нога. «Ну и?» Я посмотрел на Заварзина. «Куда дальше?» «В подвал», — прошепел он, указав на дверь под лестницей. Не знаю почему, но говорили мы шепотом. И нам было плевать, что еще несколько секунд назад кирпич, влетевший в окно, наделал достаточно шума, оповещая всю округу о нашем незаконном проникновении в частную собственность. Подвал выглядел как полноценный этаж. Даже планировка соответствовала. Длинный коридор с комнатами по обеим сторонам. И в отличие от первого, ремонт здесь был уже закончен. Натяжной потолок практически на 3-метровой высоте, приличные двери, облицовка стен под натуральный камень. Даже завидно немного стало. Мне на такую отделку нужно не 1 год пахать, и это при том, что мои доходы гораздо выше среднестатистической зарплаты по городу. Были. «Вот та дверь в конце коридора», — указал Олег и первым направился к ней. Опустив ручку, он ехидно ощерился, потому как та оказалась не запертой. «Та-дам!» — даже озвучил он. «Добро пожаловать в Клондайк!» А здесь действительно было чем потешить даже самого искушенного охотника. 2 гладкоствольных 5-зарядных ружья, вепрь, тоже под 12-й калибр, и нарезной карабин «Сайга» с оптическим прицелом. Хлипкий ящик, в котором все это хранилось, открылся без труда, предоставляя нам доступ к арсеналу. В целом, на этом можно было смело заканчивать поиски. Тем более, что с патронами тоже был полный порядок. Имелся даже полноценный набор для их перезарядки. 2 банки пороха, специальные картриджи для дроби или картечи. А вот пустых гильз и капсулей отыскать не получилось. То ли хозяин их все уже истратил, то ли еще не успел приобрести. Но и перебрать заводские особого труда не составит. Мы навьючились как ослики. Ведь помимо основного оружейного скарба, здесь обнаружилось несколько комплектов одежды, удобная обувь, палатка, спальники и многое другое снаряжение для комфортного отдыха на лоне природы. Больше всего порадовала походная плита с возможностью подключения к газовому баллону. Плюс ко всему она могла работать от небольших, так сказать, карманных баллончиков по типу тех, в каких продается аэрозольная краска. Колян шел первым. Следом за ним Заварзин. Замыкающим двигался я. Участковый еще в кладовой набил патронами один из дробовиков. На мои замечания он лишь отмахнулся, мол, безопасность превыше всего. На его плече болтался рюкзак до отказа, заполненный сухими пайками. В руке спортивная сумка с патронами и остальными прибабахами для их снаряжения. Колян пер палатку и еще 2 ствола, в том числе вепрь. Плюс походную плиту, баллончики с газом и целую упаковку тушенки. Я вооружился карабином с оптическим прицелом. Взял спальные мешки и набор посуды для кемпинга, аккуратно уложенный в специальный чемодан. Хотел еще складные стулья прихватить, но тащить их уже было неудобно. Я и без них сомневался, сможем ли мы все это утрамбовать в 6. Колян уже ступил на лестницу, ведущую на 1-й этаж, когда за его спиной распахнулась дверь. Выродок выскочил в коридор, оказавшись точно между моим братом и Заварзиным. Дальнейшие события развивались столь стремительно, что я не успел даже сообразить, не то что отреагировать.
Мужик бросился на Олега и повалил его на пол. Участковый, который в этот момент держал руки на ружье, с его помощью успел заблокировать нападавшего. Он оттянул его от себя, не оставляя возможности для укуса. Но драться с мужиком — это не то же самое, что с девчонкой. Точный удар по печени заставил Заварзина скрючиться от боли, а ублюдок тут же навалился на него и уже был готов впиться в шею. Я подоспел в самый последний момент и с жестким ударом ногой в лицо сбил измененного с Олега. Колян, вместо того, чтобы убежать, тоже ввязался в драку. Сбросив с себя поклажу, он перехватил вепрь на манер лопаты и с размаха впечатал хозяину дома прикладом в затылок. Мужик обмяк, а мы с облегчением выдохнули. Однако пауза продлилась недолго. Заварзин склонился над телом, чтобы проверить пульс, за что и поплатился, заработав локтем в челюсть. Олега повело, и он плюхнулся задом на пол, вращая осоловевшими глазами. А урод подорвался с пола прямо из положения жим лежа и набросился на Коляна. Они вместе полетели на ступени, и брат принял на себя всю энергию от падения двух тел. В этот момент Заварзин отошел от оплеухи и не придумал ничего лучшего, чем схватиться за ружье, которое все еще висело на его шее. Я даже дернуться не успел, как прогремел выстрел. Картечь без труда пробила тело хозяина дома и вышла через грудь. Выстрел производился практически в упор, и энергии заряда хватило, чтобы проникнуть в тело моего брата. Измененный забился в агонии и застучал по полу ногами. А брат уставился на меня из-под его тела испуганным, ничего не понимающим взглядом. Открыв рот, он попытался сделать вдох, но вместо этого лишь захрипел, а на его губах появилась кровавая пена. «Ты чё сделал-то?» — взревел я и набросился на Заварзина. «Ты чё, падла, сделал?» «Я не хотел...» — только и успел взвизгнуть он, когда мой кулак угодил ему в челюсть. Мир вокруг исчез. В нем остались лишь двое — я и убийца моего брата. И мне было совершенно плевать, что он вооружен. Да я и о своем оружии даже не вспомнил. Я сидел на нем сверху и, словно отбойный молоток, разносил его рожу в кровавое месиво. Даже когда он затих и захрипел, я продолжал бить, ощущая, как рвется кожа на кулаке об осколки, что остались от зубов. Боль не отрезвляла. Скорее, наоборот, усиливала гнев и придавала сил. Я продолжал бить даже тогда, когда грудь участкового перестала вздыматься. Его тело обмякло, превратившись в безвольный кусок мяса, а я все бил и бил, пока он окончательно не перестал походить на человека. Привалившись спиной к стене, я сидел и смотрел в одну точку, совершенно не понимая, что делать дальше. Я даже не мог вспомнить, когда закончил избивать Заварзина. Странно, но угрызений совести по поводу его смерти я почему-то не испытывал. Руки соднили, и боль была единственным, что заставляло чувствовать себя живым, потому что внутри меня все было мертво. Я потерял единственного родного человека и просто не понимал, зачем теперь жить дальше. Из этого состояния меня вывел чей-то кашель. Я даже не сразу понял, что именно слышу. Звук доносился от лестницы, а труп хозяина дома как-то неестественно двигался, будто собирался откатиться в сторону. «Ща я тебя, гнида, оживу!» — прошипел я, натягивая на изорванные, но еще не успевшие опухнуть пальцы серебряный кастет. Глава 10. Плюшки. Меня снова накрыло, хоть и не так, как это было с Заварзиным. Я справедливо полагал, что этот ублюдок точно так же виновен в смерти брата, а потому направился к нему с полной решимостью размозжить ему башку. Бить его на ступенях мне показалось неудобно. И, схватив тело за ногу, я рывком сдернул его вниз. Вот только руку для удара так и не занес. Из-под трупа на меня испуганными глазами смотрел Колян. Впрочем, и я ему не уступал, точно так же вонзив в него взгляд, только удивленный. Когда первичный шок прошел, я уставился на то место, где должна была зиять кровавая рана. И, судя по дыре на Олимпийке, в нее с легкостью прошел бы кулак, однако ее там не обнаружилось. И да, рассмотреть это удалось с трудом, так как вся грудь Коляна была залита кровью. Нет, я обрадовался чуду, но очень хотел понять его природу. С такими дырами в теле не живут. Даже если картечь не задела сердце, она превратила в фарш знатный кусок легкого. И находись здесь настоящая реанимационная бригада, им вряд ли удалось бы спасти ему жизнь. Шансы, конечно, имелись, но около нулевые. А он лежит и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Будто это не из его рта летела кровавая пена. «Как?» Я шагнул ему навстречу. И он тут же подорвался.
рванул вверх по лестнице и замер у двери. «Не подходи!» — закричал Колян. «Не трогай меня!» «Ты как вообще?» — промямлил я какую-то чушь. «Не знаю», — тем не менее ответил брат, до которого тоже начало доходить, что вот так скакать он сейчас не должен. «Я теперь такой же, как они?» «Не думаю», — пожал плечами я. «На тебя свет падает». Брат покосился через плечо на луч солнца, который проникал сквозь неплотно прикрытую дверь, и немного расслабился. Он уселся на ступени и закрыл ладонями лицо. «Я не понимаю», — донесся его приглушенный голос. «Как такое возможно?» «Может, их кровь», — предположил я. «Выходит, это вопрос времени». Он серьезно уставился на меня. «В смысле?» «В прямом, блин!» — рявкнул он. «Хватит уже дурака из себя строить! Все ты прекрасно понимаешь!» «Да ни хрена я не понимаю!» Точно так же сорвался на крик я. «Я думал, что все! Думал, что ты умер!» «А я и умер!» — едва слышно ответил брат. «И знаешь, что самое смешное?» «Что?» «Там нет ни рая, ни ада», — хмыкнул он. «Там вообще ничего нет. Только смерть». «Да насрать мне!» — начал было я, но в итоге отмахнулся и устало опустился на пол. «А с этим что?» — кивнул на Заварзина Колян. «Погиб при исполнении», — хмыкнул я. «Это ты его?» «Нет, блин, сам он себя так». «Да что ты ерничаешь? Я с тобой нормально разговариваю», — возмутился брат. «Защитная реакция, походу», — буркнул я. «Ладно, надо его вскрыть, что ли?» «Кого?» «Меня, ёпт! Коль, ну ты-то чего тормозишь? Этого вон, измененного». «И нахрена?» «А ты на него посмотри». Я кивнул на тело. «Ну и?» «Дохлый он, не видишь, что ли?» «Хочешь понять, от чего?» «Еще как хочу», — ухмыльнулся я. «Патроны-то были обычные, а значит, их все-таки можно убить». «Резонно», — согласился Колян. «Поможешь?» «Разве у меня есть выбор?» «Если не хочешь, можешь снаружи подождать. Шмотки пока в тачку перекидай». «Не, мне тоже интересно», — поморщился брат и спустился вниз. «Блин, а ведь здесь свет есть». «В смысле?» — не понял я, о чем он. «В коромысле», — огрызнулся Колян. «Здесь ни одного окна, светло как днем. Ты не находишь это странным?» «Ёпт!» Даже опешил я и, задрав голову, прищурился, глядя в монтированную в потолок лампу. «Генератора не слышно». «Угу», — кивнул брат и снова рванул вверх по лестнице. «Я ща!» — донеслось с первого этажа. А я так и замер, с ножом в руках, над телом хозяина, прикидывая, с чего бы начать вскрытие. Одна эта мысль вызывала омерзение, но я понимал необходимость этого дела. Как знать, может быть, в будущем это спасет нам жизнь. К тому же, очень хотелось разобраться с природой воскрешения Коляна. Я посмотрел на свои кулаки с содранной кожей на костяшках, да и не только, и присел перед телом на корточки. Окунул палец в кровь и, поднеся к ране, остановился, размышляя о всяких венерических заболеваниях. А затем вспомнил о том, что творится снаружи, и без колебаний мазнул по глубокой царапине. Выждал немного и вытер штанину. «Мда», — скептически буркнул я. «Не то». Глубоко вздохнув, я перевернул тело и немного выровнял его положение. Вся его грудь была перепачкана в крови. Несмотря на сквозную дыру посередине, пол через нее я не видел. Внимание привлек какой-то черный ошметок, и он показался мне странным. Просто в этой части тела нет ничего, что может иметь такой цвет. Не темно-коричневый, уж тем более не багровый, а натурально черный, будто кусочек угля. «Панели!» — с довольной рожей ворвался в подвал Колян. «Чего?» — отстраненно спросил я. «Солнечные панели на крыше!» — уже более понятно ответил он. «Вот откуда электричество. Наверняка здесь и вода есть». «С чего ты взял?» «Ну ты сам подумай, если человек делает себе автономное электроснабжение, что мешает ему пробурить скважину?» «Проверь», — согласился я. «Если вода есть, наполни посуду. И по дому пошарь, может, еще какую тару найдешь». «Ага», — кивнул брат и выскочил за дверь, а затем тут же вернулся обратно. «А с этим что?» «Пока ничего». «Ясно», — буркнул он и опять исчез за дверью. А спустя несколько секунд до меня донесся радостный возглас. «Есть!» «Ну вот и отлично», — пробормотал я. «Одной проблемой меньше». Немного поколебавшись, я все же приступил к вскрытию. Хирургическая точность меня не интересовала, я просто хотел знать причину смерти.
Ну а если по ходу дела пойму, что именно воскресило брата, вообще хорошо. Двигаться я начал от рваной раны. Разрезал одежду и, оторвав от нее большой лоскут, попытался вытереть кровь. Основную вязкую массу, конечно, убрал, но до чистоты оставалось еще очень далеко. Клинок охотничьего ножа без труда разрезал кожу и мышцы, мне даже удалось отделить немного от костей, и в этот момент я сделал первое открытие. Грудная клетка отличалась от человеческой. Нет, по форме она была такой же, но вот ребра, казалось, будто они начали срастаться, превращаясь в сплошную бронированную плиту. Постучав по ним ножом, понял, что с этим инструментом глубже мне не проникнуть. «Колян!» — крикнул я. «Чего?» Тут появился буквально через секунду. «Поищи где-нибудь топор. Может, в гараже есть. Или тесак мясной на кухне». «Тесак есть!» — донеслось из глубины. «А молоток?» Некоторое время висела тишина, затем в проеме появился Колян, который держал в руках все перечисленные мной инструменты, включая топор. «У двери нашел!» «Отлично!» — улыбнулся я и поднялся с пола. Брат подошел ко мне и, протянув орудие для вскрытия, внимательно осмотрел то, что мне удалось освободить от плоти. «Фига себе!» — хмыкнул он. «Мощная грудина!» «Вот и я так подумал», — пробормотал я, примиряясь к топору. Кость удалось проломить только с третьего удара. Но не потому, что она была невероятно крепкой, просто я постепенно наращивал силу, чтобы не испортить ничего внутри. Не повезло. Последний размах оказался слишком мощным, и лезвие топора с чавканьем ушло во внутренние органы. При этом еще и наглухо застряло там. Пришлось даже ногой упереться. Да и то, без раскачивания извлечь орудие не удалось. И я перешел к более гуманному способу. Взял тесак, наставил туда, куда нужно, и приложил по нему молотком. Дело шло медленнее, но гораздо аккуратнее. Колян потоптался немного рядом, но вскоре свинтил наверх набирать воду, оставив меня в гордом одиночестве. Вскоре мне удалось вырубить в ребрах небольшое оконце, сквозь которое я проник внутрь. А когда отодвинул в сторону легкое, многое стало понятно. По крайней мере, причина смерти выродка. Его сердце. Выстрел Заварзина был настолько точным, что оставил от него одни лохмотья. К слову, именно оно имело тот самый глубокий черный цвет. Я снова осторожно подхватил его крохотный кусочек и зачем-то посмотрел на него на просвет. Будто это не плоть, а кусочек бутылочного стекла. Само собой, что таким образом я ничего не увидел, но вот мысли... Я быстро сопоставил то, как и каким образом прошла картечь, и что именно могло попасть в тело Коляна, чтобы залечить его рану. Вариантов было не так уж много. Осколки костей, что вряд ли, кусочки легкого, но к нему я только что прикасался раненой рукой, и ничего особенного не случилось. Либо вот это, черное сердце твари. Да, вполне могла быть еще спинномозговая жидкость из перебитого позвоночника, но если не сработает сердце, доберусь и до нее. Я аккуратно положил черную кроху на рану и принялся ждать. Несколько секунд ничего не происходило. А потом я вдруг почувствовал жжение. Вначале легкое, едва ощутимое, напоминающее зуд от комариного укуса, но спустя еще какое-то время оно стало невыносимым, и я смахнул кусок плоти. Точнее, попытался, вот только он будто врос в меня. Я потряс рукой еще сильнее, попытался сковырнуть его ножом, но быстро отказался от этой затеи. Боль при этом была такой, словно я из себя жилы вытягиваю. Кусочек черного сердца вдруг начал плавиться, распространяясь по ране, а затем меня накрыло. Нет, это была уже не боль. То, что я чувствовал, невозможно описать словами. Меня будто пронзило током, мышцы на мгновение свело, а когда отпустило, внутри заработал атомный реактор. Я вдруг ощутил небывалый приток энергии и нечеловеческой силы. Показалось, что я могу все, даже крушить бетонные стены голыми руками. Эффект продлился недолго, всего пару ударов сердца, но в память этот момент врезался сильно. А когда я снова осмотрел свои руки, то не обнаружил на них и следа от ран, притом на обеих. В том смысле, что вторая рука, которая не прикасалась к черному сердцу, тоже зажила. Вместе с тем пропала усталость, которая к моим 40 годам становится натурально хронической. А сейчас я был готов горы свернуть, пойти или даже побежать куда угодно. Кстати, Колян вел себя именно так. Пока наливалась вода, он уже дважды слетал по лестнице туда и обратно, перетаскивая награбленное добро в машину. А заодно успевал заглянуть мне через плечо и задать какой-нибудь вопрос типа «ну, как дела?» и, не дожидаясь ответа, снова скрывался за дверью. Вот так чудодейственное средство. Я покосился на Заварзина. Поковырявшись в потрохах измененного, отыскал еще один черный ошметок и поднес к его лицу.
но вдруг замер в нерешительности. Пару секунд так и сидел, не понимая, почему сомневаюсь в том, чтобы его воскресить. Человек во мне еще не умер, и я все-таки принял верное решение. Положил кусочек сердца на открытую рану и снова закопался в трупе, чтобы срезать остатки волшебного средства. Как знать, что ждет нас впереди? А такое лекарство от всех болезней может ой как пригодиться. Ковырялся я долго. А когда обернулся, на приятеля никаких изменений не заметил. Он все так же оставался мертвецом. Выходит, нужно, чтобы кровь продолжала циркулировать в теле, только тогда эта хрень сработает. А может, в его случае нужно еще подождать? Я уселся на пол, оперевшись на стену, и принялся рассматривать трофеи, которые уместились в ладони. Пошарив глазами по округе, не придумал ничего лучше, чем срезать лоскут с одежды покойного урода и завернуть кусочки в него. Сунув добро в карман, я поднялся с пола и принялся стягивать оставшийся скарб. Стянул за Варзина дробовик и рюкзак, немного подумал и развязал шнурки на новых ботинках. Нам они нужнее. Затем поправил кусочек сердца на лице и, подхватив вещи, направился к выходу. «Ну, как там?» — снова спросил Колян, увидев меня, навьюченного вещами. «Порядок», — бросил я на ходу и полез в разбитое окно. «Я там вообще-то дверь открыл», — произнес мне в спину брат. «А чё сразу не сказал?» Я вернулся обратно в дом и сменил курс на нормальный выход. «Да ты вроде как не спрашивал. Так что там с этим-то?» «Нормально все», — ответил с улицы я. «Чая». Подойдя к машине, я открыл багажник и матерно выругался. Брат свалил в него вещи кое-как, буквально в одну большую кучу. Пришлось все выбрасывать обратно на улицу, чтобы упаковать как положено. Удалось даже немного свободного пространства выгадать, как раз под баклахи с водой, который Колян уже подтягивал к шестерке. «Ну и чего выяснил?» Он остановился возле меня. «Сердце», — ответил я. Картечь порвала его на ошметке. Оказалось, что для них это смертельно. Кстати, именно они тебя оживили». «Они это кто?» «Ошметки», — пояснил я и продемонстрировал ему свои руки. «Смотри». «И чего с ними?» «Не царапинки». «Ах да, ты же не видел. В общем, я на себе испытал. Раны затянуло. За пару секунд». «Круто! Чё?» Брат почесал переносицу. «А там ничего больше не осталось? Думаю, нам такое средство еще пригодится». «Немного урвал». Я похлопал себя по карману. «Но, боюсь, долго храниться это не сможет». «Может, засолить?» «Как вариант», — пожал плечами я. «Закоптить еще можно. Ну или заморозить». «С последним сейчас туго». «Ладно, по ходу разберемся», — отмахнулся я. «Ты там все закончил?» «Ну, в общем, да», — как-то неуверенно ответил брат. «Договаривай», — покосился на него я. «А с Олегом что?» «Не знаю», — честно признался я. «С ним почему-то не работает. Может, времени чуть больше нужно? А может, потому что он уже мертв?» «Да я вроде тоже...» «У тебя сердце еще билось, когда в тебя куски его сердца попали. А он уже минут 40, как труп». «Ладно», — буркнул Колян и положил ладонь мне на плечо. «Ты, главное, не переживай, что ли?» «Ой, да иди ты в жопу, психолог хренов!» Я скинул с себя руку. «Поехали уже. Нужно на заправку заскочить, канистры наполнить. И здесь бак под пробку залить». «А здесь зачем?» «Что было, Коль? Что было?» Мы забрались в салон. Я привычно скрутил провода, запустил двигатель и потянулся к бардачку за сигаретами. Колян плюхнулся рядом и установил вепрь между ног. «Ты подумал насчет области?» — спросил о наболевшем он. «Да», — ответил я. «Туда мы точно не едем». «Почему?» «Ты ведь слышал, что Олег о добровольцах сказал?» «А тебе типа насрать». «На что?» «На то, что с ними драться нужно. Мы ведь можем помочь, информацию предоставить». «Да, Коль, мне насрать», — раздраженно бросил я. «Там и без нас с тобой разберутся. Думаешь, военные их еще не вскрыли и не проверили, как их лучше убить? Да они наверняка и про сердце уже все знают. А вот на тебя и твою жизнь мне не насрать. Так что извини, ни в какую область мы не едем». «А тебе не кажется, что это как-то неправильно?» «Ты удивишься», — хмыкнул я и, хлопнув дверью, врубил первую передачу. «А как же армия? А что с ней?» «Ну ведь зачем-то ты служил по контракту?» «Затем, что на заводе пахать не хотел. Или в том же супермаркете грузчиком». «То есть ты не патриот?» «Да при чем здесь это вообще?» «При всем», — пожал плечами Колян. «Это же, считай, как Великая Отечественная. На нас напали какие-то твари, и мы должны с ними сражаться». Шумом выдохнул я. «Во-первых, это не какие-то твари. Они были людьми, как я и как ты.
А во-вторых, от нас двоих там ни хрена не изменится. А вдруг? Тебе что, так хочется сдохнуть? Тебе там в подвале мало было? Ну, теперь мы знаем про сердце. Да хоть про жопу! Закричал я. Все, эта тема закрыта. Я не собираюсь отправлять тебя на бойню, понял? Вечно держать меня при себе ты тоже не сможешь. Ой, все! Отмахнулся я и замолчал. Брат тоже насупился и отвернулся к окну. Не знаю. В чем-то он, конечно, был прав. Но, черт возьми, я не хотел подыхать почем зря. А уж рисковать его жизнью собирался в самую последнюю очередь. Мне хватило подвала и тех чувств, которые меня в тот момент накрыли. Испытывать их еще раз я не хотел. Возможно, если бы он погиб, я бы отправился на войну с тварями. Но сейчас нет. И пусть он думает обо мне что угодно. Так, молча, думая каждый о своем, мы добрались до заправки. Уже дважды мы встряли в неприятности, которых могли легко избежать. Будь мы чуточку осторожнее. И последний урок не прошел даром. Поэтому к бензоколонкам мы подъезжать не стали. Остановились чуть заранее и внимательно осмотрелись. Я сразу вспомнил, как действовал Шавкат. Он тоже не лез, сломя голову в самую гущу. И даже зная, где держат сына, произвел предварительную проверку местности. Выяснил, где прячут пленных и как действуют измененные. Сейчас я старался действовать так же, как он. Мы обошли заправку со всех сторон, при этом стараясь не отсвечивать. И только после того, как я убедился в отсутствии внешней опасности, решился подобраться поближе. Теперь уже не пешком, чтобы не таскать канистры. Да и машину я заправить тоже собирался. Оставив Коляна снаружи следить за обстановкой, я вошел внутрь. На руке уже красовался кастет, но и про оружие я не забыл. Тем более, как оказалось, даже обычная свинцовая картечь способна уложить измененного. Ствол у дробовика, конечно, длинноват, но это все же гораздо лучше, чем с голыми руками. В самом помещении было пусто. И не только в плане незваных гостей. Кто-то уже обчистил все полки, оставив лишь какие-то мелочи по типу салонных освежителей и прочего дерьма. Но увидеть врагов я здесь и не ожидал. Слишком светло было в зале для посетителей. А вот подсобка — совсем другое дело. Однако и там я никого не обнаружил. Зато отыскал связку ключей, которую благоразумно прихватил. Электричества не было, а потому колонки никак не реагировали на манипуляции. Да я на это и не рассчитывал, сразу направился к закопанным в землю емкостям, куда сливаются бензовозы. Единственной проблемой было то, как извлечь топливо из них. На помощь пришел пожарный щит, на котором висели 2 ведра в форме конуса. Осталось найти веревку. Я сразу вспомнил про целый моток шнура, что лежал в кладовке столичного охотника. Но почему-то я не счел нужным прихватить его с собой, за что сейчас крыл себя последними словами. «Ты там заклинания, что ли, читаешь?» — спросил Колян, уловив мое невнятное бормотание. «Типа того», — ответил я, направляясь к зданию заправки. «Да что случилось-то?» «Ничего», — отмахнулся я. «Стой на стреме, если кто появится, дай знать и прячься внутрь». «Ты уже говорил, а ты еще послушай». «Псих», — буркнул брат и отвернулся. Я осмотрел полки и, не обнаружив то, что искал, направился в служебные помещения. Ближе к заднему выходу мне, наконец, удалось отыскать то, что нужно. Небольшая железная колба на длинной веревке. Понятия не имею, зачем она здесь, но, судя по запаху, ее как раз использовали, чтобы извлекать топливо из емкостей. Может, таким образом они брали какие-то пробы? В общем, вникать мне в это совсем не хотелось. Я просто срезал веревку и выбрался на улицу. А дальше дело пошло как по маслу. Ключи, которые я обнаружил при первом осмотре, как раз подошли к замкам, закрывающим горловины цистерн. Меня интересовали лишь 2. С надписью красной краской «ДТ» и АИ-92. Можно было и 95-й в жигу залить, но решил, что для карбюраторного движка и этого будет жирно. К тому же владелец наверняка настраивал его работу под топливо подешевле. Нет, проблем, скорее всего, не возникнет, даже если в бак 100-й залить, но исключать их все же не стоит. Слишком уж капризен отечественный автопром. Иногда кажется, что у наших машин действительно есть душа и настроение. Я призвал Коляна на помощь, и вместе мы довольно быстро заполнили канистры. Затем натаскали топливо в бак «Жигулей» и с чувством выполненного долга наконец-то отправились в гараж. Жрать хотелось просто невыносимо. Притом зверский аппетит проснулся практически сразу, как я использовал черное сердце. И это вполне объяснимо логически. Организму нужно откуда-то черпать энергию и материалы, чтобы залечивать раны. Даже не представляю, каково сейчас Коляну, ведь его рана была куда серьезнее моих. Воды он уже выхлебал чуть ли не банку и продолжает прикладываться к бутылке каждые 2 минуты. «Что-то не так», — произнес Колян,
когда вдалеке показалась наша берлога. «Вижу», — буркнул я, глядя на распахнутые настежь ворота. Естественно, я тут же свернул и бросил машину на обочине. Вооружившись, мы скрылись в молоденьком березняке и незаметно подобрались к ровному ряду гаражей. Свой я бы узнал даже с закрытыми глазами, не то что с обратной стороны. Как только мы к нему подобрались, я подпрыгнул и, хватившись за край крыши, подтянулся, чтобы заглянуть в вентиляционное отверстие. «Ну, чё там?» — шепотом спросил Колян. «Хрен знает», — аккуратно спустившись, ответил я. «Не видно ничего и не слышно. Ладно, делаем так, я тебя подсажу, заберешься на крышу. Только тихо, ногами по ней не ходи, лучше проползи. Я обойду с лица и посмотрю, что там. Как буду подходить, брошу какой-нибудь камешек». «Принял», — почти по-военному ответил брат. Мы немного отошли, чтобы вознёй не выдать себя заранее, и я помог брату вскарабкаться на гаражи. Как только его ноги исчезли из вида, я тут же рванул в обход. Некоторое время наблюдал за обстановкой из-за угла, а затем, прижавшись к стене, двинулся к своим воротам. По пути подобрал небольшой камешек, достаточный для того, чтобы подать сигнал, а когда подобрался к своему гаражу, закинул его на крышу. Тот тихонько брякнул по жестяному покрытию, и над головой тут же показался ствол дробовика. Я сунул руку в карман и, растормошив тряпицу, зажал в кулаке один из кусочков черного сердца. Мысленно сосчитал до 3 и выскочил из укрытия, направляя ствол в открытые ворота. «Не дергайся!» — с ухмылкой произнес Заварзин, держа на прицеле связанную по рукам и ногам Катю, еще и с кляпом во рту. «Ну чё, побазарим, дружище?» Глава 11. Без сожалений. Я смотрел на бывшего одноклассника и пытался понять, почему мы так быстро оскотинились. В смысле, все люди. Он же мент. Он клялся защищать таких, как эта девчонка. Нет, я его, конечно, понимаю. Возможно, я бы и сам отреагировал на то, что с ним сделал подобным образом, разве только без сцены с заложником. Черт, что же делать? Выкрутиться без потерь вряд ли получится. Мысли метались в черепушке как бешеные, и сосредоточиться на чем-то конкретном не получалось. Да и возможно ли это? Я впервые в жизни оказался в такой ситуации. Здесь бы и подготовленный человек затупил. Нужно что-то сказать. «Я думал, ты поймешь», — промямлил я какую-то чушь. «Пойму что?» — удивленно вскинул брови Заварзин. «Что ты меня чуть не убил?» «Но ведь ты здесь, живой», — ответил я. «И даже рожа целая». «Только поэтому я сейчас с тобой базарю», — усмехнулся Олег. «Как ты это сделал? Кровь уродов?» «Угу», — коротко кивнул я. «Благодарю», — произнес он и надавил на спуск. Голова Катерины дернулась, и тело девушки сложилось в неестественной позе. Из-за того, что она стояла на коленях, вначале ее спина выгнулась мостиком, а затем тело медленно сползло в сторону, высвобождая ногу, которая почему-то не желала умирать и какое-то время дергалась, будто в припадке. Не знаю почему, но я не мог отвести от нее взгляда. Может, на такую реакцию и рассчитывал бывший участковый. Он сорвался с кресла быстрее, чем я успел хоть как-то отреагировать, и скрылся за откосом. Раздались еще 2 хлопка. А я все еще тупил, не понимая, куда он стреляет. Лишь когда сверху донесся стон, я, наконец, перешел к действию. Мозг мгновенно принял нужное решение, когда события коснулись жизни брата. Я не спецназовец, и в реальных боевых условиях никогда не бывал, даже в качестве зрителя. Вся моя служба в армии сводилась к тому, чтобы летом на плаце была чистота, а зимой снег лежал ровно. На стрельбище, дай бог, магазин по фанерной мишени удавалось выпустить, да и то от силы раз в год, чтобы отчитаться по нормативам. При этом порой было даже неважно, насколько точно летели пули. Говорят, что сейчас все иначе, но в конце 90-х в рядах нашей доблестной царил такой бардак, о котором даже говорить стыдно. Моя атака строилась исключительно на фантазии и точном понимании, где сейчас находится противник. Уж свой гараж я знал, как никто другой. Даже с закрытыми глазами мог указать точное место, где валяется какая-либо железка. Заварзин мог стоять только в одном месте, сразу за полкой, на которой закреплен наждак. И это место не самое удобное для ведения боя. Оно больше похоже на узкую нишу между стеллажом и точильным станком. Ему даже толком не высунуться, чтобы пальнуть по мне из укрытия.
Мысли промелькнули за мгновение, а тело уже действовало. И вроде бежать недалеко, всего каких-то 2 метра, но почему-то все вокруг двигалось, будто в замедленной съемке. Из-за угла плавно показалась рука Заварзина с зажатым в ней пистолетом. Захлопали выстрелы. Но меня на прежнем месте уже не было. А палил он вслепую. Пули со свистом улетели в неизвестном направлении, а я наконец-то пересек порог. Хрен знает, смог бы я повторить этот маневр осознанно? Вряд ли. Сейчас тело действовало само по себе. Разум догонял происходящее уже после того, как оно случилось. Заступив на порог, я спрыгнул и развернулся на 180 градусов. Я видел, как увеличились глаза Олега, когда мое тело показалось в его поле зрения. Как он медленно разворачивал оружие в мою сторону, а затем спину пронзила острая боль от приземления на долбаную треногу, на которой стоял казан. Но даже она дошла до меня после того, как я дважды надавил на спуск. Первый заряд картечи угодил Заварзину в боковую часть живота, вырвав приличный кусок плоти и окатив кровавыми ошметками стену и верстак. Второй пришелся в грудь и оставил там рваную дыру размером с куриное яйцо, а на стене появилось еще одно темное кровавое пятно. Участковый замер, глядя куда-то в пустоту. А затем вдруг выстрелил. Тупая боль пронзила грудь, ощущение было такое, словно меня кувалдой приложили. Легкие сжались, не давая даже выпустить отработанный воздух, что в них уже находился, а на глазах сами собой навернулись слезы. Олег грохнулся рожей в пол и при этом зацепил ящик со смесью болтов и гаек, который с грохотом навернулся. Пистолет выстрелил еще раз и встал на затворную задержку. Что-то хлопнуло следом, поднимая клуб пыли с цементного пола, а я наконец-то смог выдохнуть. Вряд ли я смогу объяснить, почему кусочек черного сердца, который я сжимал в ладони, все это время полетел ко мне в рот. Может, сработали инстинкты, а может, я понял, что оно сработает даже таким образом. Я сомкнул зубы, выдавливая из него вязкую жидкость, от которой мгновенно защипало во рту, будто от острого перца. Ощущения продлились недолго и вскоре сменились приливом энергии и чувством всемогущества. Я подорвался с пола и взревел, словно дикий зверь, почуявший добычу. На секунду запах крови и дерьма, которыми пропитался гараж, показались мне очень аппетитными, но это быстро прошло. Я даже слегка испугался того, что превращаюсь в одного из выродков, а когда волна эмоций сошла, я вспомнил о брате. «Колян!» — крикнул я. «Ты как? Живой?» «Да!» — донесся глухой голос с крыши. «В ногу попал. Болит капец просто. Катя как?» «Никак», — поморщился я, покосившись на труп девушки. «Заварзин тоже готов. Спуститься сможешь?» «Не уверен». «Понял», — ответил я и выскочил на улицу. Про лестницу я даже не вспомнил. Подпрыгнул, уцепился за край крыши и без особых усилий вытянул тело наверх. Эффект от употребления черного сердца продолжал удивлять. Я и в молодые годы с трудом исполнил бы подобный номер, но думать об этом буду после. Брат лежал на спине с бледным лицом. Штанина пропиталась кровью, лужа которой уже успела образоваться на кровле. Я сунул руку в карман и выудил еще один кусочек сердца. Но когда раскрыл ладонь, подставляя его под прямые лучи солнца, он сразу скукожился и задымился. Я даже экспериментировать не стал, понимая, что лекарство безвозвратно испорчено. В кармане остался последний крупный кусок, и с ним я так безответственно поступать не решился. Зажал его в кулаке, будто боясь потерять самую дорогую вещь в мире, и поднес руку к рту Коляна. «Жри!» — выдохнул я. «А что там? Жри, твою мать!» — заорал я ему прямо в лицо. «Или хочешь подохнуть?» Этого хватило, чтобы брат перестал задавать вопросы и, зажмурившись, раззявил хлебало. Я разжал кулак, кусочек черного сердца скользнул Коляну в рот. Он скосомордился еще сильнее, понимая, что именно сейчас приходится жевать. Но как только его накрыл эффект, все сомнения тут же улетучились. Брат подорвался, лихо спрыгнул с крыши и продолжил суетиться внизу. Когда я спустился, застал его возле тела Кати. Он зачем-то прощупывал ей пульс, хотя и без этого было ясно, что она мертва. «Дай!» — протянул руку он. «Ну что ты стоишь? Дай еще!» «Больше нет», — развел руками я. «В смысле?» «В прямом. Я всего 3 кусочка нашел». «Черт!» — выдохнул он и уселся на пол возле пробитого колеса. «Так вот, куда пуля угодила», — пробормотал я. «Что?» — брат отсутствующим взглядом уставился на меня. «Ничего», — отмахнулся я. «Валить нужно». «Куда?» «Без разницы, лишь бы подальше отсюда. Здесь все кровью залито». «Ясно», — отрешенно ответил он. «Прикинь, она нам плова наготовила».
Я покосился на перевернутый казан и, тяжело вздохнув, опустился в кресло, стоявшее чуть в сторонке. «Прости, я ничего не мог сделать», — пробормотал я. «Мог», — помотал головой брат. «Ты мог не тратить сердце на этого козла, и тогда ничего этого не случилось бы». Я не думал, что так получится. «Это тоже понятно. Мы все еще живем, не здесь». «Ты о чем?» «О том, что нам уже пора меняться. Помнишь подвал?» «Угу». «А помнишь, когда мы заметили, что там есть электричество? Наш мозг воспринял освещение как норму, а этого не должно быть. Если бы мы сразу обратили на это внимание, то вначале бы обыскали дом и нашли бы того ублюдка». «И тогда бы не узнали о свойствах черного сердца». «Черного?» «Да, оно реально черное». «Ты прав», — согласился брат. «Все так, как должно быть». Он на секунду замолчал, посмотрел на меня виноватым взглядом, а потом вдруг добавил. «Жрать хочу». Я молча встал и поднял казан. В нем еще оставалось достаточно еды, по крайней мере, для нас двоих. Вилки тоже лежали неподалеку на полотенце. Катя умудрилась их даже помыть, хотя я бы на это воду не тратил. Это точно такая же привычка из прошлого, которой нет места в настоящем. Хотя гигиену сейчас лучше все-таки соблюдать. Нет, черное сердце наверняка справится с любой болячкой, но тратить его на то, чтобы избавиться от диареи, по меньшей мере тупо. Да и нет у нас его больше. Я подхватил казан и выволок его на улицу. Жрать при двух трупах, у одного из которых порваны кишки, было невозможно, как бы мы ни стремились изменить старое мышление. «Надо еще одного завалить», — озвучил мысли я, задумчиво жуя довольно неплохо приготовленный на тушенке плов. «Ты о чем?» «О выродках», — объяснил я. «Нужно убить еще одного и вырезать у него сердце». «И как нам это сделать? Они по одному что-то не ходят». «Заманить в ловушку», — пожал плечами я. «Подготовиться и...» Я хлопнул ладонью по кулаку, жестом объясняя, что мы сделаем с ним дальше. «Там на крыше ты выбросил один кусок», — напомнил брат. «Что с ним было не так?» «Испортился на солнце», — ответил я. «Сразу как только на него попали лучи. Здесь, в тени, с ним все было нормально». «Значит, серебро тоже отпадает», — резонно заметил брат. «Скорее всего», — кивнул я. «Проверим, когда заполучим целое сердце. Нужно еще понять, как его хранить на дистанции». «Засолить — самый верный способ». «Не знаю. А вдруг соль его тоже испортит?» «Значит, будем экспериментировать, пока не добьемся нужного результата». Мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Вначале нужно придумать, как завалить урода, чтобы не испортить сердце. «Пуля в башню», — пожал плечами Колян. «Да, я в курсе, что это их не убивает, но на какое-то время остановит, а там вскрыть и вырезать сердце». «А ты пробовал?» «Что именно?» «Вскрывать их», — усмехнулся я. «Я, чтобы вот такой квадратик в груди пробить». Я изобразил, о каких именно размерах речь. Почти 40 минут потратил. Не напомнишь, сколько было в отключке та девочка, которой Заварзин башку прострелил? 2 минуты. Максимум 3, поморщился Колян. Я понял, не вариант. А если башку отрубить? Ты у меня так спрашиваешь, будто я это знать должен. Да я просто варианты предлагаю. Вряд ли они смогут голову отрастить за 2 минуты. Так-то мысль неплохая, задумался я. Заманить, затем выстрелить в голову, отрубить ее, пока она в отключке, и можно спокойно сердцем заниматься. А там он уже на 100% покойник. «Ладно, темнеть скоро начнет», — добавил я, бросив взгляд на экран телефона. «Валить нужно». «На этом корыте?» — поморщился брат. «Может, лучше на Мерсе? Колесо поменять 2 минуты. Только не говори, что у тебя запаски нет». «Я, по-твоему, кто?» — возмутился я. «Новенькая в багажнике лежит». Я обошел машину и распахнул крышку багажника. Отодвинул остатки припасов, поднял крышку, под которой скрывалась ниша для колеса, и грязно выругался. Ну вот каковы шансы, что пуля, выпущенная в голову девчонки, пробьет череп, кузов и угодит в запасное колесо? «Абзац», — пробормотал Колян, заглядывая мне через плечо. «Бинт уже снять можно», — кивнул на повязку я. «Наверняка там тоже все зажило». «Угу», — согласился Колян и принялся разматывать повязку на шее. Рана и в самом деле полностью затянулась. Сейчас там красовалась тоненькая полоска новой еще розовой кожи. Даже рубца не осталось. «Ну, что там?» — спросил брат, ощупывая место ранения. «Не быть тебе красавчиком!» — усмехнулся я и хлопнул его по плечу. «Ладно, валим отсюда. Заночуем в лесу, а завтра вернемся за Мерином».
Колян снова оккупировал задний диван, а я расстелил на земле спальный мешок. Но вопреки задумке производителя, укутываться в него не стал, потому как если на нас нападут, вылезать из него то еще удовольствие. К тому же на улице стояла неимоверная жара, несмотря на вечернее время суток. Мы с замиранием сердца следили за тем, как солнечный диск закатывается за горизонт, окрашивая лесной пейзаж в невероятные красные и оранжевые тона. Казалось, будто все вокруг охвачено огнем. И жутко, и красиво одновременно. Да, жизнь преподнесла нам такой сюрприз, что любоваться закатом стало страшновато. Из салона донеслось шипение, заставив меня поморщиться. «Нашел время!» — буркнул я. «Выруби эту балалайку!» «Да подожди ты!» — отмахнулся брат. «Минут 5 у нас еще есть!» «Ну и что ты хочешь там услышать?» «Да хоть что-то. Наверняка военные что-нибудь транслируют». «Мы без них все уже знаем». «Ага, ты у нас прям гений!» — хмыкнул Колян. «Аж подойти страшно». «Ой, да завались ты!» — огрызнулся я. «Опасно!» — донеслось из динамиков. «Стой!» — подхватился я. «Верни назад!» «А то я без тебя не догадался». «Улиц!» — вернулся голос диктора. «Крупных населенных пунктов и главных магистралей. Зараженные боятся солнечного света и серебра. Старайтесь избегать темных помещений и подвалов в дневное время суток. Меня зовут Вавилон, и я радиолюбитель. Я делаю эту запись в надежде на то, что она поможет кому-то выжить. Мир захвачен зараженными, и это творится повсеместно. Центральные регионы России полностью под контролем людоедов. На Урале и в Сибири войскам пока удается их сдерживать, но прогнозы далеки от оптимистических. Твари неуязвимы для обычного оружия, что сильно усложняет задачу. Запаситесь едой и водой, и не покидайте дом в ночное или вечернее время суток. Ночью на улицах опасно. Постарайтесь избегать широких проспектов, улиц, крупных населенных пунктов и главных магистралей. Зараженные боятся солнечного света и серебра. Старайтесь избегать темных помещений и подвалов в дневное время суток». И так по кругу. Зацикленная запись не дала нам никакой новой информации. Разве что идти нам больше некуда. Но об этом мы и сами догадались, без всяких радиооповещений. И все равно, когда мы это услышали, внутри все сжалось от страха и обреченности. Надежды больше нет. Центральная часть страны потеряна, во всем мире не осталось безопасных мест. Колян выключил приемник, вернулся на задний диван и принялся водить пальцем по обшивке потолка. «Выходит, в область лучше не соваться», — буркнул он. «Ты оказался прав». Это было очевидно. «И куда нам идти?» «Подальше от городов». «И что, так и будем жить в лесу, как дикари?» «Не обязательно. Можно отыскать заброшенную деревню на отшибе». «Да», — саркастически протянул он. «Это сразу все меняет». «Ну, у тебя какие варианты?» «К морю нужно идти». «Зачем?» «Затем, что там больше вероятности выжить. Много ты знаешь тех, кто способен дать полноценный бой в открытом море». «А это здесь при чем?» «Ну, ты подумай сам». Колян приподнялся и уставился на меня серьезным взглядом. «Если среди военных практически нет зараженных...» «Да откуда ты знаешь?» «Там режим, абы кто не зайдет и не выйдет. Даже если кто-то проник в часть, его быстро устранят. Там для этого есть все необходимое. На море попасть. На военный корабль еще сложнее. Да и незаметно подобраться вряд ли получится. Слишком уж большое открытое пространство». «Пока вроде логично». «Вроде?» — ухмыльнулся Колян. «Да, потому что я пока не услышал того, каким образом мы собираемся попасть на военное судно». «В качестве добровольцев?» «Ха!» — теперь усмехнулся уже я. «Ну, допустим. А как ты им об этом скажешь? Из чего ты вообще взял, что они ищут добровольцев?» «Ну так...» — брат задумался, а затем свернул совсем в другое русло. «Ладно, хрен с ним. Но ведь мы можем взять лодку и выйти в море. А дальше что?» Я приподнялся на локтях. «Что ты будешь там жрать? Что пить?» «Ну, со жратвой как раз все понятно», — улыбнулся он. «Там же рыбы полно. Тварей всяких». «Ты, походу, о цинге ничего не слышал», — напомнил я о важности овощного рациона. «Ну почему? Можно же садик какой-то на борту развести. Нам этого за глаза хватит». «А поливать его ты морским рассолом собираешься?» «Ну, есть ведь опреснители воды, так?» «Коля, ты знаешь, как все это работает? Умеешь управлять судном? Ты хоть двигатели там запустить сможешь?» «Ты сможешь», —
— уверенно заявил он. «А с чего ты так решил? Ну, ты же в машинах понимаешь?» «Ну да», — усмехнулся я и снова плюхнулся на мешок. «Это ведь одно и то же. По твоей логике, я и с вертолетом в 2 счета управлюсь. Да и чем это отличается от жизни в заброшенной деревне?» «Здесь ты прав», — вздохнул брат и тоже вернулся в лежачее положение. «Выходит, все?» «Что все?» «Цивилизации конец», — объяснил он и тут же задал другой вопрос. «А как ты думаешь, кто они?» «Без понятия». «А вдруг это новый виток эволюции? Что, если мы должны умереть и отдать мир им?» «Ты дурак, что ли?» «А что не так?» «Эволюция подразумевает рождение нового вида, а здесь натуральная эпидемия. Люди обращаются после укуса. Это зараза, Коль. И ее необходимо выжигать под самый корень». «Боюсь, это уже невозможно». «Почему?» «Их больше, чем нас». «Посмотрим». «Здесь не на что смотреть, простая математика. Они быстрее, сильнее, практически неуязвимы и превышают нас числом. Как думаешь, каковы шансы на победу при таком раскладе?» «Ну, фашистов мы как-то победили». «Время играет против нас. Ты не думал, почему они напали в самый разгар лета, когда ночь длится всего ничего?» «А у тебя есть теория?» Я снова приподнялся. «Есть, но тебе она не понравится». «Выкладывай уже». «Людям требуется время, чтобы адаптироваться к врагу. Точно так же было в войне с фашистами, о которой ты упомянул. Сколько нам потребовалось, чтобы начать оказывать реальное сопротивление?» «Хочешь сказать?» «Да, именно это я и говорю. В тот момент, когда мы поймем, как с ними бороться, ночь будет преобладать над днем, и мы утратим единственное преимущество. Кто-то все очень точно рассчитал и великолепно спланировал». «Умеешь ты нагнать оптимизма», — усмехнулся я. «Все, хорош трындеть. Спи давай, я пока подежурю». Колян замолчал и заворочился, устраиваясь поудобнее. А я уставился в темнеющее небо и задумался над его словами. Не только теми, что касались начала атаки, вообще обо всем, что нас ожидает. Той старой реальности нам больше не видать. Нет, я уверен, что люди обязательно что-нибудь придумают и приспособятся к новым условиям. И нам нужно как-то дотянуть до этого момента. Странно, но после того, как я убил Заварзина, совесть молчала. Да и за жизнь Кати я как-то тоже особо не парился. Что-то во мне уже начало меняться, и переломным моментом стало убийство, измененное в деревенском доме. Та самая точка невозврата, после которой отказали моральные тормоза. Сейчас в том ангаре я бы не сомневался ни секунды. Интересно, как дела у Шавкада? Удалось ли ему отыскать такое место, где можно пересидеть все это дерьмо? Наверное, да. Все-таки его опыт с моим не сравнить. Не удивлюсь, если он заранее подготовился к чему-то подобному. Я не имею в виду тот абзац, который застал всех нас врасплох. Но ведь он явно был готов сняться с места в любой момент. И чистые стволы на чердаке гаража — лучшее тому подтверждение. А как быстро собралась его жена? Словно все сумки были уже упакованы, хватай и беги. У него точно имелся какой-то план. Достаточно лишь посмотреть на то, как он действовал. Но вот вопрос, куда он поехал? Всего одна ночь в гараже. Запасов воды и еды, что он себе оставил, вряд ли хватит надолго. Там максимум на неделю, да и то с очень большой натяжкой. Это место должно быть где-то недалеко, максимум в 2 днях пути. Да, это много, и за это время можно преодолеть больше 1000 километров, но я почему-то думаю, что он где-то рядом. Черт, как же сильно не хватает карты. Можно было бы прикинуть на местности методом исключения. Наш район я знаю неплохо, но проблема в том, что мне известны только жилые деревни и поселки. Но нам туда нельзя. Нужно что-то заброшенное, притом давно, чтобы люди успели забыть о существовании этого места. Как вариант, можно еще оборудовать землянку, но это на крайний случай. «Так, думай, башка, шапку куплю», — пробормотал я. «Где можно отыскать старую карту?» «В школе», — донеслось из салона. «В кабинете географии полно старых атласов. И нашего района в том числе». «Колян!» «Что? Я тебе уже говорил, что ты гений». «Нет, обычно ты меня придурком называешь». «Все, заткнись и спи. Завтра еще один рейд в город, а там что-нибудь придумаем». Глава 12. Выбор жертвы. Ночь прошла спокойно. Никто на нас не напал и не пытался вгрызаться в глотку.
Колян мерно сопел, развалившись на заднем диване шестерки, а я нарезал вокруг нее круги, чтобы не вырубиться. Опыт прошедших дней быстро приучил к осторожности. Но и без сна человек жить не может, а потому как только небо начало светлеть, я завалился на спальник и моментально вырубился. Меня не беспокоили посторонние мысли и сожаления, вообще ничего. Я смертельно устал, и мозг попросту отключился, отправляя меня в темное ничто. Проснулся от пинка в пятую точку и непонимающим взглядом уставился на ехидную рожу брата. «А ты ничего не попутал?» — хриплым спросонья голосом спросил я. «Мало, что ли?» — Колян удивленно вскинул брови. «Так я могу добавить». Он занес ногу для очередного удара, но я, несмотря на сонное состояние, успел отреагировать. Перекатился, схватил его за ноги и надавил всем весом, заваливая в траву. Затем подобрался и резким рывком занял доминирующую позицию сверху. Придавив предплечьем на горло, свободной рукой я взъерошил ему волосы и отвесил щелбан в нос. «Ай!» — воскликнул он. «Больно же, придурок!» «Зато бесплатно!» — хмыкнул я и поднялся на ноги. «Мало еще, чтоб старшего брата по булкам пинать». «Давно встал?» «Минут 20 назад», — ответил Колян, потирая нос. «Чайник вскипятил. Кофе сам насыплешь». «Спасибо», — поблагодарил его я и бросил взгляд на экран телефона. «Черт, трубка села». «А нахрена она тебе? Ни связи, ни интернета». «Чтоб время знать». 7:30. «Итого всего 3,5 часа на сон», — пробормотал я. «С этим явно пора что-то делать». «Банки пустые по периметру развешивать», — предложил глупость Колян. «Это дерьмо разве что в кино работает», — отмахнулся я. «Или с тупыми зомби. Наш враг разумен, так что не следует давать ему лишних подсказок. Нам место нужно, надежное, подальше от людей, и желательно с доступом к воде». «Ночью тихо было?» «Угу», — буркнул в кружку я. «Выстрелов не слышал». «Значит, все. Проиграли», — тяжело вздохнул Колян. «Не факт», — покачал головой я. «Могли отступить, чтоб с силами собраться. Ладно». Я одним большим глотком допил остатки чуть теплого кофе. «Валим отсюда. Скрутим пару колес, заглянем в школу и прикинем, куда податься». Вещи мы не разбирали, а потому я просто забросил спальный мешок на заднее сиденье и запустил двигатель. Сунул сигарету в рот и с сожалением посмотрел на остаток в пачке. Всего 2 штуки. И это при том, что я натурально терплю до последнего. Дым ворвался в легкие и... «Посиди немного, я ща», — произнес я и, подхватив рулон бумаги, отправился в ближайшие кусты. «Осторожно, я там уже заминировал», — напутствовал брат. Первым делом мы заехали в гараж, где я прихватил подкатной домкрат и ключ-баллонник. Гости здесь все-таки были. Следы обыска присутствовали повсюду. Багажник Мерса был открыт, как и задняя дверь. Из холодильника выгребли все запасы пива и даже не побрезговали слипшимися пельменями. Но внимание привлекло не это, а трупы. Те, кто сюда заявился, были не прочь полакомиться человечиной. Почему я так решил? Да просто не вижу другого смысла. Разбирать их на запчасти и уносить с собой. Колян стоял в воротах весь бледный. Он так и не решился войти внутрь, при этом словно прикованный таращился на растерзанные тела. Да я и сам нет-нет периодически на них косился, каждый раз заставляя себя отводить взгляд. Странная все-таки вещь эта человеческая психика. Зрелище крайне отвратительное, но глаза так и тянет изучить его во всех деталях. К слову, запахи здесь витали еще те, несмотря на распахнутые настежь ворота. «Все, валим!» Я толкнул Коляна кулаком в плечо. «Успеешь еще насмотреться, нам за машиной возвращаться». Он вздрогнул, отстранился и тут же согнулся пополам, выворачивая желудок себе под ноги. Даже не знаю, что больше этому способствовало: вонь от разбросанных всюду кишок или вид обезображенных трупов. Наверное, все вместе. Однако я сдержался, хотя тошнота периодически подкатывала к горлу. Забравшись в машину, Колян прополоскал рот, сделал пару больших глотков и уставился в одну точку. Тормошить я его не стал, пусть справляется самостоятельно, в любом случае ему придется перешагнуть через себя. Само собой, что увиденное никак не придавало оптимизма, но это мрачное молчание угнетало еще больше. И я не выдержал. «Да хорош, отвлекись чем-нибудь», — толкнул брата я. «Радио вон покрути». «Ну его в жопу», — отмахнулся Колян и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Ген,
«Что?» «Пообещай мне одну вещь. Хорошо?» «Это смотря о чем речь», — усмехнулся я. «Вдруг ты меня сейчас о какой-нибудь гадости попросишь?» Он уставился на меня. «Я серьезно. Если я обращусь...» «Да из чего ты взял?» «Твою мать!» — рявкнул Колян. «Ты можешь хоть раз в жизни захлопнуть варежку и дать мне договорить?» Я молча кивнул. «Если я обращусь...» — повторил он. «Убей меня. Ладно?» «Ты чё вообще городишь-то?» Я покосился на брата. «Я не хочу вот так...» — кивнул назад он. «Жрать людей, убивать всех без разбора. Если меня укусит, убей. Затолкай серебро прямо в глотку». «Дебил», — буркнул я. «Накаркай еще». Колян какое-то время смотрел на меня немигающим взглядом, а затем поплевал через плечо и постучал себя по лбу. Вот только тему не закрыл и снова прицепился со своей тупой просьбой. «Пообещай!» — настойчиво повторил он. «Ладно, ладно, только отвали!» — отмахнулся я. «Ген, я серьезно!» «Я тебя прямо сейчас завалю, если ты не перестанешь!» — пригрозил я. «Все, я тебя услышал. Хватит уже мусолить, одно и то же!» Брат тяжело вздохнул и уставился в окно. Город выглядел еще хуже, чем вчера. Складывалось ощущение, что выродки планомерно его обыскивали, выгребая все, что только попадалось им под руку. Разбитые окна квартир на первых и вторых этажах, какие-то тряпки, висящие в проемах и разбросанные рядом под окнами. Но больше всего пугала тишина. Звук двигателя отражался от домов, эхом гуляя по пустынным улицам. А так как ехали мы не спеша, чтобы не упустить из вида что-нибудь ценное, иногда казалось, будто за нами кто-то едет. Впрочем, ощущение постороннего взгляда в спину не покидало меня с того момента, как мы въехали в спальный район. «Оп, наша!» Я ударил по тормозам и выскочил из машины. Audi A6 имеет точно такую же разболтовку на дисках, как и у меня. 5/112. Помимо прочего, мне еще и с диаметром повезло. 16 дюймов. А когда я подобрался поближе и взглянул на маркировку, так вообще чуть в ладоши не захлопал. Она рубль в рубль совпадала с моими колесами. Внутри сразу зашевелилась огромная жаба, и я без зазрения совести прошелся по кругу, срывая болты. Домкрат под дно, примерно посередине, чтобы оторвать от земли всю сторону, и вперед на амбразуры. Болты полетели в карман, мало ли вдруг еще пригодятся, а колеса в салон на сиденье. На минуту я замер, осматриваясь. Нужно было что-то подложить, иначе домкрат не выкатить. На глаза попались кухонные табуретки, которые зачем-то вытащили на улицу. Да так и бросили валяться у подъезда. Мне сгодятся, хоть надолго их и не хватит. Естественно, я понимал, что их ножки не выдержат вес машины, но если подсунуть их лежа, то вполне. Так я и сделал, а затем плавно опустил на них автомобиль. Даже ничего не хрустнуло. Теперь домкрат с другой стороны и снова задело. На этот раз старался делать все максимально аккуратно, потому как любое неверное движение грозило опрокинуть Audi с подставок. Но все прошло как нельзя лучше. Еще 2 колеса влетели в салон шестерки, а оставшиеся табуретки легли под днище разутой тачки. «И нахрена нам столько колес?» — задал глупый вопрос брат. «Ты нормальный вообще?» Я покосился на него. «А если пробьем, опять будем по всему городу бегать?» «Ну, так-то да», — согласился он. «Только место они тоже не слабо занимают. Это я еще зиму не загрузил. А чего в нее вчера не переобулся? Потому что она без дисков, умник хренов». «Ясно», — буркнул Колян. «Теперь что, в школу?» «Угу, за глобусами», — кивнул я. Настроение сразу пошло в гору. Вроде мелочи, а приятно. По идее, еще один комплект зимней резины не помешал бы, но где его найти? Сейчас даже в магазинах на полках сплошное лето стоит. А где у них склады, я понятия не имею. Нет, примерно, конечно, представляю, но тратить на это время совсем не хочется. Может, позже займусь. Сейчас меня волновало место, где можно обустроиться, и куда впоследствии мы сможем стянуть всякое добро. До школы долетели за пару минут. Она как раз примыкала к району, через который мы ехали. Это была не та, в которой учились мы с братом, поэтому класс географии пришлось поискать. Но в общем и целом планировка у подобных заведений похожа, и управились мы довольно быстро. На стене висела огромная карта мира, но меня она не волновала. Требовалось нечто локальное, лучше всего какой-нибудь атлас дорог. Вот только здесь его не было. Но и мы не пальцем деланы. Ведь есть школьная библиотека, где обязано храниться нечто подобное. В нее мы заглянули еще до того, как отыскали класс географии, но почему-то правильная мысль посетила голову только что. Колян вошел в нее первым и тут же встал за стойку, состряпав крайне важную рожу. «Так, Барков, почему книги не возвращаем?» — строгим голосом спросил он.
Нашел время клоуна включать. Поморщился я и прошел мимо, в темный лабиринт стеллажей с книгами. Ни хрена не видно. Как в жопе у негра. «И всюду-то вы побывали, товарищ генерал!» Фраза из анекдота подколол меня брат. «Ну ты куда прешься-то?» Я дернул его за рукав. «Подвала мало было». С колена тут же слетело все веселье. Нахмурив брови, он взял пистолет и даже снял его с предохранителя. Все-таки 3 месяца военных сборов что-то довложили в его голову. Даже хват правильный, с перекрещенными большими пальцами. Я щелкнул фонарем, и мы внимательно осмотрели помещение, прежде чем начать поиск атласа. Библиотекарь здесь трудился очень прилежный. Все было подписано и расставлено в алфавитном порядке, а потому мы быстро отыскали то, что требовалось, и даже в нескольких вариантах издания. Мелочиться не стали, забрали все, что есть, и поспешили на улицу, где вовсю сияло жаркое июньское солнце. Даже несмотря на то, что внутри не было выродков, мы все равно чувствовали себя неуютно. «Интересно, а где они прячутся?» — озвучил мои мысли Колян. «Не знаю», — пожал плечами я. «Скорее всего, в подвалах. Я вообще не думаю, что их здесь много осталось». «Почему?» «Ну, кто-то же воюет с армией. Да и смысл торчать в нашем Зажопинске. Людей почти не осталось. Возможно, мы с тобой единственные выжившие на весь город. Не в смысле вообще, а конкретно те, кто сейчас здесь трется. Короче, ты понял». «Угу», — кивнул брат с ехидной ухмылкой. «Может, пока не поздно, я еще учебник по русскому прихвачу?» «Я тебе сейчас в глаз прихвачу!» Нахмурился я и открыл первый атлас, издания 97-го года. Отыскав нашу область, я проводил пальцем по странице, чтобы определить настоящее местоположение. А когда нашел, принялся рассматривать ближайшие поселки. Меня интересовали тупиковые дороги, и таких поблизости обнаружилось аж 7 штук. 2 заканчивались деревнями, которые были жилыми по сей день, а вот остальные 5 вызывали вопросы. Логически прикинув, я выбрал ту, до которой тянулась самая длинная извилистая линия. На таком отшибе в наше время люди не селятся. И если там еще остались какие-то жилые дома, то, скорее всего, в них дотягивают свой век уже дряхлые старики. Как раз то, что нам нужно. «Сюда!» Я указал пальцем на поселок. Колян посмотрел на выбранное мной место и молча покрутил пальцами в воздухе. Мол, с пивком потянет. Мы вернулись в машину. Я запустил двигатель и задумался, глядя прямо перед собой. Нет, с дальнейшими планами все было ясно. Но еще даже не обед, и сваливать из города пока рановато. В голове всплыл вопрос о том, где сейчас могут находиться измененные. Желательно не толпа, а хотя бы 2. В идеале, конечно, выследить бы одиночку, но для этого нужно изучить их, понять психологию. Короче, пока рановато. Разве что сунуться на авось. Так, сейчас по новостройкам прокатимся. Прикинул я кое-какой план. Смотри в оба, ищи занавешенные окна. Зачем? За шкафом, блин, Колян, не тупи, ёпт. Ты что, хочешь? Да, именно так. Времени у нас вагон, так что попробуем завалить утыркой и вырезать сердце. Пух, шумом выдохнул брат. Ладно, вроде все успеваем. Только, может, вначале машину нормальную заберем, переобуемся и все такое, чтоб потом не скакать, как в жопу раненые. Мало ли, вдруг долго провозимся. Шаришь, согласился я. Но окна все равно примечай. Лучше сразу в нужное место подъехать, чем потом еще искать полдня. Блин, сигарет бы еще раздобыть. А если просто табак, уточнил брат. Есть варианты, покосился на него я. Да у нас Макс самокрутками баловался. Выращивал что-то там дома у родаков. Хвалился, что у него там запасов лет на 5 вперед хватит. «Адрес давай», — моментально оживился я. «Да он же в соседнем доме жил», — пожал плечами Колян. «Езжай к нам, а там я тебе рукой покажу». Видно, сегодня был наш день. Фартило буквально с самого утра. Я даже поймал себя на мысли, что вечно так вести не может, и как бы к вечеру нам не напороться на неприятности. А все потому, что едва мы заехали в наш родной двор, как я тут же заметил плотно зашторены окна на 3-м этаже соседнего подъезда. К слову, наш район выглядел еще более-менее чистым, скорее всего потому, что находился немного на отшибе. Ну, не просто так его называют новостройкой, хотя по факту ему уже более 30 лет. Однако эти дома одни из последних, что были возведены во времена еще действующего Советского Союза. Сейчас, правда, начали застройку еще одного района, но там по большому счету возводились муниципальные дома под расселение ветхого жилья. Но он уже вовсю цвел и даже с собственным супермаркетом обзавелся. Тем не менее, именно наш спальник все еще назывался новым.
Я вылез из машины, закурил последнюю сигарету и уставился на занавешенное окно, размышляя о том, как бы нам незаметно подобраться к уроду, что засел внутри. А что, если он там не один? Или не одна? Что, впрочем, не так уж и важно. Вдруг там пересиживает день с десяток тварей, а они вообще спят? Потому что если нет, то это сильно усложнит нам задачу. Заперли ли они дверь? Или просто прикрыли в надежде, что мы побоимся к ним сунуться? Слишком много переменных, но как же чешутся руки, сил нет. «Мы вроде потом хотели, когда Мерина заберем», — спросил Колян, видя мои сомнения. «Не, давай сразу все вопросы решим», — покачал головой я и распахнул багажник. «Ты топор возьмешь или тесак?» «Дробовик!» — брат продемонстрировал ружье. «А это все мне нести предлагаешь?» «Тогда тесак». «Кто бы сомневался», — усмехнулся я и протянул ему топор. «Ну и смысл тогда спрашивать? А чтоб тебя лишний раз побесить». «Ладно, идем тихо, вперед не лезь и далеко от меня не отходи». «Я это еще с первого раза запомнил», — поморщился Колян, прилаживая топор на пояс. «А он нам точно нужен? А чем ты голову рубить собрался?» «Тьфу!» — сплюнул он. «Говоришь уже, как маньяк». «Ой, завали клюв!» — отмахнулся я и сунул тесак в карман олимпийки. Молоток, точно так же, как и брат, заткнул за пояс, но на первом же шаге он вывалился. Пришлось тащить его в руках вместе с гвоздодером. Все равно оружие пока не пригодится. А как на этаж поднимемся, оставлю инструмент на ступенях, чтобы не мешал валить измененных. Поднимались так, будто от тишины зависела сама жизнь. С другой стороны, возможно, так и было на самом деле. Колян по ходу движения закрывал все двери, которые были распахнуты. Теперь, если кто-то попытается выйти нам в спину, мы обязательно это услышим. Добравшись до нужной квартиры, я аккуратно положил на ступень железки и прижал палец к губам, на что брат отреагировал не самым адекватным образом, покрутил у виска. Я скосомордился и жестами объяснил ему, где нужно стоять и кто пойдет первым. На этот раз ответом стал утвердительный кивок. Положив ладонь на ручку, я с замиранием сердца надавил на нее. Язычок щелкнул, и полотно бесшумно вышло из коробки, что уже было очень хорошо. А вот половица под ногой предательски скрипнула, как только я ступил в прихожую. На мгновение я замер, прислушиваясь к тому, что происходит в глубине квартиры. Ответом была тишина, и я с облегчением выдохнул. Сердце стучало так, что мне казалось, его слышно за километр. Но руки не тряслись, и оружие держали крепко. На кухне никого. Можно было даже не проверять, так как ее заливал солнечный свет, который вырывался и в прихожую. И это тоже хороший знак. В случае атаки со стороны выродков сюда можно отступить и расстрелять их, ну или все-таки его, с расстояния. Измененного мы застали в зале. Он лежал на диване и тихонько сопел. Если бы я сейчас спал на спине, то от моего храпа стены бы ходуном ходили. Видать, со здоровьем у этих уродов полный порядок. Я снова прижал палец к губам, обернувшись к брату, и махнул двумя пальцами в направлении спальни. Коля кивнул и сместился влево, протискиваясь в узком коридоре за моей спиной. А я продолжал держать на прицеле спящего мутанта. Дверь в спальню заскрипела так, будто там кто-то засел с виолончелью. Я аж голову в плечи вжал. Людоед зашевелился и в следующую секунду распахнул глаза. Времени на раздумье больше не оставалось, и я вдавил спуск. Ружье сильно толкнуло в плечо, но заряд картечи прошел мимо. Точнее, он прилетел в подушку, где мгновение назад находилась голова ублюдка. А теперь урод был слева от меня, и прежде чем я довел ствол, выбил у меня оружие из рук. Благо, оно находилось на ремне, и окончательно я его не утратил. Вот только понтов от него уже не было. Скорость и силы измененного превзошли все мои ожидания, и, как назло, в спальне все-таки находился второй. Мне даже рассказывать об этом было не нужно, так как оттуда раздался второй оглушительный выстрел, от которого заложило уши. В одном этот бешеный просчитался. Прежде чем сюда войти, мы с братом нацепили кастеты. Да, стрельбе они немного мешали, но и расстояние здесь не такое, чтобы потребовалась полная сосредоточенность. И когда я полетел на пол, а выродок оказался сверху, кастет отработал как молитва «Отче наш». Утырка снесло с меня, будто его ломом приложило, а на его щеке красовался приличных размеров ожог. Пока он пребывал в шоке, я не стал тратить драгоценные секунды на развитие новой атаки, а попросту подхватил ружье и засадил в его тупую башку заряд картечи. Черепушку натурально раскрыло и до кучи снесло к чертовой матери половину рожи. Мозгами уляпало половину стены, а часть головы повисла на остатках кожи, превращая и без того малоприятное зрелище в лютый кошмар.
Однако я находился под приличной дозой адреналина, и переживания за жизнь брата взяли вверх. Я рванул в спальню, откуда доносились звуки борьбы, но когда ворвался в комнату, с облегчением выдохнул. Колян сидел сверху на тощей девчонке и вколачивал ей зубы в глотку. Та шипела, извивалась, пытаясь прикрыть лицо, но помогала слабо. Колян каждый раз пробивал слабую защиту, оставляя рваные раны на руках девчонки. Ссадины тут же темнели, а кожа вокруг них покрывалась яркими красными пятнами. Сам Костя тоже шипел и дымился, будто на него попадала не кровь, а какая-то особо едкая кислота. При очередном замахе тело девушки вдруг выгнулось, из горла вырвался протяжный хрип, а на губах появилась черная пена. Следующие 2 удара Колян уже наносил по трупу. Впрочем, если бы я его не остановил, он бы так и продолжил выбивать из нее дерьмо. Но даже находясь в захвате, он все равно умудрился пару раз ее пнуть. Пришлось впечатать его в стену и влепить пощечину, чтобы привести в чувство. Да, наверняка мои глаза в момент первого убийства выглядели точно так же. И я очень вовремя вспомнил, к чему привела лошадиная доза адреналина. Отпустив брата, я отпрыгнул, уворачиваясь от блевотины, и, похлопав его по спине, выскочил из спальни, а затем и из квартиры. Подхватил лежавший на ступени топор и пулей метнулся обратно, но теперь уже в зал. Рубить голову человеку — то еще занятие. Теплая плоть слишком мягкая, чего мне никак не удавалось зафиксировать остатки башки, чтобы как следует прицелиться. Плюс я все это время боролся с отвращением, которое неминуемо при подобном занятии. Все-таки это не кусок свинины из мясной лавки. По виду передо мной лежал самый обычный человек. Пару раз я промазал и сломал челюсть. Теперь покойник без половины лица смотрел на меня, неестественно распахнув пасть. А я продолжал со стервенением махать топором в попытке перебить шейные позвонки, что оказалось тоже непросто. Но я справился. Весь перепачкался в крови, забрызгал стену за спиной, но все же отделил голову от тела. «Фух!» — выдохнул я и трясущейся рукой вытер пот со лба. «Чтоб тебя в аду черти драли!» «Твою мать!» — раздался голос Коляна за спиной, а затем его сменили звуки рвоты. «Да хорош уже рыгать по всей квартире!» — выругался я. «И так дышать нечем!» «Отвали!» — сдавленно огрызнулся брат. Я молча поднялся и, перешагнув бледную лужу, снова вышел в подъезд, где подобрал тесак с молотком. Дальше действовал уже не спеша, чтобы не повредить черное сердце. Надеюсь, мой удар кастетом все не испортил. Как я понял, серебро должно проникнуть в кровь, чтобы отравить ублюдка, а я обошелся всего одним ударом. Прорубив окно в грудной клетке, я осторожно срезал кусок легкого, которое закрывало сердце, и довольно оскалился. Оно было не тронуто. Я отделил его от артерии и нежно, словно младенца, извлек из груди. «Дай что-нибудь», — попросил брата я. «Например?» «Да насрать, что угодно, чтобы его завернуть». «Ща», — ответил Колян и, вытерев рот рукавом, отправился в спальню. Вскоре он вернулся обратно, держа простыню. «Пойдет?» «Отлично», — кивнул я и принялся пеленать бесценный трофей. «Так, где там твой приятель живет?» «В доме, через дорогу», — буркнул Колян. «Слушай, пойдем уже отсюда, а то меня сейчас снова вырвет». «Что-то сегодня тебя прям накрыло», — усмехнулся я, прижимая к себе трофей. «Ну куда ты попер? А инструмент? Кто собирать будет?» «Да ты достал уже!» — поморщился брат и вернулся в зал. Прикрывая рот рукой и стараясь не смотреть на покойника, он собрал окровавленное орудие для вскрытия и пулей выскочил из квартиры, чуть не сбив меня с ног в дверях. Глава 13. Общество. Поменять колесо на собственной машине? Да как 2 пальца. Не прошло и получаса, как мы уже мчались по трассе в сторону тупикового ответвления. Никто не знал, что нас там ожидает. Впрочем, сейчас вообще сложно строить какие-то прогнозы. Жизнь изменилась слишком стремительно, и то, что произошло, невозможно было предугадать. Однако плюсы в крахе цивилизации все-таки имелись. Мы разжились табачком и новыми шмотками, и, надо признать, достаточно дорогими. Будет обидно, если мы снова перепачкаем их в крови. Но, с другой стороны, если это случится, переживать за сохранность одежды мы станем в самую последнюю очередь. Ведь никто теперь не мешает пойти и взять новую. Слабое, конечно, утешение, но все же. «Здесь вроде», — указал на съезд Колян. «Без сопливых», — огрызнулся я и по привычке включил указатель поворота. Скорость упала до черепашьей, потому как дорога в том понимании, какой она должна быть, закончилась. Жалкие кусочки асфальта среди выбоин и ям, но меня этот факт даже обрадовал. В последние годы новый глава района взялся ремонтировать дороги как сумасшедший.
Асфальт положили даже там, где его отродясь не было. Ходили слухи, что начальник дорожного управления откатывает ему приличные суммы. Ну а народу не насрать ли? Люди у власти воровали всегда, даже при Советском Союзе. А до недавнего времени наши избранники только и делали, что тащили все, не оборачиваясь на недовольство народа. А этот хоть что-то делает. К чему это я? Да все просто. Если в этом направлении асфальт даже не помыслили отремонтировать, значит, он здесь никому не сдался. Все ровно так, как я и хотел. Конечная точка на карте, откуда можно разве что в лес уехать. И наверняка там расположилась вымершая деревня, через которую только грибники да охотники проезжают. Соответственно, выродкам там делать нечего. По трассе до нужного поворота мы домчались минут за 40. А до первого перекошенного дома с заколоченными окнами скоблили часа полтора, плавно переваливаясь по ухабам. И это тоже большой плюс. Любая машина, которая здесь появится, будет замечена издалека, а ее скорость позволит подготовиться к встрече. Настроение снова поползло вверх. Кажется, день обещал хорошее завершение. В поселок заезжать не стали. Как только он появился в поле зрения, я тут же свернул на обочину и заглушил двигатель. Некоторое время всматривался и вслушивался в тишину. Не уверен, но, кажется, я заметил там какое-то движение. Внутри все напряглось и появилось тянущее чувство, предвещающее неприятности. «Че сидим?» — покосился на меня брат. «Не уверен», — пробормотал я. «Но мне показалось, что мы здесь не одни». «Солнце еще высоко. Вряд ли это уроды. Да от людей сейчас я как-то тоже добра особо не ожидаю». «Руки в гору!» — прозвучал крик из кустов. «Руки, я сказал!» «Приплыли!» — выдохнул я и задрал лапы. Колян молча последовал моему примеру и сделал это максимально плавно. Сердце стучало, как сумасшедшее. Я ожидал, что в любое мгновение по нам откроют огонь, но этого не случилось. Из леса вышли двое, одетые в камуфляж, притом совсем не гражданский. Да и помимо одежды на них висели такие накидки, расшитые разноцветными лоскутиками, имитирующими листву. Вроде как этот камуфляж носил название «Леший». В таком легко можно остаться незамеченным, находясь всего в паре метров от противника. «Из машины оба!» — последовала очередная команда. «Без резких движений!» Мы снова выполнили приказ. Затем повернулись к машине и положили на нее руки, позволяя себя обыскать. И обшаривали нас не абы как. Быстро и очень тщательно, словно для этих людей подобное занятие давно превратилось в рутину. Из чего я быстро сделал определенные выводы, они явно принадлежали какому-то спецназу. «Кто такие?» — прозвучал вопрос, который поставил меня в ступор. «Не знаю», — пробормотал я в ответ. «Я Гена, а это Колян». «Гражданские!» — бросил напарнику боец, задавший вопрос. «Это и так ясно», — ответил он, внимательно нас рассматривая. «Здесь с какой целью?» — продолжил допрос первый. «Спрятаться хотели», — пожал плечами я. «Мужики, руки-то опустить можно?» «Ага», — кивнул второй. «А откуда сами?» «Да местные мы», — вместо меня ответил Колян. «А вы сами-то кто?» «В тачке что?» — проигнорировал вопрос он. «Припасы на пару дней, пара стволов охотничьих», — честно ответил я. «Мужики, отпустите нас, мы никому зла не желаем, просто хотим спрятаться». «Багажник открой!» — сухо приказал первый. «Да он не заперт», — пробормотал я, но приказ все же исполнил. Надавив на кнопку, я разблокировал замок и поднял крышку багажника. «Отошел!» — тут же скомандовал боец. Держались эти двое как надо. Обыскав нас, тут же разорвали дистанцию, продолжая удерживать нас под прицелом. Даже если бы мы вдруг задумали дернуться, нас бы тут же нашпиговали свинцом. Заглянув внутрь, воин расплылся в ехидной ухмылке. Еще бы, припасов у нас было достаточно. Плюс вода, плюс топливо. Сейчас то, что находилось в машине, стало намного ценнее человеческой жизни, однако убивать нас пока не спешили. Да и грабить, судя по всему, тоже. Боец захлопнул крышку и обернулся ко мне. «Ладно, проезжайте», — махнул рукой он. «Там вас встретят и покажут место, где бросить тачку. Стволы пока заберут, не обессудьте». «Спасибо», — стушевался я от неожиданной развязки. Как оказалось, не мы одни обладали умом и сообразительностью. Проехав чуть дальше, мы очутились в довольно оживленном поселении, где помимо военных проживало около десятка гражданских. Все они были брошены на организацию укреплений.
Сложно сказать, как долго они здесь находились, но за это время люди уже успели обнести частоколом заднюю часть поселка. И решение довольно странное, если учитывать, что она примыкала к лесу. Видимо, логика в этом имелась, просто я ее не понимал. Нас встретил человек в форме, но уже без камуфляжной накидки. Да и оружием он нам не угрожал. Напротив, растянул губы в улыбке, словно приветствовал старых знакомых. «Николай и Геннадий?» — уточнил он. «Так точно», — привычно по-военному ответил я. «Служили?» «Да, в мотострелковой не стал я вдаваться в подробности». «Похвально». Он протянул ладонь. «Меня будете называть Виталий Саныч. Сразу введу вас в курс дела. Мои люди обеспечивают вашу безопасность, а вы обеспечиваете им комфортное проживание. Я доходчиво объясняю». «Вполне», — кивнул я. «Ну вот и отлично. Надеюсь, проблем не будет. Ваш дом второй от стены, с вами проживают еще 4, познакомитесь позже. Мне передали, что у вас есть припасы и даже топливо». 40 литров соляры», — ответил я. «Все в багажнике». «Мы это заберем». «В смысле?» — тут же возмутился Колян. «А ничего, что это наше?» «Молодой человек, я, кажется, вам только что все объяснил. У нас система централизованного питания, так что не переживайте. Голодными вы не останетесь. Вопросы есть?» «Никак нет», — отчеканил я. «Ну вот и замечательно», — вежливо улыбнулся Виталий Саныч. «Располагайтесь. Скоро ужин. Вас пригласят». Мы прошли в дом, где я сходу отвесил брату леща. «Ты чё, офигел?» — взбрыкнул он. «Ты совсем, что ли, без мозгов?» — зашипел я. «Да чё не так-то?» «Ты нахрена быкуешь? Хочешь, чтобы нас грохнули? Веди себя нормально и не отсвечивай. Я ща». «Ты куда?» «Сердце заберу». Я выскочил из дома и направился к сараю, в который загнал машину. Ее уже вовсю обчищали. Даже запаску и ту выложили. Еду и воду сложили в одном месте, канистры и оружие в другом, а наши вещи в третьем. Все это происходило под чутким присмотром одного из бойцов. 2 женщины работали молча, перетаскивая наше добро в соседний сарай, который оборудовали под склад. Без задней мысли я направился к нашим рюкзакам и тут же был остановлен надсмотрщиком. «Куда?» — рявкнул он и направил на меня автомат. «Эй, спокойно». Я поднял руки. «Это мои вещи». «Твоего здесь ничего нет», — нагло ухмыльнулся боец. «Свободен». «Да там трусы и носки запасные». «Свободен», — с нажимом добавил он. «Все, что понадобится, тебе дадут». «Там личное». «Ты че, тупой?» Боец снял оружие с предохранителя, намекая, что шутки закончились. «Ладно, ладно». Я попятился. «Извини, я же не знал, что у вас тут так строго». «Привыкай», — безразличным тоном ответил он, продолжая держать меня в прицеле. Женщины, которые таскали мои вещи, испуганно замерли на входе, не желая попадать в чужой конфликт. «Чё встали?» — прикрикнул на них боец. «Шевелите жопами, скоро закат!» Бабы вновь засуетились, а я выбрался на улицу и осмотрелся в поисках Виталия Саныча. Хрен с ним, с сердцем, может, получится хотя бы табак вернуть, ну или порцию курева выпросить. Конфликтовать я не хотел, но наглое поведение надзирателя оставило в душе некий осадок. Плюс я клял себя за то, что не догадался спрятать сердце подальше, и теперь оно наверняка вызовет кучу вопросов. А что я на это скажу? Отвечать правду как-то не хочется, а с другой стороны, мне уже все равно не видать его, как своих ушей. Черт, попал так попал. Хотя в голове созрел странный и очень рискованный план. Я сместился в сторону, чтобы не маячить на глазах у бойца, и принялся ждать момента, когда женщины доберутся до личных вещей, чтобы попытаться решить с ними на месте. Что-то подсказывало, рисковать они не станут и, скорее всего, сдадут меня надзирателю, но попробовать все же стоило. «Эй!» Я тихонько позвал женщину, которая навесила на плечи наши с Коляном рюкзаки. Она испуганно на меня покосилась и поспешила скрыться в сарае-складе. Я последовал за ней, но там на входе обнаружился еще один военный. Чертыхнувшись, я махнул на все рукой и поспешил к стене, откуда доносился голос командующего. «Виталий Саныч!» — окликнул его я. «Внимательно!» — недовольно покосился на меня он. «Да я хотел табак из сумки забрать, а мне не разрешили». «Табак?» «Ну да, развесной. С сигаретами как-то резко плохо стало. Вот повезло махоркой разжиться. Курить хочется». Я состряпал максимально наивную рожу. «Ясно!» — кивнул он и взялся за рацию. «Устюг, к тебе сейчас гражданский подойдет. 2 пачки курева ему выдай». «Принял!» — вернулся ответ.
«Дуй ко второму складу», — бросил Виталий Саныч и вернулся к осмотру укреплений. «Вот этот участок плохо утрамбован». Дослушивать я не стал. И так было ясно, что с завтрашнего дня мы примем участие в строительстве укреплений. А там нам популярно объяснят, что и как нужно делать. Меня волновало сердце. Очень уж не хотелось его терять, и тем более делиться информацией о его волшебных свойствах. Я буквально пятой точкой ощущал, что ничем хорошим это не закончится. «Простите, а где у вас второй склад?» — спросил я у бойца, охраняющего мою машину. «Напротив», — буркнул он. «Спасибо», — поблагодарил я и направился к сараю, в который перенесли мой рюкзак. Вряд ли его осмотр мне что-нибудь даст. Но я хотя бы буду знать, где именно бросили наши вещи. Ситуация уже совсем перестала мне нравиться. Складывалось ощущение, что мы собственноручно загнали себя в ловушку, как две капли воды, похожую на концлагерь. Гражданские не выглядели довольными, в их глазах читался неприкрытый страх. Еще посмотрим, чем нас здесь покормят. «Здрасте!» Продолжая играть роль эдакого дурачка, поприветствовал я охранника склада. «Мне разрешили табак из вещей забрать». «На!» — сухо протянул мне 2 пачки дуката боец. «Свободен. А можно мне трусы сменные взять?» «Можно Машку за ляжку», — огрызнулся он. «Сдризнул отсюда!» «Простите», — пробормотал я и, распечатав пачку, сунул в рот сигарету. Закурив, я немного понаблюдал за движением в поселке и окончательно уверился в том, что по своей воле нам из него не выбраться. «Вот уж попали так попали», — прошептал я и направился к дому, в котором нас поселили. Колян так и сидел там, где я его оставил. Увидев меня, он криво ухмыльнулся, при этом не меняя хмурого выражения на лице. Все было понятно без слов, тем более, что вернулся я без сердца. «Ну, чё там?» — все-таки спросил он. «Жопа!» — буркнул я. «Шмотки забрали, и доступа к ним нет». «Ну, как-то так я и думал. Надо было валить, когда нам в машину сесть разрешили. И сколько бы мы проехать успели, пока нас в решето не превратили?» «Капец!» — поморщился он. «Нахрена мы вообще сюда поперлись? Можно подумать, у нас были еще какие-то варианты. Я тебе говорил, в область нужно ехать. Не уверен, что там было бы лучше». «Мы в рабстве! Алло!» — постучал себя по лбу брат. «Что угодно было бы лучше!» «Ладно, не ори!» — отмахнулся я. «Мы живы, это пока важнее всего. Что-нибудь придумаем». «Сомневаюсь!» — фыркнул Колян. «Пока ни одна твоя идея ничем хорошим не кончилась. Ой, да завали ты хлебала! От тебя вообще толку ноль!» «Да уж побольше, чем от некоторых!» «Серьезно? И чего такого ты у нас сделал?» «Много чего. Я не записываю». Возможно, наша перепалка дошла бы до драки. Но нас прервали мужики, вошедшие в дом. Чумазые и уставшие. Они наверняка слышали, как мы орем, но вникать в разборки не стали. Один из них, тот, что на вид был ровесником Коляна, прошел до топчана и рухнул на него. Еще 2 уселись на скамью, что расположилась вдоль стены, а последний хлопнулся на табурет и уставился на нас с братом. «Так, мужики...» Без прелюдий начал он. «Ведите себя тихо, нам проблемы не нужны. В сарае за домом возьмете 2 матраса, топчаны сколотите сами, если нужны. Я здесь старший, звать Мишка. Буду вашим бригадиром». «Бригадиром?» — переспросил Колян. «Все так», — кивнул он. «Здесь вам не детский лагерь «Ромашка». Хотите жрать, придется поработать. Не выполнили норму, остались без обеда. Я по вашей вине голодным ходить не собираюсь. Уяснили?» «Ага», — кивнул я. «Ну вот и отлично». Он хлопнул по колену. «Через полчаса ужин, затем комендантский час. На улицу высовываться запрещено. Если куришь, насыщайся никотином заранее. В доме курить не дам». «А если мне в туалет приспичит?» — резонно заметил Колян. «На крыльце стоит ведро. Выносим и моем по очереди. Вы, как новенькие, попадаете в хвост, чтобы вам не обидно было. И учтите, мужики, любой ваш косяк ложится на плечи всей бригады, так что давайте без цирка. Не подставляйте других». «Договорились», — пообещал я. «Еще какие-то правила есть?» «Живите тихо, и все сами поймете». «А как отсюда уйти?» «Ты дурак!» С эдаким прищуром посмотрел на Коляна Михаил. «Больше, чтобы я этих слов от тебя не слышал, понял меня? Нас из-за тебя всех к стенке поставят». «Надеюсь, это шутка?» — намеренно спросил я, пытаясь выяснить как можно больше. «Да где там?» — усмехнулся бригадир. «Не дали, как вчера 2 в лесу закопали. Тоже думали, что они самые шустрые. А по первому дню на наших глазах семью положили прямо на центре села, чтобы другим неповадно было. Шумели они шибко. Все права старались качать». «А вы здесь давно?»
«Да считай, с первого дня поддался. Эти двое на второй день пришли, а на третий эти черти явились и быстро порядок навели. Местных стариков постреляли, а нас оставили. Вчера еще 2 семьи приехали, думали здесь отсидеться. Теперь вот въезжают в порядке. Но вроде тихие, не конфликтные. Чего и вам советую». «Кормят хоть нормально?» — спросил я. «Да какой там?» — отмахнулся мужик, что сидел на скамье. «Так, ополоски, чтоб ноги не протянули. Все самое лучшее они себе оставляют». «А они вообще кто?» «А ты еще не понял?» — усмехнулся Михаил. «Дезертиры это. Войска под областью больные разбили, а на следующий день эти появились». «Откуда знаешь?» — спросил Колян. «Про войска, в смысле?» Разговор их подслушал. Да они особо и не таятся. Плохо дело, мужики, очень плохо. Некому нас спасать, сами мы по себе теперь. И поверьте, это не самое плохое место. Те двое, которых мы вчера закопали, такие страсти рассказывали, что даже верится с трудом». «Про загоны?» — смекнул я. «Слышали, стало быть». Михаил тяжело вздохнул. «Ну так, в общих чертах». Я покрутил пальцами в воздухе. «Вот и думай теперь», — с пониманием кивнул он. «Здесь хоть кровь с тебя не сливают и не относятся, как к скоту». «Вообще-то относятся», — парировал Колян. «Много ты понимаешь», — отмахнулся бригадир. Снаружи раздался глухой звон, будто кто-то молотком по швеллеру стукнул. «Обедать пойдемте». Михаил поднялся с табурета. Мы гуськом выбрались на улицу и двинулись вслед за бригадиром. Столовую здесь организовали под навесом, где раньше хранилось сено. Наспех сколоченный стол из почерневших досок, которые когда-то были забором. Точно такие же скамьи по обе стороны. Вот и все удобства. На раздаче одна из женщин, что переносила наши вещи на склад. Перед ней стояла большая кастрюля и стопка чашек, в которые она наливала жидкую похлебку. Ни хлеба, ни тем более мяса нам не полагалось. У выхода стоял один из бойцов с автоматом, висящим на груди, видимо, для соблюдения порядка. Мы получили свою порцию еды и уселись за стол. Не успел я вставить ложку в рот, как напротив меня плюхнулся на скамью Виталий Саныч и поставил в центре увесистый окровавленный сверток. «Это что?» — без прелюдий спросил он. «Сердце», — пожал плечами я. «Я видел, что не печень». В его голосе зазвучали металлические нотки. «Чье оно?» «Если я скажу свиное, вы же не поверите». «Издеваться вздумал!» Рявкнул он, и боец за спиной щелкнул предохранителем. «Отставить!» Небрежно махнул Виталий Саныч, а затем ударил по моей миске с похлебкой. Так, кувыркаясь, полетела на землю, а командир вскочил и навис надо мной, будто грозовая туча. «Мне повторить вопрос?» «Оно из выродка». «Вот как?» Наигранно удивился он. «Не потрудишься объяснить? Ты ведь ради него здесь пляску устраивал, так?» «Я не понимаю». «Хлебало, закрой!» — прошипел он, покрываясь красными пятнами. «Слишком уж вы заряженные для обычных путников. Стволы, серебряные кастеты, а теперь еще и это!» Саныч замолчал и уставился на меня в ожидании ответа. «Можно уже говорить?» — на всякий случай уточнил я. «Да уж сделай милость!» — скривился он. «Вы ведь из этих?» «Из кого?» Я вдруг утратил нить хода его мыслей. «Не играй со мной. Что вы задумали, а? Проникнуть к нам и ночью обратиться?» Шумом выдохнул я, судорожно соображая, как бы ему ответить, чтобы не раскрывать всю правду. «Ну что, ребятки, у меня для вас плохая новость», — хищно оскалился командир. «По закону военного времени предательство карается расстрелом». Колян аж супом подавился и зашелся в кашле. Мужик, сидящий рядом с ним, пару раз стукнул его по спине, но когда на нем остановился строгий взгляд военного, он так и замер с поднятой рукой, не решаясь хлопнуть еще раз. «Виталий Саныч», — начал я, медленно проговаривая каждую букву. «Все не так, как вы думаете». «А как?» «Но если бы мы собирались обратиться, за каким хреном тащили с собой серебро?» «Только поэтому мы сейчас разговариваем». Он наконец-то уселся на скамью, а затем достал из кобуры пистолет и картинно уложил его прямо перед собой. «Говори!» «Их сердце способно залечить даже смертельную рану», — на одном дыхании выпалил я. Командир замолчал и уставился на меня немигающим взглядом. Некоторое время ничего не происходило.
Все вокруг молчали. Разве что мужик, сидящий от меня по правую руку, поспешил отодвинуться, чтобы не попасть под шальную пулю. Я тоже смотрел прямо в глаза Саныча, всем своим видом показывая, что говорю правду. Как вдруг мою ладонь пронзила острая боль. Командир решил перейти от слов к делу и, резко выхватив нож, пригвоздил мою руку к столешнице. «Показывай!» — прошепел он, кивая на сердце. И тут меня накрыла боль, да такая сильная, что даже дыхание сперло. Адреналин ворвался в кровь, перед глазами поплыл, и единственное, что я сейчас мог, это стонать, пытаясь высвободить раненую руку. «Показывай!» — рявкнул Виталий Саныч. «Кусок!» — простонал я. «Не понимаю». «Твою мать! Отрежь кусок сердца!» — заорал я, и это немного помогло. Командир еще раз внимательно на меня посмотрел, выждал немного и принялся раскачивать глубоко засевший клинок, заставляя меня еще сильнее корчиться от боли. Как только моя ладонь оказалась на свободе, я тут же прижал ее к себе, будто это могло хоть как-то утихомирить боль. А Виталий Саныч не спеша развернул простыню. Сердце, что находилось внутри, тут же начало дымиться, попав под солнечные лучи. «Нет!» — закричал я. «Не здесь! Убери его с солнца!» Странно, но командир меня послушался и быстро накрыл драгоценный орган простыней. Придвинув к себе сверток, он поднялся с места и прикрыл его своим телом. Затем откинул край ткани, срезал небольшой кусок и, зажав его в кулаке, протянул руку ко мне. Я перехватил лекарство и тут же сунул его себе в рот, после чего в мой лоб уткнулся ствол пистолета. «Не переживай. Если не обратишься, я приберегу пулю для следующего раза». «Ага», — кивнул я, дожидаясь эффекта. Я незаметно пнул Коляна ногой под столом, чтобы он был готов к тому, что сейчас начнется. Кусок, что отрезал Виталий Саныч, был слишком большим для раны в руке. Лично мне в прошлый раз хватило дозы раза в 3 меньше, а потому я сдавил зубами лишь один край, оставляя часть сердца во рту на случай, если что-то пойдет не так. А оно обязательно пойдет. Тем более, что в мою сторону направлены 2 ствола, один из которых лупит очередями. Не знаю, на что я рассчитывал. Конкретного плана у меня, естественно, не было. Но как только мышцы налились нечеловеческой силой, а в кровь ворвалась очередная доза адреналина, я перешел к действию. Глава 14. Любой ценой. Действия этих людей изначально показались мне странными. Вроде военные, но повадки какие-то больше походят на тех, кто всю жизнь охранял заключенных. А если внимательно присмотреться к нашей области, то невооруженным взглядом можно заметить несколько уфсинов, один из которых расположился километрах в 150. Видимо, когда в наш мир постучалась беда, их призвали на защиту Отечества, так как они все же силовики и даже погоны носят. В этом нет ничего удивительного. Подобная практика существует в нашей стране не первый год. Точно так же было, когда шла война на Кавказе. Да, вначале честь страны там отстаивали срочники, но как только речь зашла о шатком перемирии, туда моментально поехали менты и вертухаи. Но сейчас им пришлось столкнуться с необычным противником. И когда дело запахло жареным, эти товарищи дали стрекача, прихватив казенное имущество. А так как кроме охраны людей они больше ничего не умели, решили вернуться к привычной профессии. Ну а то, как проходил допрос, окончательно меня в этом убедило. Нет, я не считаю себя суперменом, однако, сопоставив все факты, решил попытать госпожу удачу. Если я окажусь прав, в открытом бою эти парни и ломаного гроша не стоят. Ну а если ошибаюсь, значит мой жизненный путь оборвется на этом месте. Но я был на 99% уверен, что все рассчитал так, как надо. Рана на руке затягивалась прямо на глазах, и это событие невольно приковало внимание Виталия Саныча. Не каждый день такое увидишь, а энергии, которую мне дало черное сердце, хватило на первый рывок. В армии от нечего делать мы часто тренировали киношный способ разоружения противника. Там мы вообще очень часто занимались всякой ерундой. Так вот, этот прием у меня был отточен до уровня автоматизма. Я бы и в жизни не подумал, что когда-нибудь это может пригодиться. В скорости я тоже прибавил значительно, и мой выпад оказался молниеносным. Мгновение, и оружие Виталия Саныча перекочевало ко мне в руки. Я мог бы тут же выпустить пулю ему в лоб, но предпочел убрать более опасного противника. Того, что целился в мою спину из автомата. Я опрокинул тело назад, упираясь ногами в столешницу, и молясь в душе, чтобы она от этого не развалилась. Пистолет дважды гавкнул, и пули выбили из головы надзирателя кровавые брызги. А дальше упражнение на пресс, и вот пистолет уже смотрит в испуганные глаза Саныча.
Он только рот успел открыть, когда я снова надавил на крючок. Пуля пробила его черепушку и с характерным шлепком ударилась в стену деревянного дома, возле которого располагался навес. И только когда все закончилось, раздался пронзительный женский визг. «Сколько их?» — рявкнул я в лицо Михаила, который, хлопая глазами, смотрел на тело главного. Пришлось отвесить ему пощечину и повторить вопрос. Время шло буквально на секунды. В отличие от тех, с кем мы должны были завтра встать в колею, Колян не медлил ни секунды. Наверное, не просто так жизнь подбросила нам все эти испытания. На стресс мы явно реагировали иначе. «6, — промямлил Михаил. «Точнее уже...» «Ясно!» — прервал его я и, выскочив из-за стола, спрятался за углом дома, уже понимая, с какого направления придет враг. И я не ошибся. Вертухаи, полностью уверенные в своем превосходстве, летели на звуки стрельбы, даже не пытаясь хоть как-то себя обезопасить. Видимо, в их головах даже близко не возникло мысли, что кто-то может оказать им сопротивление. А может, их просто не учили, как следует себя вести в открытом боевом столкновении. В схватку вступил Колян. И сделал он это так, что меня на секунду обуяла гордость за брата. Он не стал выскакивать, словно Рэмбо, поливая врага свинцом от бедра. Напротив, его действия даже пугали своей рассудительностью. Он занял положение лежа, высунувшись из-за угла всего на полкорпуса, и быстро, в 2 короткие очереди, накормил свинцом спешивших на помощь надзирателей. Тот, кто бежал впереди, натурально споткнулся и полетел на землю, прижимая руки к животу. Второй рухнул замертво, словив очередь грудью. У него будто выдернули шнур питания из сети. Вот он несется вперед, а в следующую секунду уже безвольно падает и замирает в неестественной позе. «Ты где так стрелять научился?» Я удивленно уставился на брата. «Я вообще-то лучшим был. На сборах», — самодовольно хмыкнул Колян. «Уходить нужно. Там еще 2 осталось». «Кто вы, ребят?» — прошамкал Михаил, когда наконец-то отошел от шока. «Где можно занять оборону?» — выпалил я, игнорируя его вопрос. «Да быстрее соображай, старый козел!» «Сам ты...» — начал было он, но, встретившись с моим обезумевшим взглядом, молча махнул рукой в сторону дальнего рубежа поселка. «Там мешки с землей есть». «Дворами пройдем?» «Да». «Веди». Михаил сорвался с места, а затем на мгновение замер у тела вертухая, что охранял столовую. Он вытянул у него из кобуры пистолет и довольно оскалился. Да я и не был против еще одного бойца. Даже если толку от него никакого, хотя бы для кучности огня сгодится. Я все еще продолжал слюнявить кусочек сердца во рту, ощущая приятное легкое пощипывание. Мысли были чистыми и светлыми. Я точно знал и понимал, как нужно действовать. А от переполняющей меня энергии внутри все кипело, заставляя действовать. Но я понимал, что оставшиеся 2 так просто нам не сдадутся. А учитывая их камуфляж, не факт, что мы вовремя заметим их появление. «Саныч!» — раздалось за спиной. «Что там у вас?» Обернувшись, я с удивлением встретился взглядом с женщиной, в руках которой находилась рация. Вот уж поистине неожиданный сюрприз. Где остальные мужики, я не знал. Может, подались в бега, а может, смиренно остались на месте, чтобы не пострадать, когда явятся оставшиеся защитники. Надо признать, место они подготовили грамотно. Разобрали часть заборов, освобождая периметр вокруг охраняемой территории. Этими же кусками закрыли бреши там, где того требовала ситуация. Да, все сделано наспех, но незаметно пробраться или выбраться с периметра уже не выйдет. Ну а закончив с черновой обороной, принялись возводить серьезные укрепления. Но почему-то решили начать с задней стороны, отрезая людей от леса. Хотя теперь причины такого подхода были понятны. Просто в силу привычки они выстраивали оборону внутри, а не снаружи. Но делали это не тупо, а с определенным расчетом. И когда мы добрались до стены, в глубине души я с их планом даже согласился. Здесь имелся запасной выход и оборонительное укрепление, состоящее из мешков с песком. В случае лобовой атаки здесь легко можно было разместить пару автоматчиков и позволить людям отойти к лесу, прикрывая отступление. Не совсем то, что я имел в виду, но все же держать оборону здесь было куда как лучше, чем под открытым навесом. Осталось понять, с какой стороны на нас выйдут оставшиеся 2. Вряд ли они полезут через высокий частокол. Скорее всего, попытаются обойти с флангов, прикрываясь бревнами от пуль. Именно эти места мы и взяли под контроль, а Михаил и женщина следили за прямой улицей, где остались лежать 2 неприятелей. Один из них, к слову, все еще был жив, но добивать его я брату запретил. Пусть поваляется в качестве живца. Я о такой тактике наслышан, да и в кино ее часто используют. Не факт, что сработает, но попытаться стоит, тем более, что подранок не представляет для нас опасности. Время шло, но никто так и не появлялся. Мир вокруг погрузился в тишину.
Солнце уже коснулось горизонта, окрашивая все вокруг яркими красками. До его окончательного захода оставалось каких-то 10 минут, а может и того меньше. И мне очень не хотелось привлекать к этому месту выродков, оповещая их о своем присутствии грохотом очередей. Но я оказался слишком высокого мнения о людях, что без зазрения совести убивали стариков и несогласных. Когда со стороны центра донесся рев двигателя, я уже все понял. А вскоре, поднимая пыль, с одного из дворов выскочил УАЗик и помчался в направлении трассы. Колян припал к прицелу, намереваясь их остановить, но я сбил его ствол в сторону. «Ты чё?» — уставился на меня он. «Я бы попал!» «А ну нам надо!» — усмехнулся я. «Лучше побереги патроны. Нас ожидает веселая ночка». «Нужно кровь бензином полить», — оживился Михаил. «А трупы в свинарник занести. Там вонища такая, что все скроет. Они всегда так делали, если казнили кого-то под вечер. А утром мы их в лесочке закопаем». «Хорошо, займись», — кивнул я. «И всех остальных собери». «Сделаем», — с довольной рожей ответил он. «Так вы не сказали, кто вы такие?» «Неважно», — гордо ответил Колян. «Понимаю», — с хитрым прищуром кивнул мужик. «Но теперь, выходит, вы наши защитники». «Посмотрим», — поморщился я и, наконец, проглотил остаток черного сердца, который все это время держал за щекой. «А с этим что делать?» — спросил Колян, нависая с оружием над подранком. «Да, ранение в брюхо, пожалуй, самое болезненное. Думаю, даже разжевывать не нужно. Почему? У каждого из нас хоть раз в жизни болел живот. А когда внутри поработала пуля, порвав кишки, выпуская из них дерьмо и желчь... Но самое поганое в этом другое. Там нет жизненно важных органов, от повреждения которых человек умирает сразу. С порванными кишками можно легко подыхать в течение суток, а то и больше. Бррр, врагу не пожелаешь. «Не знаю». Договорить я не успел, хлопнул выстрел. Вертухай дернулся, будто его пчела укусила, и обмяк. «Да твою мать!» — закричал я. «Какого хрена ты делаешь?» «Да что тебе, опять не так?» — возмутился брат. «Только не говори, что ты собирался угостить его сердцем». «Нет, но...» «Тогда что?» — он развел руками. «Ничего», — поморщился я. «Не слишком ли просто ты начал людей убивать?» «А он не человек», — Колян сплюнул на труп. «Мразь и гнида». «Ну да», — буркнул я. «Мы с тобой пример для подражания». «Что?» — переспросил он. «Ты там заклинания, что ли, читаешь?» «Все, клюв, захлопни!» — огрызнулся я. «Всех касается, тишину словили?» Солнце окончательно скрылось за горизонтом, а мы все еще занимались утилизацией тел. Дело это непростое, даже несмотря на то, что народу хватало. Трупы грузили в садовую тачку и перекатывали в свиной загон. Ароматы там и в самом деле стояли такие, что без проблем перебивали запах крови. Для верности Михаил еще старое дерьмо разворошил, так что за этот момент можно было не волноваться. Кровавые пятна залили бензином, и теперь по деревне витал его едкий запах. Честно говоря, по этому поводу я испытывал сильные сомнения. Просто потому, что в поселке не должно так вонять. Успокаивало лишь то, что до жилых мест, да и до трассы, достаточно далеко. Но от какого-нибудь залетного выродка данный способ маскировки вполне может сработать. Всех людей собрали в одном месте, где я, смущаясь, под их любопытными взглядами принялся раздавать указания. «Так, народ!» — начал я и задумался. Все-таки выступление перед массами совсем не мой конек. В общем, как вы уже поняли, мы остались сами по себе. Место у нас хорошее. Стоп, а где еще трое? Ванька с женой свалили огородами, как только замес начался, ответил Михаил. А Женька с военными сбежал, что, впрочем, неудивительно. Почему? Не совсем понял посыл я. Да потому что он у них язык в жопе держал. Все им докладывал. Его даже кормили отдельно. Точнее, они его за свой стол сажали. «Да», — усмехнулся я. «Ну точно, прям вертухайские замашки». «В смысле?» Теперь уже Михаил не понял ход моих мыслей. «В прямом», — пустился я в объяснение. «Никакие это не военные. Нет, к силовикам они, конечно, отношения имели, но совсем не к тем, за кого себя выдавали. Я думаю, они зону охраняли». «Похоже на то», — согласился бригадир. «Повадки у них и в самом деле». «Ладно, не в этом суть», — отмахнулся я. «Их больше нет, и теперь мы сами по себе. А значит, и охрану периметра нести нам. Сегодня ночуем на свой страх и риск». «Извини, перебью», — поднял руку Михаил. «Они хоть и редкостные ублюдки, но кое-что сделали правильно. Позади нас защищает чистокол, а с фронта навешаны ультрафиолетовые лампы. Они же подсвечивают всю улицу и включаются от датчика движения». «Ого!» — я одобрительно покивал. «И когда вы только все успели? А где вы эти лампы взяли?» «Да больницу районную обнесли», —
— усмехнулся бригадир. «Там ведь, почитай, в каждом кабинете такие висят. Димка все подключил». Михаил хлопнул по плечу молодого парня, того самого, ровесника моего брата. «Ясно. А электричество откуда?» «На стене наблюдательный пункт есть. Оттуда вся деревня как на ладони просматривается. Туда же подвели кнопку на стартер зажигания генератора. Сам аппарат в подвале крайнего дома стоит, чтобы от него шума не было». «Ха!» — криво ухмыльнулся я и почесал макушку. «Лихо придумали». «А то ж!» — вскинул подбородок Дмитрий. «Ладно», — продолжил я, — «нужно смены распределить. Я заступлю первым. Через 4 часа меня сменит Михаил. А следом под рассвет заступишь ты». Я указал на брата. «Дальше разберемся, что и как. А сейчас можете отдыхать. Завтра прикинем, что у нас по припасам, и подумаем, как нам здесь продержаться». Люди разбрелись по домам, а я направился к стене. Здесь и в самом деле была организована вышка, с которой открывался прекрасный обзор на всю деревню. Видимость, конечно, так себе, особенно ночью, но и этот момент был учтен. Вертухаи оказались теми еще хомяками и прихватили с собой несколько приборов ночного видения. Если быть совсем точным, их было 3. За их зарядкой строго следили, плюс на вышке находился пауэрбанк, аж на 20 тысяч миллиампер. Все это показал Михаил, который провел инструктаж, ну или экскурсию. Закончив демонстрацию оборудования, он не ушел, продолжая неуверенно переминаться с ноги на ногу, будто не решался спросить что-то важное. Пришлось ему помочь. «Да говори ты уже, чё мнешься, как целка?» Я дружески хлопнул его по плечу. «Мне вот про сердце интересно», — выдавил он. «У нас кто-то ранен?» «Тьфу-тьфу!» — сплюнул бригадир. «Слава богу, пока нет. Но ведь всякое может случиться». «Ты это к чему?» «Может, его в холод положить? В погреб, например. Протухнет же на жаре такой». «Было бы неплохо», — согласился я. «Солью, может, еще присыпать». «А вот с этим не спеши», — покачал головой я. «Обидно будет, если мы его испортим. Второго-то у нас нет. Завтра подумаем, как лучше поступить». «И то верно», — согласился Михаил. «Утро вечера мудренее. И это... Спасибо вам, мужики». «Иди уже, тебе скоро на смену заступать». Я подтолкнул его к лестнице. Вскоре я остался один. Нацепив ПНВ, я некоторое время осматривал окрестности в черно-зеленом спектре. Не сказать, что в нем было видно как днем, да и в целом это еще то удовольствие. Вокруг тишь и покой, лишь сверчки стрекочут, так, что от них голова идет кругом. А потому я поднял линзы и некоторое время привыкал к темноте. Небо обсыпало звездами, и их бледного света хватало, чтобы различить темные силуэты домов. Если кто-то появится, я его точно замечу. И, честно говоря, больше всего я боялся появления сбежавших вертухаев, чем измененных. Ночь — самое время для внезапной атаки. Единственное, что их может остановить, так это страх перед выродками, которые обязательно нагрянут, заслышав далекую стрельбу. В любом случае нужно смотреть в оба. Я снова накинул ПНВ и еще раз окинул взглядом территорию. Внимание привлек нарастающий гул в небе. Но, задрав голову, я все равно ничего не увидел. А затем горизонт осветило зарево. Спустя несколько секунд полыхнуло снова, и только после этого до меня донесся первый раскат. Полыхало все чаще и гремело так, будто где-то вдалеке разразилась гроза. Я смотрел на происходящее с замиранием сердца. Было понятно, что авиация работает по областному центру и бьют, не жалея припасов. Горизонт светился оранжевым, да так мощно, что у меня не осталось сомнений. Города больше нет. Но авиация и не думала прекращать атаку, продолжая подбрасывать все новые и новые заряды. Внутри все сдалось от страха, и вовсе не за тех, кто попал под бомбардировку. Это означало лишь одно. Армия действительно проиграла, и человечество решилось на отчаянный шаг. Мы уничтожали крупные скопления тварей, безжалостно стирая с лица земли целые города. Обратного пути нет. Мы только что миновали точку невозврата как цивилизация. Я пытался отвести взгляд, но его словно магнитом тянуло к горизонту, где сейчас царил натуральный ад. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии, а со стороны области прилетела ослепительная вспышка. Яркая, белоснежная, на мгновение осветившая все вокруг будто днем. Страх, первобытный ужас сковал мышцы, но я все же догадался рухнуть на пол наблюдательной вышки и прикрыть голову руками. Спустя долгие несколько секунд раздался такой грохот, от которого зашаталась вышка, мощный поток теплого ветра ударил следом. Когда все стихло, и я нашел в себе смелость подняться, то увидел темнеющий силуэт огненного гриба, там, где раньше стоял город. И тогда меня накрыло окончательно.
Я уселся на пол и трясущимися руками протер лицо. Липкий пот стекал по позвоночнику, на меня бил озноб, будто наступила промозглая осень. Внутри зародилось чувство безысходности. Я натурально потерялся и не мог сосредоточиться ни на одной мысли. Видеть такое по телевизору — это одно. Но когда это происходит в реальной жизни, ощущение, что я сейчас испытывал, сложно передать. Я был настолько шокирован, что не сразу понял, что за стук ощущает моя задница, пока над полом не возникла голова Михаила. Он вскарабкался ко мне и уставился на черный гриб, который уже не светился изнутри, но все еще был хорошо заметен. «Это то, что я думаю?» — мрачным голосом спросил он. «Ага», — буркнул я. «И что теперь?» «Все», — выдохнул я. «Это конец. Думаешь, наши сотрут мир?» «Вряд ли», — грустно усмехнулся я. «Но если мы прибегли к такому оружию, значит, других вариантов не осталось. Теперь мы точно сами по себе. Никто не придет, никто не поможет». «Грустно как-то. Угостишь сигареткой?» «Ты разве куришь?» «Лет 10 назад бросил. А теперь вот смысла не вижу, чтобы здоровье беречь. Нас радиация не накроет?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Да и накроет. Хрен бы с ней. Ну сколько мы еще протянем?» «Ты сильно нас недооцениваешь», — философски заметил Михаил. «Наш вид выжил там, где вымерли динозавры. Страх — сильный мотиватор. Только благодаря ему мы добыли огонь и взяли в руки заточенную палку. Нет в мире твари страшнее человека». «Кажется, теперь есть». Парировал я и протянул бригадиру сигарету. «Эти выродки не утратили разум». «Да, но они взяли на себя роль альфа-хищников». «О том и речь». «Ты не понимаешь», — улыбнулся бригадир. «В природе все устроено несколько иначе. На любой механизм смерти она обязательно даст что-нибудь эдакое, чтобы ему противостоять. Даже травинка находит способ прорасти через асфальт». «Да ты оптимист». «Всего лишь сельский учитель истории», — отмахнулся он и закурил. «Знаешь, сколько раз мы были на грани вымирания? Одна только чума унесла миллионы жизней, а Вторая мировая...» «Там мы воевали с обычными людьми». «Разницы нет. Сам увидишь, мы приспособимся, как всегда». «Вот ведь зараза!» Михаил посмотрел на сигарету. 10 лет не курил, а даже намека на кашель не возникло. Тьфу!» «Иди спать», — буркнул я. «Только отвлекаешь». «Да, пожалуй, ты прав», — вздохнул он и заплевал окурок. Он уже повернулся спиной к лестнице и нащупал ногой первую ступеньку, когда ночную тишину разорвал сухой треск автоматной очереди. Историк, который еще минуту назад рассуждал о силе жизни, покачнулся и мешком полетел вниз. По вспышке я успел определить направление, с которого велся огонь, но высовываться не спешил. На всякий случай ударил по кнопке запуска генератора, и деревню осветил едва видимый мерцающий свет в ультрафиолетовом спектре. Глава 15. Утраты. Страха не было. Вместо него я испытал непонимание, и на то имелись причины. Ведь стреляли из дома. В смысле, из того самого, где собралось мужское население поселка. Тишину вновь разорвала автоматная очередь, и вспышки от выстрелов на мгновение высветили темные провалы окон. Выжить в подобных условиях практически нереально. Это я о тех, кто сейчас находился внутри. Слишком тесное помещение, а спрятаться от огня попросту негде. Внутри все сжалось от ощущения непоправимой беды. Мой брат находился в том же доме, и... Нет, я даже не хочу об этом думать. Черт, как я проморгал врага! Когда он успел проникнуть внутрь? Неужели в тот самый момент, когда над горизонтом возвышался ядерный гриб? Темный силуэт выскользнул из дома и, прикрывая голову курткой, рванул через задний двор к лесу. Я смотрел ему вслед и не мог поверить собственным глазам. Это был Колян. Больше ни у кого в поселке нет новенькой горки, только у него и у меня. Но почему? Что вдруг пошло не так? Зачем он убил всех этих людей? И какого хрена он закрывается от лучей ультрафиолета? Я взял на прицел его спину. Палец на крючке дрожал, вот только я никак не мог себя заставить вдавить спуск. Прошла секунда, вторая, и Колян, перемахнув через забор, окончательно скрылся из вида. А я бросился к лестнице и едва не сверзился вниз, нога соскользнула со ступеньки, угодив в кровь.
Когда до земли оставалось чуть больше метра, я спрыгнул и помчался в дом. Рванув в дверь, ввалился внутрь и застонал от отчаяния. Как я и полагал, в живых никого не осталось. Колян положил всех. Или... «Эй, ты как?» Я подбежал к одному из мужиков, который внезапно зашелся в кровавом кашле. Естественно, он ничего не ответил. Однако способ поставить его на ноги имелся. Михаил что-то говорил о подвале, к нему я и направился. Лючок обнаружился сразу у входа в эдакой небольшой прихожей. Откинув крышку, я нырнул вниз и осмотрел стеллажи с закрутками. Много времени на поиски не ушло. Подхватив сверток, который лежал на нижней полке, я выбрался из лаза, развернул тряпку, подхватил со стола нож и срезал небольшой кусок, который тут же отправил в рот раненого. «Жуй!» — крикнул я. «Надави на него зубами! Ну давай же!» Дмитрий, это был он, сжал челюсти и обмяк, будто истратил на это действие последние силы. Некоторое время ничего не происходило, затем хлопнула входная дверь, и дом тут же наполнился воем и криками. Явилась женская половина населения. Мне бы их выпроводить в зашей или хотя бы матом обложить за неосторожность, но мысли были заняты совсем другим. Из прострации меня вырвал надрывный вздох. Диман очнулся и уставился на меня непонимающим взглядом. Вокруг него тут же закудахтали бабы, и меня, наконец, прорвало. «А ну, заткнулись все!» — рявкнул я. Дом погрузился в тишину. Под пристальным взором присутствующих я чиркнул зажигалкой и поджег фитиль керосиновой лампы. «Что произошло?» — спросил Дмитрия я. Я не знаю. Он вдруг начал стрелять». «Стоп!» Я резко оборвал бессвязное бормотание. «Успокойся, хорошо? Ты в порядке? Жить будешь?» «Может, ему водички?» — снова захлопотала одна из женщин. «А ну, цыц!» — осадил ее я и снова уставился на парнишку-электрика. «Давай, глубокий вдох. Вот, а теперь по порядку». «Я не понял ничего. Все было хорошо. А потом он встал, взял автомат и вышел на крыльцо». Выпалил он на одном дыхании. «О чем вы говорили? Что делали?» «Да ничего!» — закричал Дмитрий. «Спать мы собирались!» Шумом выдохнул я. «Ладно, все улеглись, а дальше?» «Ничего», — уже более-менее спокойно ответил он. «Я спросил, мол, чего не раздеваешься, жарко же?» А он молча встал, взял автомат и вышел. «А вы что?» «А что мы? Хрен его знает. Может, он пошел территорию осматривать. Да кто мог подумать, что он такое учудит? Это твой братец, не наш. Это не я его сюда привел!» «Щелк!» Речь Дмитрия оборвала звонкая пощечина. Парень замолчал и уставился на меня злобным взглядом. Спину сверлили похожие, и, обернувшись, я в этом убедился. Бабы зыркали с нескрываемым укором, хотя лично я им ничего плохого не сделал. Однако червячок сомнений уже закрался в их души и с каждым мгновением проникал все глубже. Это нормальная человеческая реакция. Мало кто способен взять на себя ответственность, ведь куда проще кого-нибудь обвинить. Впрочем, в данной ситуации виноват в случившемся был только один человек, и сейчас он мчался по лесу в неизвестном направлении. Но почему? Что на него нашло? Я уселся у окна и обхватил голову руками. Бабы вновь зароптали, окружив выжившего парня, но к их словам я не прислушивался. Все мысли были поглощены поступком брата. В памяти всплыли слова о том, как Колян выпрашивал у меня обещание его убить, если он вдруг обратится. Тогда я не понимал, с чего такие речи. Но сейчас, когда я начал перебирать наши дальнейшие похождения, некоторые моменты показались довольно странными. Когда мы убили 2 выродков, вся наша одежда пришла в негодность, и переодеться в чистое вполне естественное желание, чем мы и занялись после того, как заглянули в квартиру к его приятелю за табаком. Шмотки отыскали в магазине для рыбалки, что расположился в фойе торгового центра. Вот только я переоделся прямо в торговом зале, а Колян спрятался в примерочной. Тогда я не заострил на этом внимание, но бывают у него заскоки, и это не казалось чем-то из ряда вон. Затем этот разговор в машине. А подранок? Он пристрелил его так, будто уже утратил человечность. Слишком легко, словно уже больше нечего терять. Да и молчаливость. По обыкновению брат в каждой бочке затычка. На все есть свое мнение. Но здесь, в поселке, когда вокруг творилась вопиющая несправедливость, он почему-то больше молчал. Даже когда мы одержали победу над вертухаями, отделался буквально парой фраз и без лишних вопросов отдал мне бразды правления. Черт, как же я не догадался. Ну почему я такой тупой? Да, сейчас уже стало очевидно, что в той квартире, когда мы охотились за черным сердцем, его укусили. Возможно, он надеялся, что ничего страшного не случится, и промолчал.
А ведь всего-то и нужно было спросить еще тогда, когда мы только ехали сюда. Не уверен, что это что-то изменило бы. Но тогда я бы знал и не оставил бы его одного. Заорал я во весь голос и принялся лупить себя по лицу. Дом снова погрузился в тишину. Все испуганно таращились в мою сторону, однако сочувствия в их глазах я не заметил. Боль немного отрезвила. Мрачные мысли никуда не делись, но их ход хотя бы стал последовательным. Я поднялся с пола и, подсвечивая себя лампой, принялся осматривать тела. «Чего тебе от них надо?» — спросил Дмитрий. «Он кого-нибудь укусил?» «Уходи!» — добавила женщина, которая еще недавно помогала нам с Михаилом. Судя по всему, она была здесь за старшую, потому как остальные столпились за ее спиной и не помышляли перечить. Ее имени я так и не узнал, а в разговоре ее при мне не упоминали. Да я вообще не успел ни с кем особо познакомиться. Слишком уж быстро закрутились события, не оставив мне и малейшей возможности проявить себя с положительной стороны. Ну кто я для них? Убийца? Тот, кто привел в их деревню врага и все испортил? Если он успел кого-нибудь укусить... «Вали отсюда!» Снова перебила она и указала пальцем на дверь. «Мы сами разберемся!» «Как скажете». Поморщился я и шагнул к сердцу, которое все еще лежало на столе. «Думаю, мы имеем право на компенсацию». Женщина заступила мне дорогу, уперев руки в бока. «Оно не...» Начал было я, затем просто махнул рукой. «Где мои вещи?» «В сарае», — кивнула на выход она. «Дорогу найдешь». «Да пошли вы!» — зло прошипел я. «Надеюсь, вы все здесь подохнете». Дверью я хлопнул так, что с потолка посыпался мусор и попал мне за шиворот. В сарае, в отличие от дома, было светло. Под потолком висела лампа, которая давала достаточно света, чтобы видеть предметы на стеллажах. Последние тоже были сколочены из почерневших досок от старого забора. Рюкзак я отыскал без проблем и на какое-то время замер, глядя на вещи брата. Я забрал их чисто из принципа, чтобы не оставлять этим неблагодарным уродам. Хотя в глубине души понимал, что они ни в чем не виноваты, и на их месте я, скорее всего, поступил бы аналогично. Я выволок на улицу все свое добро, затем перешел в противоположный двор и выгнал из сарая мерз. Упаковать скудный скарб обратно в багажник труда не составило, так как большинство вещей осталось неразобранным. Они даже не удосужились заглянуть в рюкзаки, в которых хранились коробки с патронами и тушенка. А вот сухие пайки я так и не нашел. Но обыскивать склад желания не было. Скорее всего, их первым делом закинули в УАЗ, на котором впоследствии сбежали оставшиеся в живых вертухаи. Обидно было потерять серебро. В бою с измененными кастеты показали себя очень хорошо. И сейчас, когда брата со мной больше нет, один из них можно было бы смело пустить в переплавку на картечь. Но, увы, такую ценность охранники поселка прикарманили сразу. Да и плевать, что-нибудь придумаю. Хлопнув дверью, я повернул ключ зажигания и дождался, пока загрузятся все системы. Как только лампочки на панели погасли, запустил двигатель и некоторое время сидел, всматриваясь в мерцающую голубоватым свечением улицу. Уезжать не хотелось. Внутри горело совсем другое желание — выйти из машины и положить всех, кто остался. Но во мне говорил гнев. А эти люди ни в чем не виноваты. Во всем этом дерьме я винил себя и никак не мог найти выход эмоциям, а потому злился на все и всех. Выжив сцепление, я воткнул первую передачу и, утопив газ, сорвался с места, выбрасывая из-под колес комья земли. Зад машины слегка вильнул на повороте, но я его тут же выровнял, отпустив педаль акселератора. Гнать во весь опор сейчас тоже не лучшая идея. Переваливаясь по ухабам, я добрался до места, где можно было съехать в лес. Ночь только вступила в свои права, и выезжать на трассу опасно. Преследовать брата в полной темноте еще более тупая затея. Нужно дождаться утра, хорошенько подумать, пока есть время. Далеко он не уйдет, ему придется где-то остановиться перед рассветом. Если для меня ночь просто неудобство, то в его случае солнечный свет — смерть. Вопрос, куда он пойдет? Вряд ли домой или ко мне в гараж. Ведь там я стану искать его в первую очередь, и это не шутка. Я на самом деле собирался посетить знакомые для него места, хоть и был уверен, что его там не окажется. Нет, это как искать иголку в стоге сена. Он мог пойти куда угодно. Даже просто остаться в лесу и направиться в другую деревню. Стоп! Я выбрался с водительского места и полез на задний диван, куда бросил оба рюкзака. Вытащил атлас дорог и, включив карманный фонарик, принялся изучать округу. В умственных способностях Коляна я не сомневался, а потому сразу прикинул оптимальный маршрут, поставив себя на его место. Он ушел через лес и, скорее всего, сразу выбрался к дороге.
По ней он тоже вряд ли пойдет, но будет держать ее в поле видимости в качестве ориентира. Можно попробовать проехать до перекрестка с трассой, но я уверен, что толку от этого не будет. Заслышав шум двигателя, брат попросту уйдет глубже в лес и переждет опасность. Но я и не собирался так поступать, а просто прикидывал варианты. Рано или поздно он выйдет на трассу. А вот дальше варианты начинают разрастаться в геометрической прогрессии. Что в одну, что в другую сторону рассыпано множество поселков, где он без труда отыщет своих новых друзей, измененных. А там все может развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию. Либо его увезут в какое-нибудь логово, либо назначат в качестве надзирателя на какой-нибудь ферме, либо вообще бросят на передовую воевать с остатками человечества. «Чтоб тебя, Колян!» — простонал я и захлопнул атлас. Развалившись на заднем диване, я толкнул локтем один из рюкзаков и случайно задел какую-то консерву. Боль отстрелила в руку, на мгновение затмив тянущее чувство в душе. И мне это очень понравилось. А потому я повторил маневр, а затем еще и еще. Гнев наконец-то нашел выход, и спустя несколько секунд я уже выволок огромный походный рюкзак из машины и от всей души принялся избивать его ногами. И мне было совершенно насрать на то, что все внутри превращается в кашу. Я пинал его до тех пор, пока силы окончательно меня не покинули. А затем опустился на землю и уставился в никуда. Я даже не заметил, как закурил. Очнулся лишь тогда, когда сигарета дотлела до фильтра и обожгла пальцы. Не уверен, что сделал вторую затяжку. Отбросив окурок, я вставил в рот новую сигарету, но так и не прикурил. Проснулся я от того, что кто-то настойчиво грыз мою щеку. Хлопнув по ней ладонью, я зажал эту тварь между пальцами и поднес к глазам. Жирный овод пытался сопротивляться, но силы были неравны. Безжалостно раздавив кровососа, я с трудом поднялся на ноги, которые затекли из-за неудобной позы. Осмотрев рюкзак, которому вчера знатно досталось, хмуро усмехнулся и развязал шнурок горловины. Все оказалось не так страшно, как я себе представлял. Да, патроны разлетелись по всему нутру, но остались целыми. Жестянки с консервами знатно помялись, но тоже сохранили герметичность. Хуже всего дело обстояло с сыпучкой. Макароны практически приняли первозданное состояние, то есть превратились в мелкую труху. Пакеты с гречкой и рисом лопнули, и вся крупа перемешалась с одеждой. Хорошо, хоть кофе лежал в другой сумке и остался нетронутым. Там же находилась и походная плита, работающая от портативных газовых баллончиков. Ее потеря была бы невосполнима. Выудив ее, я зарядил один из баллонов, зажег конфорку и, залив воды в небольшой чайник, установил его на огонь. Не прошло и 5 минут, как я долил холодную воду в кофе, чтобы не ждать, когда тот остынет. Пара глотков бодрящего напитка, сдобренная затяжкой горького дыма, и кишечник заработал, призывая меня скрыться за ближайшим кустом. А когда я закончил все утренние процедуры и кружка похвалилась белоснежным эмалированным дном, в голове окончательно дозрел план действий. С полной решимостью я вернул вещи в машину, в том числе и грязный от пережитой экзекуции рюкзак. Запрыгнул за баранку, запустил двигатель, выждал пару минут, снова вставив в рот сигарету и выбрался из леса. Когда доскоблил до трассы, утопил педаль газа в пол, разгоняя машину до 160. Мерин прекрасно чувствовал себя на этой скорости. Казалось, его только сильнее вжимает в асфальт, отчего даже руль стал тугим, будто я ехал по рельсам. Зато до города долетел за каких-то 20 минут. Здесь я сбавил обороты, и не потому, что так было положено. Я шарил взглядом по окнам в надежде приметить занавешенные. Надо ли говорить, что мне повезло? Крайняя пятиэтажка с плотно задернутыми шторами на 3-м этаже. Вычислить квартиру проще пареной репы, как и попасть в нужный подъезд в отсутствие работающего домофона. Топор, тесак и гвоздодер снова легли на ступени рядом с дверью. Но на этот раз она оказалась запертой. Но хоть чему-то я их уже научил. Немного подумав, я все же прижал изогнутый край гвоздодера к месту примыкания дверного полотна и ударил по нему топором. Да, шуму сейчас будет много, но срать я на него хотел. Из этой квартиры не выйдет ни одна живая тварь. На улице вовсю сияет солнце, и бежать этим ублюдкам некуда. Удар, еще один, и импровизированный рычаг крепко засел в щели. Я навалился на него всем телом и с противным металлическим скрежетом погнул часть коробки и полотна, высвобождая запирающие ригели из ответной части. Шорох внутри я уже слышал, когда вбивал универсальную отмычку, и тишина, которая сейчас образовалась в квартире, меня совсем не смущала. Страха тоже не было. А вот охотничий азарт поглотил с головой.
Я уже определился с целью, и ничто в этом проклятом мире уже не способно заставить меня свернуть с выбранного пути. Отныне я буду убивать каждого людоеда, который попадется мне на глаза, пока не отыщу брата, а там посмотрим. Но, скорее всего, я исполню данное ему обещание. А пока меня ждет работа. Ублюдок засел в общей комнате. Даже не представляю, на что он рассчитывал, когда выскочил в прихожую и метнулся ко мне. Вепрь сработал как часы, заряд картечи разворотил утырку череп, расплескав его мозги по стенам. Я лишь слегка посторонился, позволяя его телу рухнуть на пол, и, не останавливаясь, продолжил осматривать квартиру. Увы, этот оказался одиночкой. Не теряя времени, я вышел на площадку и подхватил инструмент. Меня больше не смущал процесс отделения головы от тела. Методично работая, я вскрыл твари грудь и извлек черное сердце. Платяной шкаф, что входил в состав стенки в зале, предоставил мне банное полотенце, в которое я укутал ценный орган. На весь процесс, включая взлом и проникновение, ушел всего час. Покинув квартиру, я выбрался во двор и снова зашарил взглядом по окнам. Ближайшие дома оказались пустыми, но я не отчаивался. Вернулся в машину, бросил трофей на заднее сиденье, снова с черепашьей скоростью, двинулся по спальному району, всматриваясь в дома. Когда снова вырулил на главную дорогу, взгляд зацепился за магазин с названием «Мясная лавка», и в голове тут же возникла мысль о приобретении более качественного инструмента. Выломать дверь труда не составило, а вот войти внутрь оказалось не так-то просто. Без электричества все, что хранилось в холодильниках и морозилках, превратилось в химическое оружие. Вонь в торговом зале стояла такая, что, несмотря на все злоключения последних дней, желудок не выдержал и подпрыгнул к горлу. Но стоило проблеваться, как мне сразу полегчало, и я уже смело шагнул внутрь. Чудесный мясной топорик обнаружился в подсобке на огромном деревянном пне. И нет, он в нем не торчал, а лежал, как и подобает, при бережном обращении с хорошим инструментом. От обычного топора он отличался так же, как напильник от стамески. Более тонкое лезвие с широкой линией заточки, чтобы его можно было использовать в качестве ножа. Рубить таким мясом сплошное удовольствие. Он наверняка будет щелкать ребра выродков, как семечки. Я даже про вонь забыл, рассматривая полезный девайс. Теперь бы еще отыскать что-нибудь для более удобного вскрытия металлических дверей. И кроме того, чтобы заглянуть в отделение пожарной части, на ум больше ничего не приходило. Есть у них специальный инструмент, с помощью которого можно войти в любую квартиру. В простонародье его называют хулиган. Не уверен, что у меня получится орудовать им в одиночку, но лучше пусть будет. Может, еще какую полезную загогулину у них отыщу. Или как-нибудь к этой приспособлюсь. Осталось придумать, как сохранить сердце. Его чудодейственные свойства мне однозначно пригодятся, и речь не только о мгновенном лечении, но и о той энергии, что давало мне его неспешное рассасывание. Тот образ жизни, что я для себя уготовил, потребует приличного запаса. И да, неплохо было бы разжиться серебром. Я размышлял обо всем этом, плавно заруливая во двор пожарной части. Не знаю, что в этот момент меня дернуло бросить взгляд влево, но когда я увидел знакомый УАЗ, ударил по тормозам с такой силой, что едва носом в руль не влетел. И нет, я не ошибся. Это была машина тех самых вертухаев, о чем гласила зеленая полоса на борту с надписью «ФСИН России». Много ли таких ездит по нашему Зажопинску? Да за всю свою жизнь я не встретил ни одного, разве только на трассе, когда они сопровождали перевоз заключенных. А он, вот он, стоит себе возле магазина автозапчастей. А из разбитого окна доносятся однозначные звуки мародерства. «Ну, привет!» — хищно оскалился я. Кажется, сегодня у меня выдался удачный день. Даже странно, что они не отреагировали на мое появление. Звук работы старого дизеля, но никак не назовешь бесшумным. Скорее всего, это произошло благодаря тому грохоту, что они устроили. Впрочем, стены у этого здания очень серьезные, больше метра в толщину, а если вертухаи орудуют в подсобке, что, скорее всего, так и есть, то да, мое появление может оказаться для них сюрпризом. Ну что ж, сами дураки. Человека на шухере не оставили. Загнав машину во двор пожарной части, я выбрался на улицу, вооружился вепрем и сунул в боковые карманы горки по запасному магазину. Не весь какой арсенал, но на пару отморозков хватит. Да и в тесном помещении картечь натворит делов побольше автомата. Но еще одну галочку в мозгах я все же поставил. По возможности обзавестись разгрузкой и всякими подсумками. Карманы — это, конечно, хорошо, но профессиональное обмундирование лучше. Глава 16. Перерождение.
Я уже двинулся к магазину, когда вспомнил, что у меня имеется преимущество, завернутое в банное полотенце. Нырнув в салон, я аккуратно развернул сердце, стараясь сделать это так, чтобы на него не попали солнечные лучи. Отрезал небольшой кусочек и сунул его под язык. Выждал момент, когда начнется пощипывание, и уже смело направился к разбитому окну. Внутри царил полный бардак. Витрины разбиты, товар разбросан по полу. В таком хаосе сложно отыскать то, что тебе нужно. Непонятно, зачем люди все это устроили. Складывалось ощущение, будто просто так, для прикола, чтобы в полной мере вкусить чувство вседозволенности. А может, это сделали выродки с целью усложнить нам задачу в поиске полезного. Не знаю, да и плевать. Тем более, что я здесь не ради этого. Хотя запастись моторным маслом тоже не помешает. Вряд ли в ближайшее время кто-то наладит его производство. Все-таки оно имеет определенный ресурс, и менять его придется, если, конечно, не возникнет желание передвигаться пешком. Как я и предполагал, вертухаи орудовали в подсобке. Похоже, там тоже царил хаос, если судить по сдавленному мату и грохоту. Ну а мне такой вариант только на руку. Я не спецназ и не герой, и устраивать штурм не собирался, поэтому я просто спокойно присел у окна, направив ствол вепря внутрь помещения и устраиваясь поудобнее. Вот теперь, когда ублюдки выберутся из подсобки, они станут для меня прекрасными мишенями. Только щелкать успевай, словно в тире. Копались они долго. Я даже начал подумывать, а не лучше ли мне сунуться к ним. Но здравый смысл победил. Бесшумно до подсобки мне не добраться. Слишком уж много дерьма и колотого стекла под ногами. По-любому, в самый ответственный момент что-нибудь хрустнет и выдаст мое появление. Да и позиция у меня сейчас максимально выгодная. Разве что по сторонам иногда посматривать приходится, чтобы самому не стать мишенью для залетного отморозка. Да, город пуст. И на это как раз понадеялись вертухаи. А теперь это будет стоить им жизни. Так что, как говорится, на Бога надейся, да сам не плашай. Мародеры появились лишь спустя долгие 20 минут. Понятия не имею, что они там так долго искали. Вывалились все трое, друг за другом. Оружие свободно болтается на шее, руки заняты ворованным добром. Хотя не уверен, что в данных обстоятельствах это мероприятие можно называть воровством. Но не в этом суть. А в том, что чувствовали они себя крайне расслабленно и самоуверенно. За что и поплатились. Вепрь толкнул прикладом в плечо, и первый же вертухай сложился пополам, схватившись за живот. Не дожидаясь ответа, я тут же вдавил спуск еще раз, переведя прицел на следующего. Третий лег рядом, не успев даже понять, что произошло. Весь бой занял от силы 1,5 секунды и оставил легкий звон в ушах. На всякий случай я добил остатки магазина по лежачим, сменился и проконтролировал последнего. Да, 5 патронов маловато, но, увы, гражданскому оружию больше не полагается. Впрочем, плевать, теперь в моем арсенале появились 2 укорота от товарища Калашникова. Даже не представляю, что теперь делать со всем этим арсеналом. Жаль, негде его продать. Да и за что. В том смысле, что деньги в одночасье превратились в мусор. Хотя мир хоть и изменился до неузнаваемости, люди остались прежними, и торговля обязательно скоро наладится. А что до ценностей? Например, серебро. Довольно неплохой эквивалент деньгам. Да и значимость этого металла вскоре возрастет до небывалых высот. А если принять во внимание его редкость, то в качестве платежного средства оно подойдет идеально, и человечество обязательно к нему придет, я уверен. Сложив в кучку все полезное, что удалось получить после обыска тел, я на некоторое время завис. И не потому, что что-то забыл. Я вдруг поймал себя на мысли, что буквально пару минут назад завалил 3 людей, размышляя о ценности серебра, обыскивая их трупы. Ни угрызений совести по поводу, ни сожаления о содеянном. Даже выплеск адреналина минимальный, будто убийство превратилось в скучную рутину. На мгновение стало неуютно. Но я быстро отбросил сантименты в отдаленный уголок подсознания и начал перетаскивать добро на улицу. Никто не явился на звуки стрельбы. Точно так же в гордом одиночестве я обыскал УАЗ и не без радости извлек из одного рюкзака 2 серебряных кастета. Собственно, ради них все и затевалось. Сомневаюсь, что эти черти отдали бы мне их по собственной воле. Закончив с машиной вертухаев, я вооружился гвоздодером и направился к воротам пожарной части. Единственное, что меня смущало во всей этой затее, так это резко уменьшающееся свободное место в машине. Если так дальше пойдет, я стану самой желанной целью для разбойников, а в том, что они обязательно появятся, я не сомневался ни секунды. С этим тоже нужно было что-то решать, и желательно поскорее, благо в пожарке оказалось не так много полезного. Я прихватил лишь здоровенный колун,
сменил свой гвоздодер на более надежный, как мне показалось, ну и, естественно, забрал то, зачем приходил изначально. Хулигана. Этакая широкая зубила на длинной рукояти с выступающим в сторону рогом. Достаточно было взять его в руки, чтобы понять, орудовать им в одиночку не выйдет, но я все равно его забрал. Пригодится. Открыв багажник, я задумчиво почесал макушку. Он уже был заполнен до отказа. Инструмент полетел назад, на пол, и я, довольный собой, отправился за другими, не менее ценными покупками. Часам к 3 дня заднее сиденье уже полностью скрылось под добром, и я наконец-то решил, что мне хватит. Какое-то время я на этом протяну, а там уже видно будет. Оставался последний пункт — отыскать убежище. И желательно такое, чтобы туда никто не совал свой любопытный нос. Атлас мне в этом не помог, ведь по картинке невозможно понять, что именно меня будет ожидать на месте. И я крепко задумался. Здесь оставаться нет никакого смысла. Уже очевидно, что наш город пуст не только от людей, но и от выродков. Я достаточно по нему кружил, и на глаза больше не попалось ни одного занавешенного окна. Да, я мог что-то упустить. Да, и никто не мешает уродам кучковаться в подвалах. Там я не проверял из соображений безопасности. Но дело вовсе не в них. Я больше не хочу видеть людей. За эти дни мне за глаза хватило их общества. И пока ничего хорошего из этого не вышло. Но без них какой во всем этом смысл? Нужны коммуникации, торговля, обмен. И не только товарами. Сейчас информация может иметь большую ценность, чем серебро. Нашу область можно смело считать мертвой. После того, как на нее сбросили ядрен батон, там разве что тараканы жить смогут. Ну и логично думать, что руины мало кому интересны. А что сейчас может волновать людей? Правильно, стратегически важные объекты. Оружейные заводы, химическое производство, металлургия. Если мы их утратим, о победе можно забыть. А еще земля. И желательно настолько плодородная, что там даже палка даст корни. За эти области мы будем драться до последнего, ведь в них заключается сама жизнь. Туда и нужно направляться. Я листал атлас, гоняя в голове все эти мысли. Палец ткнулся в Ижевск, где производились известные всему миру автоматы. В сам город лезть не стоит. Наверняка там идут самые ожесточенные бои. А вот поискать себе место где-нибудь в округе — не самая плохая идея. Лучше всего подойдут конечные точки. Как тот поселок, из которого меня выперли. Еще лучше отыскать какую-нибудь брошенную деревню, где уже лет 100 никто не живет. Но это все мечты, а исходить нужно из реальности, и она такова, что, не зная точного местоположения подобного поселка, шансы найти его наавось равны примерно нулю. Максимум, что мне светит, так это организовать какую-то землянку в глухом лесу, где и устроить заначку на черный день. Захлопнув атлас, я запустил двигатель и отправился к стратегически важному городу. И нет, я не забыл о брате, как и о цели отыскать его во что бы то ни стало. Но для начала мне самому не помешает обустроиться. Да и информацию у пустоты не получить. Помимо места для жизни, мне нужно обзавестись связями, обрасти нужными знакомствами. Звучит странно, но в тяжелые времена всегда появляются предприимчивые граждане. И мне нужны именно такие. Хитрые, жадные, способные поиметь хоть собственную мать ради наживы. За город я выбрался без проблем и происшествий. Доехал до моста, что вел через реку, и здесь впервые столкнулся со сложностями. Нет, его не подорвали, хотя в глубине души я этого ожидал. Здесь образовалась большая пробка, что стало для меня сюрпризом. Атака измененных развивалась ночью, из-за чего городские дороги были пусты. Те, что я использовал до этого, тоже. Но с мостом все обстояло иначе. Он вел к федеральной трассе, из-за чего движение по нему никогда не прекращалось. И, казалось бы, хрен с ним. Рано или поздно те, кто находится в пути, все равно доберутся до какого-нибудь города, где их и будет ждать ужасная смерть или перевоплощение. Но нет, выродки избрали другую стратегию. Да и чего ради пренебрегать столь удобным участком для организации засады? Мост у нас небольшой, всего на 2 полосы, включая встречную. Но его ширины достаточно, чтобы выдерживать идущий по нему трафик. А еще ее хватило для того, чтобы поставить поперек нее фуру, перегородив въезд и выезд в данном направлении. А когда здесь собралась достаточная пробка, из недовольных водителей измененные вступили в дело. Все эти мысли я сформировал по ходу, рассматривая то, что осталось после бойни. Засохшие лужи крови, разбитые окна и распахнутые настежь двери. Некоторые пытались бежать, но далеко ему идти не дали. В панике и давке ночью не понять, кто находится перед тобой. Людей рвали на обочине, ловили возле реки, о чем свидетельствовали темные пятна на бетонном основании,
что покрывало спуск. И снова я рассматривал все это без эмоций, просто констатируя факт. Нет, я не превратился в бездушного ублюдка, и вид кровавой жатвы вызывал во мне приступы злости. Однако отвращение, страх и жалость к погибшим ушли, уступив место другим чувствам. Например, мне пришлось заставлять себя отвернуться и покинуть предположительно вкусное место. Глаза сами собой натыкались на колеса, которые хотелось скрутить, но наибольший интерес представляла фура, в чьем баке могло оставаться полно топлива, и несмотря на то, что у меня его тоже с запасом, внутренняя жаба так и шевелится. Жаль, что здесь мне не проехать. Разгребать завал нет. Ни сил, ни желания. Можно, конечно, найти трактор и посносить машины в реку, не жалея ограждений, но проще объехать. А если уж и там будет твориться нечто подобное, тогда и задержусь. Устрою чистку. Я бросил прощальный взгляд на перекрытый мост и вдруг понял, что именно не давало мне покоя все это время. Теплоход. Он стоял на якоре прямо посередине и совсем не выглядел брошенным. Не знаю, может, мне просто показалось, но я был уверен, что он там не просто так. Кто-то целенаправленно загнал его в центр реки. А ведь если подумать, это очень хорошее убежище. Как раз о чем-то подобном и рассуждал Колен, когда говорил о море. На холостом ходу топлива в баке хватит на очень долгое время. Навешиваю по периметру ультрафиолетовые лампы, и ни одна тварь к нему даже близко не подойдет. А если рискнет, то ее заметят задолго до подхода и разберут на запчасти прицельным огнем. При этом защитники даже не вспотеют. Я подхватил бинокль, которым успел разжиться, и принялся рассматривать судно. И нисколько не удивился человеку, который точно так же рассматривал меня только через оптический прицел винтовки. Поймав на себе мое внимание, он продемонстрировал мне средний палец, однозначно намекая, что не рад гостям. В ответ я вытянул из кармана серебряный кастет, чем показал, что со мной можно иметь дело. Мужик с винтовкой задумался. Он опустил ствол и призывно махнул рукой. Я усмехнулся и осмотрел спуск. На машине здесь, к берегу, не подобраться. Но как это сделать, я знал. Всего-то и нужно вернуться назад по трассе и свернуть на грунтовку, которая приведет меня к поселку, что расположился у реки. А там, надеюсь, получится разжиться лодкой. Естественно, в саму деревню я заезжать не стал. Бросил машину в молодой березовой роще и даже не пожалел времени, чтобы нарубить веток и получше ее замаскировать. Хрен их знает, этих уродов. Добра у меня там хватает, и собирать его по новой что-то совсем не хочется. По идее, мне и теплоход этот не вперся, но задрало любопытство. Опять же, там установлена приличная радиостанция, и живущий на нем человек вполне может владеть какой-то информацией. Да и заночевать в безопасном месте, в нормальной постели, дорогого стоит. А нормально выспаться мне сейчас точно не повредит. Легкой трусой я преодолел поле и выбрался на окраину деревни. Обыскивать ее я не стал, все равно не собирался здесь останавливаться. Проскочил на побережье и сразу же обнаружил искомое — деревянную лодку, в которой даже весла лежали. Этот факт показался мне подозрительным, ведь даже в мирное время никто не станет оставлять такое добро. Это же буквально бери и езжай куда хочешь. Но все оказалось куда как проще. Стоило мне приблизиться к посудине, как из нее раздался шипящий голос. «Долго же ты соображаешь?» Я аж вздрогнул от неожиданности, но, вопреки мнению собеседника, соображал я нормально. И как только забрался в лодку, принялся искать рацию. Она обнаружилась в носовом отсеке, за крохотной, едва приметной дверцей. Там же я отыскал ключи от замка, который скреплял цепь, удерживающую лодку на берегу. «Только не пальни там случайно!» — бросил в рацию я и отправился освобождать цепь. «Скажешь тоже, случайно?» — вернулся насмешливый ответ. «Что я, по-твоему, стрелять, что ли, не умею?» «Очень смешно», — скривился я и, сунув рацию в лодку, оттолкнул ее от берега. Запрыгнув в нее на ходу, замахал руками, пытаясь поймать равновесие. На мой кульбит из рации донесся хриплый смех, но я оставил его без комментариев. Вместо этого взялся за весла и погреб в направлении теплохода. Сложнее всего оказалось припарковаться. Ну вот нет у меня подобного опыта. Я едва без рук не остался, когда припечатался к железной махине бортом, не успев вовремя убрать весло. За что был снова награжден заливистым хохотом. «Да чё ты ржешь, как больная гиена?» — психанул я. «Да потому что ты плаваешь, как говно в проруби. На вот, держи конец». Мужик сбросил мне веревку и продолжил командовать. «Суши весла!» «Чего?» «Да твою мать, ты еще и тупой!» «Я сейчас поднимусь и харю тебе разобью, понял?» — пригрозил я. «Ха-ха-ха! Серьезно?» — не на шутку развеселился он. «Так, может, тебе и помогать не стоит?» «Да завались ты уже. Объясни толком, что нужно делать?» «Весла в лодку закинь, чудовище!»
Ты в глаза, что ли, долбишься? А они, по-твоему, где?» «Вот, молодец!» — похвалил меня гостеприимный хозяин. «Теперь привяжи веревку к уключине. Знаешь, хоть что это такое?» «Ну уж не совсем я. Давай, сухопутные, шевели заготовками. Привязал? Ну, баранки гну. Держись!» Общими усилиями мы подогнали лодку к борту. Мужик сбросил мне еще одну веревку и наказал привязать посудину к одной из металлических скоб, по которым я вскоре забрался на борт теплохода. «Ну вот, а говорил, не умею!» — ощерился мужик и протянул мне ладонь. «Мичман!» «Брак!» — почему-то представился кличкой я. «Хорошего человека браком не назовут», — заметил Мичман. «А я и не говорил, что хороший». «Да мне, в общем-то, насрать!» — отмахнулся он. «Чего тебе?» «В смысле?» Опешил я от такой постановки вопроса. «Ты мне с моста серебром махал?» «И чё? Ты на солнышке, что ли, перегрелся?» «Вроде нет. А ты можешь нормально разговаривать, без этих своих плоских намеков?» «Ясно. Значит, не в курсе еще», — вздохнул Мичман. «Это плавучая лавка, так сказать, стихийный рынок. Если интересуют патроны, стволы или еще что-нибудь, тогда тебе к нам. В качестве оплаты принимаем все ценное, но предпочитаем жратву и серебро». «И почему я не удивлен?» — усмехнулся я, припоминая собственные недавние мысли. «Да потому что хочешь жить, умей вертеться». «А вы сами откуда?» «Оттуда!» — неопределенно махнул рукой он. «Да и какая тебе разница?» «На ночлег остаться можно?» «Можно Машку за ляжку и козу на вазу». В очередной раз блеснул бородатой остротой он. 10 грамм серебра за ночь постоя. Жрать будешь? А это в стоимость входит?» «В стоимость входит только губозакатывательная машина. Ужин еще 5 грамм. Завтрак 3. Если есть желание удовлетворить похоть, это плюс 15 сверху». «Вот это сервис», — ухмыльнулся я. «А ты что думал, в сказку попал? Ну и рожай быстрее!» «Да я хрен знает, как вы будете от этого куска свои граммы высчитывать». Я пожал плечами, выудив из кармана кастет. «Но у меня есть предложение получше». «Не уверен, что она нас заинтересует. Ну давай, жги!» — разрешил улыбчивый Мичман. Я скинул рюкзак. Не ту походную громадину, а обычный, повседневный, в который уложил самое необходимое, в том числе и черное сердце. Само собой, разворачивать его на солнце я не стал и продемонстрировал Мичману только пропитанное кровью полотенце. Тот окинул его брезгливым взглядом и задал вполне ожидаемый вопрос. «И что это?» Он вдруг замахал руками. «Стой, не говори, дай угадаю. Это грязная тряпка!» «Этот человек еще меня придурком называл», — усмехнулся я. «Это сердце выродка». «Так», — протянул он, все еще не понимая ценности моего предложения. «Да ты дай договорить», — возмутился я. «Оно лечит раны». «В смысле?» «В прямом». «Так, народная медицина. Давай-ка вали отсюда по-хорошему, не заставляй меня выкидывать тебя за борт». «Фух», — шумом выдохнул я, закатив при этом глаза. «Давай так, есть у вас относительно темное место». «Зачем?» «Для демонстрации товара. Просто ты настолько туп, что сам не понимаешь, от чего собираешься отказаться». Видимо, моя наглость как-то на него повлияла. Мичман немного подумал и кивком пригласил следовать за собой. Нет, я видел, что он все еще скептически настроен, но что-то заставило его прислушаться к моим словам. Не знаю, может, желание позабавиться. Очевидно же, что здесь ему невероятно скучно. В принципе, в коридоре, по обеим сторонам которого располагались каюты, было уже достаточно мрачно для демонстрации свойств сердца. Но я не стал тормозить Мичмана, наверняка он ведет меня туда, где можно продолжить переговоры с относительным комфортом. Так и произошло. Он завел меня в одну из кают и даже шторы задернул, погружая помещение в приятный полумрак. Из-за пребывания посудины на солнцепеке внутри было душно, как в духовке. Лицо тут же покрылось испариной, но жаловаться я не стал. Водрузил поклажу на стол, проверил и развернул полотенце. «Я сейчас нож достану», — предупредил я. «Да ради бога!» — пожал плечами Мичман, но все же отстранился и как бы невзначай положил ладонь на рукоять пистолета, что висел в кобуре на поясе. Я лишь криво ухмыльнулся и вытянул из кармана складной нож. Был у меня и охотничий, который тоже висел на ремне, но для демонстрации хватит и этого. А Мичман, увидев инструмент, о котором я предупредил заранее, даже расслабился. Когда я полоснул себя лезвием по ладони, он аж зашипел и приподнялся на носочки, будто ощутил боль от пореза одновременно со мной. А я с флегматичным видом отрезал крохотный кусочек от черного сердца и положил его в рану. Реакция прошла гораздо быстрее, чем я ожидал. Видимо, теплая свежая кровь вступала в реакцию с веществом из сердца куда как охотнее.
Рана зачесалась практически сразу, едва кусочек ее коснулся. А когда тело наполнилось энергией, я вытер ладонь о штанину и показал ее мичману. Его глаза увеличились в размерах примерно вдвое. Он натурально завис на пару секунд, затем без спроса схватил мою ладонь и принялся ее внимательно рассматривать. «Это фокус, что ли? Какой?» — не поверил он. «Нет», — ухмыльнулся я. «Можешь на себе испытать». «Давай!» Мичман отреагировал настолько быстро, что я даже сказать ничего не успел. В одну секунду он подхватил со стола мой нож и провел им по тыльной стороне запястья, оставляя там глубокий порез. Затем также, без разрешения, оттяпал небольшой кусочек сердца и поместил его в рану. А уже через несколько секунд смотрел на меня еще более ошалевшим взглядом. «Сколько за него хочешь?» — без прелюдий спросил он. «Полный вес серебром». «Половину?» Враз срезал цену он, даже не задумываясь о его возможной рыночной стоимости. «2/3», — подправил в свою пользу я, и мичман кивнул. «Стой здесь, я ща». «А можно снаружи подождать? Душно здесь». «Да не вопрос!» — отмахнулся он и выскочил за дверь. Я не поленился и упаковал сердце обратно в полотенце. Сунул его в рюкзак, и в этот момент вернулся мичман с кухонными весами в руках. Пришлось снова распаковывать товар. Сердце легло в чашу, и цифры показали вес в 270 грамм, что в переводе на серебро очень даже неплохо. А дальше пришла моя очередь удивляться. Мичман выложил из кармана сверток, в котором находились тонкие прутки сантиметров 5 в длину. На них уже были сделаны насечки, помогающие разделить их на равные 10 частей. Мне даже подсказки было не нужно, чтобы понять. Каждый такой кусочек весит ровно грамм. «Нифига ты заряженный», — усмехнулся я. «Да это не я придумал», — отмахнулся он. «Но согласен, очень удобно. Сколько дней сердцу?» «Сегодняшнее». Мичман завис, глядя мне прямо в глаза, затем как-то странно хмыкнул и продолжил отсчитывать проточки. Итого мне прилипло аж 19 штук. Я сразу вернул торговцу 3 и на его вопросительный взгляд ответил. «Ночлег, ужин и плотское удовольствие». «С вами приятно иметь дело!» Он протянул ладонь для пожатия. «А есть места попрохладней?» Пожав руку, спросил я. «Только у ватерлинии, но там обстановка сильно беднее». «Плевать, не графья», — отмахнулся я. «Слушай», — перешел на заговорщический шепот он. «А еще достать сможешь?» «Ты про сердце?» «Блин, ну не про пипиську же!» «В городе измененных практически не осталось», — покачал головой я. «Но если что, буду иметь в виду». «Ладно, решаемо». Что-то прикинув, кивнул он. «Сейчас ключи от каюты принесу. Жрать когда давать? До или после утех? А они разве не на всю ночь? Про губозакатывательную машину помнишь? На всю ночь. Сколько будет?» «А ты, я смотрю, парень, не промах!» Натянул ехидную улыбку мичман и ошарашил меня ценой. «100! Рожа не треснет!» — возмутился я. «Полтинника хватит. Тем более, что тут особо очереди не видно». «Ладно, хрен с тобой!» — отмахнулся мичман. «Как думаешь, его в морозилку можно?» «Понятия не имею». Пожал плечами я, понимая, что речь идет о сердце. «Ладно, разберемся», — хмыкнул он и, сунув окровавленное полотенце под мышку, скрылся на лестнице. Глава 17. Стратегия охоты. Когда мичман привел ко мне 120 килограммов любви, первым делом я подумал отказаться от заказа. По крайней мере, от договора на всю ночь. Но затем махнул рукой на предрассудки и пустился во все тяжкие. Когда еще представится возможность переспать с женщиной? К тому же Маша, а ее звали именно так, оказалась не так уж плоха. Несмотря на бурную ночь, утром я чувствовал себя прекрасно. Все-таки сон в настоящей постели с чистыми простынями и женщиной под боком дорогого стоит. Не жалко было даже грамма потраченного серебра. А утренние упражнения на объемном теле зарядили меня бодростью покруче даже самого крепкого кофе. Выбравшись на палубу, я с наслаждением закурил, с улыбкой посматривая на красоту природы, что открывалась с середины реки. Я даже решил искупаться, но как только перекинул ногу через ограждение, позади раздалось вежливое покашливание. Обернувшись, я увидел мичмана, который с кривой ухмылкой наблюдал за моими действиями. «Что?» — спросил я на его осуждающий взгляд. «Нет, ничего», — пожал плечами он. «Прыгай, раз уж приспичило». Что-то перехотелось. Поморщился я. «Это правильно. Тем более, что мы только что толчки промыли. Как спалось?» «Чудесно. Продлевать будем?» «Нет, пожалуй, я отчалю.
А что там с завтраками?» «10!» Не моргнув глазом, озвучил он неслабую стоимость. «И что я за это получу?» «Кашу, 2 яйца, кофе или чай на выбор». «Не густо». «Ну, уж как есть», — пожал плечами мичман. «А если просто кофе? За 3 договоримся. У тебя час на сборы». «Я вчера душ принять хотел, а в каюте только толчок». «Я тебя предупреждал, что нижний уровень без излишеств. Добавь еще 5 серебра, я тебе даже горячую воду пущу». «Сдачи не надо». Я протянул ему целую проволоку, состоящую из 10 делений. «Мне бы информации немного». «Странный ты», — усмехнулся мичман. «В наше время это стоит гораздо дороже, чем 3 грамма серебра». «Сколько?» «Металл меня не интересует», — покачал головой я. «Но, думаю, ты сможешь достать то, что мне нужно». «Слушай, я тебе вчера все объяснил». «Хозяин, барин», — развел руками он. «Как вода согреется, позову. Кофе черный или со сливками?» «Да подожди ты», — поморщился я. «Достану я тебе еще одно сердце. Но заплатить за него тебе все равно придется». «Договор». Он протянул мне ладонь. «Так откуда вы?» — спросил я, пожав его крепкую руку. «Нижний», — коротко ответил он. «И это тебе в качестве аванса. Принесешь сердце, тогда и поговорим». «Добро», — кивнул я. «Тогда душ пока отменяется, все равно как свинья вернусь». «Кофе-то делать?» «Угу», — буркнул я. «Слушай, а вы не боитесь, что вас кто-нибудь выставит?» «Ну, пусть попробуют», — ухмыльнулся он. «Охраны я что-то не вижу». «Так и задумано», — уклонился от прямого ответа он. «Минут через 5 приходи на камбус». Мичман ушел, а я в очередной раз призадумался. Может, я не совсем верно выбрал маршрут? Что если попробовать договориться с командой и отправиться с ними в Нижний? Похоже, люди там смогли как-то устроиться, раз в течение недели уже организовали подобное. Правда, не совсем понятно, за каким хреном они встали здесь на якорь. Сомневаюсь, что ради случайного одинокого путника в моем лице. Больше похоже на то, что они кого-то ждут, хотя это, конечно, не мое дело. Нет, Мерина бросать жалко, а вот сменить маршрут — неплохая затея. Я ведь понятия не имею о том, что происходит в Ижевске, зато могу получить информацию о Нижнем. И если там есть островок безопасности, то этот вариант тоже подходит. Тем более для меня нет никакой разницы, куда ехать и где обустраивать новую жизнь. Ладно, время поразмыслить у меня есть, пробормотал я и отправился в каюту. Рюкзак так и стоял на столе нетронутым. Ничего из тех вещей, что в нем лежали, мне не понадобились. Мария уже ушла. Посидев на кровати пару минут, я подхватил свой скудный скарб и покинул уютную комнату. На камбузе было пусто, лишь одинокий бокал кофе ожидал меня на столе. Выхлебав его буквально за 3 глотка, я удовлетворенно крякнул и направился к лодке. Пора было браться за дело. У борта меня снова встретил мичман и вручил заряженную рацию. Не забыл и о напутствиях, в которых объяснил, что и как нужно закрепить на берегу. Мы пожали друг другу руки. Я опустился в лодку, вернул веревку, которой она крепилась к теплоходу, и поскоблил к берегу. Через поселок шел, внимательно всматриваясь в дома. Да, я надеялся отыскать занавешенные окна, чтобы поскорее разделаться с добычей сердца. Но не повезло. Как, собственно, и в городе. До него я долетел в считанные минуты, после чего колесил по спальным районам почти 3 часа, так и не отыскав ни одной лёжки измененных. Оставались подвалы. Вот только лезть в них совсем не хотелось. Слишком уж тесное пространство для маневра. Выскочить сходу на свет не получится. И наверняка выродки прячутся там кучками. Я реально оценивал ситуацию и понимал, что шансы справиться даже с 2 противниками, чья сила превышает человеческую в несколько раз, практически нулевые. Максимум, что можно попытаться, так это выкурить их оттуда на свет. Но для данного мероприятия нужно знать наверняка, есть ли они там и в каком количестве. Ну и, само собой, не помешает вначале подготовиться. День был в самом разгаре, а потому времени для организации засады у меня с запасом. Первым делом я отправился на заправку, которую справедливо считал уже прикормленной. В том смысле, что я знал наверняка о наличии топлива в цистернах и как его оттуда достать. Сегодня меня интересовал бензин. Наполнив 5-литровую пластиковую баклаху, я прихватил с витрины 4 машинного масла и отправился за следующими ингредиентами. Лист пенопласта нашелся в строительном магазине, а вот с серебрянкой, то есть с алюминиевой пудрой, дело обстояло сложнее. Здесь она имелась уже в готовом виде, разведенная лаком. Немного почесав макушку, я прихватил пару банок, ведь по факту эта смесь тоже легко воспламеняема.
Заодно упер оцинкованное ведро, в котором и собирался смешать ингредиенты. Не побрезговал и шуруповертом, в патрон которого зажал миксерную насадку. Так оно точно будет быстрее и надежнее. Остался лишь вопрос пустых стеклянных бутылок, но и с этим проблем не возникло, так как на одной из полок я обнаружил залитую в стеклянную тару морилку. В качестве фитиля подойдет любая тряпка, коих разбросано по всему городу с большим запасом. Не откладывая дело в долгий ящик, я перелил бензин в ведро и принялся растворять в нем пенопласт. Он таял там буквально на глазах, превращая топливо в густую эмульсию белого цвета. Слишком много его не нужно, иначе смесь получится слишком густой, и тогда огонь не сможет охватить большую площадь, а меня интересовало именно это. Когда половина листа растаяла в ведре, я решил, что этого будет достаточно, и влил в него 2 литра масла, опять же исключительно на глаз. Затем вскрыл банку серебрянки и отправил ее туда же. Алюминий должен поддать жару. В подвале гореть особо нечему, так что нагнать температуру не помешает. Сунув в ведро миксер, я некоторое время перемешивал содержимое, хотя в однородную массу оно превратилось практически сразу. Затем снова вернулся в торговый зал в поисках воронки, чтобы перелить адское месиво по бутылкам. Получился приличный арсенал, при помощи которого можно было спалить к чертовой матери целый квартал. И да, головой я понимал всю опасность затеи. Опустевший город в отсутствии пожарных может легко полыхнуть так, что сгорит весь, дотла. Но мне было плевать, ведь я не собирался здесь оставаться. Ну и последний штрих — отыскать логово измененных. С этим пунктом пока были проблемы. Но не ходить же мне, поджигая все без разбора, словно маньяку. Да и вариантов удостовериться в присутствии выродков не то чтобы много. Оптимальнее — это найти место для обзора и затаиться там на всю ночь. Ну или спуститься куда-нибудь на свой страх и риск. Ведь, по идее, мне не нужно ходить и считать все поголовье. Достаточно убедиться в присутствии одного. И если вести себя тихо, то план уже не кажется настолько безумным. Спустился, увидел, выбрался — все. Я вернулся в центр города, вышел из машины и прикинул направление ветра. Все-таки не хотелось спалить его полностью. Определившись, я вернулся за руль и помчался на окраину района новостройки. Надеюсь, мне повезет, и в крайнем доме, что расположился по ветру, обнаружится хотя бы парочка уродов. Зато если пятиэтажка превратится в факел, возможно, от нее не полыхнут соседние дома. Машину я бросил у дороги и поставил ее на сигнализацию, чтобы в случае чего услышать попытку угона. Прихватив нужные инструменты, я снова сунул в каждый карман по магазину к вепрю и отправился на разведку. Идея оказалась так себе. Слишком уж громоздкое ружье для работы в тесном помещении, но и другие были не меньше, а с пистолетом особо не повоюешь. Требуется именно картечь, чтобы крошить черепушки. Меня даже безумная идея посетила — захватить одного из выродков и поэкспериментировать с ним на предмет смертельных ранений. Ну, чтобы хоть примерно понимать, от чего и на какой срок он может сдохнуть. В целом идея вполне осуществима, но на ее реализацию тоже требуется время, а пока возиться с этим не хочется, так что буду действовать по старинке. Дверь в подвал оказалась не запертой. На момент подготовки я был совершенно спокоен, но стоило распахнуть створку и взглянуть в темный провал, адреналин тут же наполнил кровь. Зрение сузилось до тоннельного, а руки затряслись. Не сильно, но все равно неприятно. Я вжал в плечо вепрь, к стволу которого примотал изолентой фонарик. Не весь какое надежное крепление, но на пару-тройку выстрелов хватит, а там, надеюсь, я уже успею выскочить на свет. Подвал имел типовую планировку. Длинный коридор с кучей ответвлений, в которых располагались эдакие кладовки. Небольшие, буквально 2 на 2, но для хранения консервов и картошки самое то. В нашем доме за такие постоянно шла война. Улеглась она лишь с приходом частной собственности, когда самые умные успели узаконить свое право на бумажном носителе. Но все равно нет-нет, да и поднимались вопросы купли-продажи между соседями. Я осмотрел весь подвал, пройдя его насквозь, и не обнаружил ни одного измененного. Ну что ж, значит, району не повезло. Выбравшись на улицу, я снова огляделся, прикидывая, в какую сторону тянет ветер, и направился в соседний двор, чтобы осмотреть пятиэтажку, стоящую в одну линию с предыдущей. Хороший знак обнаружился прямо у двери. Сбитый замок. Хмыкнув, я потянул на себя дверь, которая предательски заскрипела. Я даже замер на несколько секунд, вслушиваясь в тишину. Никаких признаков жизни. Но это не значит, что там пусто. На этот раз организм отреагировал гораздо спокойнее. Нет, адреналин все же высвободился из надпочечников, но руки при этом уже не трясло. Обстановка под стать предыдущей. Узкий коридор,
на стенах которого пляшут причудливые тени, отбрасываемые светом карманного фонаря. За пределами пятна света висит густая, словно кисель, темнота. Самое место для лёжки выродков, чье присутствие я почувствовал сразу. Небольших слуховых окошек, которые должны служить в качестве вентиляции, было явно недостаточно. В помещении царила влажная, затхлая атмосфера, в которую вплетались запахи мочи и немытых тел. Но я все равно хотел убедиться воочию, что выродки находятся здесь, и хотя я был в этом уверен, увиденное все равно вызвало очередной выброс адреналина. Сразу трое измененных лежали в одной из коптерок прямо на полу. В качестве подстилки они набросали на деревянный настил какие-то куртки. Сами при этом были без одежды. Молодой парень спал в объятиях двух девчонок. Не нужно быть знатоком из «что, где, когда», чтобы понять, чем они здесь занимались. В кладовой напротив раздалась возня, заставляя меня вздрогнуть. Кажется, я спустился в натуральное гнездо. Понятия не имею, сколько их здесь, и не уверен, что смогу с ними справиться, когда они повалят на выход. Но и оставлять их вот так я тоже не собирался. Я подался на выход, стараясь ступать максимально бесшумно. Ведь я не идиот, и чувство страха мне не чуждо. А когда выбрался на улицу, некоторое время приводил себя в чувство, унимая дрожь в руках и коленях. Бутылки с зажигательной смесью уже стояли у подъезда, так что мне оставалось лишь запечатать все выходы, кроме одного. Единственное неудобство в планировке дома заключалось в том, что в подвал можно было попасть только снаружи. Иными словами, в подъезд двери не вели. Изначальную задачу это усложняло, но не делало ее невыполнимой. Прежде чем приступить к делу, я обошел дом по кругу и запечатал все щели, через которые способен выбраться человек. Таковых оказалось 4, 3 полноценных спуска и небольшая дверца размером с кухонное окно, находящаяся посередине дома, с обратной подъездом стороны. Повезло, что все двери имели проушины для навесных замков. Одна даже оказалась запертой, а 2 другие я перекрыл, вставив в них обычные столовые ложки. Для верности сунул аж по 2 штуки и даже загнул их, чтобы они не вылетели, когда дверь начнут сотрясать удары. При всей своей силе железные створки им все равно не сломать, так что от случайной утечки я был застрахован. Единственное, как выродки могли ускользнуть, это если кто-то из владельцев квартир сделал себе индивидуальный вход в кладовую в виде лаза в полу. Но такое большая редкость, ведь в большинстве своем люди ленивые и не любят лишних движений. Зачем крушить пол, если есть нормальный вход? Примерно такими мыслями я и отговорил себя от обыска всех квартир на 1-м этаже. Время и без того уже работало против меня. Однако кое-что я из ближайшей все-таки вынес. 3 ватных одеяла. Зачем? Да чтобы сбить огонь с выбегающего урода и прикрыть его тело от солнца на время операции по извлечению сердца. Схватив в охапку 5 бутылок со смесью, я пару раз глубоко вдохнул, насыщая кровь кислородом, и, согнувшись в 3 погибели, полез в низкую дверцу, которую решил оставить в качестве единственного пути для эвакуации. Сердце вновь застучало, как сумасшедшее, ведь, несмотря на хороший план, рисковал я очень сильно. Если что-то пойдет не так, я попросту не успею свалить, и будет хорошо, если я сгорю к чертовой матери вместе с ублюдками. Спустившись по деревянному трапу, я выбрался в центральный коридор, который проходил по всей длине подвала. Лаз, через который я сюда забрался, располагался примерно в центре 5-подъездного дома, так что запалить его весь особого труда не составит. Чиркнув зажигалкой, я поднес голубой язычок пламени к фитилю, сделанному из куска простыни, и темнота расступилась от вспыхнувшего пламени. Как следует размахнувшись, я забросил бутылку в дальний конец подвала и тут же поджег 2-й снаряд, который отправился в противоположную сторону. Огонь окончательно развеял темноту, с гулом ударился в потолок и потянулся в мою сторону. Помещение моментально наполнилось криками, и я едва заставил себя удержаться и не сбежать. На то, чтобы добавить в бушующее пламя по бутылке смеси, ушло еще пару секунд, и только после этого я рванул к выходу. А когда оказался на улице, отбросил последний коктейль в сторону и, подхватив вепрь, уселся напротив окна. Дистанция плевая, всего каких-то 7 метров, может 8. С такого расстояния даже слепой не промажет. Прошла секунда, за ней 2, и, наконец, от выхода справа донесся грохот в железную дверь. Вскоре ему уже аккомпанировали слева, но на меня пока никто не выходил. Однако я не отвлекался и старался даже не моргать, чтобы не упустить нужный момент. Пламя с гулом вырвалось из вентиляционных отверстий, оставляя на кирпичной стене черную полосу аж до 2-го этажа. В окнах нижних квартир уже клубился дым, но твари не спешили появляться.
То ли они не знали про этот выход, то ли солнечного света боялись сильнее огня, что вряд ли. Скорее всего, первым делом они рванули к очевидным лазейкам. Надеюсь, ко мне выскочит хоть один. Живой факел появился спустя долгие 20 секунд. Хоть я и ждал его появления, оно все равно стало для меня неожиданным, и я спустил курок слишком рано. Выродок рухнул рожей в землю, так и не успев покинуть подвал. Я лишь матерно выругался и продолжил ждать. Будь там обычные люди, никто из них не добрался бы до этого лаза. Но там находились иные, а их выживаемость куда выше нашей, а потому своего клиента я все же дождался. Вначале дернулся и исчез в пламени труп первого кандидата на спасение, а спустя мгновение на его месте появился мой пациент. Я позволил ему полностью выбраться на улицу и только затем надавил спуск. Картечь расколола его голову, как гнилой арбуз, но получившийся эффект все равно уступал выстрелу в упор, хотя результат был тем же. Горящее тело рухнуло на отмостку и затихло. Прежде чем броситься к нему, я немного выждал, чтобы не стать жертвой возможного следующего. Но время шло, выродок горел, а из лаза больше никто не появлялся. И я, подхватив одеяло, наконец-то бросился тушить будущего донора, молясь в душе, чтобы с его сердцем ничего не случилось. Накрыв его тело сразу 2 одеялами, я тут же отскочил. Жар, который рвался из подвала, был просто невыносим. У меня даже волосы на лице затрещали, стоило мне снова приблизиться к трупу. Задержав дыхание, чтобы не опалить легкие, я переселил себя и, ухватив мертвеца за ногу, потянул его прочь от бушующего пожара. В окне первого этажа уже забрезжил свет начинающего разгораться пламени. Скоро этот дом превратится в сплошной столб огня, и до этого момента желательно убраться подальше. Я откинул край одеяла, освобождая голову урода, которую собирался отрубить. Но не успел даже топор занести, как меня согнуло пополам в приступе рвоты. Мало того, что вид обгоревшего и развороченного картечью лица не вызывал приятных ощущений, так еще и запах паленого мяса дополнял общее впечатление. А ведь мне скоро с головой под одеяло нырять. От одной этой мысли снова стало не по себе. Я всерьез задумался о приобретении противогаза. Тем более, что я прекрасно знал, где его взять. У приятеля, практически в таком же частном гараже, как у меня. Только он занимался маляркой. А автомобильные эмали очень токсичны. Без хорошего респиратора там делать нечего. Ну, если, конечно, нет желания познакомиться с глюками. «Ладно, человек такая сволочь ко всему привыкает», — пробормотал я, пинком отправляя голову ублюдка в полет на несколько метров. Глубоко вздохнув, я задержал дыхание и, сунув маленький фонарик в рот, нырнул под одеяло, сжимая в руке мясницкий топор. Надолго меня не хватило. Адреналин в крови заставлял сердце биться быстрее, а, соответственно, увеличивал расход кислорода. Я успел лишь примериться, когда организм потребовал новой порции воздуха. Плюнув на все, я выдохнул отработанную смесь и наполнил легкие новой. Придав рукав к носу, я захрюкал в попытке задавить рвотный рефлекс, но это было выше моих сил. Мало того, что вонь была слишком густой, плюсом ко всему воздух под одеялом оказался горячим. О стерильности оперируемого можно было смело забыть, зато мне полегчало. Рукавом я вытер остатки блевотины с губ и принялся за работу. И с первого же удара оценил прекрасную, правильную заточку и удобство инструмента. Он рассек ребра, будто вместо них там находились сухие прутики. Буквально нескольких хороших ударов хватило, чтобы прорубить достаточное окно и добраться до сердца. Дальше в дело пошел нож. Я держал драгоценный орган в руках уже спустя 2 минуты, а затем грязно выругался, так как в попыхах попросту забыл прихватить с собой полотенце. Второй раз сюда нырять я не собирался, а потому просто сунул сердце под куртку и прижал его к себе, пряча от солнечного света. Одеяло же просто отбросил, так как в сохранении трупа не было необходимости. И замер. С открытым ртом, глядя на то, как устроенный мной пожар уже охватывает 3-й этаж многоквартирного дома. Зрелище было завораживающим. Огонь гудел, будто вырывался из сопла реактивного двигателя, а его жар доставал даже сюда. А я находился от пожара метрах в 15, справедливо полагая, что этого будет достаточно. «Кажется, пора валить», — хмыкнул я и, подхватив оружие и топор, отступил от пожара еще на несколько метров. Здесь уже более-менее спокойно переупаковал сердце в полотенце, еще раз бросил взгляд на пожар и поспешил к машине. Настроение резко улучшилось. Мало того, что я все-таки смог добыть то, ради чего все это устроил, так попутно отправил на тот свет пару десятков уродов. В том, что они смогут выжить в таком пожаре, я очень сильно сомневался.
Прыгнув в машину, я запустил двигатель и потянулся за бутылкой с водой, чтобы поскорее прополоскать рот. Ароматы в нем витали еще те, а потому следом в губах появилась сигарета. С наслаждением я втянул в легкий дым и, наконец-то, сумел избавиться от противного паленого привкуса. «Вот теперь можно жить», — хмыкнул я, бросая на себя взгляд в зеркало заднего вида. «Ну и рожа». А выглядел я и в самом деле не очень презентабельно. Лоб покраснел, брови и ресницы исчезли, а вместе с ними испарилась и часть уже успевшей отрасти челки. Может, у Мичмана машинка для стрижки найдется, чтобы хоть шевелюру подровнять. Впрочем, ладно. Вначале нужно до него добраться и заполучить информацию. В идеале бы дружбу завести, но у меня немного другие планы. Ничего, по ходу разберемся. Возможно, он расщедрится и замолвит за меня словечко перед своими. И я не имею в виду команду теплохода. Меня интересуют люди, которые отправили его в дальний путь и заставили встать на якорь у берегов провинциального вымершего городка. Не влипнуть бы в очередные неприятности. Они ведь точно там кого-то ждут. И я уверен, что это очень серьезные люди. Глава 18. Связи. «Твою мать!» — встретил меня словами Мичман вместо приветствия. «Ты чё, специально в дерьме кувыркался?» «Типа того», — ухмыльнулся я. «Так что там у нас с душем?» «Извини, придется потерпеть», — развел руками он. «Всю горячую воду израсходовали. Но шмотки могу в стирку забрать». «Было бы неплохо. Заодно весы тащи и готовь ответы». «Неужто достал?» — округлил глаза он. «А ты сомневался?» «Тебе честно?» «А я что, на бабу похож? Чтоб меня словом жалели?» «Я вообще не ожидал тебя снова увидеть. Думал, ты просто свалишь и дело с концом». «А я... вот он, я». «Вижу!» — кивнул Мичман. «За стол не зову, а то ты своей вонью всех закошмаришь». «Всех?» — приподнял брови я. «Ага. Из чего следует вопрос? У тебя что с дальнейшими планами?» «Пообщаться, помыться, пожрать и свалить». «Тогда у тебя всего часа полтора». «А потом что?» «Ничего», — пожал плечами он. «Отчаливать пора». «Ясно», — буркнул я. «А шмотки успеют постираться?» «Я на быстрый режим включу. Мокрые, конечно, будут, но чистые». «Идет», — согласился я. «По деньгам сколько?» «Нисколько», — отмахнулся он. «Бонус, как постоянному клиенту». «Ну, спасибо». «Да на здоровье», — усмехнулся Мичман. «Держи ключ, располагайся пока. Если Титан нагрелся, можешь душ принять. Я минут через 40 заскочу». «Весы не забудь». «Уж постараюсь», — с сарказмом произнес он и ушел. Я почесал макушку и отправился искать каюту, ключ от которой держал в руке. Судя по номеру на брелоке, она должна располагаться где-то на второй палубе. Туда я и направился. Забрался по лестнице и едва не столкнулся с каким-то дедом, который завис наверху с огромной трубкой спутникового телефона в руке. И взгляд его был настолько колючим, что я невольно попятился. «Осторожнее!» — сухо бросил он, а затем уже в трубку добавил. «Это я не тебе. Все, давай, позже наберу. Эй, постой-ка!» Объяснений не требовалось, я сразу понял, что оклик предназначался мне. И тон, которым старик произнес эти слова, не принимал отказа. Я невольно поежился и замер. «Это ведь ты принес сердце?» Без каких-либо прелюдий спросил он. «Допустим», — ответил я, внешне сохраняя абсолютное спокойствие, хотя внутри все сжалось. «Как узнал о его свойствах?» «Какое вам до этого дело?» Я нашел в себе смелость огрызнуться. «Послушай, ты...» — угрожающе сузил глаза старик. «У меня нет желания с тобой бодаться. Ты в любом случае ответишь на мои вопросы. Так что давай сэкономим друг другу время и нервы. Как ты узнал о его свойствах?» «Случайно», — ответил я, тем более, что не видел смысла делать из этого тайну. Пальнул картечью в измененного, а на линию огня попал брат. «Где он сейчас?» Стал одним из них. «Причина?» Его укусили. «Сам откуда?» «Местный я». «Ясно. Свободен». Старик небрежно отмахнулся и, потыкав телефон, снова поднес его к уху. Я некоторое время постоял, глядя на него, а затем нырнул за угол и навострил уши. Стало вдруг любопытно, о чем станет говорить этот человек. В том, что он имел прямое отношение к власти, я не сомневался. Хотелось понять, какие у них планы и что они собираются делать, если вообще собираются.
«Да», — бросил в телефон старик. «Облучение на них не действует, уверен. Нет, такими темпами мы всю страну уничтожим. Я сказал нет. Мы взяли одного, пока молчит. Но мы и без него видим, что основная масса стягивается в Москву. Причины не ясны. Нет, пойдем вниз по течению, есть информация, что он там. Да, под Рязанью. Понятия не имею, но он может дать ответы. Все, отбой!» Раздались уверенные шаги, словно старик маршировал на плаце, а затем хлопнула дверь. Интересно, он просто военный или какой-то особист? Думаю, второй вариант наиболее вероятен. Похоже, они проверяли зону поражения ядерной бомбой, а заодно исследовали то, как влияет радиация на выродков. И, судя по всему, результат им не понравился. А еще они взяли языка. И это очень интересно. Вряд ли меня к нему подпустят. Да оно и ни к чему. Услышанного уже достаточно, чтобы мне пустили пулю в лоб. Надеюсь, до этого не дойдет. «Ты чё здесь трешься?» — раздался чей-то не менее властный голос. Я обернулся и встретился взглядом с Верзилой. Метра под 2 ростом и килограммов под 120 весом. При этом на теле не видно и капли жира. «Пытаюсь каюту отыскать», — буркнул я, демонстрируя ключ. Бугай подошел ближе, взглянул на номерок и махнул рукой в направлении основного коридора. «Тебе туда», — произнес он, — «ближе к корме». «Спасибо», — поблагодарил я и поспешил удалиться. Палуба с каютами оканчивалась небольшим пятачком, на котором расположились столики и стулья. Эдакое кафе на открытом воздухе, и почти все места были заняты. Люди в военной форме о чем-то беседовали и периодически хохотали, все вооружены до зубов, что снова навело на определенные мысли. Я потихоньку понимал, какие истинные цели у этого теплохода. Неясно было другое. Какого хрена меня пустили на его борт? Задерживаться и греть уши я не решился, и без того уже успел глаза помозолить. Вставив ключ в скважину, я разомкнул замок и нырнул в душное помещение каюты. Первым делом скинул грязную одежду и отправился в крохотную душевую кабинку. Никакого титана я здесь не обнаружил, но, открыв кран и подставив под него ладонь, проверил температуру воды. Некоторое время шла холодная, но вскоре полилась теплая. Не сильно, но для того, чтобы помыться, достаточно. Тем более на такой жаре хотелось забраться под ледяную. Мыло обнаружилось на полке, и я без зазрения совести принялся им натираться. А когда снова включил воду, на поддон полетела черная пена. Смыв себе грязь, я намылился еще раз и на этот раз уже использовал мочалку. Терся так сильно, что даже кожа покраснела. Но это было неописуемое удовольствие. Дверь в каюту хлопнула, когда я уже вытирался полотенцем. Взглянув из душевой, я встретился взглядом с мичманом. «С легким паром!» — произнес он. «Спасибо!» — буркнул я и подвязал полотенце на талию. «Короче, шмотки твои я выбросил!» Улыбнулся он и похлопал по новому комплекту, который даже был запаян в целлофан. «Вот, держи сменку!» «Это за что такие почести?» — удивленно вскинул брови я. «Понятия не имею!» — пожал плечами он. «Старый просил передать». «А кто он?» Я сразу понял, о ком речь. «Точно не скажу, но человек он очень серьезный. Видимо, ты ему понравился». «Упаси Господь». «Согласен, но теперь уже поздно. Короче, он еще просил передать. Если ты кому-нибудь вякнешь о том, что слышал, тебя найдут и кастрируют». «Твою мать!» — поморщился я. «Да ладно, не ссы!» — отмахнулся мичман. «Нахрен ты ему сдался? Вообще он мужик нормальный, но я бы на твоем месте хлебалом не щелкал. И так у нас времени в обрез. Скоро будем с якоря сниматься». «А-а-а!» — прервал мичмана пронзительный крик из соседней каюты. «Даже не спрашивай!» — предупредил он. «Это не наше дело!» И в мыслях не было. Усмехнулся я и полез в рюкзак. Выложил на стол окровавленное полотенце, и мы приступили к расчету. Вскоре мой карман потяжелел еще на 200 граммов серебром, а мичман уставился на меня вопросительным взглядом. «Ну давай, жги!» — выдохнул он. «Да я просто хотел узнать о Нижнем». «Это я и сам понял. Рассказывать особо нечего. Живых там почти не осталось. Армию смели на 3-й день, а ее остатки и часть гражданских спрятались в Кремле. Я был одним из тех, кому повезло спастись. Или не повезло. Считай, как удобнее». «А здесь ты какими судьбами?» «Это все они!» — мичман кивнул на дверь. «Вся эта затея с торговлей и разведывательным рейдом — их идея». «Видимо, вопрос, почему ты пустил меня на борт, уже отпадает», — хмыкнул я. «Похоже на то», — улыбнулся мичман.
Они считают, что подобный подход поможет узнать больше и даст людям надежду». «А ты так не считаешь?» «Не знаю», — поморщился он. «Как по мне, все это жалкое барахтание на краю пропасти, в которую мы уже падаем. Машем руками и ногами, вот только летать все равно не научимся». «Как думаешь, Кремль еще цел? В смысле, люди там еще остались?» «Ты смеешься? Его даже фашисты взять не смогли. При всей их выучке и мощи. Конечно, он цел. Там по периметру ультрафиолет развешали. Пулеметные стволы во все стороны смотрят. И калибр там такой, что даже серебро не требуется. При мне с них толпу выродков разобрали. Голов на 500. И времени это заняло секунд 20. Плюс-минус, конечно. Если ты ищешь место, где можно осесть, то лучшего тебе не найти. Город стратегический, запасов еды там на несколько лет имеется, плюс расположение на слиянии двух серьезных судоходных рек. На твоем месте я бы даже не думал». «Я хотел Ижевск проведать. Там наверняка наши тоже оборону держат». «За него я тебе точно не скажу, не бывал. Сейчас ситуация каждую ночь меняется, и наиболее стабильный участок — это Нижний. Слышал, в других старых крепостях тоже относительно нормально, но все это на уровне разговоров». «Я понял», — кивнул я. «Это хорошо, что понял. В общем, если надумаешь, передай привет Макару. Скажи ему, что от меня, он тебя к делу пристроит». «А он кто?» «Жаков Кусто в прорезиненном пальто», — огрызнулся мичман. «Друг мой, этого тебе достаточно. Это с его подачи я сейчас здесь, а не валяюсь где-нибудь с разодранной глоткой. Мужик ты толковый, так что будешь при серебре и деле. Ну, если, конечно, тебе оно самому надо. Ладно, сиди, думай. Сейчас пожрать принесу». «Спасибо». «Давай, не тупи особо». Мичман махнул рукой и покинул каюту. Странно, по оплате за обед он даже словом не обмолвился. Интересно, это с подачи старого или он просто забыл? Впрочем, неважно. Как говорится, на нет и суда нет. Теплоход снова озарил крик, полный боли и отчаяния. И это вызвало у меня довольную ухмылку, потому что я знал, где-то там пытают выродка. Немного посидев, я принялся натягивать чистую одежду. Затем явился мичман, поставил перед моим носом поднос с едой и тут же выскочил за дверь. А едва я успел покончить с обедом, как он появился снова и без объяснений вытолкал меня в зашей. На этот раз рацию не выдавал. А как только я спустился в лодку и отплыл буквально на пару метров, нутро теплохода сыто заурчало. Спустя пару минут он уже тронулся с места, оставляя за собой невысокие буруны волн. До заката оставалось еще достаточно времени. Я без особых хлопот успевал покинуть город и даже организовать себе ночлег. Забравшись в машину, я с ухмылкой посмотрел на огромный столб черного дыма в небе и сунул в рот сигарету. Это была последней. Дальше придется курить самокрутки. Довольно неплохое занятие на вечер. Запустив двигатель, я вырулил из деревни и отправился в сторону Нижнего Новгорода. Мичман прав, это не самый плохой вариант, чтобы начать новую жизнь. Если повезет, по пути разживусь черным сердцем. Похоже, она помогает не только залечивать раны, но и заводить нужные знакомства. Но с точки зрения по поводу теплохода я с ним был не согласен. Это действительно хорошая идея, способная объединить остатки человечества. Лично я, побывав на его борту, почувствовал хоть и слабую, но все-таки надежду. Один только горячий душ чего стоил. Мысли текли плавно и вскоре снова свернули к судьбе брата. Из разговора старика по телефону я уловил кусок информации, которому не придал значения. Но сейчас, когда волнение от встречи с ним отступило, да и в целом я сейчас пребывал в прекрасном расположении духа, фраза о Москве сама по себе всплыла в сознании. Кажется, он сказал, что выродки собираются в столице. Зачем? Это уже другой вопрос, и вряд ли мне дано получить на него ответ. Но Колян наверняка отправится туда же. Хотя это тоже вилами по воде писано. Мимо мелькали деревни. Все вымершие. У части домов побиты окна, одна так вообще превратилась в тлеющие головешки. На одном из отрезков я прижался к обочине и принялся листать атлас дорог, чтобы отыскать место, свободное от поселений. Солнце уже спешило упасть за горизонт, а значит, пора заботиться поиском ночлега. И если все будет нормально, завтра к обеду я уже постучусь в ворота Нижегородского Кремля. С первыми лучами солнца уже навалилась невыносимая жара. Я выбрался из салона «Мерседеса» мокрый, как мышь перед смертью. И это я еще загнал тачку в лес.
Кроны деревьев молчали в отсутствии ветра, а значит, сегодняшний день обещает просто адское пекло. Но это не остановило меня от приготовления кружки горячего кофе, запас которого таял прямо на глазах. Чует моя пятая точка. Если так пойдет дальше, то за упаковку этого напитка люди будут готовы платить больше, чем за черное сердце. Но пока до этого момента еще далеко. И его запасы наверняка хранятся на полках магазинов. Нужно только отыскать какой-нибудь. А на пути меня как раз ожидает славный город Ворсма. Его история уходит корнями в глубокую древность и очень плотно связана с кузнечным делом. Даже в современном мире он знаменит огромным количеством производителей холодного оружия. Ножи, топоры, сабли — все это без труда можно отыскать там, как и специалистов по их изготовлению. Само собой, меня это не интересовало. Мало того, пока я не прочитал об этом городе краткий экскурс, который располагался в атласе в виде сноски внизу страницы, даже не знал о его существовании. Зато надеялся отыскать там магазин, который не успели обчистить до основания. Нет, еды у меня было еще достаточно. Я хотел пополнить запасы кофе, о котором напрочь забыл, когда шарился по прилавкам в своем городке. Судя по размеру точки в атласе, его размер даже уступает тому Зажопинску, в котором всю жизнь прожил я. А значит, поиски припасов много времени не заберут. Определившись с планами, я завершил все утренние процедуры и, глядя на себя в зеркало, задумчиво почесал прилично подросшую щетину. И добавил еще один пунктик в поиске необходимого, а именно хорошую бритву. Иначе скоро вся эта мотня начнет нещадно чесаться. «Не знаю, что ты за хрен, но я тебя побрею», — с ухмылкой произнес я и запустил двигатель. Выбрался из леса, встал на трассу и сразу же опустил все окна, выгоняя невыносимую жару из салона. Ветер гудел в ушах, трепал отросшие волосы, о стрижке которых я напрочь забыл. Надеюсь, в Нижнем найдутся специалисты с машинкой и ножницами, способные привести меня в божеский вид. Нет, о возвращении к старой жизни я не мечтал. Но тот относительный комфорт на борту теплохода невольно вселял в меня надежду. Вскоре я пролетел мимо указателя, на котором красовалась надпись «Ворсма» и число 17 справа от нее. А спустя 10 минут я уже влетел в сам город. Снизил скорость до Черепашей, чтобы не проскочить чего-нибудь важного, и как только проехал частный сектор, за первым же перекрестком прижался к обочине, неподалеку от магазина со странным названием «Семь яств». Именно так, с твердым знаком на конце. Обычный продуктовый, притом рассчитанный больше на проезжающих, чем на местный район. Это стало понятно из осмотра его нутра сквозь запыленное окно. Честно говоря, меня больше смутило его нетронутое состояние. Я даже обошел его по кругу, чтобы убедиться в этом окончательно. Мое сознание за этот короткий срок уже так привыкло к разбитым окнам магазинов, что я просто не мог поверить в собственную удачу. Неужели он настолько не пользовался популярностью у местных, что на него никто не позарился? Некоторое время я стоял у главного входа, размышляя на данную тему. Но в итоге махнул на все рукой и потянул на себя дверь. Очередной сюрприз уколол приступом паранойи. Магазин оказался даже не заперт, и при этом его полки натурально ломились от товаров. Здесь что, весь город умер за одну ночь? Никто не выжил и не попытался пополнить запасы? Что-то с этим местом явно не так, но что именно, понять не получалось. Я так и завис на пороге, удерживая дверь в открытом состоянии и всматриваясь в полумрак торгового зала. «Но ведь сейчас день», — пробормотал я, пытаясь успокоить внутреннее чувство надвигающейся опасности. На первый взгляд мне ничто не угрожало, да и на второй, в общем-то, тоже. Но целостность магазина просто не давала покоя. Я понимал, что это не к добру, но в упор не видел подвоха. В конце концов, я все же решился заглянуть внутрь. Перекинул вепрь из-за спины таким образом, чтобы он постоянно находился под рукой. Еще раз внимательно осмотрел помещение и шагнул внутрь. Что-то щелкнуло под ногой, послышался свист, будто где-то с большой скоростью сматывают веревку, а затем мелькнула тень, и в мою грудь ударило что-то очень тяжелое. Воздух покинул легкие за мгновение, и они сжались в комок от острой боли. На глазах навернулись слезы, и я медленно сполз на пол, пытаясь сделать хотя бы крохотный вздох. И когда у меня почти получилось, справа появилась тень, а из глаз посыпались искры. Боль от удара пришла не сразу, да и та показалась какой-то тупой на фоне угасающего сознания. Очнулся я в каком-то подвале.
Рядом стояло ведро, из которого несло испражнениями. Вокруг темнота, но не полная, по крайней мере, очертания ведра я все же увидел. Больше смотреть здесь было не на что, а главное, не на кого. Но я жив, а это уже не так плохо. Голова болит, будто я вчера выжрал не меньше литра грязного самогона и побрезговал шлифануть это дело пивком. Даже во рту похожая сухость. Вот только я не пил. В памяти всплыл последний момент пребывания в сознании, я интуитивно потрогал лоб. На пальцах осталось что-то липкое, а место прикосновения отозвалось режущей болью. Похоже, мне по башке прилетело. И очень неслабо. Но изначально я получил в грудь, правда, непонятно чем и как это случилось. Я просто перешагнул порог и... Видимо, я угодил в ловушку. Но кто ее для меня оставил? Да и для меня ли? Судя по всему, весь этот магазин стоит здесь только с одной целью — привлекать жадных туристов. И я, как полный идиот, вляпался в это дерьмо по самые уши. Интересно, хозяин или кто-то меня вырубил? Измененный? Или он обычный человек, который просто не любит непрошенных гостей? Я прикрыл глаза и попытался вспомнить того, кто приложил меня дубиной по лбу. Вначале подсознание нарисовало просто темный силуэт, но вскоре дополнило его. Не уверен, возможно, это был плод моего воображения, но, кажется, человек был одет в какой-то плащ с объемным капюшоном на голове. И новость эта не самая лучшая, потому как это могло означать только то, что он выродок. Я просто не вижу другого смысла в подобной одежде в сухом помещении. Разве что ему необходимо спрятаться от солнца, и он явно спешил, утаскивая меня подальше от окон. Меня будто молния пронзила, и я принялся ощупывать себя на предмет укусов. Даже спиной о стену потерся в попытке добраться до тех мест, куда не доставали руки. Поняв, что цел, я немного успокоился. Но вскоре снова занервничал. Но ведь если он один из них, а я сижу возле зловонного ведра, значит, моя жизнь остается ценной лишь до тех пор, пока он не проголодается. В любом случае, финал меня ожидает тот же, что и брата. «Ну и насрать!» — буркнул я, как-то быстро смирившись с этой мыслью. Никто ко мне не заходил. В целом вообще ничего не происходило. Я просто сидел в этом подвале и думал о всяком, пока темнота не сделалась непроницаемой. А когда снаружи раздался стрекот сверчков, понял, что уже наступила ночь. Вскоре раздались шаги, и щель под дверью, из-под которой сюда и поступал слабый свет, вновь засияла. Но на этот раз не от солнца. Створка со скрипом распахнулась, и яркий луч фонаря ударил в глаза. «Встал!» — прозвучала резкая команда. Странно, меня даже не связали. Выходит, не опасались сопротивления? Да и чем бы я его оказал? У меня даже обувь забрали, а голыми руками с этими уродами особо не повоюешь. «Подъем, мразь!» — повторил приказ вошедший и лязгнул затвором автомата. Этот звук ни с чем другим не перепутать. Я не стал рисковать, поднялся на ноги и прижался спиной к стене, чтобы не рухнуть снова. Голова кружилась то ли от слабости, то ли от сотрясения, которое я неминуемо заработал, получив в лоб. «На выход!» Луч фонаря сменил направление и указал на первую ступень лестницы, ведущей к двери. Я снова подчинился, зашлепал ногами по бетонному полу. Человек сместился в сторону, пропуская меня на выход. А я нисколько не удивился, когда свет фонаря выхватил из темноты заполненные полки торгового зала. Надзиратель отвесил мне обидного пинка под зад, видимо, для скорости, но комментировать это действие не стал. На побег я даже не рассчитывал. И без того еле ногами передвигал. Так еще и конвоир контролировал меня в спину. Я чувствовал его присутствие и даже то, как он держал палец на спусковом крючке, готовый в любой момент перечеркнуть меня очередью. Может, я и нагнетал, но подыхать вот так, в одних трусах, совсем не хотелось. Эта смерть казалась какой-то жалкой. Но своими ногами на улицу мне выйти не дали. Едва я прикоснулся к двери, как затылок взорвался очередной вспышкой боли, и сознание поплыло. Я сел на колени и почувствовал, как меня подхватили чьи-то руки. Били меня сознанием дела, просто чтобы погасить любую попытку к сопротивлению, но при этом оставить в сознании. А может, просто не хотели убивать. На этот раз уроды перестраховались, и в кузов машины я полетел со скованными за спиной руками. А вот здесь я оказался уже не один. Внутри уже находились 3 человек, и вид у них был под стать моему. Рожи разбиты, руки закованы в наручники, но все живы и без следов укусов. «Здорово, мужики!» — прохрипел я. «Ага!» — буркнул кто-то в ответ. «Вы не в курсе, нас случаем не в больничку повезут?» — попытался сострить я. «Мечтай!» —
прозвучал ответ противным гнусавым голосом. «Мы теперь скот. Нас будут доить, пока мы не сдохнем». «Тогда у меня для них плохая новость», — хмыкнул я. «У меня с молоком в последнее время туго. Придется его высасывать, и совсем не из сисек». «Остряк!» — раздался другой голос. «Только ни хрена веселого в нашем положении нет. Ты что-нибудь слышал о фермах?» «Слышал», — мрачным голосом ответил я. «Ну, скоро мы их увидим», — добавил гнусавый. А затем стало не до разговоров. Машина свернула, и нас затрясло так, что у меня чуть зубы не выпрыгнули. А ведь по всей Ворсме пролегала приличная дорога. Выходит, мы съехали на проселок подальше от посторонних глаз и людей. А значит, помощи ждать неоткуда.